этим управлять. То есть, если при совке это дело у них делается, да, то есть вот этот диктаторский там такой режим совочный, он неприемлем же там мировой общественности, поэтому с ними никто никакие отношения не ведет. А тут свобода слова должна быть, свобода вероисповедания и так далее, но как бы под видом, да, свободы. То есть по факту это будет религия как опиум, ну, инструмент для управления, скажем. Сундел аккуратно, шей. Он подогнать. Беш просто джахаш шадек дуагацер. Он все им сломал. И все потом сформировавшиеся вот сейчас свободные республики на постсоветском пространстве, это все оттуда. То есть там изначально у них нету такого плана, да, чтобы кого-то отпустить, там, чтобы какую-то там демократию там, и так далее. Это просто конкретные такие Западу. Просто переобуться, как бы объявить всем, вот видите, мы демократия, мы всем даем возможность самоопределиться, потом в республиках на местах проходят какие-то вот эти процессы, да, там самоформирования, якобы в народе они проходят по волеизъявлению этих народов, а по факту там такие люди, как Темишевы, они это все контролируют, чтобы в час X вернуть всех назад. Только уже вот в таком демократическом, вот в таком, скажем так, виде, да, вот мы сами, вот наш народ, там, мы самоопределились, и мы теперь хотим там с Россией навеки, туда-сюда, все. Это действительно федерация, это не тюрьма народов. Тут реально, короче, волеизъявление народов произошла туда. И это все у них происходил вот такой фарс, да, сценарий. Просто это поломалось у них все. Потому что какую-то Чечню даже не могут удержать, а тут у них такая ситуация. Вопрос дуса, Ибран. Это вечеринки юксига, гамсахурди волш, Жириновский волш, Милуар, Яндербиев, Тамада волш, Тосчбов. И как он это делал? Вот мне интересно, исламист, вот как он делал вот это? Тосчбов, карарым кайор, да, Тамада ука вот метта, да. Может, да, кое-что хлах, ликенты. Да, Яндербиев нормально, короче. Показ мод велчар, нормально, аргуматуш. Ага, 94-й год, да, он уже. 94. Ойла, Цухайна уиз, Токума Йорш. Всех приветствую. Да, приветствую, Март. Цухайна уи, Токума Йорш, Льелш. Дикше, короче, ты богач. Но ще цадуатре болчик хала уеди от хуерсайс. Ну, короче, он боишься нах болча тига хапиат тума Йорш. И там, по всей видимости, Яндербиев тоже. Ну, я как бы не буду наперед забегать, время покажет. Да, цик забуде, арвоем. Что? Хош оправдывать баулк, да, Яндербиев, вала, милла, вала. Тига, иду да евин, нюха, и виссар, короче. Инсертеми, шевар, хош, гуань, Удугов там же, короче. Но они как бы из Дудаева, по всей видимости, хотели марионетку ручную сделать. Когда увидели, что весь народ клюнул там на него, уже из-под контроля РДЛ их уже цунц управлять даешь, да? Уко ще характер гейти, то есть ще амял хамадиев бош, да? И цирка, и хилил ери, окаче, нери, Ибран.
Oto parlamenti nacer, oto выступление, и дег адам да, царт чармет дал, да, и полностью поддержка на него переключилась, это галяла цери механизм, да. Ну, они подумали, все, давайте вот его будем использовать, а шимосу ауршей, рычагищи, да, и пошло, все, и он их разогнал, как и парламент, помнишь, их говорил, и сейчас, извини, одной цепи ионов, еггета ионов, да, это, вот эти же идиговые, вот эти, и цепь собрать, да, цигадын, да. Вот в сегодняшний день, 99-й год, поход на Дагестан, это все планировалось, да, и нахбуин, нуршбуан, хажма хажен, гуш нукуш, хилдолом. Артаган дер ситуации ван, эхваттинил, халла, ятне уаттена, хорша, в тени, да, чай, на побережье, Цан-Ахмед, Цаберш, Босфор, Цаберш, Лазурный берег, Цаберш, Кечина, Англия, да, чай, театрышка, да, Орша, исламиш, чай, да, Сюрин, Бакалевич, да, бу. А вот эта система вся уже идет автоматом, дает чуце систему. Видите, ярк дает. И что-то рушится у них. И метбой будет, метбой собой. На самом деле, можно слово, на самом деле нужно вот количество, демографию увеличивать. Вот если бы вас стало 5 миллионов хотя бы, вот это уже был бы другой разговор. Вот Турцию возьмите, 100 лет назад их было 7-8 миллионов, 10 почти турков. Сегодня уже 50, не считая этих курдов. Вот демография играет роль. Если... Нас... Что? Нас, знаешь, приветствую, Марш Волмар. Нас, смотри, в 1870 году, 71-75 год, вот по переписи России, Чечня оставалась от 60 до 90 тысяч человек только. Ну вот, да, повышается демография, но все равно этого, брат, как бы вы воюете, это то, это все не дают они, понимаешь, вот эти исламисты разные, вот эти, не дают каждые 50 лет, вот смотри, максимум, вот каждое поколение, вот, если ты посчитаешь российских генералов, генералитет, посмотри их, отец, сын, каждый через Кавказ проходит, не Кавказ, через Чечню проходит и становятся генералами у них. Всегда это так. Поэтому, брат, не стоит обострять, вот как сказать, ну, воевать вообще там, хоть зависимость, за независимость, хоть за что, вообще не стоит какие-то военные действия попадать. Вот возьми этих, пример, черкесов. Не уходи, подожди. Где ты видел, что чеченцы когда-либо воевали? Где ты это видел? Брат, последнее все время вы вот за Российской империей начинали. Воюет кто? Тот, кто нападает, воюет. Смотри, они приходят, Подожди, допустим... я тебе задал вопрос. Воюет тот, кто нападает? Нет, обе стороны всегда воюют. Нет. Украина Чеченцы всегда защищались. Они воюют, русские всегда. Украинцы тоже защищаются. Но это тоже военное, брат. Воюет тот, кто нападает, а другой защищается. Поэтому чеченцы Он не воюют защищается, всегда. но воюет, брат. Войной защищается. Чеченцы всегда защищаются, не воюют. Смотри, я объясню, что он тебе хочет сказать. Он понимает, что защищается, как бы это он не опровергает. Там речь идет о том, что вот это, ну вообще как бы ничего не сопротивляться, размножаться под Россией, там оставаясь, короче, за независимость никак не надо. Ну, он не понимает, что вот, например, сегодняшняя как бы политическая обстановка вокруг Армении, она не само собой образовалась.
То есть просто вам повезло. Вот армянам вам повезло. Почему повезло? Потому что и вам повезло, и грузинам повезло. Да? Ну, грузинам чуть меньше, потому что они ближе вас оказались. И они 2 района уже, можно сказать, потеряли. Надеюсь, что это временно только. 2 региона. А вы чуть-чуть подальше оказались. Ну, и вам, азербайджанцам, вам побольше повезло. И то до вас тоже эта стороной не обошло, вот эта карабахская тема. Это тоже из одного источника все, из одной оперы. Так, Мартин, по-моему, вышел у нас. Грузия и Грузия. Дайте мысль досказать. Я мысль доскажу просто. Я имею в виду, что вот если бы на нас зациклены не были бы русские, вся ваша удача, удача успевших сформироваться государств, Армения, Грузия, вот эти там Казахстан, ну, и то мы понимаем, да, что Казахстан, Армения вот сейчас вот-вот пытается вылезти из-под этого дела, потому что, опять-таки, русские сегодня на Украине больше сфокусированы. И то ты же понимаешь, Мартин, что это очень опасно сейчас, то, что Пашинян делает, потому что там у вас все еще русские солдаты находятся, да, вот их там целые эти на вашей территории. Пашинян не портит отношения, он сейчас обратно сказал, что будет дружить с Россией. Так надо хитрее действовать, я имею в виду, надо размножаться. Понимаю, что ты просто... Мы бы тоже хитрили, если бы мы местами бы как бы поменялись бы. Нет, брат, у нас очень плохое. Вот с грузинами, смотри, у нас Турция и персы. Они, персы и турки, постоянно боролись за эту территорию, где сейчас Грузия, Армения. Но Грузия выше, их это не касалось. На нас нападало. И с этой стороны османы нападали, с этой стороны персы. Или они между собой, когда воевали, мы оказывались между двух этих, под наковальней и этим молотом. Очень плохое место, у нас самое плохое. У грузинов лучше, выше. Знаешь, вот самое обидное, что чеченцы своей жертвой, просто сегодня получилось так, что мы какие-то исламисты, террористы, а теперь и непонятные подрусские, то мы под русскими, то есть создали вот такой образ из нас, да? И, к сожалению, в этой всей ситуации мы не можем по-честному как бы сделать разбор полетов, да, из-за кого, почему вот эта ситуация, почему до Армении эта тема не дошла, почему вот Украине сколько лет дали, посмотри, с 94 по 14 год, 20 лет у Украины было время сформироваться. Вы знаете, что сделали, брат? Вы, когда начали вот эту свою как бы борьбу, вы так сделали, что Да ничего мы не сделали, ну сколько можно это слушать? Ничего мы не сделали. Интересно, что он хочет сказать. Ты прервался, повтори. Что мы сделали? Я говорю, что ну вот ФСБ пришло к власти прямо, потому что Ельцин не справлялся в Первой войне, и потому им что пришлось мы помогли это сделать, я согласен с тобой. Вы это сделали, не хотели, но в итоге вы еще сильнее усилили. Видишь, мы это совместно сделали, понимаешь, с вами, со всем миром. Потому что мир, который декларирует демократию, свободу, право, то есть право народов на самоопределение, он никак не реагирует на нас, понимаешь? На нас никто не среагировал. И вот эта тема, что все кефиры, они сговорились против мусульман, она сработала в наших умах, понимаешь? Потому что мы видим, мы правы, просим всему миру, помогите, вот тут все по-честному, как и надо, мы от этих людей отсоединились. Они сами развалили государство, мы все по-честному провели, все бабушки, женщины, там, дедушки, мужчины, дети, все выходили, митинги делали и миру пытались докричаться, донести. Вот смотрите, нас они просто мочат здесь подряд. Помогите. И вот это абсолютный игнор, да, со стороны мировой общественности
И потом вот эти гниды, партия исламского возрождения, о которой мы вот здесь, у нас тема, кстати, там очень четко сработали, и в нашем мозгу это как бы тикнуло, понимаешь? Потому что им удалось, чтобы мы вот поверили в то, что все кефиры сговорились против нас. Понимаешь? Ну, понимаешь, еще плюс этот момент, еще территория. Это не только наше, потому что когда, смотри, мы бы в это дело вообще не ввязывались. Мы ввязались в это дело, потому что международное право после Второй мировой войны, права человека, ООН, всякие эти международные организации, они нам позволяют. То есть мы все делаем в рамках того же развалившегося государства, в рамках международного права. То есть там ничего от себя не придумано. Все, как и подобает, делается. А какой-то реакции от мировой общественности, которая декларирует эти права, свободы, никакой реакции не происходит. Вот сейчас посмотри, палестинцы, да? Вот смотри, палестинцы, которые заскочили в Израиль, насильники, пидорасы, педофилы, плюс 32, осуждаю, убийцы, маньяки, которые там женщин, детей утащили, насиловали. Представь, вот сейчас Швеция, Норвегия, Франция признает их независимость. Это что за шизофрения вообще в мире происходит? Что это такое? Просто подумайте. Вообще несравнимая какая-то террористическая хренотень, да, вот с нашей борьбой, с нашей вот этой жертвой нашего народа, вообще несравнимая какое-то это. Наш вопрос вообще где-то в заднице находит. Блин, я уже привык, короче, к этим словам, да. Вот я что говорю, посмотри на ситуацию шизофреническую в этом мире. Какая-то Палестина террористическая, ее все признают. Тоже, брат, не признана. Палестина тоже не признана. Частично да, они хотят. Какая не при них, вон уже их дело, короче, везде, в Норвегии, в Швеции. Посмотри, что они сделали 7-го. Теперь сравни, короче, с нашим народом, вот что происходит. Как это вообще можно? Теперь смотри, вон напали на Грузию, оттяпали там Южную Осетию, Абхазию. По-моему, Абхазия, да, считается независимым, или Осетия, я всегда их путаю. Абхазия и Осетия, да, обе, да. Да, представь, русские признают их. Это что такое вообще? Мы вот всем народам, столько жертв, столько это. Это что-то неправильное в мире происходит. Это не... И ты знаешь, что на наши умы, на нас это влияет. И ты знаешь, что это влияет тому, что с помощью этих вот таких вот манипуляций, да, когда нашему обществу показывают на это, видите, вот тут против нас как бы вот это все играет. И вот эта тема кафиры-мафиры, она просто для нее это среда полностью зеленый свет. Да, почему? поэтому... Потому что народ, он смотрит и видит. Представь, тебя вот убивают, без вести теряют, пытают. С тобой это все делает, и мир вообще ни хрена еще тебя называют внутренним делом России. Ибрагим, можно, да, обратиться? Слышно? Можно, слушай. Салам алейкум, я еще раз здороваюсь. По поводу того, что вот по всем правилам и правам вы имели право там, вот это все митинги, или у вас права были, это уже, честно сказать, вы по наивности вот подумали, что вы имеете право, когда вот Россия, когда вот это все случилось, когда Европе самой вот Россия нужна была, вы думали, что вот они ваши права тоже учтут. К сожалению, это так не сработало. Увидели же, да, как они поступили вот с вами. Это было очевидно. Им Россия нужна была. Им про Россию, вот в свою сторону заманить надо было Россию. И на этом фоне они вас не стали бы поддерживать. Опять же, двойные стандарты сработали, честно говоря. Поэтому сегодня все получают. Весь мир сегодня дрожит. Это забытый пример, честно говоря, вот с вашей республикой, да, которая вот случилась, уже она была признана, то все, да.
Вот когда его проигнорировали, во-первых, там фактор, че хотите, не хотите. Как бы это банально ни звучало бы, все равно двойной стандарт. Во-первых, вас, мусульман, или как-то, хотите, не хотите, все равно вас как мусульман знали, и ваши права, они второстепенные были в глазах Европы и тоже Америки. Поверьте мне, это присутствовало. Ну, потому что играл роль, и что помимо признаны. этого, и помимо этого, да, им нужна была Россия. Россию надо было заманить, мол, они вот, сейчас Россия продемократической станет, то все. Они же пользовались Россией сколько времени, вот пока все это не пользовались. Они же заодно были. Вот и пошло-поехало. Именно вот, ну, признанные территории. Подожди, стоп, подожди. Я не пойму, что это за вброс сейчас. Еще раз. Европе нужна была, Западу нужна была Россия, да? То есть ее под себя. Максимально воспользоваться им. Подумать, что они вот за них, они вот максимально, да. Окей. А теперь вот последнее высказанное. Они все вместе. Это что такое? Сейчас нет. А в то время, да. Сейчас, не сейчас, вот в то время, да. Они все... Да. Это как... Стоп. Они же полностью проигнорировали ваши вот это сейчас заявление. еще раз повторяю мысль. Я попытался вас понять правильным органом. Смотри. Сначала я слышу, что Россию хотят использовать, то есть через нас ослабить ее, чтобы ее поиметь. Окей, принято. Потом я слышу, что звучит, они вместе были все. Это что за шизофрения вы хотите? Что вы хотите донести? Еще раз попытайтесь. Он имеет в виду, в тот момент Россия подчинялась, да, больше Европе, дружила с ними, и они заодно были, да, на тот момент. Скорее всего, это... Зачем ее хотели? Еби, блядь. Пропаганду свою устроил, мусор помой. Так. Это что за у нас? Ну-ка. Через плечо нахуй. Подожди. Итачи у них хрена, как тебя зовут? Что вы сказали? Плохо слышу. Долбоёб, блядь. Что ты хочешь сказать? Вот тебе микрофон свободный. Какой-то посторонний какой-то матюкается там. Я вот Мартину хотел сказать, он говорит, надо было дипломатию технично, хитро вилять там. Но вот Украина почему по твоему этому методу не пошла? Вот Украина почему не виляла, там, не хитрила? Почему Россия все-таки напала на нее? Почему Россия напала на Грузию? Почему Россия напала на Молдавию? Почему Россия напала на Сирию? Они что, хитрить не умели? Мы одни тупые? А все умели? Смотри, брат, смотри, насчет Украины, вот эти старые президенты, они так и делали, даже вот этот Да какая Порошенко. разница сейчас, ты сейчас, что бы там ни говорил, ты сказал, мы не умели хитрить, а эти Я умеют не сказал хитрить. это, я говорю, смотри, брат, что у вас есть Вы две цели. умели, подожди, я тебе Смотри. еще раз скажу. Вот недавно Путин сказал, мы проведем в Армении референдум. Вы что, там самостоятельные теперь, что ли? Путин говорит, вот что референдум в вашей стране проведет. Вы ни черта не самостоятельные. Вы ни черта не самостоятельные. Да, я вы знаю. просто вы там не быкуете, ничего. Чуть-чуть быканете, все, и вам тоже крышка. Вот, не надо Вот все быковать, это я говорю. вы все такие умные, да не перебивает. Вы все такие умные, сидите такие. Надо было хитрить, надо было вилять, дипломатию, политику вести. Такие все хорошие, правильные. какой там вилять? Надоело уже это Подождите. слушать. Смотри, Надоело какой уже вилять, слушать какой этот бред. дипломатия. Без внешней поддержки, честно говорю, без... Подожди, ты тоже, блядь. Ты долбаный. Подождите. Сихат Салош, подожди. Фарго. Не спеши, пускай он твой оппонент, это без разницы. Просто я его тоже понимаю, что он хочет сказать, типа, надо там сидеть, молчать, но он не понимает, что люди в разных находятся ситуациях, понимаешь? Если у Армении есть такая опция сидеть и молчать, потому что там сейчас перед ними на пути там
и чеченцы оказались, и украинцы, и грузины, то у армян такая опция оказалась, да, сидеть, молчать. Что пока еще не дошла до них это, дай бог, чтобы не дошла. Я сейчас никому не желаю этого. Ну, те, кто первые вот на пути вот этом попадаются, они как бы в другой вообще ситуации находятся. И поэтому как бы там, как вот сытый голодного не, то есть, не понимает, да, и наоборот. Вот у нас Можно чуть-чуть я вот так объясню? получается. Смотри, брат, что я имел в виду. Смотри, я не Думаешь, говорю- Мартин, мы хотели воевать, что ли? Да подожди, мы не хотели воевать. Мы что, мазохисты какие-то? С половиной планетой воевать? Мы не мазохисты. Мы все сделали по закону, технично, аккуратно, дипломатично. Кричали на весь мир, что вот мы все отделяемся, все по закону делаем. Приезжали наблюдатели. Все было прекрасно. Кто говорит, что мы... То получается, как будто мы спровоцировали Россию напасть на нас. Да ни черта не хотели мы никакой воевать, мы просто хотели отдельно жить. А звучит это теперь с твоих уст, как будто мы такие, знаешь, садомазохисты какие-то, которые Смотри. вот там не умеем, короче, ничего разговаривать, дикие какие-то, языков нету, никакой дипломатии нет, ничего. Да поменяйтесь местами с нами и попробуйте схитрить с ними. Идите похитрите. Вон Украина пыталась схитрить 20 лет. И что в итоге сейчас? Грузия пыталась... Грузины, между прочим, очень даже владеют дипломатией. Получилось у них дипломатию вести? Не получилось. Где у вас? Вот у одного получилось, скажите, хоть у одного. Приведите Смотри, брат. пример хоть одной страны, которая сумела с Россией договориться после того, как она решила напасть. Прекращайте этот разговор вообще. Я больше не буду это слушать. Я выйду. Брат мой, смотри, извини, смотри. Что, ты говоришь, мы по дипломатии хотели там законно, типа, там, выйти или еще что-то. Нету такого закона. Мы не хотели, мы вышли законно. Вот, ты мы не можешь хотели, выйти. мы... Нет, ты не... Мы это полностью это по односторонне. закону вышли, Мартин. Нет, ты по не в курсе, закону. мы полностью в соответствии закону. с международными стандартами. Дальше Не кто спорь вас со мной. поддержал? Вас же не поддержали дальше. Дальше вас не поддержали. Понимаете, когда даже это осуществилось, Причем да? тут поддержали, не поддержали. Мы Поверь все мне, сделали друг, поверь по закону, мне, без по всем внешних- вот международным таких обстоятельств, без- стандартам. Не перебивай. Мы все сделали по закону, в соответствии со всеми международными законами, стандартами, правилами, человеческими, любыми законами. Любыми законами все Тебе же не сделали. отвергать, Теперь что нам ты незаконно предъявляют, как сделал. будто мы... Тебе же не отвергать, Что что ты ты незаконно перебиваешь? сделал. Они не об этом, Фарго. Тут не совсем об этом. Не спеши, всех мало просто. Я хочу донести, чтобы они вот это Да, знали, да. вот это. Мы хотели, вы пытались. Мы не пытались, мы четко сделали в соответствии Нет, ты- со ты всеми всё международными правильно. стандартами. Ты все правильно доносишь. Они думают, что они самые хитрожопые, извиняюсь, да? Ну, Да, они такие все умные задним числом теперь. не, это ситуация, они говорят, вот как мы, вы бы там молчали бы, и все. Нам нужно объяснить просто, что мы вообще в разных вселенных находимся, в разных ситуациях, в разных параллелях. Если бы у нас армяне были бы какие-то, как чеченцы, которые там тормозили бы русских, с ними воевали, мы бы тоже там, может быть, сидели бы, да? То есть, если бы там еще кто-то... Мы самые первые на вот этом... Если бы не мы, то Армения сегодня в такой ситуации не была бы привилегированной. И в другие страны тоже не были. Конечно, это сейчас никто не хочет признавать, сейчас будут изворачиваться, уворачиваться, но это останется все равно фактом. Почему? Потому что нами были заняты, вот как сегодня Россия занята Украиной, она будет и в Сирии позиции терять, и в других местах. Почему? Потому что у них больше пушка нету. Вот они туда все сконцентрированы. Ибрагим, брат, можно я в двух словах скажу, что Фаргу меня неправильно понял? По закону международного права, вот, допустим, возьмем пример Азербайджан и Армении, да, насчет Карабаха. Карабах, да, он тоже так же отсоединился, там, разное, сейчас не будем углубляться. Но Азербайджан должен был признать, что да, это отдельно, подписать бумаги, тогда мы могли выйти, Карабах мог выйти из состава Азербайджана только в этом случае, потому что мировое сообщество признавало это их территорией.
То, что ты говоришь, мы по закону все сделали, международное право гласит, не только ты можешь решать, что мы не хотим быть, например, в каком-то составе, а эта страна, от которой ты хочешь отсоединиться, она тебе должна дать добро на это. Это международное право. Мартин, неправильно. Мартин, Подождите. Мартин, Прекращаем это неправильно. параллель приводить. И не надо тут параллели действительно проводить Карабахи там. А чего вы, армяне, тогда, когда Азербайджаном разборки были, сдались бы и все, не надо было воевать. Во-вторых, ты вообще не прав, там надо было спрашивать, не надо ни у кого спрашивать. Это все уже разобрано юридически, не надо вот это болтать. Да, Верховный Совет Мартин, вы же СССР. самоопределились, у вас бы республика была уже, во-первых. Тут никакой параллели невозможно перевести. Стоп, так, поэтому больше об этом не говори. Верховный Совет СССР, все утверждено, суверенитет, все от состава России мы вышли, Да, вот именно. из Союза вышли, все документально. Нет, она была сделана, вот с Ичкери было все сделано законно. Смотрите, я изначально же говорил, что она продолжила ли вот эти страны, которые должны это все как-то поддерживать извне, дальше поддерживать. Нет, вот в чем дело. Им нужна была Россия. Они вот, знаете, лицемерить начали по отношению к Ичкери, честно скажу. Мое видение такое. Так, я чуть занят был, хочу тоже вот прокомментировать. Мартин, ты если не в курсе, я-то думал, ты чисто такую позицию занимаешь, что нужно хитрить там туда-сюда, а ты у нас, оказывается, эксперт. А он по-своему думает. Эксперт, который он не по-своему думает, он по-русски думает, то есть по их версии. Я сейчас объясню. То есть русские педалировали там сначала на одно, потом на другое, типа чеченцы референдум не провели, потом у них другая проблема возникла, типа там русских преследовали в Чеченской Республике. Потом они как бы прыгали с одного на другое. Потом попытались, создав ингушо-осетинский конфликт, через него войти. То есть там много вот. И одна из таких попыток это то, что российская сторона должна была одобрить выход. Мартин, ты не в курсе, российская сторона уже заведомо это одобрила. Ты просто почитай, там статья есть. Вот этот закон СССР 72-я. Сейчас я специально для тебя зайду, еще раз вспомню ее номер, да, чтобы ты мог погуглить и посмотреть. Там прописано, исписано все про выход, про статус автономных республик, их выход из советских республик, о статусе советских республик и о их выходе и так далее. То есть там это все, то есть тебе заведомо уже дана такая возможность законом этого государства, понимаешь, что у нас произошло. А потом ты даже и не должен следовать этому закону, потому что 3 чувака, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, ни у тебя, ни у кого вообще не спросили, не провели никакого референдума, ни у армян, ни армянина, ни у одного не спросили, ни у грузина, ни у кого. А просто пошли, выпили вместе и подписали вот этот вот документ о распуске Советского Союза, понимаешь? После этого кого ты должен вообще спрашивать или что-то делать? Если ты хочешь даже спрашивать, у тебя есть закон вот этого Советского Союза, последний закон до его развала, в котором сказано, что автономии также имеют полностью право оставаться им в союзной, выходить из нее или рассматривать вопрос о своем государственном суверенитете. То есть последняя точка, куда ты можешь опереться, вернувшись, это вот последние вот эти законы Советского Союза, которые заведомо тебе уже дают такую возможность. Но дело в том, что тебе даже к ним не надо уходить. Почему? Потому что 3 чувака выпили, сели, подписали и распустили.
Вообще никто даже не дернулся, никто ничего не сказал. Все это проглотили. А чему мы должны следовать, чеченцы? Вообще мы чему должны следовать? Вот ты пошел там, какой-то армянин, сел, что-то подписал и говоришь, все, сейчас будет вот так. Мы что, после этого тебя будем слушать или кого-то вообще? Должны ли мы слушать вообще, если мы берем за основу закон, там, юридическую сторону? Да вообще плевать после этого на любые твои действия. И тем не менее, если мы возвращаемся к последним законам Советского Союза, то там тебе заведомо дана возможность автономиям полностью самоопределяться, то есть решать вопрос своего государственного суверенитета внутри своих автономий и республик. Уже заведомо тебе дана такая возможность, понимаешь? Поэтому вот эти нарративы, услышал, которые... Да, это не... Я знаю, что такая тема, ее тоже там пробрасывали, там еще несколько тем. Они все ничтожны абсолютно, юридически ничтожны. Ибрагим, можно вот к твоим вот этим доводам кое-что приведу? Слышно, да, меня? Да. Да. Вот смотри, ты пытаешься объяснить условия выхода из состава и так далее, и так далее. Да, это имеет место, да. Ну, в случае с Ичкерией. С центром, образно говоря, с центром было взаимное подписание, что они признают суверенность? Было, Советский Союз. Нет. Верховный Именно вот с Ичкерией же было же подписано, что все, признает, Ельцин признает суверенитет Когда Ичкерии. Ичкерии не было, тогда Чайгушетия была. Подожди, он не об этом. У нас с Россией Я предусловие не говорю. Все понятно. У нас с Россией вообще, у Чеченской республики, и вообще Чечне как стране, у чеченцев и русских вообще в истории наших взаимоотношений как двух сторон, да, как некий документ, подписанный с обеих сторон, единственный в истории один документ. Больше у нас с русскими никакого документа не существует. И что говорит этот документ? Все остальное это сделано насильно, да? Этот документ говорит о том, что этот документ является договором о мире и взаимоотношениях Чеченской Республики Ичкерия и Российской Федерации, подписаны 12 мая 90 Я не об этом. Вот после этого всего, что случилось, какое-то, по-моему, же было соглашение, что все уже, центр признает Ичкерию как отдельный... Нет, больше у нас никаких документов нет. Единственное, это вот этот договор о мире и взаимоотношениях Российской Федерации и Чеченской Республики Ичкерия. Больше то есть не было, да, подписано? Я почему-то мне казалось, что как-то сторона Ичкерия все-таки добилась признания суверенитета, скажем так. Нет. Россия. Признание суверенитета, вот у меня, если на мой профиль зайти, там один из русских чиновников утверждает во время одних из переговоров, да, он на камеру показывает документ и заявляет, он заявляя вот это на камеру, показывает этот документ и говорит, что в документе написано Чеченская Республика. Если писать Чеченская Республика Ичкерия, это значит автоматически признать независимость их государственности. А что не является допустимым, потому что Чеченская Республика по Конституции является частью Российской Федерации. Да, вы заявку подавали как Ичкерию, понимаю. Да, затем в 1997 году, когда президент Ельцин и Маскадов подписывают договор о мире, Ельцин 2 раза озвучивает это. Чеченская Республика Ичкерия. То есть мы сейчас провели мирный договор между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. То есть юридически, как этот человек нам говорит, вот этот другой чиновник, как его имя, я сейчас подзабыл, у меня в профиле можно это посмотреть. Документ, который он показывает, по-моему, 3 с конца у меня это видео. Вот Совет Безопасности России.
Совет Да-да. Безопасности. Да, он показывает документы и говорит, если писать Ичкерия, то это юридически признать их независимым государством. Лобов, по-моему, был, по-моему, да? Ну, там в моем профиле можно это посмотреть. А потом их сам президент в 97 году, уже позже, через год-два после этих заявлений, их президент четко заявляет, что мы подписали мирный договор, и на документе так и оформлено мирный договор между Чеченской Республикой Ичкерия и Российской Федерацией. То есть это как бы они сами то, что там говорят, озвучивают, что если так оформлять это, то это автоматически признать. И тут же они так это и оформили в итоге. Но сегодня они, естественно, вот эту создали исламистскую тему и захватили наше государство. Потом в 2003 году проводят референдум. Понятно, да? Референдум в 2003 году. Зачем проводить референдум? Внутреннее дело Российской Федерации. Чечня – внутреннее дело Российской Федерации. И зачем-то она в 2003 году проводит. То есть сами облажались этим референдумом. Потом всячески пытаются его оправдать. Это не такой референдум был, это другой был. Это просто такой номинально был. Дело в том, что если ты в 2003 проводишь референдум, то все, что было до 2003, оно незаконно. Потому что только в 2003 году ты говоришь, что чеченцы определились. А на этом референдуме вообще людей не было. Потому что в этот день я сам свидетель, я тогда в диверсионной группе тоже был. Мы вот там пытались там вот этих оккупантов, их как бы, скажем так, проводить диверсии. И вообще никакого передвижения там не было, нифига. Да, там российская армия голосовала там. Но и они тоже не передвигались. Вообще там где-то редкие какие-то эти случаи возле частей, там вот такое. А так где-то как после атомной вот этой, осуждаю, да, войны, там полная, короче, такое, пустота была. Да. Вот эти в 90-х годах СССР, еще вот уже в момент развала, два закона они выпустили. Автономные республики становились статус государства, до этого у них не было. Статус государства им дается. Вторым законом при выходе Союза Республики автономным республикам, которые находятся внутри этих союзных республик, дозволяется, как бы разрешается три варианта: остаться в составе Союза Республики, выходящей из СССР, остаться в СССР в статусе государства, или третий вариант вообще выйти и самостоятельно решить свой путь там, независимости, свободы. И чеченский народ выбрал третий путь, то есть точно в соответствии с этими законами. И в момент вот этот РСФСР объявилось, что он уходит из СССР, в этот момент, в этом процессе чеченский народ воспользовался третьим вариантом. Все, потом прошел национальный съезд, со всего мира чеченцы собрались, все, декларация независимости и дальше конституция, президентские выборы и так далее. И все было в соответствии с законом, инициированным именно с СССР и РСФСР, вот этим. Все. И дальше, что на территории бывшей СССР и РСФСР происходило, чеченский народ уже не интересует юридически. Все. И их не интересует то, что у нас на территории. Это уже все. Это уже разные миры, разные юридические образования, не имеющие друг к другу никаких претензий, никаких. Вкратце. Ну, помимо того, что, например, нам должны были пенсию выплачивать. Почему? Потому что Советский Союз, наши вот все там граждане, да, они вкладывались в это общее государство, в общую казну.
это все собиралось в центре. А потом, естественно, когда человек достигает пенсионного возраста, это государство обязуется его, в которое он вкладывался, потому что все его эти налоги и так далее, они же туда в центр уходили. Потом это государство обязуется выплачивать эти пенсии. А тут у нас получилось, что вся казна остается в Русне там, в которую там наши все граждане вкладывались, да, там, на все протяжении всей своей жизни. Естественно, оттуда должны поступать пенсии, потому что это общий котел. Какое-то время, то есть хотя бы вот это поколение, которое вкладывалось в Советский Союз. Когда тут нам всякие песни поют, что там пенсию у России брали туда-сюда, конечно, брали и должны были взять ее до конца. Потому что она обязана выплачивать эти пенсии. Эти пенсии брали не потому, что эти граждане Российской Федерации, а потому что Российская Федерация взяла на себя правопреемство. Кстати, правопреемственность какого лешего они на себя взяли, тоже огромный вопрос. Почему правопреемник России, имеется в виду Советского Союза, не Беларусь, не Украина, не Армения, а с какого-то перепугу Российская Федерация? Кто это сказал? Кто провел референдум какой-то? Почему мир это глотает все? Почему эти сами союзные республики проглотили все это? Вот потому что сидели и глотали, поэтому на них и полностью ездили. Да, видите, вот сейчас как далеко это зашло. Сейчас с Украиной там, если там что-то там у них получится, они, думаете, остановятся, что ли? Они пойдут и на Казахстан, и на Армению, и всех будут возвращать обратно в свой Советский Союз. И что вы сделаете? Будете хитрить там? Дипломатию вести? А? Я посмотрю с попкорном на это. Еще плюс, вот если тогда у них в 94 году за 2 часа получилось бы, и тогда еще пошли бы сразу, понимаете? План был бы такой. Вся проблема, что вот по сей день никто, вот видишь, Мартин говорит, это вы там поспособствовали. Я сейчас не скажем так, не агрессирую, да, просто цитирую, что Мартин сказал, да, вот Мартин говорит, что мы поспособствовали тому, что в России пришел гобневый режим. Ибрагим, Это... Аббасов просит. Чё? Аббасов просит слово. Пожалуйста, Машвол, приходите, будучи свободными все. Можно говорить? Конечно, можно. Нужно. Спасибо. Я, как сказать, по возрасту немножко свидетель истории распада Советского Союза и современная вот Россия. Я живу в Украине. В данный момент я сужу с узурпатором Зеленским. В данный момент он под судом, чтобы вы знали. 27 числа самый высокий суд Украины в составе 17 самых высокопоставленных судей приняли решение начать судебный процесс по отношению Зеленского. Поэтому он в последнее время дергается, бегает, то Лондон, то туда-сюда. Он маски-шоу устроил перед Верховным судом. Знаете? Я не в курсе. Вы не можете быть в курсе. Информационный простор схвачен. Какие претензии? Если это подтвердится, конечно, пожалуйста, Нет, это никто, если не верит. Стоп.
Дайте досказать. Если это подтвердится, эта информация, это в очередной раз доказывает, что Украина демократическое государство, и что президента можно привлечь. Это не российская свалка, это не мухосрак. Естественно, Украина самодостаточная страна. Присутствуя Аббасова в Великой Палате сегодня, я требую с Путина прекратить обстрелы города Киева во время суда над Зеленским. Это вам о чем-то говорит? А что вы предъявляете Зеленскому? Насчет суда, Зеленский превысил свои полномочия. Он рядовой гражданин. Он никакой не президент. Согласно Конституции Украины, он 20 мая является рядовым. 24 года. Это вы сейчас там придумали от себя, потому что у нас такой информации нету насчет У вас информация есть, что Чечня должна отделиться. Эта информация нормальная? Нормально, мы не должны ни от кого отделиться, мы ни с кем не соединялись. Вот Мы смотрите, после того- в мире... Я доскажу, не перебивай меня, я же тебе дал говорить. Мы ни от кого не отделялись. Советский Союз развалили, мы взяли свой курс, пошли своим путем. Дальше нас просто... А чего вы, чеченцы, не пошли за... Заткнись, когда я говорю, молчи. Дальше, после того, как на нас напали и убили 300 тысяч населения, 2 войны провели, притащили ваххабистов всяких. Хабист это... После всего этого наше государство сейчас находится в оккупации. Мы ни от кого отделяться у нас нету смысла. Мы просто хотим вот эту мразь от себя, как бы, которая сейчас перестала являться исключительно чеченской проблемой, а проблема всего мирового сообщества, цивилизованного мира. Вот мы хотим, чтобы этот мир решил свою проблему теперь. А мы уже что могли со своей стороны сделали. Решайте теперь свою проблему, пожалуйста. Пожалуйста, теперь вот держите, ловите свою проблему. Дарим вам. Сегодня однополярный мир во главе с гегемоном, алчным, коварным миром, евроатлантическим миром, который хочет навязать всему миру свою волю. Этому не будь. И чеченский народ, правильно. Ты что, это совок там, что ли, у тебя в головном? И совок Хасбулатова надо было. Совок головного мозга, что ли? Что это там за синдром? Блин. Синдром у тебя вон, видишь какой? В Россию хочешь, Аббас, или как? Я не пойму. А чего не любили Хасбулатова? За что? Он же мог бы все сделать. Подожди, Хасбулатову оставь, наши проблемы мы решим. Ваши проблемы в заднице у тебя. Ваши проблемы. Это общая беда. Да, я это вообще дерзистство какое-то. Да, дерзисты. Чего, когда Хасбулатов был под ударом? Олаф, до свидания. Давай, дорогой, до свидания. Русский мир, Да, вот такие, как он в кавычках, украинцы тут в Европе тоже очень много. У них все виноваты, кроме России. У них Запад виноват, Зеленский виноват, Европа виноват. Ну, про Россию ничего не говорят. Вот такие, в кавычках, украинцы, вот это, который сюда зашел. Он в Россию хотел, я не пойму просто, что он хотел. Когда мы, вот раньше вот Мартин или кто говорил, не надо. Когда мы не сопротивлялись в 1944 году, что они нам делали? Вот так и было у нас. У нас выбора не было. Я возвращаюсь к этой теме. Брат, я говорю, Понимаете? смотри. Да, Мартин. Нужно... У нас ситуация, да, я понимаю тебя. Но... У меня интернет до этого завис, меня выкинул, телефон перегрелся, я не смог закончить мысль. Я хочу сказать, что главное вообще демография, численность, чтобы увеличивалась. Тем каждый должен по 7-8 детей. Второе, образование.
и религию подальше. Ну, религия, как вот в Азербайджане, да, там, ну, религия есть, но вот чтобы не было фанатизма, да, как светская страна. Вот это дальше, ну, образование, это все, в итоге это может народ, общество сделать более таким. Вот это я сказал. Я не говорю, что там надо быть Да, я понимаю, терпеливым. объяснить И тебе, я не понимаю. обостряться, да. Не стоит воевать в плане, потому что ну, силы и все это. Мое мнение, Мартин, кто вот войну вот хочет, войнушку завязать, этот человек преступник, кто бы он ни был, кто хочет войны. Потому что эта война приносит горе, страдания, все, что плохое с войной приходит на твою землю, понимаешь? Кто выбирает войну, это преступник для меня, понимаешь? Но Правильно. вот так вот. Вот если человек говорит, встает, нам надо воевать, там это вот, сейчас будем джихад всемирный вот делать, вот эти люди, они сумасшедшие люди, их надо лечить в больнице, я вот так думаю. Тем более вот этот исламистские вот эти войны, еще это вообще средневековое, брат. Это за религию там. Черкесы До окончания вот всего это, до судного дня должны, по идее, они-то, это вообще зашквар. Да. Соседям не повезло, Мартин, просто, понимаешь? Бывает же такое, соседям не повезло. Ну, брат, ну, знаешь, как... России нигде не кончаются, вот эта проблема, понимаешь? Да, ну, такая, да, ну, жизнь такая, кто сильнее, тот и это делает, да, как бы, ну, как сказать. Но если увеличиваться всегда, это всегда плюс численность, если демография. Вот грузинов 3 миллиона, от 3 до 5. Но и то их тоже мало. А если бы их был миллион, то сейчас бы непонятно, что бы было, понимаешь? Численность. Смотри, это сильные, это не в таком случае, не прокатит, знаешь где? Вот я живу в Европе, сейчас я выхожу, сажусь в машину и еду. По всей Европе еду, Италия, ну, все европейские страны, проезжаю. Я даже не знаю, когда я проезжаю границу, понимаешь? И все живут нормально. И все очень довольны, друг друга не хотят убивать. А вот переходишь границу Польши, Беларуси, бывший Советский Союз, и начинается все, понимаешь? Вот это проблема. Ну, это со временем развитие, когда будет через 100-200 лет. Здесь тоже, наверное, уже приближаться будет к этому, я думаю. Просто ты не сравнивайте европейские народы с советскими. Раньше так и жили на Кавказе, ты знаешь это, Мартин? Мы так и жили. Мы могли передвигаться где хотели. Мы Азербайджан, Армению, Грузию свободно переходили без проблем. Ничего не было, ни границ. Раньше, до появления России там, и до появления разных колониаторов, арабов, мы так и жили там. Мы Да, не воевали друг с другом. Мы друг друга поймем без слов даже. Мы вот все кавказцы, да, честно, имеем общие даты, общие культурные моменты. Нам, да, проблем не будет между нами. Коренных народов, я имею в виду. Да, мы вот так и жили, свободно передвигались. И вот эти оккупанты пришли, и как они появились у нас, и все, и началось. То арабы, то перцы, то эти русские. Но все перцы и арабы сейчас не мешают, вот эта Россия, пока она в таком состоянии будет, и так и будет продолжаться, понимаешь? Это... Америка тоже, брат, где ей надо, вот Венесуэлу взяли нефть под себя. Сейчас Иран хотят под себя взять. Тоже мутят там воду, что это якобы там какие-то режим террористические у них.
Хотят под себя иранскую нефть. Понимаешь? И это есть все эти большие империи, страны, они всегда одинаково. Хоть Америка, хоть там остальные. Они все одинаково хотят управлять всеми. Стремятся к этому. Да ну, прям вот так, да? Они-то Методы, дают люди. методы разные. Да, у кого-то там типа демократические методы. Мартин, ты помимо ОРТ еще что-нибудь Да. смотришь? Я вообще, брат, клянусь, телевизор, у меня выключены каналы. Я каналы телевизионные вообще не смотрю. У меня нету этого, я выключил. Я смотрю только интернет. Ты выезжаешь за границу, ты видишь, как Что-то люди ты- живут. Что-то ты все-таки смотришь, потому что ты полностью, скажем так, цитируешь то, что там говорят. Не, ну я не прав то, что насчет Ирана, что я сказал. Конечно, ну да, не прав. Конечно, не прав. А зачем они с Ираном воюют? Как зачем? Потому что там сидит вот этот вот исламистский режим. Ты что, не видишь, что ли? По всему миру шупальцы распустили. Да. Ты не А видишь, какой вот там? это? Это мусульманская страна. А какой там должен режим сидеть, по-твоему? Режим, который, как вот в вашем государстве, да? Несмотря на то, что вы христианская страна, у вас религия отделена от государства, и вы как бы следуете здравому смыслу, а не каким-то попам и так далее, католикозам. Брат, это делается, вот это что? Вот то же самое, что ислам там всему виной. Это старая песня. Винят всегда ислам, что вот эти Подожди, Мартин, Я подожди. что-то не Скажи пойму. мне, подожди, Мартин, ты мне вот одно скажи. Вот ислам, где вот Иран, концепция у них, да, война до судного дня или нет? Можешь сказать? Иран хочет, брат, себе жить. Какая война? Он себе Нет, никого не трогает. подожди. Они хотят что? Они хотят установить шариат по всему миру или как? Да нет, они шииты, брат. Там даже ислама такового нету толком. Непонятный этот жизнь у них какой-то там. Мартин, я не пойму, что у вас за проблема с евреями? Я вот никак не могу. Зачем? Представь, ты... Подожди, дай досказать. Ты самые какие-то нелепые сейчас какие-то версии озвучиваешь, да? Вот чтобы оправдать, скажем так, вот эту антиеврейскую или антисемитскую вот эту тему. Ты понимаешь, да? Вот со стороны ты себя не видишь, да? Брат, я с евреями дружу, я каждый день с ними. У меня нет проблем. А ты то, что сейчас выговариваешь про Иран, это же полная шизофрения, это полный маразм. Ты что, не понимаешь, что исламистский режим, который угрожает ядеркой в случае ее приобретения или там и выработки, разработки? Ну, это если... непонятно, да? Они же не просто... Они говорят, нас не трогайте, как бы, если будете нас трогать, да, они угрожают. Ты Вот что? это. Как они их не будут трогать, когда там Палестина у евреев в одном месте постоянно им это самое гонят против них, натравливают. Ты что, не видишь вот эту всю связку? Вот так просто к евреям ненависть какая-то, поэтому их нужно всячески из палестинцев сделать там обиженных этих самых жертв, и потом из Ирана сделать. А как они хотят, они же мусульмане, давайте им исламистскую страну, понимаешь. А что тогда в Сирии плохо было, когда халифат Багдади, дедушка Багдади объявил? Это тоже нормально, мусульмане же они объявили халифат. Брат, под ширмой вот этого антиисламской борьбы, якобы с террористами, они продвигают. То же самое, возьми вот этот, первый день, когда я сюда в стрим пришел, помнишь, я тебе сказал, что эта война не религиозная. То, что Да, у палестинцев... Нет, то, что у палестинцев война, она не Территориальная. религиозная. Вот, например, русские, когда создавали Израиль, да, всем миром, русские полностью тоже поддержали эту инициативу, там присутствовали, да? И сейчас поддерживают. Подожди, дай мысль не сбивай, я доскажу потом. Русские полностью поддерживали эту тему.
Потом, когда Израиль выбрал курс на Америку, да, то есть место Мухосранска, что и правильно сделал, то есть любой вменяемый какой-то, наоборот, какие-то эти, да, там, скажем так, ослоумные, только они бы выбрали бы в качестве там партнера, в качестве союзника Мухосранск, да, вместо Америки. То есть ты смотришь на Америку, на места, где она присутствует, потом смотришь на Мухосранск и места, где он присутствует. И ты, исходя из этого, уже как трезвый человек делаешь выбор, что тебе с Мухосранском не по пути, потому что к тебе придет такой же Мухосранск. Вот Палестина — это как раз мухосранская тема. И когда евреи выбрали путь на западный мир, вот тогда начали создавать Палестину с инициативы там Советского Союза и так далее. То есть в пику евреям, да, которые западную сторону заняли. И вот с вот этого времени постоянно там происходит вот это, скажем так, антиеврейское, постоянно евреям никто не хотят дать там как государство сформироваться им, хотя они все равно, несмотря на все невзгоды, просто добились крутейших результатов. И вот я не пойму, вот ты тут зачем тебе туда лезть? Вообще вам, армянам, которых там тоже русские в качестве там разменной монеты, там, если им надо, начинают использовать. Зачем вам в эту тему вообще лезть? Вот я не пойму. Зачем вам ненависть какую-то против евреев испытывать? У вас это или в религии прописано, или, я не знаю, в национальной какой-то, как она там называется? Он не не поддерживаю. Я тебе говорю, что все эти, смотри, всегда... Армянская хартия есть у вас такая хартия, вот эта цель, я не знаю, идея армянского народа? У вас там случайно не прописано, что израильского государства не должно существовать? Не, у нас с Израилем проблем нет, и мы никогда не воевали, не считая тот момент, что они немножко Азербайджану помогали в войне против нас, а так лично никогда не было у нас войн или каких-то стычек там. И мы похожи много чем. Это у вас может быть к ним претензия, я согласен. Добрый день всем. Если они продают оружие Азербайджану, да, вот, например, вы, если бы Армения, да, в войне там Израиля с кем-то, или, например, чеченцы вот с Россией воюют, и вы русским продали бы оружие по выгодной вам цене? И не продали, они наносили удары дронами сами. И как бы у них союзническое отношение. Не совсем продали, и продали, и обучали, и сами же действовали тоже. И Турция вместе с ними была. Видишь, даже в такой ситуации, да, даже в такой ситуации, вот непонятно, почему вы поддерживаете исламистский режим. Даже вот если у вас, скажем так, не совсем, мягко говоря, дружественные отношения с Израилем, то поддерживать исламистский Иран и вообще исламистов, как бы... Я не поддерживаю Иран, брат. Мы 1000 лет воюем с Ираном, больше 1000 лет. Сколько мы воевали, армяне, за независимость с Ираном, то, что у вас это происходит 300 лет, у нас это 1500 лет шло. Еще до нашей эры мы с ними воюем. Нашего одного из великих царей, Тиграна II, они до 40 лет в плену удерживали в Иране, Тиграна II. Потом мы еле-еле его выкупили. У нас история с ними еще до нашей эры, мы с ними воюем, с иранцами. Всю историю практически, что существует Армения. Большая часть мы с ними именно воюем, в первую очередь с иранцами. Потом уже турки пришли, остальные там, халифат, не халифат, но это уже позже. Ну, изначально... Вся вот эта исламистская тема, да, из-за которой вам пришлось пойти под русский протекторат, скажем так, да, лишиться своей независимости. Теперь вдруг вы как бы тоже непонятно. Я понимаю, с одной стороны, вот даже если с Азербайджаном они были союзниками, да, там, что к ним
иметь претензии. Но с другой стороны, как бы какой ценой, да, вот поддерживая там исламистские вот это, как бы вы очень у вас такая хрупкая получается. Я понимаю, если бы Азербайджан был исламистами там и Израиль каким-то образом помог бы им, да, то ответ какие-то такие методы еще как бы можно было как-то понять это. Все равно как-то, я понимаю, в другом, в чем-то с ними проявить свое негодование, но поддержки, короче, вот этих иранцев, которых вы ненавидите, которые исламисты, как-то вообще, я не знаю, несерьезно, как минимум. Я в парикмахерской, брат, сейчас не могу У говорить. меня немного. здесь интернет чуть-чуть будет подглючивать, я попозже присоединюсь. Добрый день всем. Добрый день. Приветствую. Слушайте, я, честно скажу, я был немножко удивлен словами вот Ибраима. И даже я слушал вас, слушал, и немножко, честно признаюсь, не хотел заходить, побаивался, ребята. Алло, меня слышно? Да. Что-то пропадаете вы все время. Ребята. Слышно? Вас обоих слышно, всех слышно. Это у меня интернет здесь плохой, а у вас слышно. Я хочу сказать, что я сам из Израиля. Вот, и парень, который из Армении, наверное, он говорит, что оружие Азербайджана в 2015 году, начиная с конца 2014, Израиль предлагал и упорно предлагал Армении оружие оборонительного характера. Но Армения, понадеявшись на Россию, которая сказала, ни в коем случае не покупайте оружие, особенно у Израиля, Армения тогда отказалась. Было 4 предложения разных оружий, не наступательного, подчеркиваю, оборонительного характера. Вот. И, между прочим, Азербайджан об этом тоже знал. Вот. И поэтому, когда все случилось, Азербайджан начал скупать любое оружие. Поэтому не было такого, что Израиль в противовес Армении продавал Азербайджану. И тем не менее, в Азербайджан уже давно, очень давно, давнишние связи с Израилем. По любым аспектам. Поэтому не из-за того, что у Израиля вражда к Армении, мы продавали оружие Азербайджану. Вот. Поэтому здесь, как говорится, чисто бизнес. Ни в коем случае. И до сих пор с армянами очень хорошие отношения. И очень теплые, что я в армии был с армянами. Я не понимаю, и с чеченцами. Просто у меня до сих пор семья Тепсуркаевых, мои друзья. Вот. И вообще это... И приятно слышать слова вот Ибраима, адекватные слова. Не очень. Большое спасибо. Но вас не слышно, ребята, я не слышу никого. Интернет что-то завис. Это у меня плохой интернет, я сейчас слушал, попозже тоже, короче, выскажусь. Сейчас меня все равно плохо будет слышно, я в туннеле. Значит, Израиль предлагал Армении, да? Вот оно что, оказывается, получается. Да, это факт, я тоже в других чатах, когда общались, я это слушал. Да, было это. На взаимовыгодных условиях это было. Это было. Надеялись на чудо, да? Но Россия тогда, смотрите, Израиль со всеми был, кроме тогда Ирана и
теми странами, у которых была напряженка, но со всеми странами СНГ был в ровных отношениях. Там наш, этот великий кормчий Нетаньягу в детстве целовался с Путиным. Он и до сих пор с ним целуется, что я не приемлю этого дела, и 90% израильтян против этого. Но это он правитель, никто ему за это очень ужасно. Но тем не менее, тогда это было так, это время такое было. Поэтому давали оружие, не хотели взять из России. Путин тогда сказал, что у Израиля не покупают. Не так как-то. Юля, ты с Израиля, да? Да, я с Израиля. Плохо слышно. Да, я с Израиля. Как ты относишься к израильским солдатам, которые в Ливане расфигачили статую Иисуса? Голову отрезали, разбили. Что значит, как отношусь? Весь Израиль... солдаты в Ливане. Да я знаю. Да, знаю, я знаю. Инцидент же слышал, наверное. Да я видел. Что значит, как отношусь? Не я отношусь, а весь Израиль. Осуждаешь? Не я осуждаю, весь Израиль осуждает. Кроме некоторых придурков. Меры? Некоторых, конечно. Во-первых, он сейчас последствия. Но и второго чувака тоже забрали, который сигарету что-то вставлял. Да. Что-то такое, я не помню. Вот. У нас такой закон. Вот ты, например, что-то делаешь, а я тебя снимаю. Я получаю больше, чем тот, который делает. Вот эти 4 чувака дебила, они сейчас до сих пор, они получат больше, чем тот, который сделал. Потому что они не остановили и не доложили. Вот. Это нету в израильской армии, это какой-то религиозные фанатические мозги. И решили вот так подшутить. Вот и все. Это те же, которые... Я знаешь, как рассуждал. Вот ты солдат Израиля, Цахала, да? Вот если бы ты не чувствовал бы, знаешь, какую-то, как сказать, безответственность, что тебя не накажут за такие действия, плюс еще снимать это на видео, пока это не принес резонанс такой, знаешь, всемирный. Не-не-не, это... Резонанс... А кто выложил? Это же сами израильтяне и кипиш подняли. Израильские, не мировые СМИ, а именно израильские журналисты подняли кипиш по этому поводу. Никто другой. Я, честно, не видел ни один израильский канал, который подняли кипиш. Я видел за европейские каналы. У нас в газете «Идиот Охранот», у нас были даже наши русскоязычные известия. Тут же подняли кипиш. Тут же. Это стало известно вечером. Можно я тоже впишусь вообще? Вот Антиспам, вы правозащитник, да? Вы вот за права человека, за права исторических вот этих Нет, просто хотел мнение услышать. То есть у вас только вот в одном месте работает, да, какая-то защита? У вас это у кого? Я просто вопрос задал человеку. Нет, я на «вы». Нет, ты говоришь, у вас, говоришь, у кого у вас? У вас, у тебя. Я же говорю, я увидел ролик сегодня и думаю, спрошу напрямую гражданина Израиля. Не, вот смотри, у тебя просто я хочу проверку на вшивость провести твоей вот этой, скажем так, правозащитной такой сущности. При чем тут правозащитность? Права чего я защищаю? Статуи, по-твоему? Да, права статуи, права, то есть права чувств, там, верующих, права вот такого всего, да? То есть для кого-то это ценность, да, вот эта статуя. Да. Да, вот, например, у нас в республике уничтожили памятники вот эти древности. Какие? Тысячелетнего такого давности, да? Какие памятники, башни, например, конкретно? Башни конкретно, вот в горных вот этих местах башни во время двух войн. Нет, все башни восстановлены. Смотри, ты восстанавливал, да, там ходил башни? Да.
Зачем их разрушать было? Зачем? Кто там восстановил? Потому что это боевые башни. Нет, я сейчас тебе не о времени. Так, у кого это шум здесь? У меня. Сейчас выключу, у меня. Так. Вот эти вот сооружения исторические, они в две нынешние войны никому не мешают. Там вообще боевые действия не идут. Боевые действия проходят там в городах, селах и возле них. Ага. Это вообще вон высокогорные какие-то, там, я не знаю, из прошлого, да, там места обитания наших предков. Ну, Ну вы их просто так уничтожали там вот в эти две войны. Просто вот самолетов кто гасили. вы? Я при чем здесь? Я что-то уничтожал. Ну, россияне, кто еще? Антиспамовцы. Антиспамовцы. А ты тогда Да, можешь да. ответить? А вот смотри, чем мешала вот в Сирии, женская школа в Иране, Израиле? да, в Сирии вот мужчина, поймали мужика и кувалдами его, кувалдами по ногам, по рукам, потом его подвесили там, ЧВК Вагнер, ваши вот эти боевики. Потом вообще облили этим горючим там и осуждают, да, чтобы нас здесь не... Ибрahim, Если хорошо. хочешь, могу в личку... Могу в личку скинуть. Нет, Могу я в личку понял. Помнишь скинуть. тюрьма Гуантанамо, помнишь? Чья это тюрьма? Российская? Помнишь скандал, помнишь скандал? Не пытаюсь мериться, кто из вас круче. Да я не мерюсь, потому что я спросил про статую, ты мне говоришь про какие-то башни. Я хочу проверить, что у вас там в голове. У тебя как бы а ваши... Не, аналогии, ваши смотри, это аналогии... сделали, а наши это сделали. Или ты против всего зла. Почему-то ты... Вот смотри, ты к Естественно, Израилю против всего зла. Ты к Израилю имеешь какое-то отношение? Я к Израилю, не Израилю, а людей, которые занимают... Израилю какое-то отношение имеешь? Но я же тебе отвечаю, Израилем кто управляет? Вот к тем людям, кто управляет, их поддерживают. Еще раз повторяюсь, ты гражданин Израиля или в войне находишься с Израилем, или в союзническом каком-то бизнесе у тебя. Каким боком ты относишься к Израилю? А я, в смысле, что значит отношусь к Израилю? К чему это вопрос? Ты вот смотри, ты русский россиянин. Вот Ливан, я не русский россиянин. мусульманский Ливан и еврейский Израиль, да, там евреи проживают. В Ливане сколько процентов христиан, знаешь? Ну подожди, там в основном мусульмане, я знаю. Не, подожди, сколько там процентов, скажи мне. Ну я сейчас точно не скажу, но я знаю, что там христиане есть. Ну там поэтому очень много. Там остается. Там Я вот хочу... половина. Да я сейчас не об этом. Ливан, это Ливан? как бы ваш российский брат. Вот, когда я тебе параллель привожу, ты не перестаешь быть правозащитником. А вот где Ливан, почему-то ты стал правозащитником. Ну ты дурацкий Я вопрос хочу задаешь понять, про статую. Ливан это ваш российский брательник или кто? Ты же не правозащитник, я правильно тебя понял? Я, по-твоему, кто? Представитель Российской Федерации, что ли? Власти должен занимать какую-то? Откуда я знаю? Нет, ты, по всей видимости, заинтересованное лицо, раз на интернет-площадках... То есть ты хочешь сказать, если обычный человек проявляет интерес, то он заинтересован просто... То есть чем-то управляется? Я тебе параллельно привел точно такой же, да, там, фактор какие. Ну. Ты говоришь, это что там, он в Гуантанамо. Сейчас представь. Хорошо, вот это. Я тебя... Можно Юлик, я подожди, не перебивай меня, не перебивай меня. Сейчас, не перебивай меня. Я доскажу. Если бы сейчас Юлий, которому ты задал вопрос о израильских солдатах, сказал бы, ну и что они это сделали, а нам вот там вот так вот сделали бы. Он же тебе разве так отвечал? Он отвечал тебе так, а вон в Гуантанамо, видите как, ну и что? А в Гуантанамо тоже там что-то происходит. Ну скажешь, когда можно отвечать, я тебе отвечу. Да, говори, обоснуй вот эту позицию. Я обосную. Я, смотри, слушал его,
и вспомнил этот ролик. Думаю, спрошу у него его мнение как израильтянин, да? Но смотри, тут важный момент. Я спросил про статую, и тут ты вмешался, тебя заинтересовало. Но вот по твоей логике, если я задал этот вопрос, я кем-то управляюсь. Но по такой же логике ты тоже управляешься, потому что ты вмешался. Но если отталкиваться от этой логики, ты тоже кем-то управляешься и спонсируешь. Ты пришел на площадку. Свободный микрофон написано. Да, я хочу найти действительно людей русских там, которые... Да не русские, а... Да без разницы, ты все равно из этой среды. У тебя паспорт российский, скажи мне. Нет. Ты в Австрию как попал? Окольными путями как еще? То есть без паспорта? Ну, паспорт же был у тебя по-любому какой-то. Да, паспорт у меня, когда я у себя дома в моей республике через посты проезжал, когда партизанская вот это. Ну, российский паспорт я был. У меня был русский паспорт, который я купил 2 штуки. Один я купил за... сколько это было? То есть, когда тебе нужно, ты можешь быть русским, да, получается? Второй я купил за $300. Нет, я просто захвачен русской вот этой оккупационной системой, и чтобы в ней выжить, я купил их паспорт, пошел. Нет, Ибрагим, когда тебе нужно было выгодно, да, ты использовал русский паспорт. Ну, извините меня, это как называется? Доброго дня. Конечно, я использовать буду их. Здравствуйте, приветствую. Ты видишь, с темы ушел, но мы все-таки... Ибрагим, разрешите мне вот просто молодому человеку немножечко ответить, если можно. Да, знаете как, какой у вас паспорт, какой у вас цвет кожи, это не имеет разницы. Главное, кем вы себя идентифицируете. Вы можете быть, не знаю, не нигерийцем, но идентифицировать себя русским, да? И здесь ничего такого нету. То есть не обязательно иметь паспорт. И зазорного здесь ничего нет. Я идентифицирую себя инопланетянином. Так тебя устроит? Ну, замечательно. Мы будем знать, что у нас здесь есть инопланетяне. Теперь не инопланетянам ли должно быть известно, что по поводу башен, которые вы говорите, что они какие-то сторожевые. Я не говорил про башни. Не, послушайте, вы сказали, что почему уничтожили, потому что и сейчас восстанавливают, они какие-то Я не говорил это. Ты мне это? Я не говорил такого. Вы сказали, что они имеют... Про статую Иисуса. Не, я понял. Вот что... Не, извините, вот то, что когда сказали в Чечне, вот, Ибрагим, вы сказали, в Чечне башню уничтожили. Да, и человек сказал, что они как бы были в боевых действиях, мешали, сейчас восстанавливают. То есть сегодняшние боевые действия, если кто-то имеет представление вообще, то есть эти башни, они не играют никакой роли в современной войне. Будем так говорить. То есть вопрос в этом. А насчет, я не знаю, я просто имел в виду, если я разрушили и восстановили. Да. Ну, не надо было разрушать, чтобы восстанавливать. Не надо было разрушать, и тем более их никто не восстановил. Ты когда у себя дома... Или частные лица там восстановили. Можно я скажу? Когда ты дома у себя случайно или нарочно разбил ценную вазу, ты же ее починишь, пойдешь? Объясняю, там случайности нету. Ибрагим, извините, я разбил случайно одну вазу, а потом и так повторилось 10 раз. Окей. Почему 10 раз? Да, там на нож, когда один падал и случайно. А ты мне про тюрьму не ответил. Тюрьма чья? Скажи мне, пожалуйста, Гуантанамо. Подожди. Российская, мусульманская, чья она? Я просто... Да я сам узник. Ты что хочешь сейчас проверить, что почему я не могу тебе... Почему в штыки воспринимаешь мой вопрос? Как тебя голодом морят, как тебя... Не, в штыки почему воспринимаешь мой вопрос? Как тебя душат, ты вот это хочешь, что ли? Ты что, ты у кого? Нет, ты вообще... я ж тебя слушал, и ты... Алло, ты не с тем связался, я узник русских пыток. Ты что, дебил, что ли? 1 месяц... При чем тут узник, да и не узник, я не пойму. Я вопрос задал тебе. Нет, Гуантанамо я тебе объясняю, Гуантанамо, я когда Гуантанамо смотрю, вон, в чистых этих оранжевых вещах, я в говне лежал, ты понимаешь? Полмесяца меня в говне держали, полностью в куче говна. Я извиняюсь, короче, я чуть-чуть извиняюсь, да, за чистых эмоции. Чистых стенах Гуантанамо
задний проход просовывали, там, фоткали. Ну, если, Я знаю, если это меняет ситуацию... в задний проход трубку засовывают, вот русских, где я находился, я эти Вот ты не все понимаешь, к чему критиков- этот вопрос? Да, Ты не понимаешь, к чему этот вопрос? Когда я там находился, я своими ушами слышал крики, пытки людей, понимаешь? И как Я не пытали отрицаю меня. это, я не отрицаю. Я тебе хочу Но- объяснить, ты куда в Гуантанамо куда-то лезешь, я не пойму. В В смысле? Ливан, Ты же лезешь, как ты говоришь, ислам вон там, туда-сюда. Ты же Алло, лезешь там. 29-й, ты правозащитник, так? Ты за справедливость? Кто? Ты за справедливость? Ты вот зашел там представителю Израиля. Мне сейчас говоришь? спрашиваю. Да, да. Я не правозащитник, я обычный как человек. Вопрос Ну, задал я тебе знаю, просто. что ты не правозащитник, что ты зашел чисто потроллить еврея, и все. Вот твоя цель. Почему? Я это просто, Нет, я просто я это просто хочу. вопрос задал. Я просто... тебя задело Так, ща это? вылетишь ты вылетел отсюда, потому что ты в унисон говоришь. Ты зашел сюда, чтобы потроллить представителя еврейского, который оправдывается перед вами ублюдками, понимаешь? Оправдывается, пытаясь в вас найти что-то человечное, да? Он думает, что он с человеком общается. То есть ему пытается оправдать вот это действие, мы против, он говорит, этого. А ты, ублюдок и мразь такая, как ты, вы находите все оправдания, понимаешь, и пыткам, и всем вашим вот этим вот античеловечным действиям, и тому, что вы там чужую архитектуру, историю полностью уничтожаете, понимаешь, какая ты мразь. А вот они, евреи, там другие нации, они вас воспринимают как через себя пропуская, думают, что вы нормальные люди, с которыми можно общаться и как-то объясниться в чем-то, да, там, если какое-то преступление, что-то произошло. Шалом, Ибраим. 100% Ибраим, да. Всем шалом. Я чуть-чуть добавлю, до своего позволения, Ибраим. Это один из тех людей, которые, знаешь, ты смотрел там документальный фильм, как в Израиле хамасовцы бегали и расстреливали молодежь, ну, забегая в дома, как бы убивали родителей, а дети сидели, плакали, при этом запивая кока-колы, снимая вот это все на телекамерах. И вот это один из тех людей, которые говорят, евреи сами в этом виноваты. Понимаешь, в чем дело? Вот такие они правозащитники. А тут кто-то где-то там что-то, не знаю, там что-то поджег у нас в Израиле. И при всем при этом, что потом этот человек идет садиться в тюрьму за это, как бы нам это еще суют. Нормально вообще? Зачем мы вообще нахрен должны этим уродам что-то объяснять, я не понимаю. Вот как только зашел с такой темы, пошел нахрен ты говно вонючее. Спросить надо, осуждаешь то, что Хамас сделал в Израиле? Нет, начинаем какие-то оправдания искать. Если даже «но» у него присутствует в его разговоре, какое-то «но», сразу надо нахрен его скидывать, сразу нахрен. Или просто вот так же поприкалываться, да, и рассказать ему, какая он обезьяна, и от кого он-то произошел и так далее. И все, и точка. В черте. Ну так он сам сказал, что он головоногий инопланетянин. Сам же сказал, так что вопросов нету. Да, и как инопланетянин, ему что-то инопланетянин далеко, там, не знаю, там, какие сейчас инопланетяне у нас живут, если в них уже верят. То это нищее существо, как бы, да, это, которое вот просто вот такое вот, да. Ну, это младший лейтенант, находится на работе. Он на службе, да? Друзья, я чуть занят, буду вас слушать пока. Человек просто боится четко сказать, кем он себя идентифицирует, кем он является, кем он себя ощущает. Поэтому с такими людьми говорить не стоит, я думаю, вы правы. Они не могут сказать, кем они себя ощущают. Почему? Потому что завтра, ну, вот, удобно будет ощущать себя чем-то другим. А послезавтра придется ощущать что-то у себя в заднице, как бы. Понимаете, как эти люди живут? Что ему там, что он расскажет сейчас, что вот я себя ощущаю? Где удобно, когда удобно, так и ощущает, как.
Это вот такие вот здесь бегают. Одного я подловил тоже такого, да, ну, такой известный придурок здесь по ТикТоку. Тут ходит, ведет пропаганду, там, маме свои лекарства не дам, если это евреи произвели и так далее. Пусть она там умрет и такое. И ходит там, я против флагов, а флаг должен быть один, там, или черный на белом, или белый на черном. Так я его поймал, как он там целый этот рассказывал, как он гордится тремя флажками там. Один казахский, другой там палестинский, а третий азербайджанский. И он прям гордо так это рассказывает, я эту тему поймал прям. Момент, дайте так еще красиво. И все. Да. Вот так вот. Вы говорите про лекарства. Поверьте, недавно я Да, столкнулся никого не там ощущают. с одним фактом. Может быть, многие видели, это как бы это было официально в новостях. По-моему, в Мекке, где-то в аэропорту, там сын решил задушить отца. То есть полиция еле-еле его отняла, вырвала из рук. Спросили, почему, он сказал, вот если он здесь умрет, он попадет в рай. Поэтому я его вот здесь на старости лет решил задушить. Это ужас, конечно. Так, чтобы точно, короче, да, кто же знает, чтобы точно попало. Наверняка. Человека убил и в рай хочет попасть, да? Ему лучше посмотреть эти кадры надо было, когда они заскочили, эти палестинцы туда, убивали, в коляске лежат дети, детей, бабушек, отца, мать, безоружных там, дома, которые у себя сидят, заскакивали, как они убивали. Я смотрел эти кадры, первые моменты, когда они закидывались. Там вообще это не Понимаю, люди, ну, это вообще животные, блядь. Так, и вот как можно общаться с таким человеком, который в конце концов может найти им оправдание? Вот как вот это дно, когда присутствует. Как это, кто они после этого? Это такие же животные, как и это. И точка, как бы, да. 80-летнюю бабку, один впереди на мотоцикле сидит, эту бабушку, которая этих евреев защищала, посередине посадили, сзади сел этот какой-то еще один козел с автоматом, они едут, эти встречают, эти типа дети, блядь, и бьют эту бабушку палками. Блин. Идиоты, блядь. Машина уезжает, убегают, расстреливают машину, там вся семья, дети, блядь, мать с отцом сидят. Все в крови там, они все это снимают, закидывают. Это акция была, устрашение. Да, есть очень... Я как раз как бы вот снимают и сразу показывают, в эти кадры смотрел я. Идет по телевизору, там сообщают, что напали. А они вот снимали и закидывали, прям в живой эфир закидывали. Уроды. Их людьми, это звери. Звери еще мягко сказано. Звери такое не делают. Ну, объяснять всякому сброду с атрофированными мозгами без толку, поверьте. Но он не с атрофированными мозгами, это лейтенант, который находится на работе. Сидит тут, памятник расстреляли. Израиль накажет, суд там есть, они накажут. Кто это сделал, они будут наказаны, я знаю. А кто это сделал, что они там? Кого-то отдали палестинцы? Кто этим занимался? Они должны были выдать этих преступников, тех, что украли, увезли туда людей, захватили, их должны были отдать. Они отдали? Не отдали. А потом удивляются, почему на них бомбы падают. Кто сам себя отдаст? Это и есть вот это правительство, да, тоже Газа и так далее. Сам себя дадут, кого не дадут. Они просто спрятали за своими детьми. И все. Где держали всех наших заложников? Держали в частных каких-то домах, каких-то подвалах. Это вот эти вот мирные... В подвалах держали они там этих, в своих вылытых норах этих держали людей. Не отдавали. Убитых не отдавали, живых не отдавали. Да, убитых держали. Находили убитые тела уже. Убитых держали у себя дома в подвалах, чтобы вы понимали. Вот эта семья, то, что тут женщина с двумя детьми.
Потому что дети, одному ребенку было 9 месяцев, второму 3 годика. Они уже их убили. Они их убили уже там у себя. Они также забрали их живыми. Убили у себя, их держали. И какая-то семья, какая-то хрен его знает. Какие-то ублюдки, выродки, вот эти псевдомирные. Держали у себя в подвале, в этих горах, что они там вырыли себе. Вместо того, чтобы там, не знаю, там строить себе школы. Схемы, пускай к себе нахрен кто-то уже заберет. Надо их к себе забрать, просто забрать. Надо поставить вот эту границу, и все к чертовой матери. Пускай дверь открывается со стороны Египта. Братьям своим нахрен туда. Все это на день рождения Путина. Не забывайте об этом. На день рождения Путина устроено было. Потом все бросили и сбежали. У этого руководителя этих, как его этих называют, там, кто занимался этим делом. Они, как его, катали он, 5 миллиардов долларов, значит, откуда у него эти деньги? Вместо того, чтобы построить больницы, школы построить, они под мечетями, там вот эти бункера, спуски у них со школы, вот эти бункера, заходили туда, прятались через школы, блядь, заходили в эти свои бункера. Уроды. Пускай придет и об этом расскажет. Тут пришел тут памятник, голову оторвали памятнику. Сигареты ему там в рот засунули. Памятник можно восстановить. Вот этих детей оживить можешь, не сможешь. Ты про это расскажи. Там зверё это бегало, там расстреливали. Залетали там. С одной стороны, этот как фестиваль в той стороне зря они устроили, не нужно было там устраивать. Это надо выяснить, кто там этот фестиваль там туда, ближе туда занес. Нафига его туда занесли, этот фестиваль, и со всего мира людей туда завезли и там поубивали их. Ну, это уже сами там разберетесь, там это у вас есть, и правительство есть, выборы есть. Сам народ разберется с этим. Так самое интересное, никто в эти снимки не верит. Говорят, это и все придумали, сами евреи сделали. Так да что... не, я в прямом эфире смотрел это, снимали они, закидывали. Какой-то канал был, я не помню, какой-то канал там. Я был удивлен, я в шоке был. В прямом эфире все это показывали. Да, это было в 6:23 началось, а без 15:07 утра это все в интернете уже было. Вот, это просто... Я говорю, в интернете смотрел все это. Да. Они в интернете выкидывали. Невозможно было поверить, что такое есть. Вот. Так что это... Я еще там мог бы понять, там где-то на пост напали, там военные. Но там и посты, там в основном женщины там были, по-моему, если не ошибаюсь. Их расстреливали там. Но я еще могу понять, там, военная какая-то операция. Это не военная операция, это нападение и мирное население расстреливали. Особенно в дом забегают, мать отца расстрелял, сперва отца, потом жену расстрелял, бабушку расстрелял, дитя там в коляске лежит, дитя расстрелял, еще это снимают. Представь, какие-то уроды там делали. Это ужас. Ну. А что самое интересное, когда говорят, что мирных уничтожают, это как будто специально берем и мирных уничтожаем. Как будто хамасовцы, они же в открытую говорили. Исмаил Хания что сказал? Больше крови, больше денег, нам кровь нужна. Сказали, что спасение палестинцев дело рук ООН. Ни одного в туннель не пустили, не отдавали по коридорам, чтобы безопасно выходили. Заградительные отряды ставили. И под детскими садами, и под школами, и под больницами.
Классные оружейные склады устраивали. У меня работали палестинцы. Я сам строитель, у меня работали палестинцы. Почему-то все работать хотели, никто воевать не хотел. Все хотели работать. Все хотели жить, зарабатывая зарплаты, как в Израиле. Меньше никто не платил, запрещено, они официально работали у меня. Воевать никто из них не хотел, поверьте мне. Никто воевать не хотел. Но когда под дулами автомата приходили и говорили, что если вы не выберете Хамас, мы знаем, где вы выбираете, из каждой деревни мы заберем ваших самых младших детей. И, конечно, всем пришлось типа демократических выборах, чтобы выбрали Хамас. Вот это так было. Маршал Душин Масага, приветствую всех. Всем привет. Швы Соча. Белый маршал жил у нас. Маршал. И не сами по себе этот народ. У них есть очень близкие друзья. По национальности России. Вот когда они взрывали себе дома, те, кто находился в Чечне, друг другу говорили, да кто, когда, да как это, никогда чеченцы такого не сделают. Они себя знают и друг другу говорят, мы такого никогда женщин, детей, как это. Кто такой может быть сумасшедший, и как сумасшедший может это сделать, вот такое. А оказывается, потом выяснилось, взрывали ФСБ. Когда у нас убивали детей, вот 42 тысячи, я лично видел некоторые трупы детей. Все равно мы не могли, и не можем убивать детей. Понимаете? Хотя у тебя убили ребенка, но ты не можешь убить чужого вот этого. Даже это твоего врага, ребенка не можешь убивать. Вот такие мы, хочешь не хочешь, но вот такие мы. И женщин тоже мы не убиваем, и стариков тоже. Никогда рука не поднимется. Вот вы видели, там есть ролик. Это просто это не так, что один такой случай, их очень много. Вот Хултигов выступает и говорит, вот он моего друга, говорит, убил. Скажи ему, я тебя пальцем хоть тронул. Понимаете? На каком высшем уровне мы? А они варвары. Это не то, что мы говорим. Если вы послушаете американских уже в отставке генералов, генерал-лейтенант, генерал-майор, кто сталкивался с ними, они говорят про русских, они говорят в интернете, то они варвары, они еще не отчеловечествовали. Они похожи, говорит, как люди, вот когда смотришь на него, вот на европейцев так похожи. Но суть их, говорит, они еще варвары не отчеловечествовали. Вот такие люди убивают людей. Маленький он, большой он, ребенок он, не ребенок, старик, не старик. Сжигают, убивают, стреляют. От батарейки, понимаете, ребенка взять и ударить от батарейки, убить его и требовать деньги. У того, у кого нету, тот с радостью, даже с радостью отдал бы, чтобы не убили его ребенка. Они угрожают, он говорит, я убью сейчас вашего ребенка, дайте деньги. А как он может дать того, чего нету? Он убил, все равно он не может получить деньги. Он их тоже некоторых расстрелял и ушел. Так это, если это не варвар, если это не дикарь, что про него сказать? Это советская армия называется, такая армия. Они пришли устроить конституционный порядок. Нет, они это мародеры, это варвары, это дикари. Хотя они похожи. Так, Заканюр, вспомнить, нет, Заканюр в школе детей, они как креста распяли там детей. Повесили, распяли. Этот Рохлин, который сейчас еще как труп лежит там, ничего не шевелится у него там.
Он командовал этой операцией. Привез в тюрьмы, которые набраны были эти контрактники. Они там что творили за конверты. 300 УМЛ, 350 человек. Они там зашли свободно. Там никаких ни ополченцев, никого не было. Зашли свободно в село, и там 300 или 350 человек они там поубивали. Женщин, с огнеметов дома сжигали. В школе детей распяли. Вот они рассказывают, там мальчика распяли в Украину, там, когда зашли, там. Они сами вот это устраивали в школе, в Законюрте. Это и они одинаковые, что арабы, что русские, они одинаковые. Что те варвары, что эти варвары. Турки, не забудь туда турков тоже, брат. Пиши. Смотря в каком году смотреть, все вырезали. И украинцы вырезали, поляки вырезали, все вырезали людей. Ну, детей там не... Короче говоря, там в Польше то, что было, там это Польша и Украина, когда советская власть, так скажем, делала, взяла с одной эту территорию, отдают полякам, а эту территорию с Польши забирают, отдают украинцам. Там живут украинцы, на той территории, здесь поляки живут. И вот это вот людей выгоняют, этих выгоняют туда, этих выгоняют сюда. Это устроено было, так скажем, советская власть было устроено этому. Вот это я вижу, вы не поняли, когда я сказал. Я же вам сказал, хорошо, мы все были варварами, но они до сих пор, в 21 веке варвары, они не отчеловечествовали. У них нету такого людского, понимаете? Они до сих пор живут там, очень далеко, несколько века назад. Ну, хорошо, раньше было, но сейчас-то не надо таким быть. Понимаете, о чем я говорю? О чем они говорят? Они не говорят, что они не были когда-то варварами, американцы или Европа. Они говорят, до сих пор не отчеловечествовали эти люди. Понимаете? Сейчас другое оружие, сейчас все современно. До сих пор они не приключились. Они в том каменном веке находятся. Их менталитет до сих пор не меняется. Вот о чем я говорю. А про прошедшую историю я не говорю. И они не отрицали этого. Ну, они Красный Крест не допускают к военнопленным. Представь, что они там творят. Брат, в этом мире, если быть мягким, таким, как это тоже плохо. Еще тебе, подожди, я тебе, брат, тебе скажу, украинцы, вот они не занимаются этим делом. Ты покажи мне хоть один случай, где там украинцы там занимались. Там у них Красный Крест посещает каждые 2 недели, посещает все тюрьмы. Красный Крест туда смотрит, как их кормят. Ты хоть одного видел, который русский попал в плен? Что какой приходят украинские пленные, приходят, вот есть фотографии раздетые. Он был там 80 килограмм, 100 килограмм, потом с него что получилось, с плена вышел. Одни ребра там получается, нам кожа до ребра. Ты посмотри там, если... А украинцы, которые в плен попали, а ты видел где-то, чтобы их там избивали, там гениталии отрезали? Не видел. Если увидишь, поговори там, не, брат, если можешь так быть мягким, ты на человеком должен быть, и не должен превращаться, блин, в зверя превращаться, блин. Оба обрезают, это я видел видео в YouTube. Где ты видел, что украинец обрезает? Где ты, покажи один кадр, покажи хотя бы. Там уже давно раструбили бы, по ушам не едь тут, брат, ты покажи, в Телеграме покажи. Я не видел ни одного кадра. Я поддерживаю Украину, да, украинскую сторону и все такое. Ты опять же врешь, получается. Ты поддерживаешь и врешь. Я видел, как украинцы отрезали гениталии. Где ты видел? Не ври мне здесь. Посидим в Телеграме, найдем тебе. У меня есть ролик. Найди, пришли мне, что там украинцы там что-то издеваются над кем-то.
Слушай, брат, украинцы, что русские, вообще в России половина населения, они смешаны с Украиной. Вообще, ну, любого русского возьми, у него наполовину есть корни украинские. Так что... Я ничего не говорю, там смесь, не смесь, в украинской армии порядок там, насчет этого дела. Там наказывают и жестко наказывают. Это если не быть мягким, я согласен, хорошо. Но что изменилось? Украинцы относятся мягко с военнопленными, а Россия нет. И что, Россия от этого выигрывает, что ли? На международном уровне на них смотрят через призму ненависти, а Украинам наоборот. И сами русские потом передают, вот эти люди, мы дикари, они сами про себя так говорят, сами себя ненавидят, и потом вешаются, брат, мягко через окно выбрасываются. Мягко относятся к тем, кто, например, недавно пришел, кто, как, у них есть данные, что он еще не успел ничего сделать. Но тот, кто воевал, там конкретно вред нанес, никто не будет в Украине к нему мягко относиться. Крайне его вообще его обнулят. И все. Не будут... Люди, когда к нам приезжают солдаты, мы, люди, мы знали, что он не от себя пришел, что его прислали через обман. Они им говорили, что какую-то командировку их везут. Мы все это понимали, потому что 18-летний парень, он пришел в армию, что они от себя, у него никакого плана нету насчет нас. Хотя он стрелял по приказу, я же говорю вам, мы просто его тоже жалели. Хотели, чтобы живой его отдать его матери. И так и происходило. А наемники, которые за деньги, там уже по-другому. Это другому понятно, потому что он пришел убивать тебя. Он не разбирает, малый, большой, больной, старый. Он просто стреляет за деньги людей воевать. Не надо по-другому. На войне все вот так вот. Франция, когда воевала с этими алжирцами, то же самое там бесчинствовало и пленных убивала. И все. Даже европейцы. Никто... Это да, просто Украина под европейским этим, они там где-то проверяют больше, чтобы они там... Но все равно, что там на поле войны, когда берут плен, что происходит, что это все, за этим всем не уследишь. И... Там тоже любая война это... Так логично, а если так логично посмотреть на эту войну, Украина должна быть больше агрессивна, потому что на нее напали, потому что их убивают. Понимаете? Тем не менее, они относятся по-человечески людям. Понимаете, о чем я говорю? Они тоже понимают, что этот молодой солдат, его прислали, они берут у него интервью, как ты попал сюда. Разные причины бывают. Но все-таки они относятся по-человечески. Мы же люди, в конце-то концов. Мы сами по себе друг другу ненависти не имеем. А тот, кто там сидит, вот этот черт, он это все замутил. Чтобы он смотрел среди таких государств, где он находится, чтобы свысока на них смотреть, понимаете? У него свои амбиции, у него свой интерес. Ему дела нету там, кто умирает. Он фамилии не знает, имя не знает и знать не хочет. Лишь бы его дети, все это, он, конечно, понимает, он хочет, чтобы они миллиардерами, миллионерами были, а те люди, которые такие же люди, как и его дети, до него дела нету. Понимаете? То, что показывают вот на этих интервью с обоих сторон, то, что там пленного взяли, ой, там, по-человеческие отношения, это некоторых людей, которые вот такие, им понравились больше специально, чтобы снять вот это видео, что вот мы там так относимся к нему, слушай, там хорошо. Это все делается специально на показ. А что происходит внутри, никто нигде к пленным очень редко относится хорошо. Это я не знаю, что это за страна должна быть, которая к пленным будет относиться прям так хорошо. Нигде. Такого как может пленный, в плен попал, все, ты уже никто не будет тебя там ласкать. По ушам едешь, достал ты уже, блядь. Не относись, это вы не относились по пленным нормально, просто гражданским не относились вы нормально. Что ты рассказываешь?
Брат, какой ты рассказываешь, украинцы не относятся, никто не относится к пленным нормально. Я тебе объясняю, покажи одни кадры, чтобы украинцы там издевались, чтобы над кем-то, кого взяли в плен. Я покажу тебе, ну покажи, если у тебя есть какие-то кадры. Брат, никто не относится. Это вы не относились к тем азербайджанцам, которые вы ловили там, убивали их, гражданских. Не вы именно, у вас был этот, который сейчас в плену сидит там у азербайджанцев. Не в плену, а засудили его, миллиардер ваш. Он там был среди них, кто убивал, кто отдавал приказы, блядь. За что его посадили? Варданян или как его? Марwan Баргути, по локоть в крови, чувак. Да. Он сидит в тюрьме, блядь. 2 высших образования он закончил в тюрьме. Этого Ихе Синуар, его от рака мозга вылечили в израильской тюрьме. У него была опухоль головного мозга. И так, и то, что когда говорится, что в израильском плену насилуют собак, да чушь собачья. А какое, я извиняюсь, халяльное питание только сейчас отменили. Через сколько лет? Это полгода назад отменили халяльное питание. Не дай бог, у нас наш юридический советник подала в суд на правительство из-за того, что отменили халяльное питание. Это открытые источники. Это не моя прихоть, это можно везде найти. Она была не согласна, что отменили. И причем это именно за терроризм сидящим чувакам. Ну, вот так вот. И то, что сейчас говорит, что в Израиле насилуют, в тюрьмах и так далее. И телефоны у них были. 1,5 года назад запретили телефоны. 1,5 года назад. То есть связь отключили вообще. И за это тоже юридический советник правительства в Багат, это Высший конституционный суд. Брат, у вас у вас есть несовершеннолетние в плену? Нет, несовершеннолетние, чтоб ты знал, в Палестине несовершеннолетние до 20 лет. 20 лет это, до 20 лет это ребенок считается. Нет у нас несовершеннолетних. У нас наши еврейские 14 лет есть. А если пацан на тебя поднял оружие, он кто? Он хороший, он невоспитанный мальчик или кто? На тебя поднял оружие, он кто такой? Который хочет тебя убить? Он плохо воспитанный или террорист? Поэтому есть страны, в которых к пленным относятся хорошо. Израиль, например. И все это фуфло, то, что говорится во всех СМИ. Всякие Скобеевы, и CNN, CNN. Это их не работа, да. Не дай бог здесь кто-то, кому-то, то палки какие-то засовывали. Все это фуфло сфабрикованное. Уже давно сидели все. Президент сидел тут. И премьер-министр сидел, и президент сидел. Которого туда арабский фалестинский судья его послал туда. Ну да, а что, он не человек, он израильтянин, но он такой же израильтянин, как и я. И у нас в Багатце арабы сидят, 2 араба. И что? Уже довольно давно. И пускай сидят. Никому и в парламенте есть арабы. Что? Это нормально, это именно нормально. По-другому никак. Так и должно быть. Как ты думаешь, что вот будет в итоге с Ираном? Вот эта вся история.
Зачем? Я не знаю, но если бы Трамп сейчас бы не мешал, если бы Израиль рычаги давления, конечно бы Израиль разбомбил бы Иран в пух и прах. Ведь все же осталось. Откуда сейчас у Ирана опять ПВО, опять восстанавливают? Тебя плохо слышно. Очень Плохо слышно. А сейчас? Сейчас лучше? Сейчас лучше. Я говорю, если бы не наш большой, в кавычках, друг-дружбан, который вдруг стал не дружбан, американец главный, то если бы Израиль сам бы решил бы свою проблему. Потому что принудили бы. И есть там порт глубоководный, единственный, в Бандар-Абасе, и этот Ходейда, и в Каспийском порту, Каспийские порта. Если все отшить от поступления денег, от поступления ПВО с Китая, с России, с Северной Кореи, просто-напросто Иран бы не выдержал. И нет ненависти, что там мусульмане, здесь иудеи. Потому что с Ираном были кайфовые отношения всю жизнь. До 1979 года. Да и с Ливаном тоже нет. Я, например, мечтаю, когда я поеду в Ливан, хумус настоящий ливанский кушать. Арис. С удовольствием. Арайс. А Трамп сейчас сказал, что он этот остров хочет захватить, где нефть, вот это, как его там, Харач. Ходейда. Не, Харач. Ходейда называется, он большой хаб, Ходейда. Харач, он не такой большой. Речь шла о нем сейчас. Ну да, он может захватить, конечно. И захватить может, и не так страшно, как в Ираке. И Хусейн тоже говорил, что ждет ад. Но его сами иракцы скинули. То же самое и здесь будет. Это все напускное, что там все... Нету никакой ненависти к Ирану, к иранцам, абсолютно. Никакой ненависти. Поэтому я думаю... Да и вообще я думаю, что если бы Израиль бы сам бы договорился. И также и с палестинцами, если бы никто не лез, сами мы бы договорились. Прекрасно. Никто не хочет воевать и умирать. Никто не хочет, поверьте. Ни один израильтянин. Это как-то так. Ладно, ребята, вам нужно работать. Спасибо вам за эфир. Отличный эфир у вас, ребят. Дай Бог вам всем здоровья. Вам тоже спасибо. Вам спасибо. Бай. Спасибо, Баркал. Приходите свободными. С удовольствием. Спасибо. Рагима, поднимите. Инспектор Гуантанамо куда делся? С инспекционной поездкой, наверное, ездил в Гуантанамо, там, проверять условия содержания. Видите ли, там нарушили права. Блин, я на это Гуантанамо смотрел в чистых оранжевых этих костюмах, там вообще нормально, там ребята под контролем. Понятно, что они в заключении, но тем не менее там вот этого свинства, вот этих зверств всяких. Еще мне, рассказывают здесь, сидит про Гуантанамо. Труболет.
Я там в одной этой камере, где находился, там просто сотни, десятки, сотни людей прошли через нее. И там на месте и туалет, и все вот это вот. Такое вот помещение, которое находится под душевой и постоянно течет туда вот это дело, там по колено вода в этой комнате. И вот это вот, короче, скажем так, вот эта среда еще пытается какие-то Гуантанамы, там кого-то, вообще, о чем-то говорить, да, вообще с этими нелюдями. Можно слово, Ибраим? У тебя микрофон, да, так говорю? Да, Мартин, ты на связи? Да. Вот ты веришь в то, что мы тренируем здесь собак, чтобы они насиловали террористов? Ты веришь в эту информацию? Да это, слушай, дорого выйдет, пока лучше сами. Нет, давай сейчас на полном серьезе, хорошо? Ты веришь в эту информацию? Да нет, брат, конечно нет. Почему это ты не веришь? Да потому что собаки не станут это делать. Давай тоже все ясно, потому что ты не идиот, скажи. Скажи, потому что я не идиот, поэтому не верю. Правильно? Да. Ну, все. Я просто детей забираю тут ты прикинь, детского сада. какими идиотами вас считает вот эта пропаганда и вот это государственное федеральное телевидение. Прикинь, какими идиотами, когда они вам такое рассказывают. Ты вообще себе представляешь, до какой степени они считают, что вы тупые? Это же не просто что так. Что только не рассказывают в последнее время со всех сторон с обоих. Ну, как бы есть такое, что можно, как бы, да, там, внушить, как бы, там, знаешь, ну, и там обмануть, что-то такое. До какой степени надо считать свой народ тупыми, вот именно всю Россию, чтобы по федеральному телевидению нести такую хрень. Как они вас не уважают просто, как они вас унижают. Они вам вообще ни за что не принимают, когда они вам доносят такую информацию. Ты вообще понимаешь это? Это федеральный, мать его, канал. Что ты понимал? Там зарплата идет, там просто идет напрямую, получается, да, от Путина. Путин там говорит, так, выдели там это, Скобеева, выдели там этому, того, этому. Это вот просто прямая, как бы, зарплата, да. Это просто пипец. И потом еще кто-то заходит, это здесь мне евреи что-то рассказывают, обсуждают. Вот такой тупица, который этой херни, как бы, знаешь, посмотрит по своему телевизору и приходит, и как я должен с ним диалог вести? С кем я должен разговаривать? Если тебя дома твой же президент считает, что тупорыло нахрен. Я вот не слышал. Чтобы вообще разговаривать. Я лично желаю любому, включая Мартина, общаться с людьми, с нормальными людьми. И у них спрашивать, не так сидеть и уши развешивать, смотреть вот эту Соловьеву, Скобееву и так далее, и тому тех подобных. Вот, например, я у курда спрашиваю, встретил курда. Я курду говорю, как там у вас? Вам попадает? Он говорит, да, нас тоже бомбят. Я ему говорю, а ты сейчас недоволен тем, что они на вас стреляют или не на вас? Он мне объясняет, да нет у меня, говорит, к ним агрессии, к шиитам, к Ирану. Понимаешь, говорит, у нас базы стоят в разных местах. Ну и нам тоже попадает. Мы понимаем их, он говорит, хотя они получают это, мы их, говорит, понимаем. А если ты посмотришь телевизор, тебя просто будут обмануть, как они хотят, чтобы вы думали. Потому что вы этого не знаете, они вам говорят, как они хотят. А вот реально люди говорят правду. Понимаете? Поэтому вы сейчас думаете, как это возможно относиться к пленному так. Да есть такое, есть. Потому что на земле есть люди, которые уже давно ушли от этого средневековья и живут как люди, как люди нормальные, как человек, понимаешь? Он понимает его проблемы тоже. Он знает, что потому что там базы, за этот нам тоже, говорит, попадает.
У нас нету к ним, говорит, такого ненависти к этим иранам. Вот люди вот так рассуждают. А по телевизору совсем другое говорят. И вам продают что они хотят всего лишь. Поэтому советую с людьми тоже общаться. Это, понимаете, у них проблема. У нас, допустим, вот как здесь система работает. У нас все каналы, все израильские каналы критикуют премьер-министра. Кроме одного канала. Есть один канал, он частного человека, частное лицо, да, это его канал, это 14-й канал. Это грузинский один олигарх, кстати, российский. Я просто не помню фамилию его. Он там в России жил, в Украине жил, то ли, скорее, по-моему, в России. Вот этот «Контакты», это его была соцсеть. Его дети там занимались этим «Контактом». Неважно, как бы. И вот есть вот этот частный канал, только там могут сказать хорошее слово про нашего премьер-министра. Понимаете, как у нас демократия работает? Вот и они там иногда бывает вот то, что там скажут, Натаньяху здесь правильно принял решение, как бы, да, то, что вот начал бомбить Иран, как бы, да. И они сами-то такие от себя, и между собой начинают, сидят журналисты, как бы между собой смеются, такие, вот, прикинь, я тебя такого не ожидал. И это прямо в прямом эфире происходит, да, и вот этот журналист говорит другому журналисту, что-то, говорит, ты, говорит, его перехвалил, говорит, сегодня, говорит. Понимаете? А там, где, вот им рассказывают, что в Израиле собак учат, чтобы насиловали. У нас пошел этот уже флешмоб такой, приколы разные. Там пуделя показывают, и пуделя, знаешь, кто-то сидит, учит, там, ты должен изнасиловать хамасовца, да, и собака такая смотрит на него. Это как бы, тут и смеяться хочется, как бы, и это же пипец, и там уже 140 миллионов человек живут. Да. Знаешь, вот что у них меня прикалывает, не то, что прикалывает, а вообще вот в нормальном обществе это вообще полный тупизм. Вот ты в чем-то начинаешь их критиковать или вот показывать, да, вот у вас там, например, занимаются там какими-то пытками, какая-то у вас вот это нападение на какие-то страны, там, вот эти войны, да, захватнические. Ты им начинаешь говорить, они говорят, а вон американцы же, видишь, Гуантанамо же у них, а у этих же там, то есть любой другой будет пытаться тебе разъяснить, да, алло, ты там неправильно понял, это не так, у нас такого нет, то есть у них нету чего сказать, да, как бы оправдать вот это действие, потому что он прекрасно понимает, что у них такая политика, это их вообще сущность вот этого политического образования, она такова и есть, да, там, вот это все, короче, входящее туда, да, весь вот этот пакет. И они вот сразу начинают, а у этих, а он у тех, а он Америка, там, индейцев каких-то, а эти там еще Да, что-то. если у них это можно, то почему нам нельзя? Лозунг. Будет тебя приводить там какие-то, я не знаю, средние века, что-то такое, да, где люди действительно, когда грешили, вот, человечество, там, ныне цивилизованные страны, там, какие-то грешили вот такими этими действиями своими, и от чего отказались потом. То есть мир уже прошел вот этот эволюционный, цивилизационный вот этот этап. Они уже прошли, в мире это прошли и на другом этапе находятся. Это вот эти вот только и всякие вот эти индейцы, которые там в пустыне, по пустыне вот этой бегают. Там еще там где-то возле Америки нет, там есть всякие вот эти Венесуэлы, вот такие, что-то такое, да. Кстати, то, что с ними постоянно находится в союзничестве. В остальном, вообще мир давно отказался от этого. Уже давным-давно, на другом этапе. Сегодня завоевывают вообще другими способами. То есть, наоборот, неся какую-то цивилизацию, какую-то культуру, какое-то развитие, технологии. Вот таким образом привлекают других и как бы распространяют вот это вот такую, скажем так, цивилизацию, культуру и так далее. Эти вон там где-то застряли. И тем более, даже если с империями сравнивать, то
опять-таки же, эти империи, они точно так пытались какую-то цивилизацию, что-то вот такое принести, да, там, научить каких-то индейцев вести себя по-человечески, просто делали это какими-то силовыми методами. А вот эти у них сами находятся по горло в дерьме, просто вот вообще нечем им, короче, там, я не знаю, там, похвастаться или вообще показать что-то миру, что-то принести. Он полное в дерьме, да, там по горло. Вот такая у них ситуация. И тут же они всех туда пытаются, вот как Шамиль Васаев, это отличная цитата у него, да, там, русские, находясь по горло в дерьме, пытаются затащить туда всех остальных. Вот такое вот, короче. Абсолютно ничего. Я понимаю, там какая-то страна, которая развитая, у которой есть какие-то права, какие-то там, я не знаю, культура, цивилизация, что-то такое. Да там с радостью к ним бы присоединились бы, и ничего себе, у этих нормально там процветают, живут. Да давайте вместе, конечно, соединиться, там, присоединиться, все что угодно. К этим вообще тут залезть туда, это себя не уважать, то есть самому стать вот таким же. Правильно, если я до 15 года еще размышлял, как бы, ну как в смысле размышлял, ну там интересовался, ну может, а и вправду то, что там говорят, как бы вот такое происходит, допустим, там в Украине такое. В 15 году, получается, первый раз прилетел в Киев, и день до этого, ну, здесь и первый канал, здесь и второй российский. Сейчас у меня тут есть телевизор, как бы, но у меня там интернет стоит, каналов нет. Каналы убрал, все там просто подключен интернет, как бы, большой экран, и все через интернет. Фильмы посмотреть такое. Интересно, YouTube зашел. И тогда были у меня каналы. Смотрю первый канал, как бы, да, вот завтра мне надо вылетать уже в Киев. Палатки, Майдан забиты, показывают там какие-то там костры разжигают, там люди сидят, короче, такое. И теперь мама ко мне звонит, у нее тоже дома телевизор, она говорит, я знаю, завтра летишь, говорит, пожалуйста, сыночек, не лети никуда. Я говорю, не, мам, ну, что такое? Она говорит, вот я, говорит, видела по телевизору, говорит, там вот такое происходит в Киеве. А я говорю, да, мам, все нормально, я говорю, я там другу лечу, все хорошо, я говорю, не беспокойся, все будет хорошо. Прилетаю туда, я искал, кто мне сфоткает там вот эти часы, то, что есть, знаешь, на Крещатике, там с кустов, там с этого. Я не знал, кто меня сфотографирует как. Ну, вижу, там турист 1-2 пройдет, я, пожалуйста, там, дал ему телефон, можете меня сфоткать. Я тут я уже понял, как бы, да, что это просто вот чистая пропаганда и чистой воды вранье, да, то, что происходит. И я вот там находясь, нет, зайду дальше в интернет, посмотрю, что они там говорят. Для себя было интересно, что сегодня, допустим, в Киеве происходит. И при этом я нахожусь там, в Киеве. Это просто чистой воды, как бы, пропаганда такая и пипец. И я прилетаю сюда обратно и начинаю рассказывать, там, ну, кто там в Украине никогда не был и такое. Все, кто-то с России, как бы. Я же сам родился в России. Ну, Россия на Кавказе. Все, нет, Лазик, не может быть, не может быть. Пока сами люди не начали попадать туда. Я говорю, а ты, говорю, до того, когда ты куда-то, допустим, летаешь, да, и посмотри новости вот ради интереса. И потом ты будешь вот знать, врут тебе вот эти новости, чтобы ты их на будущее больше не смотрел, да? Или не врут. Ну, все. Там, да, там, опять же, есть какие-то вещи, что мне не понравились, допустим. Мне вот как еврею не понравились. Там есть пару вещей, но это не так, как это как бы озвучат и показывают. Сейчас вот, когда мы эфир включали, у нас была тема, да, просто будучи занятым, потом несколько других тем. У нас так ушел разговор. Все равно я хотел вернуться, вот, кстати, вот у нас вообще тема эфира «Как защитить ислам».
от атеистов, исламофобов и прочих чумных бацилл. То есть это цитата, ну, почти цитата Темишева, Мусы, который стоит у истоков учреждения, создания партии исламского возрождения. 89, да. Короче, вот эти деятели и то, что происходило в этом совке, да, и вот эта деятельность партии исламского возрождения, это все как бы шло к тому, что никто никого отпускать, распускать, я не знаю, упразднять вот это советское государство, эту систему, вот это политическое образование, никто не собирался. И то, что вот сейчас государства остались за бортом, Армения, Грузия, Украина, которая все еще борется, хотя Армения, там, Грузия и Казахстан, короче, Узбекистан, никто все еще не застрахован от того, что когда там, с Украиной, если еще получится, да, что все равно остальные все в стороне не останутся, то есть всем мало не покажется. Такая вот тема. И сюда зашел потом во время нашего этого разговора там, пожилой человек. Якобы он там с Украины, я не знаю, что у него за имя какое-то, Абракадабра, что-то такое. То ли Абдурахман какой-то. Якобы он в Украине, и у него в голове Советский Союз головного мозга, короче. Такая вот это синдром, скажем так. Просто вот это был наглядный пример, еще один того, что ни Армения, ни Грузия, ни Казахстан, ни там, Украина, ни Азербайджан, там не было никаких настроений вообще уходить из вот этого русского, скажем так, там, пространства, да, русского, постсоветского, советского. Там не было таких настроений. Они уже, как говорится, аппетит приходит во время еды. Это более позднее, скажем так, более позднее такое чувство, которое пришло со временем. Вот, в частности, Грузия, Саакашвили, когда взял курс на Запад. Единственное, вот в эту всю тему не входят Балтийские республики. Литва, Латвия, Эстония. Вот они четко, у них как бы, они постоянно граничат там с вот этим западным цивилизованным обществом. И четко вот эти настроения у них были всегда. И они сразу вовремя среагировали. Опять-таки же повторяемся, что их удача, вот это, их успех сформироваться как государство напрямую зависит от ситуации в Чеченской республике. То есть чеченско-российская вот эта война, вся нацеленность, вся как бы весь потенциал, вся головная боль была направлена туда, и балтийским странам почти что без крови, да, там, за исключением каких-то небольших вот таких жертв. Кстати, я вот в Литве, когда ездил, там мы на кладбище ходили, где на кладбище вот этих, которые там телецентр, по-моему, да, вот которые, то есть люди, которые
против вот этой постсовковой силовой системы пошли, и там, короче, были люди расстреляны, короче, которые такие жертвы, скажем так, о которых чтит вот это государство по сей день, они там похоронены у них со всеми почестями, там молодые люди, в частности, в большинстве. То есть небольшими такими жертвами им удалось, опять-таки, это вот удача, успех, потому что русские были сконцентрированы на другом, то есть на чеченцах, да, там. Конечно, сейчас из уст чеченца это будет предвзято, да, выглядеть, там, за чеченца, причем здесь чеченцы, не чеченцы, все равно, если на досуге каждый человек по-честному в своей голове вот сядет и подумает, как это развитие, события развивались, что там происходило, по-честному, да, там, выкинет из головы вот эту исламистскую тему, которую нам притащили и втюхнули, из-за которой, кстати, вот произошла такая дезориентация, то есть непонимание. Как говорится, битый не битого везет. То есть там у нас получилось так, что жертва оказалась наоборот обидчиком, да, там жертва оказалась злодеем. Из-за того, что вот этот сработал исламистский фактор. Из-за чего он сработал? Я подчеркнул это. Исламистский фактор сработал как раз-таки из-за попустительства цивилизованного мира, цивилизованного общества, которое являлось гарантом демократии, в частности Америка, в частности страны, которые являются участниками вот это, подписанты Женевских конвенций, то есть мирового порядка после Второй мировой войны, вот они допустили очень грубое попустительство. И на этом фоне вот эта вот тема, да, что все кафиры, все кефиры объединились, короче, против там чеченцев, мусульман, она не могла просто не сработать, эта тема. Поэтому вот этот прием, он очень хорошо сработал. И этот исламистский фактор, который пришел в нашу среду, он пришел также благодаря вот этому попустительству. Просто если мы вернемся опять к вот этой мысли, да, вот представь, ты вообще не виновен ни в чем, тебя там бьют по башке, ты пытаешься до мира докричаться, алло, вокзал или что там. Сюда смотрите, вот что здесь происходит. Тут в конце 20 века идет колониальная война. Вы что там? Что там с вами со всеми происходит? Нам вроде показывали, что есть и ООН есть там, и всякие европейские там парламентские ассамблеи есть, всякие международные организации, что есть права, что есть цивилизованный мир, к которому мы хотим стремиться тоже своими вот этими жертвами, действиями. А тут у нас полная тишина в ответ. И вот эта тишина, потом сегодня эта тишина всем еще очень с сожалением. Вот это сейчас, да, лично я здесь говорю, вот это вот еще предстоящие, к сожалению, беды, да, потому что вот это все дало толчок дальнейшим, как вот преступник, который не чувствует за собой ответственности, да, которому все сходит с рук, и он начинает, скажем так, начинает уже
как бы превращаться в такого монстра, да, там, да, что мне здесь? Здесь все нормально, то есть вот это вот общество, оно из-за отсутствия порицания, оно вот создает такое безнаказанного, вот такого, который потом, это же мир сегодня глобален, это потом же всем не остаются же все в стороне. Вот. Все равно, вот что сама мысль, почему я вот попытался снова вернуться к этой теме. Вот этот дедуля, который с совком в голове, совок головного мозга, который заходил, вот Мартин здесь находится, еще другие, это как раз доказательство, да, вот тому, что вот эти люди, у них не было ни у армян, ни у грузин, ни у вот этих центральноазиатов, ни у кого у них не было вообще идеи там вылезти из вот этого русского, постсоветского, короче, купола, да, ну или пространства вот этого. Там не было таких настроений вообще. И как раз таки чеченцы вот единственные, кто более трезво к этому всему, вот тогда еще отнесся в самом начале, самые, скажем так, активные, которые взяли вот этот весь удар на себя. То есть у нас очень четко было, четкие выражены вот эти настроения именно там о своей государственности, независимости, там вот это, скажем так, там элита, интеллигенция четко осознавали тоже вот это все. Ибрагим, в жизни есть вот этот закон бумеранга, там, Смотри, я тебе тоже хочу просто вот, и тебе это тоже важно, вот дедуля, который сюда зашел, он доказал просто, вот так вот люди, вот ты уже другое, новое поколение, да, там, из нового поколения, а вот эти, я тоже, скажем так, такое переходное. Но вот эти вот дедули, они вот, там не было вообще такого в проекте, да, чтобы там что-то развалить, разойтись. Это просто происходило переобувание, и никто вообще не дергался, там, не лез. Это более на позднем этапе уже появилось, вот как аппетит приходит во время еды, вот тогда эти настроения уже потихоньку. Поэтому вот и в Армении вот как бы, когда уже увидели там вот это Карабахское, вот эту тему, вот сейчас только вот начали подзадумываться, да, там, о том, что есть и другие варианты, короче. Там есть в западном мире, есть там. И так вот, сегодня даже вот азиатские, вот эти центральноазиатские, среднеазиатские вот эти страны, да, там тоже еще там даже не созрели эти настроения. То есть они все еще, да, вот сейчас там новые там казахи, поколения, они тоже как бы думают там государственным каким-то мышлением. И то, вот ты с ними общаешься, там есть люди, но огромное количество людей, которые как бы в русском вот этом пространстве себя ощущают, да, там. Короче, вот я об этом просто хочу сказать, что даже вот у этих стран сегодня сформировавшихся изначально не было вот таких вот настроений, не говоря уже еще о том, что их вообще, то, что они сформировались сейчас как страны, благодаря чему это произошло там, даже не говоря об этом, да, вот сами эти страны долгое время и по сей день даже вот некоторые не до конца еще созрели там в понимании там своей государственности, там какому-то автономному существованию от вот этой русской там, от русского пространства.
такая у нас ситуация. Вот с Грузией Яков пишет, что 2 войны было, 92-м, 93-м, ну, вообще-то я как раз-таки про грузин и говорю, что одни из первых, кто вот этот курс такой взял, это как раз грузины, да, там в лице Саакашвили в основном, когда он начал уже на Запад смотреть. И дело в том, что Яков грузины были многие против этого. То есть у многих был совок головного мозга. То есть наоборот, вот этому саакашвилевскому его политике, там как бы интеграция в западный, в цивилизованный мир, ее вот здесь даже грузины, которые в европейских странах, они его ругали. То есть у них был совок все-таки головного мозга, и поэтому вот многие, вот то, что дедушка, который сюда заходил, он тоже, и он, и все как бы, поэтому как бы чеченцев не только не поддерживали, а хотели, чтобы с нами побыстрее справились, и как бы совок или постсовковое вот это пространство, чтобы оно снова как бы возродилось, что ли, да, там, и начало это самое такое, ну, возвращение в Советский Союз 2.0, да, вот что-то такое. Поэтому все, наоборот, поддерживали вот это более старое поколение, вот дедуля, который сюда заходил, в частности, вот они как раз-таки на этой теме, поэтому поддерживали, наоборот, чтобы русские быстрее там с нами справились и все вернулось на круга свои. А вот то, что в Грузии было, да, там вот тоже 2 стороны такие были, скажем так, Гамсахурдиевская и другая. Ну, кстати, вот Шеварднадзе, несмотря на то, что он их человек был, да, русских, вот все равно я этому человеку там отдаю респект, потому что он больше, чем кагабистом, он оказался грузином. То есть в нем грузин переборол кагабиста, которого русские туда, как, они же всех своих туда понасажали, постсоветские вот эти республики. И Шеварднадзе оказался тем, кто больше оказался грузином, чем кагабистом, повторяюсь. Вот в отличие, например, от нашей вот этой нам посаженной марионетки, Докку Гапурович Завгаев был такой. Вот этот оказался больше русским, чем сами русские. То есть в нем не победил чеченец. А вот если возвращаясь то, что в 92-м, 3-м вот эти конфликтные ситуации были, это тоже там бы по-другому развилось бы, Яков. Все-таки надо же это тоже все-таки по-честному, да, разбор полетов провести. Если бы в 94-м мы бы не взяли весь удар на себя, то вот это Южная Осетия, Абхазия, то, что уже позже, в 2008-м произошло, это тогда еще в 94-м бы произошло. И не факт, что это на этом остановилось бы. То есть там Грузия, короче, полностью тоже могла бы лишиться своей независимости. В любом случае, туда был бы посажен как минимум свой какой-то Янукович, как в Украине, и все, там Грузия снова вернулась бы в стойло. Но, к счастью, это не произошло, и сегодня очень даже такая в Грузии ситуация, которая все еще
такая щепетильная на весу, мы же понимаем, да, там вот эти 2 района оттяпаны и так далее. Вот, короче, вся надежда на Украину и на, скажем так, на благоразумие цивилизованного мира, который должен понять, что в мире происходит. Потому что если вот всем миром этого не поймут, то и Украина самой с этим не справится. Сейчас уже мировые политики тоже не могут делать, как это выгодно Русне и им, потому что сейчас Украина давит и так далее, потому что и политики уже среди них разногласия, поэтому в любом случае выхода нету. А насчет чекисты и их правление, система в России не исчезла, я это понял, когда Россия напала на Украину. Вот тогда я понял, что они не ушли. На Чечню они тоже напали, потому что Чечня хотела полностью уйти от русских. Потом они посадили везде своих людей, в Казахстане, в Беларуси, в Украине, в Армении, в Азербайджане, в Грузии. И они думали, что и в Чечне так будет. Но у Темишевых не получилось, понимаешь? И пришлось силой захватить. И когда украинцы вышвырнули последнего прорусского Януковича и взяли все властные рычаги в свои руки, вот тогда Русне пришлось тоже уже полномасштабно напасть на Украину. Поэтому чекисты не ушли и не собираются. Если я не ошибаюсь, у них даже есть девиз «идти до конца». Они просто поменяли там название, их точно так же, как и сегодня, тогда СССР прижали, санкции, там, снижение цен на нефть, на газ и так далее, поэтому у них экономика тоже упала у СССР. Они не смогли удерживать всю эту территорию и народы, и пришлось им делать вид, что ладно, короче, СССР распался, короче, мы создаем новую демократическую Россию. И Ельцин пришел, лапшу на уши повесил. Некоторые этому не поверили, но продажные, лицемерные трусы согласились, понимая, что они это делают, что они просто хотят выйти из капкана. И сегодня очередной раз их поймали, прижали, и тоже, точно так же хорошие русские, в кавычках, которые везде сейчас находятся, в Европе, на Западе, с украинцами там общаются и так далее. Это очередной Ельцин-2 в этом, где он выступал. Империя зла уничтожена, больше мы ее не допустим и так далее. Мы теперь демократы, меритократы. И потом напал на Чечню, сегодня на Украину напал и так далее. Но я надеюсь, что у России в данный момент нет возможности открыть второй фронт. Зная это,
этот армянский Пашинян пользуется случаем, потому что он не дурак. И, надеюсь, он понимает, что у него нет возможности открыть второй фронт в Армении. И хочет аккуратно, пользуясь случаем, уйти, соскользнуть. Поэтому сейчас, как ты говоришь, украинцы тоже не дураки, не глупые. И плюс чеченцы тоже очень много помогают, советуют. Они сами все понимают. И через Украина тоже работает, в Европе работает, и на Западе работает, короче. Надо сделать так, чтобы третьего шанса у чекистов не было. В зародыше надо уничтожить. Логово есть зароды, где зародыш чекистов. Как это сказал бывший министр обороны Иванов. Помните его фразу, что чеченцев надо уничтожить в зародыше? Не помню, как он это точно сказал. Но то же самое. В зародыше надо уничтожить чекистов, чтобы третьего шанса у него не было. Ибраим, хешуйса. Я от чухуяжуш от Телеграм, от Чадапач, от канал Чуялирса, от Чуаштехар Чукуясиньоли Эмишев, который перепутал дверь. Цубуа Язинил от Стяил список, а у самого главного забыли дописать этого Халимова. Ну да, вы админ Язина, если здесь вы слышите, там надо подправить это. Халимов Ислам, его имя. А вообще полный, огласите весь список, пожалуйста. Нам сейчас интересно, нужно весь вот этот список найти. Всех присутствующих. И Халимов цару черно просто хайта из-за инзари бок бала бинюшун и подонок и харвай маршун як нохчи пачалк бош долома дуо пейд боч дака бок бала биномишунис. И сюли акулш дой ша сюли мои и ислам. И сюли акулш нохчи чуадан държ дахит беш лелу нидон от удуго цани цат шикалег хилуиши цан бала бина у цан лелу удуго маулади удуго яр Халимов ислами от асланин белште айрш пагонтуан тия айрш байрхтуа иваха уинак харши у قيتشو يوني عوامن تغاسقش نكيل قياس نكورشو هربادونك شو يتون ديلورش ناغن يوزيت يزورش سون от списки ты уезжаешь шваба горбеш от сюка яцер угур на первом месте хилиеши потому что он сегодня живой и находится в Турции. قيتشو يلرش من دايو لير Ардинерш йозит ешор, чтоб кияхцах ячинцах амилш деш лилшорш, дой и Халимов ю артеми шогарю меми шогарю шаерш, дой подонкш.
يحيت قيلوليش قيوم دات قينت يردولشين الا تا ال دي شلومش دات يحيت شات قرشوب شي كوتايوشي متامي из России никуда не уйдем больше. Ляло гнид, хаен, враг, личный враг Путина больше. И рекламщик, юлаил, ичкириц, лилшук из-за... До такой степени нохча яцариет цунаган, вообще яцариет цануя. Да, шейн лу углила деш. Ого, комт я шейн лу угха деш, хаехкин, да, станок яцариш, да. Я шикугту, Европе хаен, посечу ел от имени чеченцев бош, лилшук и подонок. Гаски, жалеш, мадуиш. Всю жизнь хилладу. Цогдай аршдойшу кылил дойтур датшун на инц аудал бац нохчи. Кышук айяг бойтур батшун аж меллил ваштолшу заддалш хош душун все равно. Дац динт я далеч, киечт я далеч, аж лил вашдал дюч толш дац ай проститутский омш дойшу аж хадиандал. За эти 30-40 лет куза. И цер уже конец юшун. شو ميتشا يوالغا شو اللي يلعبوي شو مير شاير حقو شو شو لبوم سلوش دات شو باع ما بير قدي شو علغا شين خوك حقالي نوخشي قام قينت إير باقي ناغن داغايتر هر غورت دابوزيت دون شاش تيالبول غورت شاش عيغين دول أدم شاش إسبولزو دايتين أدم شادك حقوش داقلش تبي العاش ما يشو هينسا شو تسونديل يقيرش маршу и полный маршу ногти чуай хилар цун куирш мою шун цундель юш мою исламский государство диктатур шун цундель юш мою кюарти яхтин ду кидашей иш продолжить ду ногти и бол шейк жуап цадир и нахинс аудал бумячун أشمالي اللي نمش كبات ليش مدو دينا بوسا كبات ليش إيش حلوش حلدوش مدو شادو بمش هرشينس يولي لق جغر بيحكي ويولي لقرش دات شو ما يشا يغورت حبين أو ناخشي شو ناخشي جبلنك شو ما يو أستراني ووشا يحكلوشي يحتريتي شنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يشفي. ما شاء الله. وجاء جنباته. ما شو وندت حواري بارتي وشو بارتي. شو شورى يقع ذكر ورقصة شورى وست شورى. Если партия защиты ислама, новая партия. Тебе надо было как есть оформить. Хочу вынести на голосование. Короче, скажем так, оригинальное название партии, чтобы оно оставалось. А то это какая-то новая у нас сейчас получается, поэтому я за консервативность. Не, за консервативность, а за то, чтобы она так и называлась, партия исламского возрождения. Ну, это все можно, да, изменить можно. Это рабочее название. İslam ateş, Hristiyan, Jüdisch, Jüdischen, защиты долдуйте. ده 500 مليون عربو مات بويش بيش بات يشاش عربو ياتر защиты تيش. نوحتي ويا الإسلام دين защиты تدولشون. شاية جيت بيز بوش دك أتيست خلداري روي. أتيست ودوش فيك. يوخ spektakel var det.
Esmu ieri vindētājs, I būsu pačalk, I din čaldagērš. In so video ti hagu šuk tēmišu. Cuvēna, inšallah, I šuapšē udu calar. Inšallah boš. Kamjaldiešu tēmišu. Düzel maksimum tān hīlamš bieš nēlan. Būsu dindūč hilbieš barkuš bari. تامشوا شاخل ويشورق أوقل مجوعة До начала 2000 годов Сайдария, иншалла, он что сдаться. В начале 2000 годов. Цунде бас и бусол бдин нохчиш хилит лушхилш максимум ши берш амин от динт и амин хилу вيشورق и وين خاقتن берш ميشادو يشولي الواشدو وين خاق معي Так, отцу гоючду и дать и целенаправленно навязать бинбола буй рарум дуаш дуй нохч дакайкин йол шей марш и шадик дуаш бинбол хилар биргалу юис дать а вышем Дагестаншем ушем всю жизнь от будулачествовать и аж это понятно дон. Швейцария, Хайзуа, Шушаба, Бомжова, Швейцария, Бомжсами, Шушаба. Жалуют, я шварца. Хайзуа, Шварца, дома тебя. Баталович, Афганистан. Нуц, он светлаш. Маршал буту. Маршал, Масега. Маршал. Аса там Эдер, ара и 92 года уже вообще он только хавенах джагар, сама шварц сразке шукаин хавен тагвой. Короче, изуди и архивюка чуацу твояхню ролика чуацу и первый он бошен болса болит дюалял. 92 год душен эстадик. Ишега окружение яйцена яйца цолдона короче радикально даса чинаха изучена аудал маяти и депутаты так советник президента и чек шин ха изучен ха дон цадуц гнис доти цага хара царячун дасатаса атирил шери вопреки всем дюаляла Туша Хамадицер и латайна и громко говорит «Илқид нахбал шах». Ибо году чун прекрасно, что та исламист сахама вайчуа доци, вайдой, что изучена. Вай моца дойчен, что Кавказя хилболт он бючи, вай Сибиря дигардючи, постоянно вайти аяшол гилу, просто честно бадек хавал шукадой, что пелчли абагарбал бебас газкача. То царь даял Бог хажила. Hinter nach Büwe Bütschbol ist der Zweite Buschen. Окружение Ельцин сбош уже исламиш бусё и 92 год душен дугдарш. 92 год. А изо да хекал кочиха وقرداتن غولش اسواد يالي تولي شينا جهاري ثاني قمل دولي سو قمل دو. إقامن وتعبيات وغلات دويتش. يحيج ذكر دري. أقا اتخان دينا دعبولين بالبوخ بوي هروي موت بيتش بوي نخش بوبوش بالنخ بوي اتوش وكيتش ساندات غديش استداليته دعبيوش بالنخ اش نخ ايغينال بيحكي باتشن دغدارش ايوم بهاندولش هو دنيا نتاعها دي تادوش ودي نشن просто ايغبرم это там мягкий хунду за ايغавин ну когда посягает на твою жизнь и подивите причем тут детей, женщин, стариков, всех подряд, и разрушают твою республику. Вот солч, Бог будет арбинок. А жал, зучин Бог царь, исламист твой, кахдевой, радикал, кахдевой Бог. Она-то знает, что он служил здесь, он только что уехал, как это так, всю жизнь здесь находился почти, и уехал так, и щелчком пальцем рассел, там шиндена, акадина, там бата, радикал, халек, хон, ума хушо, чулстыг. Причем Мадар Алдиз Ламаз де Швейда, царь армия, Ламаз ума уются ушел стык.
Это еще. И момент, что она говорит, что тихо дерсу, не умеешь делать 24 минут 14 секунд и довольно до 27 минут до 52 секунд. Это يقع промежуток بين вещат, что مدر حدوثك وجي ازناغن خاشش وين تاخذ شتو نو هرزو ده بدك دي تشول ديري راح كرسي عيات نو كرسي اعتنيو что Джахар никакого отношения к этим исламистам, фундаменталистам вообще не имеет. Она знает, потому что он находится у них там. Генерал вот этот находится в России. Эта женщина тоже находится в России. И плюс она советница президента. И плюс она баллотировалась на президента. То есть, إذا أجدعوش أو دكتور إنها يا شنيس كيتلوش يا إميل والله صوبيت بالناخ تلغول ناخ بشن تجا بيت نشري так что да والله صون تخيت نقاهون داج دو قدم دينا استوعدي إيمن شو بيحكنا بدات اللي ترتوش بهندلش لا شيء شقايا إيش دي تشيات تونا ديتسديدي سوالا цена децидеди иштдала. Не то ж по жизни чубох квешна, букаш дать, дела, буш бельчицер сурта дать дать, и из-за арестовать не целца, иш деш отцел, пеншош нах букаш, да и термеру мадаться денег. Згасушент это ина дин мадуца, мегардаться, иш да и бисенчак бошнас, именно шуга сайга хумадоце хасун, чтобы люди знали. Делдуши ролик, иш хаяки коммунот боятся. Пусть все люди видят, да, войди, чем а вот здесь сама женщина, и плюс непростая, а советница президента, та, которая разговаривала с Джахаром и удивлялась, а что это нормально, так много, что и, а вы уж будете план хватаешь. Теперь нахбу, хархаднах, теперь нахбу, ислам, чудо беш. У карбо хозучин, иш исламиш, у них одна программа, они вместе с ними, царь Дейтон, двое. Путин спектакль что в Брюсселе отдать, и они хотят халифат устроить, бог что и это еще кенты. Велишенца. Маршал души Мосага. Ассаламу алейкум, батал Шишани. Нохч маршал. Абу Кирилл. Маршал. И хум гацинс, Мурат, сотянте уош, вайонец, а гер мелдалак дагмадоошон. Инцар габашник шбат, هقاري مسكوا ما هقاري ستركتور الجوهر تيجي يلتن переговор с شقات они цапали غربوا يتقصوا بس это سيد يعني в любом случае هقارا سارا دات لقوهم مش ديرين غيروا على يتسون но هرنا بات سينسا абсолютно يحيج بات وش اشيت ادرقشتا دكتي عاش بودينا قيش بول что عندن идина قيش بول حلبول يرش بول نا بات دائمنا افعلنا غيرهم وش دائما شتاتي على وجهنا سادين دوش глубоко верующий мусульманин. Шер кардинал. إبراهيم لادورني берег يستحي بسفور يستحي там دوز остров يستحي شيء вино يوغيش سورين я мой سورين арваш подшефе да связи был я мусульманин был канал деша иш Даниэль буйна еще чагош духшон товарищи мусульмане был знаете движение маете галаюч и хума кегуаш хайгуте вече абсолютно яхтаешь сесар чуде муса бах жахар вари жихадиш короче ча шаик что тебе был вар бах وليش بس مو خصوص بوش حقوق جوهر والد اوغا ومورا شا просто так как журналист. Получается хинца яхич вот да вот так кайште Эллар сон кола маздема эллар со ши летер это تودي انا ذات кола маздема дат велил ваш тагай а горше цоена хакарьяшу и призывш с 89 год дала я 88 год дала я прямо حلقه حقيقي تتعمدت نسبه لسه خليف يشال بايخ كذي قماودش
Цугена, цу, ой, 96-й год, кит хандас дүйч хыздат, сон тру дүйч толум, да, вообще сейчас ехал, тру дүйч пал, да, и первый, и исток, и гумайн чуден, вен, хаттаганлер, и Белгия полностью, цанне, Дагестанын деш, Белгия бац, и Узбекистан, и Афганистан, и Белгия, ой, ногчичу, хаба кячбеш, Белгия. Значит, и СС муслим муйца с 80-х годов, Штамаат, туда-сюда бош. Значит, он частично прав был. Прав, Ибрам. Жамбула Сулейманова, из-за моего дней не хевал, хай он уж могу. Цонде лук там пасе чуа цонде лук беру одмало янцев мажа цаны пасе чуа лук и на самом деле пасе чуа халава хилуе швейцари цана бусу пачалка хилуе швариша дюч дол динт яша даггер лехт швалари Европе ваwie швейцар лицемерие мои имелич ваю адичи бусоб дин дюч кафир бош камел дешул так Европе ваwie швац и ворват эн даггер шиетиш лил швег Европе ворват сорш лицемерш бу قيتي отсуман прикрываться деш шей законно шей дюнеду шей европейский аж бу поэтому Жамбулат Сулейманов сейчас находится в Пасье. Халимович, интервью, аргурер, Москва, Равенца, Эмир Ваттельбош, так кто он тут дичь, она у вас дичь, так кто еще интервью? Москва, товар бизнесмен, всегда Равен, аргурер, Эмир Ваттельбош, дитерту. И на вас еще Москва, Хабакна, что ишь плотно, дни у тебя связаны, будешь лагерил, чак была будешь. Аргунский эмир Бисаев ухудзауц здесь Москва, Кировский флаг музей Чуилен. Царь главный. Понятно. Вот и в то время Хадешюк Ердала Абу Кирилл, Диц Мандела. И та статья ери язинил канта Идрис канта варития ица. Zur Ölfatḥi arboj bēloš vēvien. Цар лилинил спектакль. От статья jācāt skubniš don интересный zu Deutsch. Iš Matsbēhkira hudara I arboj šeidanniš šieš ašbol metk jīcēlč īcacaluš. Qiet jā. Busubdin āmodiekin dušieš. Busubdin āmodiekin dušieš nohčishn boš. Fatḥi sbalin bubārcu, iš тут я язин. Вот сами просто подумайте, вот смотрите, все вот эти арабы, которые у нас были, русскоязычные, ни у кого, как сейчас Мурат говорит, там есть статья, такой разговор чеченца вот этого с этими арабами, ну и такой анализ его, их действий. То есть он там подчеркивает их какие-то моменты, деятельность, которую... И вот эти арабы, они никто не говорил свою фамилию, имя, вот реальную, да, то там свой адрес, откуда они приехали. И что у нас теперь получается? Кто эти люди были, да, вот сейчас, если мы начнем копать, ковырять их, у нас нету никаких данных о них. То есть все концы в воду. Кличкни шözkön Ibrahim, kömüş bu hoş datsuani na. Абу Умар. Вот так цугена цен нохчи дюал лехт нацен. Октеми шоlandui и гурт чубагерч был. Они тогда понимали раски и дарерч буй цундели азиндох Идрис канте умяцуни дик декцайосун от статья тецаш. Цуцут я хадюч декдуй и цу они тогда понимали, и чудо-речь, Бог и специально, вы отсуман цаны используют дин айра дин харум халк да-речь, буиш Бог, язяш мою цуй статья, но он там осторожничает, отсум ждущий,
нохчи боузари, он это аккуратно, он прямой дадует швацицут, он аккуратно там все говорит, но он намекает, царь и болах чубаш буй, шубагаш, царь дюал, шеш лехтин бахцуцут, и фатхи, дюхар агуч бейлаш, фатхи и арбой байлашвин, и фатхи хардени йови, икур буй. Слугай намалетно, но они не справились с этим, потом сбегаться был цен, потому что пелкште багар балбал наган бюхал чикиски шаюла жалеш от эхец царем инзари бал ما بينسجع هرشين تقول يا كيكشتي حياك نق واخش ندات جغر ختل شريعه بوش ديال شي قرش يعتغيت قان غاسقش ثاني سو مسنا بولبين تاع جروب يو غاسقي واش سو مسنا بولبين تاع جروب يو так что if you деле бушен если что да جارن تغاب روما ويلباش جوارين هما صغار بوغ я понимаю جوارين он дик арк хогзач лилвашдик جوارс просто нохчи ميلت безграмотный болдел, наивный болдел, от религии хок адал хумант и адук слабый болдел. Он аккуратно это баланс лахти нaqцу, просто понимая все это. Кьете харшу лиелвашу, харшу да гярчу хахуш. И провокации, цагалит гярч, и хадди ведди лялак. Кьете богама از بوگو از بسول چه خودو تخارتن بایسن هرم شم یوزرتن توسیتوش برش تندر الله درت و جیم کوک باکر هر درت بولش هر نخ باتی کوچ گرچتن دی ات خیلی اصلا دک دوک اصلا نیتوانسن سون چه سون سینه نو در دلما هو حیز و تارینا وست بوشتات آن هم تخای خاکسونا پرمرن دی هر استوری هر تاگین رالخل او تناغ نقلیلا للحوی انو سیر حدا عشتول هم دات اجوا عاغز نيغسن يوم دوشو اواش شي تعليقني انت ليش حل يا قرش اكاز صحابش بغلو خلق اجوا ازغاس قشتاني دون سومسني بروجرام وين شتو يو بروجرام وين دحو لو قرو شويش اش دي دنيا دقيقوش استعباي سما بيشتم كانشنا كان تعطي زيتر غاس جنرالشكا واشا دون دا ديك بروبلات بورتو نو تنتغار شنو خاطر موتوخش شينشت كيلو يروش نخبوي اعطو اشهاد عبور مبري مجد باور حملاتيري شن دقدا غادات اشتم بوبش برك انت نو وين قاوي بوبوش والناخ يا مرت خلق وين صابش Dit se desno. Парижа, Ворсо, от центраца, помещение, Лосон Ибрам, защитник ислама, медаль, сега я мегердуя, медаль. Полностью зарегистрируйте. Есть исламская партия Возрождение 2.0. Сега, еще Ататюрк ходит, раз исламское возрождение. يا صحيح مجوش قيت قرشة صحيح مجوش خليتاي سون ريجيش صحيح مجوش بدالت إسلامان سيئة تامر درس جوهر سوال بار يا جرت بقول بار يحل قوش دات تسويش يناخ قوش خل شوت بار تقول لي هو شو ديت أنا خل شوت بار أكتون هو قوش دوينت مدر تانا ورا غاسكي بوحك بالناخ قوتون تارخ لرول ويشويز وندا تون بوز ما تبوزي يعني ناخ تسوين ولوين لبوي تجن خور ما دايدو تسوين وتك تحضل حلقة ما تغايتون نوشيه تاقية تنبوش تسوين اوكي تحبول ناخشيه بولقية تنبوال نو تحبش رازن ناخبو تو مالر اوروين وي تحبش ابيزياني اوروين يحبو تحبش جيم ابيزياني اربول بو قيتم نو ادمش انتي خلبت تحبش ادمش دشبو تحبش غاسقش بوحك بالبوحك واش باتشاق قوال يزبورش تحبش بوصل باتشاق قوال هيرتش بو خلي موير بو تحبش
Виш мерш пачалк бухш пеш киетен бул. Нах действительно кескилна. Und jetzt Plosche der I Adam I Plosche düzen haguldeler khets ne kietan bu bog madati sen muh pachal kwaliza ta yeza miesa no huye saksa действительно kietan bush na вот представьте her mastri gotune ratsk buakbil jo her islam her yender bewer bu jo ta inah buk et juk ja hint представьте hint ta yatsun tiga ta tijolo человек Гуан ханах бацави ана уцаулал и представьте ситуацию. Яндер биат туамба биас шويه ханс мас اتوامبا ولل شن مسيت اوا يختوامبا قول هناك واستي باتاي غاسكت بيتنتس غيرت يوكا هوشي توامبير باترت يتر بوخش اشبك ملو اور اقتا او خارجن اشت حغير تنقي نو تو اول بارش يا جيرتو اول بارتو يا حال قش خلط خط دوي Ne kietem eğer ulya yender bir yer bu boş mu ba çupa çalkoli guş buksun işe yender bir dateç kinik dateç vaja dateç ile yu esmaler well yurka şolo tuan belçi huda diyesties ya dava üyesties o huda diyestir iço ile yu verin dava üye şılki erim doşma datsel işte Кыца ма пропускать дошана февраля. Тара кыца маетига встреч 88 года Каспийский море есть отель чуаха почти бустхан бахкансар массара сани инструкция амашу хербуш скорее всего тебя из-за его кегои да он буст бахкансар тебя полностью забрали даба тебя еще ветеран еще полностью и от человека и хавал вали уже кечем буа беш мабо шег КГБ вахе это им план вообще что сухенного буду лачить сразу на месте вы зародыши уничтожить дохлышенцы галам да Яндарби оджагарин юхи мухкач иха диз и цунюхи качер дат Он находится среди этих гибнюков в Астрахани. Потом он оказывается в окружении Джахара Дудаева. И после Джахара баллотируется до шариат исламское государство Утпут Оли. Эцяцер провал хуль. Потому что чеченцы выбрали Масхадова. Даже эцюнца гуш до ночи аудал боци. Оцхейна. Хотя у них это не получилось, потом царь Динагуду и Аслан иштлац гирт знаешь, Аслан игра дукавалоч дильно, понятно, но все равно целенаправленно отсумант и цаха уэла церги, но Лаглях цакар и халимовый от халимовси удогоуси царь ишал финансирование шейкера ярзин короче шейн подчиняться цадич цаул шхоли вяхкани царь киетё потому что цункера цаума да цунга ца капек ахча я цаума я цайох шел и капек шокар шейкер ярзин хилю от Америки вигин от Яндарбиев нюха цундуата волш нагуас волш ахче обшидолш Хармилвар его Хожа Ахмад Нухаевой лазанские группировки юкахилвал каким-то странным образом ФСБ лацалоти цу группировки юкир хавалуй чуули ё каким-то странным образом дахуете и ёх каким-то странным образом Яндарби он юханислой и ёх цошине и нефть дух шишадол и капяк обшиёлш. И потом он то же самое оказывается возле Масхадова в Англии, Маргарет Тэтчер цани ляч цушинюхауи, Америки вахч, Аслан цигацу нюхауи, Аслан там объявляет исламское государство тоже,
جو بوك بوال بنا قردات Murat, ja, Çok Elçin bok sana var bir bina. dese. Hoşksam kom kinut dinir. Mello awar gers yutardu lazin chun hodir du huma behtkut khun huma tsadin вообще dinada. Khum dat et masxa do shol ot wan baj. Dal ezer dollar da ter boxsho. Chun akhsh da ait migir da ter tsu. Khum dita no chun da ait migir madar khum huma dat. Pat chu boxsho. Chun akhsh dal ishoch. Khiluti. Bugün o sana gen çok terduk. Нет, 50 тысяч долларов да hayturdak çun şaça 250 olştuya bir ga düşüye stelno batalyonu boş kamilştin teguya şolotuan belcak. Nameste to öyle şu ku interüşlü çeyne. Soğu işte aşuk soğuje lamçur wahviyen alar arıyor lamçuan yo lamçur wahviyen do mad kisna suam da ama da çoker ta ubo koşkurşkiye gwaş bu. Her ta interüş öyle yok smiçay istelno yok şey yapmayat. Et yok grup kama de so ya her şey wal şu et tom dite ya kinu dinet masxa don mol yaxş da et migir da terte ko et an kelsa wayta bas 250 sanem ya tsuma ya txabari do ta atagan ya yol palli ya sa pulimot qush ash izi asiyati wa shitsot 50 dollar et kushul bazra yushun iyatishi dashaka يزريوشن وغاليتش يعني ارتا اوتوماتش يوتش اش بتاع يورغ دشكا يزريوش مايو شيتشوت $50 دوك اخش مدا دشكا بريسات امت يا يزريوش يو از دوك يا يزتون كربين يو يقيش دوكو سو واحد يسوق حياك بريسات شيتشوت $50 ويت اتون دل كوي اخش دلق al diz that دلق al diz وسونت اجنا وات از دو there's an hours список шугенис венсо 2000 по 2003 года со семьячу амелучен по $150 горбата аш да этин дилг диеш ду як ду кунах барсига но тана осожу авочу оет не рухсатек короче я сейчас я сунда этин я семьячу авочен по $150 каждый бата انسو تعول شي لامشور واحد وينس تعهم دوم داتس دي ترقي تعبير تلوت دوه ويرتن صوت يحسون يشبه كده هو دي تعال بعد اتس اوترا اي جلدني يا بوستو اتون ويل يا شورسو يوتامين ميوت يوكش يلا 1150 $1500 diyor et pulmuyor ya elçi minemiyor ya içten yediyor beğenmiyor çünkü تيسيتش شمت ياخشدات نو ايزي تا جماعة صابو يوكشي اوشي يوكسا يوكش دو يتيوك يرتا لدر نقوالا ولا لجقوي خمو لجقير بولميوت لجقير خير جماعة يرتو هو يريوحكني بولميوت يرتا يجران تميوت يرتا هذه والله فيتران تاني نو تاني دي عمد غيرتش تصدقوا ايتون ايش يا مرتلونش يا شو هو غيرت اذا غيرت شو سون تخيل لك ايغو دوي دير دول وي هاغوت سغل جاهو دير دوس تان هو غا استحوش غال وغا اخت تغل غالات ودرك تقات وام باخت جاه مو بير هكا يوكر تدو ديستخش سون دينا دو قاتشون دك دول شوديو اي جنبولاتر تجاه ايش برون دا تجاه دي شو انا وصلت وزين بكو hoş diyeceğim bu kat imенно твоит куда югачу да ну ты что oldu 15 да 16 год узнал что его чувак из Франции уйд сейчас лазин дартига лечение да yo harcan bu katta نعري رار ول شوات باق توينا تشتغل دوشن يو نو خايف تيجي شويد يو دا ادمرلي as usual دنيا تيجي على الويز ذات يو حلبور بوي يو следующий вот руой يو اسم вистрел تا красавчик пулемет я план каёш ну это миномет это пулемет мерш путет дозе ты что чунух дарья 1500 Я план каёш красавчик пулемет ты олшу ёнел ахшдат ица представь ахшдат там да
es jätse automat podstolnik müsse tumba jätse ashuko. Ashuko, dace dawa race hutto, dace waloko. Degu cevit dawa. Ako, ista epiratie het jukuerte ruksuel. Ado jama shukul uje gushdusun celliluasdik, ist atashuk. Ist juak, shellwil, shilu damatsejulia. ليتشيني الوقت او روكسو الغي داوان تشيني تمو انا خاسون تسوي سن خلو خاين تي تاع ديا شو ما ديا شاكم دات سي ليتشيني هاورد داوخ شي كويتا حبال بوش ساعتك وات حكويرت شو وبشي حكويرت شو دو تاني بلا بات حكويرت شو دي تاني سغت ديا شو ايش دوكر هالهوديت Ибрам, это как пястил на яйца ролик, ислам спустится до ночи, что аналог атеист хрустин, и Бог ударится. Не понял, я призыв. Ему хейтер же, не канал, и Бог ударится. Ночи, что. Спасите ислам, Бог кто? Если не спасете ислам, типа вот этих, короче, людей, если не остановите, то исламу. Да, Ибраим, точно. Типа Раун, Ибрам, сон выйдет раун. Все подельник шпаца, гаруман дводелся дола, а их палку сказал призывать, типа, и что вместо двоем. Это. И он, Абу Кирилл. Они. Призыв к джихаду повелевать, одобряем мудрость, одобрять, короче, осуждение недозволенного и поощрение там, или одобрение там, короче, дозволенного Бог, да? Изюкас как раз. Простой журналист, да, Ибрам? Простой комсомольский, да? Просто журналист, который призывает спасти ислам. Работал в простом московском комсомольце, и у которого было удостоверение Советской России, корреспонденты. Московский комсомолец. Почему они говорили, что КГБшников Темишев заблокировал своим удостоверением? И Темишев это говорил, и Халимов. А мы на видео видим простого, короче, мента. Начальник милиции области. Начальник, да. Может, это другой случай, я не пойму. Другой случай. И КГБшник шошел гербу, это от ментан Гобина. Ничего, это непонятно. Ну, они одинаково соврали оба. И то КГБшник заблокирует. Мелмейруар, вори, тагут босс, да, начальник милиции, да, стямабе, да, Кирилл. Дело. И чё, КГБшнику, щедош, уже, Ну, да, я не играю, Ибрам, его голос. Игра просто очали толпаят, porque лидерство, и, говорит, вот ментыштин, хейн ашвол, гайдар, Джамаль Шагин, сценарий, очали, бешбори, Джамшудар, ашвол. Следующий уже в течение гушета и рыбарца, вот ида яши ход шаеги хете, все полностью под контроль ячейки, шею, все уж бавный ход. Знаешь, китига хакари чего-то гламовать, и что яш. Товарищи мусульмане был, его братья, Шаубахе, да, всякое. Тем еще таранкшия, ваганча, теннис велцан, да, случайно. Он там не был вообще. Президиум, он один на губош. Список там, а вы говоришь, да. Кедек до ишта. И шейкур бат из
وتوامنا أبو مسلمو وقي وتاقي ناخي وبات إبا وستان بابي بوست يا هورا فكرت يا مش بلو حاجة يسوع بذاتنا شي قومو ده امتاش باك بوتان ذات قطهم شولي هم في الجوي شخص دول دير دات سنتا دير دات حلقات دال مولا شي ساتش دينوستش ديس شي تبالة تيري هم شخص دات سيتا وين تعتد دل إن زاد داتشون ما قصدي كانت عدقة دوتش كان دائما تاش باك كل شون أبو مسلم موت أسترن يا هوش كاتشانيوك أي да. أبو مسلم هو так تمشي هو خشكي Москва شيء يعني разные хен шутер но дюш تعبك دюش سخلي شيء يعني عين ما بيش تخلول ده واسطو يترقصون يعني عين بولدوي أو شيء بيش بكش تاكنتور Москва تاكنتور جو كوزنيца مغلون تير كادرش ياتش ну что это خشكي أك مال كاري وجي شتاني شيء Москва يرديوتك صوت يعني يو ساعات رزبورك شيء صوت يعني خلر دوي وبشدوي دوجي شيء Абу Кирилл, интервью Темишева, на Дудаева все валило. И так он я интервью. سيسر да? А мух летера, как... نحسن توش عشلوش تا شو يحقق ده شو تو شو يقنيري سو تا да это да 30 минут талах короче сообщение я тенсон лички звонят короче Дудаев ахвашу Темишев куди бахаш да это дик да это когда солос я зинег да ходит يو راسل короче из темы ашарчу يحقق да типа друг за печа аккаунт хочу я здесь там динчте друг масит туиш уже сон хочу я здесь масит туиш это ярый исламофоб штан короче да что за шариат он тейт духнах бухин да мучбо он те дух следит что духанери того да это садя чуваш да короче полностью А вегу шварё, Абу Кирилл. يو راسل شو يحقق хочу дик да трой каждый саламлуш хочу يحقق да мал де салам дели أما بعد ده هو ده سلام كويس ده مارش هو короче движение еще его туда короче садись там запись латино что дырцы да дик канал я говорю дамогу شيء دعوة شيء هودا وقت عايزنا كروتشيخ وير شمخ بيتل يال شو يعني يو جوهر ولا يو قارتل شوي مو جوهر вообще مواد это ишта هو
خذقون قمال دات يو دعوة دات قمال تدات قمال ديش وليمير صدق Джохаран Мичерхейн шариат пуду вообще. Коламыз дешво Если мы только... Чирион сразу, Чирион туда энергия. Да, сразу видно было, это видно сразу. والله تيمي شو شاخر واتش يداغر يعطالها مزدين تاقي مارخ يبتاق What's there? Dik قد сеточный шляпный штехкин гуш байцерон шо чва инах мабу масхадон تحب лелерш сеточный шляпный штехкин набуй мос государственный учреждение шубалш جغاري سورش دادوش مسخادوي سورش حال وقت بوش ليل ما بوش يسيتك شو شلاب نشلي واش بيش بوي مصر أفكر مثلا مراد تصير مصر قاعدة دوباخت قاعد عدو يشتغل ذات أخويني دوباخت فتسير شو ميشا تاني شو هو движение интересно حاجة يسو تعال لو انت قيني شتاع в каком смысле с кем ибо раз في هذا البروجينيات في الدوك شيء قاعدة دوبوخ تدوخ نه قوزا تا قيس ولي تا هم شليلو متديزي بشي حولن سجت ديشول نوخشي وي رومش حقوش دولش خطابوش قوش دولش مغني تا جيم اويل ما يزي تور ميشاردو حقي اندر هر هم اسلامسكي وط باش هم اي انتو استراني ووش بيت بالنخ تناغ تاني دوست مديزي قيقيوم شين حيق او تقاچا قي بابريات كو حوا حيق او شي تقاچا خطابي تيغا ووش قيت بالنخ ملش بو اوتيرت دوست تيقي هم دويس دوناش بوش نروي ازيشا يا موسى بولدت هاي زاول يزرا ده ات паники мовил и лейга дохшумш да пускай пишет его коллега это естественно будет поддерживать коллегу ну дуцане да но то дугаон докумш يقطع حياة اليوم زي شغلهم مستاذ وقاعد مدوها Твой Амир, не Муса, твой Амир Кутаев, он атаман казаков. А Муса, он верховный главнокомандующий у вас. Халиф объявит виск Каринс Муса, потому что Муса из первых, кто поднял флаг ислама и джихада. Вот и надо его объявить халифом Аятолла Тешаршу Умаралин. ايوه يسقى موسى باش نك ادم واحد سو قال له قريون حي نقوا سون تقوش قريون هو يخاول تريبوني هذا Мурат, хазири ЧДП спецслужбы России قالوا не эльсашт. إذا حلقة دونا دوش درتر سو агенту бош бивитер قرار جواري нападений на шбах цер агенту бош бивитер со цер нормально он дер ويخ لحت وما دوش да цари وي нис خير да цари это нормально Суна мацей сказав изм ФСБ проект а Бог буйшук бац Бог сразу полномочия заканчиваются да? Цер просто цан хилаг на самом деле чё ёх ударёр инс хорша буер пятой колонии
Хинц Артемиша, Гари, Кутая, Гари и так далее. Хинц Оджагари нападение был Беларшош. Оршаек цан сборе 5 колонию. 5 колон Бог цакиячвега. Ичкерин конкретные враги шбуешь, ичкери Джагари Бог шдалгуман. Ярый противник шбу. Самые ярые враги. Кадыров араться бьесцан, потому что они у них отняли. Кэргер хаяхкин Кадыров ар. Кэр. Да, кар надеется динагдуй и Кадыров с Кэргер хаяхкин там он сидит в Чечне Кадыров. Цунделца вьескан и Кадырова. Иду шадик, поэтому хинц карна выгодно дар и бусулдин дийцардуй, и бусулдин умшдуч, потому что они понимают, что большинство чеченцев политически безграмотные, наивные и так далее. Цюнцаны пользоваться дичь потому что карн толпа есть, чтобы их поддерживали. А чтобы их поддерживали, им нужно что-то придумать, говорить. И они понимают слабость большинства чеченцев. И раз эту колагинц харумдуч нах было и удар хилакарна укана кэр хозяевшна массана ударю. Поэтому, чтобы нападать атеист, шбуи, безбожник, шбуи и так далее. Агинца, они находятся, эта 5 колонна находится в Европе и на Западе, они не могут говорить, что западный или европейский царь агентуя, царь, как оскорбление, царь жалдуя, царь эрбиах, он не может это говорить, потому что он сам тут находится. Это возможность есть, они поэтому говорят жуктиш эрбиах буи, а эти говорят Гаскиш арбиах буи. Это кикидицум да цель ишцадич. Поэтому они это говорят. Мурат, самое интересное, знаешь, вот дуку нахму тишь, да, вот это все верят в это им, да, вот я заметил. Тиешдер, имадуай дючдер, они это зная, что чеченцы безграмотные, Войнтан гушмабу ночи, а халяч каждый второй ночи политик сбал баца бош, лил шму, политик сбал бош, так безграмотный мол, потому что цуногдынянчуах лил шдалундуй, камнишца, почалкшца, независимостца, свободца и дюздалумшцан, худуха мацаи, молил до цага, цига хулил до цага. У них нет понятия насчет этого. А царь олш салазан ласки бусу вайгар дин дадах кашч бубош. На 180 градусов наоборот понимают. Хохан хюльца исторически 7 век хилил понятие шеца араболи полите диа крестоносчи сия бусу нахи дахути чуч абош терш до маршал чуч и думается нинца хокзам на иш думается хокзам на иш мадат он айдагар он дагадо доч авар хилан ши шайл стратегии моё политики юкалилаш. Когда им это выгодно, царь исламский террорист, а когда им выгодно, чтобы ты стал исламистом, так и использовать, да, царь. Это все делается именно в Индии, идеяшдига, хинц, от 11 использовать деш хилара, хогдюнян герга, хогдюняник, признать цадей твой мерш набу, камду и шейпа чалк квалушбу, мы признаем их окерг целит, радикализировать диндуй.
إشابل قربوي كيك بينبل إشابل حبي بل قار إرستريل شي إميال بل إشتبتيون بتسيبوشكم حدوخش دلهم دول دوق مليل ديت نويك هم شغ يوروبيا كوارت باقر عسيري دايا إشادق специально лил дейтином шдуэйк. И мир, который он видит, это все Бог, он исламиш, бутан уэн гуш маду, рум шау каждый мир шдадеш мажу ашвахец. О кушашуш яхкин зудри дахец. И мяллил уэкиегин бол и гурти и шабег и цакартин гохарн. Юкутин суавен. Дин Камилши, Шадик, мы это доказали, да, Путин действительно прав, мы такие и есть, мы это доказали по своей глупости, это по своей безграмотности. Идут сега, а хинцорша, вот эти боятся, потому что ночи сам Аллах, киетам чубайга, ночи диеш бюлурбу, ночи цана датас балуштурбу, ночи дунянчуа уважаемых илмег политик шцаница юкметик ниселмег кимег шей ночал эй дамег акарарша баларкур киегинаш бу юка они боятся этого, потому что церковь жуап дюрмаду. А им легче, лучше на этой волне, религиозной волне держать. И когда они придут к власти, они свободно будут себя управлять, да, ларбо, да, ложь Бог. А за кулисами они, как обычно, шей дюнеду, ашма будешь. Идут уж кюрш, бекшадик, цундель уж маюцан и бусул пачалка, если что, хинцам халаваца изменений, шхирёшо, хохола, в любом случае. Яқы изменения, шхирёк, дунянчуа, глобальное движение изменений. Мою юч. Россия хицлурду. И Россия даях кашчи, и уничтожить яшли уж сават. Просто имперский царь. И пал будет угрожать. Дари, так эмниш, мешца дитари. И дадуахкурду в любом случае. И сацуардолшду. Да ночи дахиец еши из хундельш, потому что ночи до сих пор шей маршрут и легче мабу шей нинел оккупации, да я каш, каюкш мабу. Им придется это сделать, им придется доказать свою действительно, свою демократию. И очень ценный гейт лишь дуинц кавычка был, лаской, буй хороший русский, придется доказать, потому что внешнее управление мою Россию хирюш в любом случае. А окар ялок цадичи укар окар иячо санкции даю реакцент ир а и санкции даться яхчи церк пачалк церк лахтуряц раскш церк кам кабур дат. А чтобы это все снять, чтобы дюнян сюкмети глилу, им это надо доказать. Тем не менее, за кулисами страховку мою его юч. Цундейл мабутан рекламировать беш. Мажуашиш, буй массуирга, ламайл, муса и эксперт по Чечне. Посечуану, жамбулати, это из шармаргинал шбол, шлилшвол. И так далее, Тумсу, который дал ма Бог, и дал ма Бог ночи чуя цаласон, кефирский, атеистический, демократический, Швеции, Мекшибошел, Тузики и так далее. Их для этого и рекламируют. Иш буцан цу ночи чуа, и ночи чуя, дахуечхенах, биешбеш. И это спасет и Темишевых, и Кутаевых, и так далее. Вот это спасет. Они плевать не хотели на исламское государство, на шариат и так далее. Но чтобы спасти свою шкуру, и сейчас Мелбин был и преступление за это все, чтобы не отвечать, им исламское государство, им для всех их выгодно.
قلتيغو ليش ميلسيغ دا ويقري هرش هر بيغمش ما شا ديك دينك هرش ما هر بيغمش هر بيغمش تسغل عاسقي اوتسوج او ياتو خير ما باتر هر شا ديك ده هر بيغمش ما مصو عرغو ليالرش Geçti için mak antoriza. Şimdi kabaça masit tuysa. Вина де вина и провокации шлелина и هم قاعديش и بيغديش и ديستابيليزاتي и شابل تركيا гош болбин بقونو شاركوتا واري ارتيمي شواري и так далее шаерш и белخش بين مايوش Şurada şayok da. شريعة ناقي Tens Welliče, pierut am dabelč, istica počalk belboš, kietam boš dah familijas, dok ja horiueg. خويل راوي تيران سقي تيران سوق Ale, ter hinti, pierut am dabelč, jimca, melgilla, halilini kullilinti, tek welni wawi, shul kent ist, dok familijas jaglur jatskoit, pierut am dabelč, I počalk kwal jerč bela boš, I kietam boš bolnach bais, familijas, dok jaglur jatskoit. I merš počalk kwal jerč khilš bolnach batis, familijas, liegi jezer jos gwokson. Dok jatske familijas, I ale jerters, dok jaglur uweg baras, familijas, I noch počalk bela boš kietam boš khilnach buitzer. Üç bağdık diç, hok jaleş yalk ezgbu. Dela üç inca dina bu tatberş, en dagger lilş berş inca din bu prosta. Zayş nal malal bu berş bu. Duqa berş, bala bella. Tjachit nishem ish dok kocher bu do halg bollish bu hint. Familijas ja dok batske halg bollish ma bay, ne da ko yosh serg tjachit er makhli usha. Ja halg bollish gal bollish, ne gal bel da ma bjudies mi halg bollish etzel familijas jatsko kietam bosh nachel. Wist. Da izam bando. Hallo bölers, gilat ap gialcht itiachta gilarush. Unger, seshitat baka, seshitat, jegar jelbi jatski familijas, jegar jelbi jatish sa. Dok jatskiš. Da isunro, shkhajiyo, khultigo, dudayo, ishtap gialchta gukush. Остальные все. Ну, лилом лел хирбуш, но не знаю, что аска хак бела боч, лелаш хирбуш, айер бел. Телрен шеш, лилаш дег, нис думач, полезно, идиот, ой царя. Лелаш хирбу, но жалеешь, дуй. Üç duk. Jaleş duk.
вроде бы все вот эти процессы, которые в мире происходят, как бы ход событий развернуты на война. И в итоге нас в упор нету как бы. Все какие-то беды, да, там, с вот этим Путиным Владимиром Владимировичем начинаются с 2008 года, оказывается. Det utser amerikanska да. Две русско-чеченские войны перепрыгивают и с двухнедельного русско-грузинского конфликта начинают лицемеры, трусы. Она вообще пятидневная война считается, но неважно, это не в укор там Грузии или кому-то, но как бы с вот этого конфликта вся история начинается где-то там. И поэтому мы не можем по сей день понять, что произошло в мире, потому что как есть разбор полетов не проводится. И понятно, почему он не проводится, потому что его проводить тоже инициировать некому и представлять некого, кто, скажем так, был бы стороной, на которой вот эта вот вся тема вот этих процессов, на которые обкатывалась, скажем так, или на которых применялась. Вот есть какие-то эти, да, там Коран, Сунну, которые устанавливают их. Поэтому и перепрыгивают. Вот все Хотя можно было бы заочно это признать, без очной ставки, без каких-то персон, на которых можно было бы ссылаться, да, как на часть какой-то среды, да, там, людской, в частности, чеченского народа, да, через кого можно было бы этот разбор полетов проводить. Ну вот, все равно, вот если его сейчас даже проводить, тогда нужно вот этот весь ИГИЛ, его как бы, скажем так, легализовывать. А с ИГИЛом никто не хочет, запутанно изюкать себя. Вот если бы наш народ сейчас был бы готов, часть общества, гражданского общества, вот политическая среда, да, вот то, что мы пытаемся докричаться там. Если бы мы были бы вот готовы там на какие-то контакты или на какие-то содействия, да, вот это разбору этих полетов, то это можно было бы уже давно провести, инициировать. А пока этого мы как бы не сформированы, то все вот перепрыгивают через это. Все хотят перепрыгнуть. Да, Джохар Дудаев, потом там полная пустота, и потом 2008 год. А вот как говнюки, вот Мартин единственное, по-честному здесь высказался, что вы этих говнюков привели во власть. Поэтому я с ним согласился. Но только это мы все вместе сделали. Да, как бы мы были этим плацдармом для этого, но это содействие с подачи мировой общественности, которая не заняла позицию права, не заняла позицию демократического вот этого мира, да, который они декларируют, вот, за которым они стоят, скажем так, стражем которого являются вот, цивилизованные страны, являются стражем демократии, демократического мира, вот этого.
они не выполнили свою вот... Понятно, там сейчас можно отговорки искать, там не были информированы там и так далее. Да, русские конкретно провели работу, то есть западному миру, цивилизованным странам, они нас преподносили сепаратистами, бандюгами, там, экстремистами, а потом уже во Вторую войну исламистами и террористами. А нам они втюхивали, что западный, и втюхивают по сей день, что западный мир это там ваши враги, это они все затеяли, они там стоят за Россией, они там управляют и всеми бедами вашими являются, они это самые подлые и так далее. То есть вот до того вот это хитрое, такая хитрый сценарий, да, который они применяют, нам они Запад против нас они против Запада настраивают, преподнося его вражеским, негативным, там, короче, враждебным для нас. А нас им преподносят как вот там, неадекватными там, террористами, исламистами, и у них это получается, потому что вот в нашей среде будулачество это доказывает. И вот получается так, что и нас вот так вот преподнесли они, и нам вот этих преподнесли, чтобы мы, короче, там действительно как бы враждебно, вот если здесь на площадках вот этих интернет, вот этого пространства ты начинаешь говорить с некоторыми представителями, в частности, у которых отклонение головного мозга, ислам головного мозга, там, исламизм головного мозга, ваххабизм головного мозга. Вот они вообще враждебно как бы проявляют вражду Западу, Америке в частности. И когда ты начинаешь пытаться его заставить обосновать свою такую позицию, они начинают путать вот этих объяснениях, полностью путаются и не могут тебе четко, внятно, короче, вот такую свою позицию, скажем так, обосновать, и начинают ссылаться на кафиры, мафиры в итоге. То есть и ты понимаешь, что это просто жертва, короче, пропаганды, которая вот не может обосновать свою позицию и чисто цитирует вот это слоями наложенное там годами, короче, в его голове вот это ОРТ, короче, всякими этими помойками информационными, вот это вот отходы вот эти русской пропаганды. Короче, вот так сложно это все работает. То есть вот и эти нас вот так преподносят, и нам, короче, этих вот так, и сами как бы от этого выигрывают, да, там. Marshall, Marshall. Ибраим Мухайлара, короче, Советский Союз головного мозга. Sie ist froh, dass sie den Spaziergang gemacht hat. Nicht spazieren, es ist schon Abend, wir sind schon zu Hause. Veteran, Ruhig bleiben. Sturmtauschball, немецкий Mordmal. Wie ist schon schwach. Na, нормально, даризам аудиоис қиетарулш, кучуа ца олах, қиуат соуэлуэртер. И муатқи ама цаам, уже вис ноксос мирица динцунц. О, немциш, ца камялдешхена, ца нет-иш, ца элгэрчхена. Кузавол мелхан ё элчи, да эл яхич холяу.
Nu, kurš cilvēks ir lielas dikan nelsos, ja, datse jõrs ärhul liil, nitse työ mettä akso, otsua valsukso mettä. Taan uudua, taan nää uhtse, eli siellä nää uhtse, eli suukin уже экзаменiste хочу valsukso, уже liil, nitse työ mettä asukso, valsukso. إذا من بعدك دي إذا عامو تا دقشوا تا جيلاني يلا جيما جيلاني يلا تانا شكولي تليل شيغا عامورت يوتيوب جوا مسنا دوخ уроك سايت شاي جيما يوت جوا يوغر بلغات أنا بلغاخلش تاخذ بشيدك كربرزي دائم يدشنش خش يوخا دائم يش خش كورتو حالوتي داتشت ميال قيت والله تاك شكولي عامولش سيرونا تاك إيرديلش وديت لقوني عامنش Зато насчет политики, Кэр, и экзаменом дали ронас ветеран. На отлично. Что за письмо да it нехай он шеш дор интервью и челас киатуется дел да бисиш. Короче, закон сдиг мел тех шхилар бахандолш. Чаквелирс, на отлично, но языковый, да, это ноль лук, ноль. تكتغل شخل غولي عبوش تغل شدات دي غاز خيموت تغون هاي تشوخانو أسبيتس الخل غولغان سنو لير دي شدشنش كرتشول دات يا أسقموات نسونين تتغى سيداغر يا جوك إزقب شات دينا غاسقشت سون بعدك ديش سون حلقتا يا أخي تري Ахинца даже я горжусь, что я не знаю русский язык отлично, и хама безари целарн даже гордится доказ. Халов дурак яхиеч дат, сай мостарчин мостсайн целар бош яхиеч ливер. وقع مثل دوك دوي مثل موضوعنا جمولشنا هوير مثل دوي هوير جمولشنا آمينة بليات تنساني خيشر باتردو وقلشنا آموشنا ها شدات دو يول حيوش دو شد ثاني خيشر باتردو فأرمع سويخ لوسو شنشرا أشبوت بوتك دوي قلك تانوخ чего ثاني شنشرا почти سويخ لوسو Горячо должна. Тут с Россией лилвар, но 93 год да все под замок до нас хабить на вас когда у нас. Если Allah да тебе видишь. Дела от мажуашил вежриш нам хайоны без акцента наизусть. А хабех вот начнем давай. Стяни общаться, мадота, Наташа общаться, да? Ислам дождешь. Да, Наташа, ахмел двое, курс матери. Да, начнем с тузика. Четко на русском говорит, четко. Ломая возьмем, четко на русском говорит. Этого Белакиева возьмем, четко на русском говорит. Жамбулата Сулейманова возьмем, четко на русском. Тамшином душани дуям бусу бежри, четко ласки матхуш, буока. Демократ убош, лилшус, аудал вообще ласки матап, амел децауш.
تيمشوا ندى استقدون مراد. ها؟ اسم خليته فات. شو дагдон, я сейчас говорю на понятном человеческом русском языке, а эти, короче, там меня не понимают на колхозном, чеченском там. إقامل ديش زميت الدين السنيق يرحد يحقن دري إقامل هنز يعني знают شين خوش ديش دري شا дебил خلري тер дيش درسون цаи. Я вам на человеческом, на русском языке объяснил Богцу, но вы этого не понимаете, поэтому я буду говорить на колхозном, на чеченском Богцу, халитовс. Мухьечно. يقول لي يا بيتا ديشتي حسن بيتا مش كوش اختي ايش образованный سكرت وين يحكي عم بويش امي يا تيجا образованный خلال مداتي антитеррор. Хинц русский язык адми мохт бубохцу нохчи колхозный, дебильный мохт бубохцу, да? Я не знаю точно, ша худуется уж дучдерцу или ша дебил хиларитер, ша уюется цауш элдер. дебил хиларитер, дуч, тут и прикол. Да. И хайдук скорее всего. И дуйте ламадац. أدمي ما تعاس قيمة أمي أو دينير شوش يختصق يتشا إنز ديبيلني ما تع نوخشي موت بيوتر بوشو يكبر نوخشي موت ديبيلني موت بو غاسق موت أدمي موت بو بوغدر قسني تيمشا وندين одной крови хербуешь, поэтому ласки мочер бючок, тердукция, не знаю, но что-то совпадение, не думаю. Иша был бородачиш, бахцин, сваховщин, аж был эксперты, почич, не и так далее, дон. Шер без акцента, не ласки мот, бючцер, на школе ама бин эрбер болшсан. Там короче, рисковать. Лещи цик шалился, хоршей, нормально, филологически. Я милуар ломаев, наша по России, один палаточный городок, что нормально, диясия, что окей. Инсам бадик деч, что маджахеч, что Багдадин, ты олк исполнил. А хорошо, олк дина. Просто Хасан Цанашт. يقولوا ليش انا учиться не докетё. هذا بعض دوتر تديش. ديشك ولا تديشك ولا باش يقدر نشيج عشو. ما دوق دوتا وي اتن دوتا وي ملوار. جنبولتا دوتا وي أستريرتا. مسلم ويرتون وانا. Блин, Сайхан Музаев. Сайхан Музаев. Ши институт яқыну. Алпака лиел шатана. Затем ши тапалки егош. Тана уола лиел шадат. лиел шайна. Та филологический, та религиозный ши яқыну. Так что, аллатам. Инскуза политологический яқ. Полностью эрвазу. Решук дiyеш. Бама бе Ленинс бер. Дел да тхадас амбер дiyеш дохку ирва. Лаца дюр ксо цаиq алдол шубеч. Дел да берк дохку ирва ган дiyеш. Но цақиет қой кеги долшдан. Sunday lama wari tuzi kari shay diasha ajni rasq mot büyüç lilş buk. Твердикстаннан büt Твердикстан. Почувствуешь это? Ты не почувствуешь на машине этого мотора между ногами? Ты этого не почувствуешь?
Почувствуешь этого драйва. غاز كمواتخا ديكخا شيلا يا كوتش وان ما ترتن إسلام كديرو оказывается مش باني هو حاجة Давалат, он ислам кочется он, мыж, это все спектакль. Им именно борода рекламировать специально ин спектакль мой. Именно чтобы все... Да, он гебнюкиш сурт подкинут, дендал сурт генеонца, типа Тузик во время, когда его бороду там проверяли на посту, короче. Представь именно Цухайнац, она сурт лехкан, короче. Юх, издалека, движение, гуш, хрен поймет, что там и кто. Короче, как бы доказательства. Представь, а вы лошары там, мы отдыхаем, а вы лошары там сидите, бля, бож. Байкерах, шмакой, брат. Тут отдыхают настоящие ребята, цабат, мужики. Шмаков, брат, уж представь, где контртеррористические операции на весь народ объявить, шайнхак, контртеррористические операции объявить, махка. Адми мял бакон, адам настрахе, чур эрда, лацадуаш, на каждом шагу. Съецавяш, не считая там зачистки и так далее. И мелью связь от ночи, от электронных, мелдеш дол, камел прослушк, шай кераюл шел, начальники, замхил дол, тузик. Гармачо специалист халвез везет, что именно выбрать. Хер мажт ирлец. Кы маж хилац алак, цу ночи, хокин мажлец, дат. Их потом наивные чеченцы в Европе начинают думать, лия, ажа отцул кирми долцуц, отцул от бюрч, от умш, мажд ирле, цуну один и мажд ацаяк. Европе хави нaqi отцул хал долшя, отцул от мажд я чаквелу, اسموخ цалиелирер иал, яхибюлш, да, цнохчи. Ich bin bola, ma boys. Мажд ирлецер. Шмако рез херуйти ар мажд ирлеч. Не, что просто гон, тала шул дикрас, каматра, шула густой мажью, шула густой мещу, ин злисина, я что просто тала лошок машяню, хастоуш. Тала лошок просто. Миллион евро ду. توقع ستل حماتلوتيا زربلات حماتلوتيا بوش زربلاتي زربلاتي قوزا страдать лишь аж дуканчи миллион евро в кармане 230 223 мерс парень гуляет дон шмаков плюс еще брат мусульманин короче ишталдук. Да, целая лохтхук. Завидуем мы Тузику. Кайф, ошуй, ошуат. Бусал буй, о бусал. Ну ошуат, оша акид нисел чунаху. Шмаков, ошуй, Шмаков, наш брат мусульманин. Это никакой там не ГРУшник. Это наш брат мусульманин. Чуама, И на второй день камел мадуцу таган и информации нахалил, что Тузик был замом Шмакова. И на следующий день Тузик он садится и Шмаков простой русский парень, наш брат мусульманин, Оли, да? И братья мусульмане. Ух, я, Оли, докса, успокоиться, да так. отмазаться, дину и лакса. Да, ишташук джамаат. Короче, завидовать Мадия Тузикан.
просто анел нахет хуза. Ишишт аиха беш. 10 лет герза учишт. Ин. Все равно так бал хиетах сунта. Хал хиетар йол ситуация цано хокунахар штат. Короче, шизофрения, му худалурдувай. Жим штахиет тамегта. Долхола жим киетам чу дах хайжна самообразоваться, да хайжна жим дия хасиеха. Подряд шадик штахават деш. Просто васалат боше. Игазам хой чудахеч. Полностью. Шилергишта. Wallah дин, короче. Вообще, таган на TikTok егош сел, он таган отчурся придурк шет. Олег, аксо все-таки, что халх бэцер, понятно, что халх с TikTok шется, но наверное, ну калилш, общается, вещь, и придурк шет, дух яцер. Инца что-то там все-таки про возможность свинец кали найти он газ решил шех кухсоца что-то там придурковато ухо что духа бух. Наркотикшни таблеткшни оцуманшт эгоюшин дукна мабуй Ибраим зудри мялдук бухаyon героин эгоюшни таблеток сок Европе авали 2010 год я даже я помню ночью молодой зудберш жалкиети галиюка жалкиети шашули лёца зудберш даркой инс мялдук ирбуш и придурк шук дукаерш шо галмадех кной хал так наха إقيرة موينت إعلاش بولشينا إت أمغي أتمنغي تعق بلشاني بوشو أليلي تشيد مجمعش عينا دقة تعلق دو تديش أدعيشاني بوش أتمنت إتاينا أدعينا но это не помогло. Сегодня это не помогает. Моя хата с краю тоже не помогает. Халали ваш Украине чокуш. Ишт сагат деш бухин шей берш. Каждый ник шей нарикач мегакион бош. Вая чурши давигин чокуасин утиг. تا سبيرو ني داويجينو وجيت تا مسيت بوت بلاقي خانيات تقاشو قاچ زول إذا دعوة عن تيجو قاسنا ويشور ايوه تولتا تروبالوش وحوشي اوكرايني مو бел самолядинек мو тиг мو балней туда как будто бы тягаться хуяч должен сам дать понятно да Эхчен дуается трубалёчи тиг табуюхум шейтиг давиошо ушам шабештиг да бегин от украинче кайвахил сутя ну вообще не по теме был нахбаться как будто бы и сторона и очень самолядин почему тогур чуялся казах почему чеченцы самолядин с русскими вместе туда-сюда воюют. На казах, который у себя в государстве сидит, короче, и у него русские там военные порешали, короче, их вот это там всякие митинги, которые там восстания какие-то происходили. И этот сидит и говорит, почему вы чеченцы? Потому что вы, казахи, сказали, что мы внутреннее дело Российской Федерации. Передавали нас России. И казахи, и все постсоветские вот эти вот страны, и даже европейские страны. Вы все, еще раз я повторяюсь, кто не в курсе, просто пользуясь случаем, да, всем миром, чеченцам, доказали, что в мире не существует демократии, справедливости, свободы слова и какого-либо права.
всем миром, также чеченцам доказывали, например, доказывали и доказывают. Вот, то, что я сейчас ранее перечислил, доказывали и доказывают уже вот на протяжении 30 лет минимум. 30 с лишним лет. Всем чеченцам доказали, что они должны слушаться русских и являются личной собственностью русских, личным внутренним делом русской вот этой федерации. Провокация. Паша, именно чеченцам, нахуя этого... Да. Подожди, сейчас поднимешься, подожди. Вот это всем миром и Казахстан, и Украина, и Запад, и Америка, и все, кто-то своими содействием, кто-то своим молчаливым согласием доказал и доказывает по сей день чеченскому народу, что в мире нет справедливости, что в мире нет демократии, что в мире нет ни свободы самоопределения, ни свободы выбора там действия, никакой воли народа, скажем так, выбора народа, и что чеченцы являются внутренним делом, личной собственностью русских, и что они должны сидеть, молчать и выполнять законы, которые им декларируют русские. Все, вот это надо понять всем. Теперь, если какой-то чеченец, если вы увидели какого-то чеченца, как русские гонят в Украину воевать, в Грузию куда-то воевать гонят, там, в Сирию будет это, в ЧВК Вагнер, там, в Африке где-то будет это даже вот в Центральной Азии, Средней Азии, вот этих странах, да, где бы то это ни было, зачем потом задаете вы, люди, алло, 29-й, там слышно меня? Зачем вы потом задаете вопросы, почему чеченцы там вместе с Россией там туда-сюда где-то воюют, что-то делают? Этот вопрос не к нам, это вопрос к нам, уважаемые мировое сообщество. Этот вопрос к вам от нас. Почему вы нас вот так вот заставили воевать в русских отрядах против вас? Почему вы это сделали? Это же вопрос, наоборот, наш вопрос к вам. Зачем вы сделали чеченцев патронами в русской обойме? Зачем вы это сделали? Вот этот вопрос как раз-таки ко всей мировой общественности. Все. Это вообще к нам. Представь, вот ты взял, запихал куда-то в обойму какого-то там бандита, террориста, ублюдка, короче. Сам патроны туда засунул, и потом, когда он стреляет, этот ублюдок, пытаешься поймать эти пули, эти патроны и поругать их. Почему вот ты, пуля, короче, летишь в меня? Да вы сами туда это все... Вот это нужно понять каким-то образом. Какой чеченец хотел стать под русским? Да, вон Темишев какие-то вот эти, кто там еще, Хасбулатовы, Хаджиев там, я не знаю, какие-то группа какая-то людей вот этих, манкуртов, да, такие тоже там были, ну, немного там, кадырки вот эти. Кадырка, кстати, тоже не хотел быть под русским изначально. Во всяком случае, мы вот так видели это. Хотя там говорят, что его папа, он по кличке Адам с давних пор КГБшник. Ну, это более правдоподобно, потому что в Бухаре там он бы не Советский Союз его туда не послал бы учиться там исламскому делу. Ну, я что хочу сказать, вот вокруг Кадырова, кадырки какие-то, они тоже в большинстве своем не хотели быть кадырками под русскими. Они не хотели, но им сказали, нет, это неправильно то, что вы делаете, им сказали. Самое правильное, самое, как бы, по закону, самое достойное, самое честное, самое, короче, ценное, духовное, я не знаю,
То есть истина это быть под русскими вам, чеченцам, потому что по-другому вы бандиты, если вы не под русскими. Я вот, может, я какими-то другими словами это говорю, но я ничего не преувеличиваю. Друзья, вот кто слышит это, будет слушать. Вот это как есть. Можете другие слова применить, но вот сам посыл, он вот такой. То есть нам доказали, объяснили всем миром, что мы... Другой вопрос. Как им удалось, как они мир заставили, короче, вот так вот всему миру вот повести себя так, почему это случилось. Это другой вопрос. Это темы, которые мы здесь рассуждаем, пытаемся их тоже понять, пытаемся во всем этом извлечь из этого уроки, выяснить, насколько самих проблема самих чеченцев, насколько проблема вот этого мировой общественности, насколько проблема русских там во всей этой ситуации. Это другой вопрос. Но как бы то, что бы этому не предшествовало, как бы и что там не было, факт остается фактом, что нам, всем миром, без разницы, включая арабские страны, это как раз одни из самых первых, ближневосточные, арабские, там вот эти вот страны исламского мира, самые первые, они нам начали доказывать, что мы должны быть под русским сапогом внутренним делом России. То есть там, за исключением вот там каких-то моментов, да, вот в самом начале там представители Израиля высказались, чтобы остановили войну в Чечне, чтобы вывели войска, ну, чтобы прекратили, короче, военные действия. И еще были какие-то там политики, личности, там Америка заявляла, чтобы эту проблему решили малой кровью, например. То есть какие-то вот такие моменты были. Но это как на каком-то отрезке. В целом, все равно всем миром доказали чеченцам, что мы есть внутреннее, и что пытаться вылезти из-под русских – это зло, и что согласиться с тем, что мы являемся собственностью русских, что мы внутреннее дело русских, это есть добро, что это есть сторона истины, сторона правды. Вот и все. Вот нам вот это доказать. Еще продолжают все еще доказывать. Если не так, если я не прав, киньте в меня камень, можете в меня камень швырнуть. Да, там. Пожалуйста, я даю себе по башке камнем. Ты прав, я согласен, поддерживаю, но наравне с ними виноваты тоже наши эксперты с бородами, которые везде шарили. Да, это я же сказал, что эта тема, это тема, которую тоже нужно обсуждать. Но вот это нужно зафиксировать, что бы там не предшествовало этому, в конечном итоге нам всем миром нам сказали, что вы внутреннее дело русских. После этого какие-то претензии, почему вы с русскими где-то там воюете, вместе с ними против кого-то, это уже, вы меня извините, это лицемерие или вообще сотый какой-то, левел 100, да? Не то, что лицемерие, а, я не знаю, шизофрения или как это можно назвать. Лицемерие, это 100% лицемерие. Я что хотел сказать? Эти бородатые эксперты, им как это сказать, дали повод это говорить, потому что везде эти эксперты бородатые, Кадыров. Понимаешь? Поэтому они начали говорить, почему сегодня чеченцы воюют за Россию, почему кадыровцы, потому что вы тоже были этими кадыровцами всегда.
некоторые украинцы, я не скажу все, некоторые украинцы, которые упрекают нас в этом, вы тоже были до 22 года этими кадыровцами. Тут ничего удивительного нету. Кадыров встречался с нынешними украинскими вот спортсменами, которые сейчас политики. Я сейчас уважаю, да, я понимаю, что человек, он может ошибаться, и потом он может как бы понять ситуацию происходившую. Но факт остается фактом. Вот эти вот нынешние политики, там, братья Ключко, они с Кадыркой сидят. Нас тогда мочат в сортирах русские. Нас по всей Европе там раскидали. Там, кстати, кто успел соскочить, это вообще-то во время войн ни один чеченец никуда в Европу никуда не уезжал. Это уже после того, ну, там были некоторые исключения. А вот массово чеченцы в Европу попали только после того, как война закончилась. Война имеется в виду вот сопротивление русским. И когда они полностью захватили уже нашу территорию, тогда только люди массово начали уезжать оттуда. Мурат, да, извиняюсь. Да, я вот, мысль потерял. Я извиняюсь, да, я думал закончил. Хотел насчет этого. Европу массово, это чеченцы, ты говоришь. Не, ну ты больше про лицемерие говорил, как бы, да. Я просто хотел к этому тоже подключиться. Вот, кстати, к вот этим, вот сюда заходят, вот как Мурат говорит, что вы там кадыровцы. Вот про Украину, да, там, то, что там Ключко, Зеленский, кстати, на сцене в Москве, там, в российских городах, веселил Путина того же, да? Но вот, он когда... даже извинялся перед Кадыровым. Да, даже когда прикол сделал с Кадырова, потом Кадыров там начал дергаться, он там прилюдно, принес свои извинения перед ним. Хотя там извинения вообще не нужно. Зеленский политическое лицо. Это извинение, оно было неуместно, потому что он сделал с него прикол, где Кадыров ноет, стоит, и там голос вставлен какого-то совкового вот этого старика, да, который там Ленина свалили, там памятник стоит, плачет, И этот голос там Кадырке подставили, Зеленский, они его закинули. И потом он начал извиняться, и свое извинение обосновал тем, что Кадырка плакал за своего папу, поэтому я, приношу свои искренние... А Кадырка там не за папу плачет вообще, Кадырка там плачет за этих, которые... там исламисты всякие, там, сторона сопротивления, да, которая существующая, она, вот, видите ли, называет всяких вот этих религиозных деятелей, которые были еще в старые времена, да, там, всяких вот этих, там, КГБшниками, стукачами. И там он сидит, ноет, и, я вам туда-сюда, сволочи, они вот так вот называют там. То есть там вообще не по теме было извинения. Да пошел ты, надо было его оставить тогда. Я что хочу сказать, вот дополнить, да, тому, что Мурат говорит. Все вот этому содействовали. И мне вообще прикольно, когда наши соседи, да, которые вот под русскими сейчас находятся, наши соседи и вообще вот в России кто находится, коренные народы России. Мы никакие не коренные, а вот эти народы, они коренные народы России, потому что они себя... потому что эти народы себя позиционируют таковыми. И вот эти коренные народы России, когда нам пытаются там что-то сказать, вы там с кадыровцами, вы за независимость были, а теперь вы там с кадыровцами, туда, то есть с русскими. То есть люди, которые без единого, вообще без какой-то либо там какой-то, я не знаю, военная ситуация, я не знаю, даже какой-то митинг, который не провели, мы там против, там российской вот этой империи, против вот это, то есть люди, которые вообще никакого сопротивления, ничего, без единого выстрела вот стали россиянами, да, незаконно, кстати, потому что Советский Союз, когда развалился,
там народы могли самоопределяться. Ну, естественно, вот этот был подписан федеративный договор, и да, в итоге все как бы вошли в эту тему. Без единого вообще пистончик или хлопушку не лопнули там, да, или какой-то этот бенгальский огонь даже не поджег никто, вот все как бы сразу же склонились к этому. И вот эти люди стоят там, кадыровцы, да вы еще тогда кадыровцы с этих времен. Вы вот все, кто в России там, вы давным-давно кадыровцы сразу с момента развала Советского Союза. Я извиняюсь, что микрофон слишком занят. Я вас перебью на секунду, если могу сказать. В большинстве случаев как раз-таки эти люди романтизировали этот образ своими мемасами и своими картинками. Да, просто не надо упрекать чеченский народ, потому что маленький чеченский народ противостоял этой огромной империи. Один противостоял, когда вы все лицемеры, трусы и продажные, когда вы с ними вели свою политику, бизнес и так далее. Чеченский народ один. Поэтому среди чеченцев сегодня с вашей помощью появились и кадыровцы, и мудыровцы, потому что чеченцам нужно как-нибудь выжить на этой земле. Мы знаем, что у нас сейчас, какое у нас сейчас положение. Тот, кто упрекает нас, что у вас кадыровцы, что вы за Россию сегодня, что ты сделал, чтобы мы сегодня не воевали за Россию? Что ты сделал? Ни хрена ты не сделал. Когда мы воевали, вернее, не воевали, а противостояли, защищались, ты дружил с этой империей. Меня тогда еще не было. Не, я не тебе говорю, я тех, кто упрекает нас. Что он сделал, я образно говорю. Что ты сделал, чтобы такого не было среди нас? Что ты сделал? Ничего ты не сделал. Поэтому из-за того, что ты ничего не сделал, сегодня Украине убивают, и не дай бог в других местах. И весь мир сегодня страдает именно из-за того, что ты молчал, когда нас убивали. Это Россия, когда нас убивала. Так что не надо нас никому упрекать, потому что мы за весь этот мир боролись за эту свободу. Но у нас не получилось, потому что у нас нету таких возможностей и сил. Просто обидно. И я виню, что эти будулаки, которые везде суют свой дебильный нос и говорят: Кадыров, Кадыров, Кадыров. Вот они дали повод этим людям говорить сегодня, упрекать нас. Если бы они где нужно на свое место ставили бы вот таких людей, то сегодня эти разговоры не были бы насчет Кадыровых и Мудыровых. Мурад, Ибрагим, Астра, Лазик и Ганнибал. Ну, ника последнего человека не могу причесть. Шалом. Так, сейчас подпишусь на вас. Погодите, такой вопрос, в принципе. Почему, по сути, ну, я не говорю, что у нас этого нет в Украине. Почему, по сути, там такой момент был, что власть унаследовал сын? Ну, именно Кадыров. Почему, ну, чем было это обусловлено? Потому что был удобен Путин. Он был удобен Хотением России, да. Император России. Да. Отец его еще как бы был такой, еще, как бы не был предателем, но он мог бы где-то там, тут, где-то подножку можешь устроить и так далее. А тут вот такое бегает там у тебя по улице. Он тут более удобен. Он не просто... Но тут Путин немножко даже и ошибся. Он немножко ошибся, потому что этот оказался как бы не просто дурной, так он оказался еще сумасшедший, как бы, да, за своим языком не следит. Здесь как бы Путин немножко как бы дал слабину, но в конце концов только по той причине.
Ну, как я это вижу. Там люди умные не нужны, на чем с этого. Там не нужны умные люди. Это такое. Во-первых, Путин, как говорят, вот как рассказывают, секундочку, извини, я договорю, как говорят Путин, я в это немножко верю, как бы, да, то, что он не любит предателей в свою сторону, скажем так, да. И в этом он увидел такого, а там же самый такой буйный регион получается, как бы самый такой, ну, любители свободы и так далее. И там это было неудобно. Он посмотрел на этого, как на самого такого, ну, вот, давай лучше, говорит, я полоумного, говорит, себе поставлю, как бы, буду конфетки там выдавать периодически. И все, он будет делать то, что я говорю. А этот может где-то там еще где-то на меня гавкнуть. А оказалось немножко по-другому, как бы, да. Этот гавкает только потому, что он полоумный, и все. И то, что он там устраивает вот эти вот извинения, как бы, да, его же этим политикам, такое вот русским политикам, да, ты извинись, как бы. Ну, Путин уже сейчас безвыходное положение. Он говорит, ну, сумасшедший, ну, хрен с ним. Ну, сейчас остальные все думают, что он сумасшедший, как бы, да, и пускай там себе гавкает, пускай, может, и так подумает, что он просто сумасшедший, поэтому гавкает, как бы, но всего лишь он меня боится. Но все равно он меня боится, имеется в виду. И все, он же говорит, я пехотинец Путина, пускай все это вспоминают, как бы, все, пускай лает себе. Просто, ну, я знаю, что... О, говорите. Это мое мнение, я свое мнение высказал. Окей, я скажу вам это, извините, сейчас. Просто такая тема. Я-то знаю, что как бы у нас с этим проблема в Украине, что у нас олигархические группировки были очень долго, и сейчас они существуют. Вот у вас, они никуда не делись у вас. Ну, я да, хотел как раз, вот, когда Ибраим говорил, я хотел вмешаться, как бы, добавить пару вещей там. У вас лес ваш продается нормально через Россию, как бы, и, ну, как бы и продается. Ну, допустим, вот у меня друг, неважно, не друг, ну, я знаю людей, которые занимаются, допустим, деревом, да, привозом дерева. И вот Украина вот сейчас недавно там упрекала нас в том, что мы купили какое-то ворованное зерно с оккупированных территорий. Я вот был на каком-то украинском стриме. Я говорю, ребята, стоп, послушайте. Хорошо, тут узнали, что это оккупированная территория. Как бы в конце сказали, что не хотим покупать это и все такое. Вы там нам рассказали, что это с оккупированной территории. А как насчет всего остального? Как бы, то, что... И оно может продаваться через Россию. Как бы. Это у вас внутри продает кто-то. Как бы лес-то ваш. Он проходит через Россию, как бы, и попадает, допустим, в Израиль. А кому претензии, я не понял. Я-то приехал в Россию покупать. Я не приехал в Украину покупать. Но в конце, ну, до меня дошли слухи, что оказывается, что лес-то украинский. Как бы, ну, это получается, что украинец продает россиянам, как бы, да, и он доходит, допустим, до Израиля. Ко мне даже приходить претензии, или кому даже приходить претензии? Или к украинцу? Ну, по сути, там как бы, да, есть лобби, есть свои целые группировки. Я не знаю лобби, как бы, меня это не касается. Мне нужен лес. Не об этом. Мне нужно дерево. Где я выкуплю это? У нас есть частные компании, которые этим занимаются. Это сугубо личное их дело, как бы. Они хотят купить подешевле, да. У китайцев российский лес купишь дешевле. У китайцев куплю российский лес. Ну, хорошо, но с китайцами, скорее всего, этот человек не работает. Неважно, да. Разговор о лицемерии, как бы, да. Нас здесь, я, допустим, израильтян упрекают в том, что, вы купили зерно. Мы там, не знаю, там, я уже эту питу съел, как бы, да. Я же привожу, как бы, пример того, что, да, у нас не лучше, но, как бы, странно Нет, вообще. ну, что вы понимали, да, вот с этими боритесь, наверное, если потом не предъявляли претензии к тому покупателю, понимаешь, в чем дело? Покупатель купил, опять же, что купил, и то, что надо было, ему он купил. Неважно, где бы он не купил это, как бы, да. Никто ему не рассказал, что это, допустим, с оккупированных территорий. Ему насрать, с каких это территорий. Он аполитичный. Он бизнесмен. Он приходит, покупает и продает. Это мой бизнес. Все. А если я не аполитичный... Можно один момент. Я помню момент, когда с оккупированной территории Украина покупала уголь. С этого Донбасса, Луганска. Уголь покупала. Вообще в открытую. Нет, там одно условие, там было другое. Там. Эти все ТЭЦ были настроены на этот уголь. Они пытались там завести там с Африки где-то, еще куда-то, откуда-то привезти уголь. Он не горел. Им нужен был вот этот вот, как его там, качественный, нормальный уголь, который тепло дает. Нормально, это донецкий уголь нужен был.
Они оттуда его получали. Поэтому там причина была, это как бы, эта территория как бы захвачена на России, но они платили налоги, все платили в бюджет Украины, те предприятия, которые там находились. Это при Порошенке было, да, они вынуждены были делать это, потому что взять такой уголь негде было им. Да, у нас, я вам расскажу такую историю. Чтобы претензий к евреям к никому не было, нужно что сделать? Правильно, эмбарго. Полное эмбарго. Да, чтобы Россия начала заниматься самоедством. Но опасность в чем, как предупреждал миллион первый Джагар Дудаев, когда она начнет заниматься самоедством, народы, которые находятся по колониальной зависимости России, будут с более жестокостью истязаемы. Так что, мы держим всю экономику, получается, вендетта России? Если мы перестанем покупать все, Россия сдастся? Это Путин еврей. Ну, это то, что он еврей. Ты тоже еврей, братан, да. Поэтому мы с тобой нормально общаемся. Причем и с одним другому. Не, эмбарго вы тоже должны вводить, получать, зная, какие корабли. Да. Короче, я просто не совсем понимаю, как бы, мы избраны или не избраны. Тут давайте уже решим это. Подожди, вы тоже должны в этом эмбарго участвовать должны. Если хотите, чтобы Россия окончательно поняла, что она не то делает, нужно всем участвовать. Развитым и цивилизованным странам участвовать в этом эмбарго. Помогать должны в этом. Да, эмбарго присутствует. Опять же, отказались от этой муки тоже. Тут разговор о другом. Разговор о лицемерии, о этих двойных стандартах. Как бы, да. Вам нужно на мусульман молиться. Вас избранными сделали мусульмане. Ну, это на мусульман молиться нелогично, это нелогично. Мы себя раньше сделали избранными. Чем мне на них молиться? Как ты считаешь, именно Арабские Эмираты, они станут в теории новой сверхдержавы именно каким-то игроком уровня Китая или чего-то подобного? Или они уже... Они на уровне, они сейчас находятся на уровне как бы именно чисто тупо арабского мира. А именно международного такого, как бы, ну, это чисто Америка. Америка почему? По какой причине? Потому что вот эти нефть и так далее. Все это только на этом уровне. Они на политику играют только через свои вот эти вот полезные ископаемые, скажем, да, вот то, что здесь находится на Ближнем Востоке. Все, ну и это семейство, чтобы ты понимал, что вот эти все Арабские Эмираты, как бы, да, вот это чисто племена какие-то, племена, а остальные, которые приезжают туда, вот те арабы, которые проживающие на другом, ну, на всем Ближнем Востоке, это чисто ихние рабы, это монархия, это что у тебя там Катар, допустим, что саудиты. Как правильно называть, извини, что перебил, именно форму Арабских Эмиратов, как это называется? Форма Арабских Эмиратов? Монархии, я имею в виду, форма монархии. Ну, есть вот курейшиты, есть те. Ну, курейшиты – это прямые потомки, допустим, пророка Мухаммада. Поэтому арабы там им поклоняются. Халифы, рабы. Да, остальные рабы. 25 тысяч голов ездят на 500 миллиарда голов. Ну, как-то так получается, как Виден сказал, да. Ну, их побольше будет, как бы, да. Ну, у тебя, получается, там, возьмем тот же Катар, там, по-моему, там проживает, ну, официально проживает, опять же, вся монархическая вот эта их династия, там, не знаю, сколько там, 500 000, ну, они-то все потомки, чьих-то потомков и так далее. А дальше там еще живут арабы, как бы, у них даже паспортов нет, они просто проживают, как их там рабочие, как рабы их. Они, в принципе, своих же, получается, арабов сделали рабов. И те им платят не джитсу, но они там могут, там, не знаю, сдохнуть там же, где они строят вот эти вот самые высокие здания и так далее. Они могут их там внизу где-то похоронить, потому что кто-то устал просто, приехал поспать, и на него там бетон залили. Осуждаю. Ну, чтобы ты понимал, как вообще среди них внутри в семье это происходит. И все при этом они арабы. Ну, у этого история какая-то там, не знаю, от пророка Мухаммада идет, у этого история Погодите. От какого-то халифа идет, короче, и так далее, да, вот. И они так строят свои вот эти монархические системы. Я придумал самый лучший вопрос. Тут нужно ссылаться, 1 глава, родословная пророка Сахих аль-Бухари. В этом хадисе
прямо пророк восхваляет, сначала примазывается, подлизывается евреям вначале, сыны Израиля там упоминаются, потом уже переходит аккуратно на курайшитов, хуйшемитов и говорит, что Аллах меня избрал вот из этих, вот эти крутые чуваки. Да. И вот эти коренными зубами держаться мы прямо передаем посланнику Аллаха и курайшитам, и хуйшемитам. Мандата, к тебе вопрос. Ты же изучал эту тему. Скажи, есть ли момент Габсбург момент во всей этой теме с арабскими монархиями? Как? Габсбург момент вот этот вот. Как раз таки вот эта вся верхушка на всех этих полумиллиардах рабах сидит именно из-за этой идеологии. Именно из-за идеологии ислам. Это не религия. Религию возвели нефтедоллары. Да. Сейчас он превратился в большой бизнес, который приносит чистыми от 50 до 100 миллиардов ярдов зелени кефирских долларов в год чистой прибыли. То есть есть ли среди них момент вот такой, что были вот, ну, понимаешь, кровосмешение вот, и вырождение династии? Вот было это такое или нет? Да, это как раз таки инцест, который Аллах и пророк дозволяли и делали. Пророк как раз таки женился на всех дочерях двоюродных, которые его окружают. Он типа думал, что он так себя обезопасит. А как раз таки анетушки, наша мать Айша правоверных траванула пророка и отправила его на концерт Кобзона. И вышла и сказала, а до этого должен был стать халифом Альви. Абу Бакр Сиддик, нормально там среагировал, свою дочке принес ядка, траванул пророка, и когда мать Айша вышла, сказала, что он умер на моей груди, и мне прошептал пророк, то есть, что следующим, то есть уже пожизненным халифом должен стать мой отец. Все, расходимся. И вот там начинается верблюжья битва. Те, кто любили ради и пророка, и друг друга, начали дружить. Стоп, то есть если это все было, то как по сути рождается новое? Это же должны быть какие-то дефекты серьезные, то есть, ну, гермафродитность, как у Карла II. То есть дефекты. Да. Через полгода, когда она пришла к этому Абу Бакр Сиддику, то есть заместителю, то есть тому, кто сел на трон пророка, Абу Бакр Сиддик попросила свое наследство. Что ему ответил Абу Бакр Сиддик? Правильно, тем, чем отвечал и пророк другим. Пошла ты к черту, это принадлежит вот этому исламу, то есть Аллаху, и на пути Аллаха это все должно расходоваться, а ты пошла вон. И дочь пророка похоронили как собаку ночью. Один человек пошел и закопал, потащил или на себе там, на плече понес, хрен его знает. То есть, представляете, думайтесь это. Дочь пророка один человек закопал. А он был из линии курайшитов там, или из линии, ну не знаю, или из линии, допустим, Мухаммеда родословной? То есть я просто прослушал малость. Который Абу Бакр Сиддик? Вот тот, да, был. Да, был. Там все же свои. Смотри, пророк женился на дочери Абу Бакра Сиддика из-за того, что тот был самым крутым разбойником на Куяне. И, за ними, у него была своя банда. Этот раз, потом на Абу Бакра, это Умар бин Хаттаба, дочь. Потом, на свою двоюродную, цепь замкнул. И думал, что он в безопасности сидит. И, как обычно, беда пришла оттуда, откуда не ожидали.
Там, короче говоря, Абу-Бакр Умар там потом женился на дочери пророка, его двоюродный брат женился на его дочке. Женился на внучке пророка, когда ей было 10-12 лет, а ему было 55-57 лет, представляете? А когда пророку сказали, пришли сватать его дочь, когда ей было 15-17 лет, он сказал, что она еще маленькая, видишь ты. Оказывается, в исламе бывают и маленькие. Какая проблема жениться на маленькой девочке? Они заживо закапывали маленьких девочек. Не, ну просто я к тому, что если было, ну, в каком веке это все началось? В 7 или раньше, или позже? То есть в каком это началось, по сути? В 7 веке. Пророку исполнилось 40 лет. В течение 23 лет он занимался вот этим бандитизмом, терроризмом. Ну, это странно. То есть, если выходит, что это 7 века, это более 13, ну, правильно посчитал, да? Ну, где-то 1300 год вырождения. Как это, по сути... То есть, ну, плюс-минус, как это, по сути, ну, не выродилось в что-то хтоничное, ну, по генофону там, или выродилось. То есть, как это, по сути, работает. Как ты, покажи одного араба, спортсмена, чемпиона мирового, одного ученого. Вообще покажи одного, что они изобрели за эти, от ихнего календаря, от 1400. Одно полезное для человечества, что они изобрели, какой чемпион, какой лауреат Нобелевского, вообще одного араба. Вендетта, ты не понял, я же поэтому интересуюсь, то есть как устроена физиология тогда, то есть какие есть отклонения в таком случае. Просто это реально интересная тема, поскольку я слышал... Отклонение, вот это, посмотри вообще статистику, вообще IQ, как у вот этих обезьян, короче, вокруг которых там кабы там ходили, вот эти бабуины, вот такой же IQ у них, 60, как у бабуинов. А это, кстати, реально странно, потому что я слышал от, как там, он сейчас, Хярмат, или как там, Прометей, вот. То есть я слышал, что там, по сути, уже есть... Ну смотри, инцест до добра не доведет. Вот все отец и творец, который это все создал. Как раз таки наши предки, я от своих предков, предки чеченского народа, 100% были уверены, убеждены, что смешивание одной крови до добра не доводит. И поэтому были времена, когда даже из одного тейпа, а это, представь себе, от десятки тысяч до сотни тысяч человек, из одного тейпа даже не брали. Не то, что там двоюродную, троюродную, это даже не говорится. Вот наши предки знали того, чего не знал Аллах и пророк. Я, кстати, к другому веду. То есть, есть ли момент, что у них может быть какое-то время порог гермафродитности большой после таких долгих... У них и сейчас есть оно, просто они скрывают. Эти уроды, что рождаются, они в исламе, получается, они мулят. А те, которые немного нормальные, они отправляют их учиться в Европу. Но все равно у них самое большое число смена полов, самое большое число смена полов, вообще вмешательство, вот этот процесс происходит как раз таки вот там, где вот этот ислам шастал. Посмотрите статистику Ирана, сколько там вот этих трансформаторов, как Путин говорил. Короче, как вот так, трансформаторы, так он их назвал. Вот просто посмотрите, сколько вообще статистика. Трансвеститов, ты хотел сказать. Трансформаторы, Путин, трансформаторы. Так это, по сути, странно. Афганистан, Бачи-Бази, вообще открыто, вообще не стесняясь. Женщин загнали в дома, привязали к батарее, со стороны улицы закрыли все окна, общественные туалеты, закатали женщин в мешки
И, короче, из мальчиков стали делать девочек, короче, дискотеки, бачи-бази. Ну, это реально похоже на что-то вроде вырождения Габсбургской монархии или вроде того. Это буквально вот это только... Османская империя, посмотрите, сколько мальчиков было у халифа, столько евнухов. У нашего пророка тоже были, кстати, евнухи, которые он даже не знал, что у него нету половых органов. Когда там он ходил, короче, он же постоянно с этими открытыми ушами, как радары, ходил, слушал все сплетни. И там прикольнуться решили некоторые, если там прошептали, что он, Мухаммед, раб, короче, ее наложницу никяхает. Этот быстро побежал домой. Али, Али, где ты? Что случилось? Быстро отруби этому головку! Кому? Вот этому моему рабу! Этот идет, короче, тому повезло, короче. Этот оказался там в колодце, охлаждался. Тот его вытаскивает. У этого никахального аппарата вообще нет, представляешь? Этот идет к пророку, то есть Али оказался умнее пророка, говорит: алло, 29-й, у тебя с кукухой все в порядке. У него же нету этого никахального аппарата, как он твой наложницу будет никахать? Представляете? А нам говорят, что пророк знал будущее. Пророк даже не знал у себя под носом то, что происходит. Алло, 29-й, какое будущее? Вы что, с ума сошли? Вот это очень интересно, потому что я прям, хочу прочесть, Аль-Бакра, Аль-Бухари, я не знаю, то есть я хочу прочесть именно достоверные хадисы, и это же хадисы, да? Бухари, да, Бухари. Достоверный сахих хадис. Сейчас я номер тебе. Так, цауил, что номер догаху, цауится. Не, я полностью сам буду читать, но я сохраню номер только волосу. Просто ключевые фразы там пиши. Пророк приказал секир головку сделать своему рабу. Мне смотри, тут пророк не сказал, а если 4 свидетеля нашей матери Айши, короче, этот ходил там месяц, а я прислал, что нужно 4 свидетеля, чтобы обвинить женщину в прелюбодеянии. А тут пророк что-то, короче, свидетелей даже не задумал, не заикнулся о 4 свидетелях. Быстро головку секир делать пошел. Быстро убежал домой. Так, а там интересно, там, по сути, это очень интересно действительно, потому что, там как бы Сахих Аль-Бухари или Аль-Бакра, я не помню, где было, у Бхарма, извиняюсь, как называть этого человека теперь? Так, Прометеев, печень, который пожертвовал своей, славный бог был. Я очень интересуюсь реально его пересказами, потому что они открывают для меня это все с новой стороны. Недавно смотреть начал. И по сути я нашел там интересный то ли хадис, то ли рассказ о том, как к матери всех правоверных пришел один мужчина. И потом она нашла подозрительные пятна на одеяле. Я Прометея посмотрел на этом одеяле, и она их отстирала. Я прям... Такие мы хадисы после 3 ночи, когда это достоверный хадис или хороший? Да, это сахих хадис, Сунан Тирмизи. Это тоже именно достоверный сахих хадис. И там на ночлег у нашей матери Айши остановился какой-то чувак без имени. Этот же чувак находится, 8 глава, кормление грудью по причине скобка голода ребенка. Для прикола написали. Я хочу пару слов про Прометея сказать. 455 хадис. Это Сахих Аль-Бухари Муслим, это 100% то же самое. В нем прямо Айша говорит: однажды, когда ко мне посланник Аллаха зашел, у меня сидел некий человек, то есть ни имени, ни родственник, ни мах, некий человек. И по выражению лица пророка я поняла, что он гневается. И тогда я сказала: слушай сюда, чувак, алло, 20.
смотри, это мой молочный брат. А что ты теперь сделаешь? И тогда посланник Аллаха сказал, удостоверяйтесь относительно вашего молочного брата. Поистине, скармливание считается, если оно утоляет голод. О, какой ужас! Я ж хотел это изучать, я реально хотел это начать изучать, углубляться в эту теологию исламскую. 8 глава. Кормление грудью по причине голода ребенка. Там, я не знаю, какого хрена там ребенок упоминается, но в хадисе ребенка нету. В хадисе какой-то... Вот я понял, я прочту. Я услышал номер, я это все прочту. У меня вопрос к Прометею. Прометей, зачем ты это высветлил? Я просто хотел почитать Коран, изучить исламскую теологию. Зачем ты снял видео на эту тему? Нету. Ты в Коране думаешь, такого нету? Я знаю, что это есть, потому что я видел скрины у Прометея. Как мне теперь вообще участвовать в разговорах об этом? Я не хотел просто оскорбление моей матери, меня, моих родителей, угрозы совершить со мной насильственные гомосексуального плана действия вынудили меня еще больше изучать ислам. Ну, так что... Это ужасно. Извините, что я вас перебил, Прометей. Это ужасно. Я теперь, как мне это изучать дальше? Как мне Коран теперь дальше читать и Сахих аль-Бухари после этого? Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Видео и картинки Гурии у Прометея на канале, вот это отдельный вид искусства был, когда он поставил эти картины на вот фон. Пишет источник Муслим, Сахих Муслим, 2771. Это, короче, про этого. Про Али, короче, про наложницу. Как же это, Господи. Прометей, вот я хоть иной раз конфликтный человек, иногда мы с тобой не состыкуемся в взглядах, но я считаю, что ты проделал колоссальную работу. Вот. Работает за шекели. Я, кстати, посмотрю все твои видео, потому что реально интересно. Вот подписывайтесь, что ли. Вот. Это такой трэш. Я когда слушал видео это ковер или корабль был у Сулеймана? Просто я забыл, уже я давно смотрел. Сами не понимают, там то доска, то ковер, блин. Да, еще там был джин, у которого были то ли копыта, то ли еще что-то. Он был очень активный. И неизвестно, какой пол был у джина, вот. То есть есть вот эти намеки. Да, еще год стоял там Сулейман на посохе. Представьте, сегодня Нетаньяху выйдет на улицу, и год будет стоять на посохе, а вообще люди об этом даже не узнают. Не только люди, но и джинны. Но и джинны не узнают. Прометей, вот респект тебе за то, что показал мне отчасти, как это выглядит со стороны реально, потому что я увидел интересную ретроспективу, по сути. Это знаешь, на что смахивают? Это знаешь, на что смахивают? Когда вождь народу подкинул копыта, лежал в собственной моче 3 дня. Никто не мог. Это смахивает на такой рассказ. Ну, кстати, в детстве, когда я был школьником, я же немножко так почитывал все это, просто по приколу, и я начал реально смотреть, стоп, какие вот жены в раю, какое молочная река, вот почему она не скисает, как это работает. И, не знаю, я был весьма глупым ребенком. С молоком проблемы были, молочные проблемы были, постоянно. С молоком, с водой проблемы. Из-за этого везде молоко, вода, трава, зеленые луга. То, что у них не было, это все в этом. То, что они мечтали, они же девственницу практически только на пальцах посчитать видели девственницу. И они же всех шпилили вокруг. От никаких. Налево, направо. Вендетта, украинская. Поэтому девственницы тоже проблемы были. И
этот сказал, вам в раю будут девственницы, а тут я буду девственниц, лишать 9-летних детей, а вам в раю будут. Не, кстати, у нас, по-моему, украинский писатель, один очень старый, еще времен Котляревского, возможно, об этом знал, и написал книгу «Страна лодырей», ну, «Страна лентяев», в которой описывалось кисельные берега, реки, молочные реки, реки кваса и так далее. Вот. То есть была даже, видимо, украинская какая-то ретроспектива, хотя это другое, по сути. Вот. Но я не знаю, почему так все примитивно, что ли, даже архаично в каком-то смысле, что ли. Вот. Смотри, там глава есть, целые главы, не одна глава, много глав. Кормление грудью взрослого. Много хадисов. Там прямо упоминается, как я его буду кормить, о посланник Аллаха. У него же растет борода, то есть бородатого мужчину, как я буду. Слушай, Вендетта, у меня вегетативная слабая. У меня слабая вегетативная система. Я сейчас представил, как большой волосатый мужчина сосет сиську старой мамы. Вот у меня вот слабая вегетативка в этом плане. О, блядь. Это не просто, это 5 раз досыта нужно до горла. Фу, ну блядь. Бля, ой. Все, можно я уйду со стрима, пожалуйста? Машалла, блядь, нужно. Можно я уйду со стрима? Всем приятной беседы, вот. Всем хорошего настроения. Рад был видеть Прометея в добром здравии, Астру, Мурата. О, хорошо. Все, я ухожу. Нет, реально такая малость ужасная тема, что ли. Я надеюсь, что они уберут это. Все, всем пока, всех целую. Убрать нельзя из ислама ни один пункт, чтобы не убрать этот Курочкин, который живет на кефирских харчах, вот этот комнатный представитель. Я муджаддид, я вернул одно. Все пункты уберет из чеченских традиций и ингушских традиций, чтобы не убрать из ислама ни один пункт. Я муджаддид, я обновитель религии. Аллах каждые 100 лет посылает муджаддидов, чтобы обновляли и отделяли мух от котлет. Мы не дадим. Аллах и мы муджаддиды, мы не дадим. Я меч Аллаха на этой Сайфуллах, да. Вендет, зачем нужно Аллаху меч? Зачем, я тебе сейчас скажу. 47-я сура Мухаммад. Какого-то черта спаузабиля. Мухаммад называется 7-й аят. Помогите Аллаху, то есть Аллах просит о помощи. И Аллах непременно поможет вам укрепить ваши стопы. Ну, если ты не поможешь, то он тебе тоже не поможет, да? Это понятно. Я говорю, зачем Аллаху меч нужен? Ислам только мечом устанавливается. Мечом, ложью, коварством, варварством, подлостью. То есть сегодня что мы видим? Ислам самая мирная религия. Ислам устанавливается на мече, на лжи, на коварстве и варварстве. Сегодня что мы видим? Чеченский народ. Что сделал ислам сейчас чеченцы? Что говорят? Правильно, наши предки хуже голубых, наджас, лезгинка, наджас, тот, кто танцует, не мужчина. А как все красиво начиналось, маша Аллах моя, как все красиво было. Ислам и чеченские традиции, все вот как 2 пальца, вот так оба идут, вот так ровень, все сходится. А сейчас что говорят? Да, что с двоюродной сестрой, со своей, невесткой, там, брата, вообще нельзя в магазин, потому что там шайтан сядет рядом в машину. Вы представляете, что вообще нам втирают? Вообще, если бороды нету, то не мужчина, усы наджас.
Вот 20-30 лет назад посмотри, у всех практически усы, там 90% усы носят. А сейчас на джаз усы превратились. Вот так исламу, если дашь порулить, ислам полностью садится тебе на голову и начинает оттуда тебе прямо на голову фугасы ложить. Ислам нужно держать в стойле у параши, где ему и место, где наши предки его и держали, в каком бы плачевном состоянии они не были. Исламу было отведено свое место, и ислам рыпаться даже не смел. Его держали прямо там, где ему и место. Хочешь, ты яшешь, ашин муджеш. Дин цотик, оня хвач, бушел ботик, ногти хвач. Бо та ехкел, сюли, гунки, татер, шубахош, ногти мота, цогдоеш. Соберде, а хубараш, а? Бушел ботик, ногти хвач, ба, хорошо, давай, шумоват, цап, бушел, идущий. دروات أصلا قميل بو يالخ تي بايمر عديس الدنيا خيل شقونا خيل بحن هلو بوصل دني بونا خي يوخ عديت تاع خمدات ابسولوت вообще я сам бог их понимание бусал вала она хулшах وصل وانا خلي الشات هوندا جا ادين قبل ما درج جو عملدو ايت حديث قبل يا شيخ وانا خمساسو وبشي تجيات سو ولا سوري تا ولا اتشو ميلدو ايت اتشو ميلدو حديث قبل يا شيخ وبشي تجيات سيخ الله ولا اتوسن اجوات بوخش ويندت سيخ مالو هنس Бусал птагвахцинц, инц раз бусал бука, например, инц. Онах инцер понимание, мабояс и дюч бешбахц бусал бац, а хок она вац олш, цашей цапанети маюцер от хока. Инц мухул ха инц. Сабусал буэль, все она хульшуй, со киума цадичи целиличи. Ему ходили تعليل Франция террористические акты на год и ночью коми кона хуа албарка, а из-за ямы под елу вообще так ямы вообще ночью шамбы лохар ниже пасть некуда. То есть ще моста чунца ямы твой емеч бочло камдат суна вала вина но канел вок так год сун бу я вот твой зон кварт бахнак она вая чпош а то на мацало тана вот а что дает церефире ареш герой вышел герой ватсон они от него как от прокаженного отказываются то есть герой умыват и уал дешек ночью он уал боха то на мацало ой мячо личи ой мацало то она и вот здесь Ямар буак ело уйчун дери ночи хам буак мона то цавир я уже говорил вас حاجة هنس примерно سيهمبو خايم هنس بوسال بخلج قونا خلج تعهم ديش خلويش ما وي غرج ال تعهم ديش خلويش وقزي قونا خل намасте доп зарастырды тәтрәздән не ламаз дич قونا خلش خيرواتر ламазым шиешта амал йоша деш дерцу хинз например хажла хинз та хало турко хинз
Зударш дацаҟаҩлчи отстаган цахилмег шҳалдуқ дуй примерно изу дақовлел ешуқ отстаган цағелит цунца дэгцадает. Так, по этой логике от зучу цадақ онал цу лушцағыл отстаган. Он как раз таки зудрашка ваш бог, хайна бог, зудрашка ваш бог, ваше бог. Покара зудри хумаят бог, босал дня зуда имущество. Поэморс верите, жалите, короче, цвозану, я шум не надо отсюда. Это босал дня как раз таки зуд хумаят. Чон ты шел ах адмиту, то есть пол человека был шат ах ада. Понятно, дело цакунах сун сасақи понятию кунах бошлиг религии, причем религии, причем тут кунах ил цала кунах ша хилуешу религия худуязну кунах чин. بوصل دين عدال نوقش قون خيخلا باتبوك إيال غير شبوخش هرش دقيقو إيال غير شخول بوصل دين عدوش تام محقو بدوح شغنة دنقول نبوي نوخش أوقع هرشي باي مرلوش بو مرتي بيستيتي قاي قميلش دمجر دوتي قيتر مبويش يوخش دعوش هو قميل دوش ديشتك شو باي مرهو وضعوا إنه عالم تدوق شو باي مرالديس فهمات قاعد دوش دات يقميل دات والله سراز وعالدي عاوي باي مريدانا بوصل دري داتر باي مريدانا بوصل دنيا تامع بن بري داتر شو هو باي مربوطل إنه غير شوية قال إيش تاسة شو فداخل دوتي ديش دات يقوم نوخ جقوم من غير شوي سرازو يتمرقل إدو taş geldik, merkez oluyor, ha? Pardon, hay baymarın lüşo, debile. Sıraya nasıl söyleyeceğiz? Ogur et negamşiyen çağuk çadüç ad ayçdır da et zakina dayin. Halşin laqhu çolaqar eşirhins laqlu çolaq boş. Tam diyir tutuna dayin. Diç lar dadoş da hum şiyen hum dövüş da. Buh bağlıyız. Asa do çoğal ve düzel hoçu baymar otoyunu elle boş okar. Telo saat aş mori zaten bedava kilo çokar. Bir tuşen de kilo çeyiş. Zer deşmas to zaten bir bol. Ta işte şu nokçı короче. Busal den adak. Ну, короче, бусал да акачо скалыш, инца цудин рез до тушушаеш ото номер. Сюличо язичо, ова да ахадица, шопай морму ото номер. Таязин. Ир макала бош, мар да цохера, бусал да зашиша. Кахати да шнейру цадич. Цо, короче, шутелон шия, четвертер, масметер, хая, Европе. Хо хакан туирушеш. وای خوب میام میکنه شام که جا اشتکان تشت بود وای صبر ده ناس سرگان تا بو اش بو شدین و بو پای مربوط و ناس بو سرگان تا بو و مو بو حاجه بوسال دنیا تام مع بنال دوش شي ليالي نوزودا بوسال دنتلات يالو اشد بوسال دنت بوسال بادوش روش قيات دنيا بل دوزل هو بوطل بلوش بوسال دنو بو Так, соборде, долг, мадуедуе. Нам нужно начало пойти. Так, аж хадится, поймару, шудину хадится, поймару, вот он. Шудин, шу поймари лишь, ну и хайшу. Самдол, дудер. Как раз таки циг мадуе. Аж ищ наханца, ала, урти шейна, шей поймар, полно шейн тебе ахлошу. Это нор, бусал дин хадали, аж хадится. Нохчшн, зудиалу, зуд дайгыта, ва так давалла, бер дадвалла, зуд дайвалла, хушталлах цагли.
اش خويتي اش ما دعك قومو صوتو قميلان ساريس هروات دير هروات خود تعيق العرب واصحابك العام تبج نوقت دايش نان وليل غوشتا يا غيرت دوشو وحالش ايش شاتك بوال شايلتو ايش حال تقوى قميل ديردو حال ايش حال واتكريتا حال وين شبوديت ديس خور ما دوتا شبمو قميل ديس اش ديشتو قميل شون دوال ديردو كوي شو هو شو مولش ده вообще شو العبق وين قميل شنوخ قوما ونادي زقدي اشياء نادي شو تسوي شي تاريخ خلو تقواتي يهو قميل شو مولش ده تقع ناتي اليو شو عمر بن خطاب ياتو شو بايمر شو تعايات تقتل داج يهو قميل شاشة قضايش Duezal Qualluş Institut создания семьи. Это халгар байрам шадек тходай шватун мечто так кайч ан яллыктыгы дайрой тамаца юечо болмуyor дайр бусал латалийлой нох четверти ездит далай نقيج أمن شو نحكي وسأل ملا أبوصل بيج هتنا تعقي خا مغاو غاي خا دقت هاي شبيه بعرق دول دي يتو ناخي تدويش دول وقوم إيه تانو قام مرشو دعيل چين شو نرديت مرشو يالر قام يلشا قان عير جوابتل ديزر دوشو دير ديزر شون ما يقفيته شادك Monteira تتس بر بال باتر البوخ بال monteira da bel schutz der Lüster durch شو ريبيتو شيتsa der شو يلي اللي تري مو شو نوتش شو ميت بچا قاعده شو عرق دول ده ديزر دوك شو دير ديزر دوك ده دو يوك شو انا شيء ده از نوخ جو كونت ايدي عبال يا هايا كان يا اخوي شنو بيتو ايش ما يريو بيتو غان انت يوش ياتشو مثل يلي واخكوش Donc tu les tu vois دين عتوما تدوح مشين ببلغاخي تشوف ياخش خود مش تعدوح شو مثل يلوا شو بيتو كان شو جيت مثل يل بيتو ليش شو تاع يوزر شو مشات شو تاع عن يومنا تو امخل ساعه دنيانا عبا عبليريل شو ما تعلق تاع قوت مشاش ما يريل كيفيش بوتو ليلي شو بوصل ديندويتش Japon bal بيتقم زي شو نوع هذا نوع Japon مؤسسا تعزية دقش تعزية شيء دقت يوم ما إيه شيء دوزلش دكتشا دوزلش ديش زي ما درت مؤسسة إيه ده صدقش تريت لتو يش العيق ليركش دي عم واحد إيه وش دوي there that شو متبيعه ده بويمر عبيد يا الله هو بويمر هو متبوش تعبو That's a book. So tudo to isto. Chomete de isto, só tá. Allah e prorok at was atriclise. Olha do at de atbrio. Sho tá namaste tá obol und shat tá marga. Apoio shonas. As duur sto zona de zakat sta ruj. Sasitlinski traber schobsto. Selsabi daqoyat dek. Hop shesh tá daia zashat. Derec, betec, tadinha xnome, estava hoje, que 4 de 4 estou sobre 4. Bet pizet, adin, bet pizet, sem 3 doats, 8, 4, 6, 3, nome litel, peit warol, não dušo. Sahih hadis dušo sunan Abu Daud. Это hadis do 2645, 3 томчик. Прямо Або пророк. Я отрекаюсь от мусульман, которые живут среди кафиров, среди многобожников. Ай, шунда айтанду и хадиш. Я сунда айтанду. وأس برزنا دينا سطاح الله وأس دينا عبقلا مزماش دي قاعدتين صبوصل تغل الله ومواتش لي الله إيش ليل شنتي نوحجي غلغيبو وبفاكتو خلوش مواتنا هون داجة الشادو آيات شادو حديث قوبل دي عشان يشموه تلوش
Шичалер. Десятый сура союзники Телоч. Гайтиш, что головы ногчи. Берштал да Магдер. 65-й сур. 4-й Магдеш. Гайтиш. 33-й сур. 49-й Цоқай. Душан Берштал. Гайтиш, что? Наложнич помекч ногчи головы гайтиш, что? Да не взудри маря похалят. А что это? Вартелоч, там вот. Zugen geleden zo. Ja, kijk, dat door. Maar het toch zugen zijn oneindig. Dat kan je niet. Wie kan dat dan doen? Руководство действию, машина. Путеводный, звезда, мы бушуем, снизь посланы. Так, это именно кобал задерживает. Весь Бож, Аллах, уняден, дин, что все будет это. Шума даться, цаун ты лучше. Шумуль что? Шухол. Хотя ж моду неха, аж петушица дорог. Аж ты петушин угрошер, ночь да, эмуата лактур, мабат, ночь наер, моду шиграны, позба. Аж хуй ехал. Вот эмал моя энуша, петушица дешь. Ей, хаяхта, ей, хаяхта, жить представь, печа, террористический, петушин угрошер, юлин, шух. تخطير نسيلوت يا شدوال يتعيق نجات كثيرا يلفنا طبعا شو صدق شو كي كان ده تيرور لا تو يا لا ما داخل اش داخل يا بابا وانت هاوس دوك شو متكونش دايش نانو اش بوخ داي نانو بوي سارك он شاي دوزوش فوليلوش بهاوس Пока страшно был, был бушем чу. Пока, короче, ахч неши, арцадин ши, дырмош, хабел, кар нохч бош халят, пока европейский почавшка, а телят сар угару, тиш холя, а уарсдо, камнеш ценизмошен, соульш, цумахшка, تعليلو شو دوزوش, бошон арчуду ордушон. Шон полностью арчуду, мадиешен, зулам. Террорист, пожизненное клеймо, опущенный, петух, вообще черный рабочий, вообще цана официально, цана метя, цана почалку, цулти, адуезал, хокор ятцо. Мадаршен, чушай, дуезал, шую чушай, самдол, шай, дуезал, дол, дия. А ты аяхкетанер, аген, шаягаеш. Ты Haar dealers kwijt je zullen maar steunen. Zij lukt je bij is boos ook best. De nacht je duurt als maar elkaar wel ook best. Wat zou je? Zo'n daar heel na hele. Het duurt het zou je deel zet je zei er wij dat schon. Daarom match dat schon. Bussel in ja is met die. Wat bussel din on hoe maar dat je het. Of je hakt maar die bussel din. همو بوصل الدنيا عندك وأدمل خلاص أدمل يليه إيه الدنيا ده عليه الشيء أدمل ليه هو الدنيا ده كتعاون ده عليه أدمل بقى человечность أدمل демократический принцип مرشو نه مرشو خير وتسمج إيه هو أنا أختار زوال شب نتعلق خير تعبان مرشي عارف شاندي تنتور نشكوات شو دوكان خدعت لي الله أكتر إنسان عيوش ويجناه شو قيرش تعم وقت أستريجايت كك بالنيخ لو بسيغاتريسكي بالنيخ شو يقن شو واحد فاجنيش وناه حيز بيش خده بوش وتانكش بوخا إيش تتشين إيش تانكش ناه إنسان عيوش عشان شيخ كوير موات شو ليش تعوات شنو صندوق Без до чего больше. Во всех ветвях власти Голубешбург, Норчи, Кенти, Юари.
Это министерство, ведомство, посольство, диппредставительство. Ночью merkelig kendt i sådan resten net frem og dünya da dünya o dünya ne bu muhatmaha nokta masa naql biş bir ta Pakistan ne denş bu mayr doğru da London masa naql öteni nokta biçe security bir mikrofon söyle security bu security stroy Hayır. No, that's Chodena aus Rückschwer primariert hier stop noch zu Kanta. Twelche duesos Schabote. Es duesler ta ole shi hayqon soldos. Sun das nans gukta do polni nacionalne. Вопрос нажош. Скин диаспору скину цадня штуэлчи диеш да лачи кенти мерки хауси жукти да муа so eltan yel selber jukt худа jukt ha lula kebab şey مجاهد طال بول مليار da bushun centini geçmiş her وين دو يعني ارستو صور كيرستو 30 مليون اتسارع للخن كروجي Pjelčte, a bagar bol kenč karoče, polno dunja nalga, pozu namaste hvati, nerar imperi. Tan, goj huvela ausiš, mudžajt, štupo je to, čuješ vahjat. Ja nije boš, kam ilštet, ja til neškšibaš. Cahumija nahjat, koj. Cahumija. Posta da jule lil, šuk liš go demprošo. صحانه هما نقية بات دنيا تعدية بيح حين بعين بات بليتي كيو وبشد ناق أنا شولي الواشتو رزيوات سمياش infrastruktūru, inžinieri, технологijas. Хайр дал дуеч dünya du. Hoş короче ta 7 веке арбой дахкыда түйрәт шүбелеш. Ичвешис. Маргалда oldu işe. Tat oldu. Нормально, лила йоду такка дуат первый век. Отам тяват. Это Хачки бырт хайл байл бай маж лил вашта голова до своего возраста, а возраст я 50 или 60 или и чуешь вах я ночи целел лошо. Это там ты абы лил вашта голова. Хачки бырт хайл байл. إذا يقلو ميقتا غلوشو نحالني ميقتا اشتالي الله عرفتي شوي حموتي حيشتي سوسنتي شي عداله برستا داش وداش واخوش اش تروشي قميشتي اش حيشتي شي حق حاجه اش دالو حق دايتن اي تاجا حق اش حقمتي اش كمتي شي باش فهم ما بريخوت لي تقعدك حاجرياتش اوشي تبستي تسقش ليش tak jak łatwo jak sztać her hunie her donish ish her girs dater busar manskar girs her yo da chan adu oldu duk hoş bir yaş bir pit mesh zul mesh muat beter muat dit hok komandan yo da 100% uyerin olsa كل حلقهم ده هر إيش دو ده يلزم ده ترى نخش ميال هو سقط كل دورت هاي جناح سجنا تا سقط كله ده سجنا بعرفش ده أولا ما ديت ده يسقطش شكرا هر لامد ده شوي دوني لامد ده شوي هر هوني هاكو هرت ده هر ماجد شوي هر العيال منفوخ العيال
دول شبوكة وداش يلا انت تعري خلما بيزبل بقبل مارشون تمام فيل تار حلخ تار ملخ تار شتانهم أرول فيل دعوال كل تروح قصو هرتسجى باز يو غاليش يو أوجر جستو هر دات ودعتان لاش تو حال هرتسجى باز ويل كل تروح قصو تار شاش سين دو عليهوش مير دوق مير ويرنا بلخ بليش شاش سين دو عليهش بوهوش والنجم إذا هوى клянусь звездой, когда она падает, болишь его, не стегнуть его. دول ومنطقة عشادك ويدلر ديسر بقول عشادك فعلا شو ويتان حلقة دقيقتك وبروستا ويسست يعني بتقدرش ويحل ذات تان عشادك وشتو دقيقتش بس ويدون دقيقتش خدش المشكلة أبوش يوش نوخش بوشش بوش شو مشكلة شو Собаки до 729 года Уайзудри насилуют бабахти. Уайзудри насилуют бабахти наши. Теперь их умлилось дальше. 150 лет, 1,5 века вообще цашется дольше. Це бат оч, без бушон оч. Это 40 штук, 40 тушек, и он угар беште, асхабше. Это дербенте, летхуэка. 40 тушек. Представь, да? Ит-ват, 40. Ах, ба. Пехот тиган. Вообще не сосчитать. Он даже каждый айошел. Шнырят и ермолов. И арабский ермолов. Твой ардам, видишь, я тебе лошь. Нохче чо хазудри бушун тига чо хаз хава душун хиш душун чо дик даарш душун жижгш душун бош. Куча дадуч да хабало ардам, видишь, каждый йошел шнырят ермолов, я лошь, арабский ермолов. Он разницу русский ермолов, арабский ермолов. Иззак даже еще хуже. Из раз, что он тяхтал лату, чул 1000 раз хуже. Халат ты нюшали арбой, дейшвай, дейшен наношен тя. 1000 раз хуже. Дабук швай дуэзалши, телернеш дайош, еунуш бяш, лейш, дзудри, рабство, секс наложит, букш, даскуш, волше дарить бяш, бойш. Просто картин, представьте, мон тажимма это декчва хуммад метри там тачо туа лойшун диап я мон дуаг цейс не тачо мет болиш бала шо хугылла таган гош дачнар ме ати мотушту энцар просто ша мадер дитенел шо дей диес бош вай мот буч сап ташнери шук елш дей эмбадиш багабен تداي لقارجين داي شر يوبل بيزر داي ديكتا دويت ما داي او شازبتو مثلا ما داي على $1 داي شر بوش مثلا دويت شدوك بس بيتشو اي هي توغن واي دايش خاصة ميالدين هردو مواتشون خار ها ترش ثاني ارتجاش ارمش تا حاولش بوناخ حاجات هون İslam din daş derken tam yala xız duxayana o axış o da işte xız din deyən muaçın harda qiyirimiz terror strah tan boy bu zodin nahvat luş daçın вообще да так наши варианты варварство коварство подлость ложь тудинчва доцок дуй пока цыга цада дуйцу омер аяқ далл тюрнеш дуйч пичич тек дать تا لو فت فايت تبوس الدنيا تا شرق وادي النادات وقت وكيل تديل موستخبو بوس الدلوش بوش بس تدي ناق بوش واخين تلفزيون نوخ تشوش بوش سول شنيريو مجيو
Цул алг егер Султан Мирза сүйлешнир. Цул алг ен имам Шамил ер сүйлешнар дин бючеге. Шайек сүйлüю. Лейш. Хай ан империя келаин, бесхребетный, беспринципный ублюдкш. Сасу, кому он действует, сасу. Gurchote, pitchbut met Michaguchol Hayon, Leia, Cho no Dyson, Dal de Hartzokish. Dal Boch, dat Wukohoma Allah, dat Olsh, dat Etia. Oran Hilchi Matzabok Tui. Oh, Omar Sardon, Shen, business and Yazin, Amdo, Pengonda Nachbara, Enach Ispors what ba. Osha, Yahtari Chash, Nirdu Husha, Tigadik Batzahaiwan Hudo. Dal boch dat tunt de hartzokish miljol biola tunt etwech. Dal rosh de qadna. Prostiga hohordo tsaga no tsamamha deel tsanti khabar shlu chwotse. To hayqal dal erikh wash wa goru khan khid korgi wash. Bogoru khan ish hayqal dal qmsumna. هواش بيزنس تلقاتيش دالت خرط وقيش يجي مليو بيغل دات تنقري بوخش دات يحتاج دوتسر ديل داسون مل بوخ يتخاني تك دعول مل خولا دال بوخ الدعول تولو ديل داخ يتدتو علي لين بيوخم يا وش لا تشبيتش بتير دعولش سغول يونا بيتشتير وت عربلش يازين شنتير الدعوش مشاخر دري دال بوخ تشبيتش ما باي خبر ديش مواتي وعود المداتي عبرتي إنسان ليدش ليلو دوي أدمش فير مددون جم سمدو المديزة طلعيها ويجمولي لروشم قوكسوني إنا دا إتسي دا تسوبولوش سو يبيش بوتش داول ولقوم أرت بيشتي دا دول دلقتن Бусубнах Аллахан дук безе, а саудовский королевский семья особенно ештер. Дуцун катаря эмирачка бешбуй, уща дук бештер дуцун. In die Sura dat Sura Najm Zizda doke halkhal in za klik shmaye halkhal yazo chana baqal السيد على اعتياز الميتر وندا che sun sena gaina muzitos halkhal jumol chana sun gaina ishdat ye chboxsen سيد bolster chboxbeg mit erit tsalar tamo ana möch khla ish eins daran id ader zogolten tsartiga tsazo shum das qale leya انت قالت دري اي سيد برسقيل بولش بري بوشات هوكا دوش دقا انك مدي لنوس звездой бог когда она падает عودل مداتي تقيتنا но хинзе терно хохена нахтило гелче интернет чо خليري ان современный книг شازو خليري استعياذ شخصارشت ادير زوغرتن دي алга ардегум дو дали сид барчу бохшбек этио وضع دو ملك شو عدو صورة ملك شو تعلستوش بوال ايوا استعداء توريدات اشتشيت لدوخ شدود اوشا بلشت ايغيتنا ملايكشن زدان لوچنا ازاير
شيء أغور أبسورد إذا نحتين دول هرا يغوتي حلادالش دوستوبيوش تا يرنشتوش تات دا تودان أمشي ندوق عدوي قيت المتغيطان صن أدم نتحول شو اللي تمريتو دوي بقلا شو اللي ميريتو أختو يا ونا سيجاها إستوري يوشجين خيتات متشكا تاريمسكي بولكا ودت إيردانيا بيترا يق نباتيسكي تارستو تسيرخل سيجي بخوتي يوش ورباخي ني أيو ويرزرباخ يا أماتل نيقا وندر بخوتي دا يوش نيق ذا شوتا قون يوش يا حياق شام دديش نيق متبل يو بيرزرباخ دا بوستي بايس بيترا ما دو أراوي حيو إيردات أراوي بيش ببشي غمشكاش بو بيترا ببليجك تيفليزات تانت يتعا بخوتش تي يوخش سخيل لهون دا المتعش نيقا ملخي دو شو تك بريستاني تا ما سيت ازر تك داويت شو دواتستش تك تيجيت ارمي اوريات تام نيت نيم قديمس دواتستش ارمي يخ بياتستش يوتخ اتو سو بوتيجي نو بريزر تكنا دين ملخي ديزر دو تيجا ابوز يزريو اقيت ابوز يحي غوريل هو إلتان ميل دو قد يزر دوينت داجيت ألكسان ماكيدونسكي تيجا يوغوير زرباخي داجيت غمشك وهاتسابيل دوي إلاخ وقارو دي تحشي غمشك باخاتسابيل متل غوشي يوش لاج قواش جوالقل يلي نخبوش يوش دين دارجو أربول نخبات يوش دين بالبوش خل نخبات يوش إقرابيت بيش ملخي دوتش ولتق أروي روق تاعيا آي تالج يمتي جات ييش حالي يولش يات وين خدوا اللي دو يتا دور وين تاو ما يوتشو داك تاع هوتي غرابيت تد شي غرابيت ياش يال نخبوش تا دين الوين تا شوك يوكش دير نا لي لنك اتسن المسال لي لنك لي لنك تاع هو تا نيجنا ايردو تا ايد قخيتن بوش غرابيت بياش خلتي قخيتش كوارتياش دوخ شول دير تخل تا اوقر دات نوخشو يا دالمولا اوقر دات جاز بالري بنغلاديش يا بيش باكستان يا بيش ايش لا احتيشر وندات ايش تا ابرزواني مثل ارخ بيوس نشوخش اش اربخ تن بلاتو شو كاكراز دين اختان دين دوكي نوخش يحدو يباد الدين يحخلش يقع خلبو القيسان بات اللي تاع الدين تاع خلش بات تاري اوشتو الدين دوي دين غلير يدي دي غلير تاع اوشتك تير حل مو خلق قيسان قرا شوغ بو بوش باش تير يخيرناش اسبادوجنكش بوغا زدري شتاحا باغم شتاح دوي حل دي خلر دات تدع خلق قيسان اوشا باي نقطع اللي تاع يتشاغدا غير شي هرنيس دات وهرنيس تعليلو ديزال استحخل دات سيريسا كان هو شغلاي هدو прекрасно. Просто زدري بيشخلت أنا باخمش بيشخلقت أنا شيء بوت نيغ باخمش بوي شحابو سيلات شيء ترميل دولم داخني قيل دوكو مش حمايا خي ترى المشكل استعقيس مشخوش هوشا حك بنقطع دوي نو أزدين احتحلك تعامل تدين أويا هينزا هو خيناحا أوي دمش دات كورتش دات ويقا حيقل دات تر ألق بيدا دات تر حلق إشت على حين إشت أولش تأقا مكشتو بوش عدو يتخلتش كوي بيلبل كور دال حلا خويتشي إرن بالخلا هونا سي دكتور دو كور تسبيلي راو أو تسدلي راو أرتو شينتي هون قيسا راو ميشو بيحكي كان تدايت نشو راو كان موضوع يتشوشينا ليشو تجي شاش دايتنا الاشتي شو هالش دوك دوك دون هون بل بيشتغل يا دكتور كورت هون قلت عندنا كورت نسقط وصلات حيقل دوش قلبي يشغل اشتغيت صندات وندالش أقولش دال مدايهر اللي تا أصدين تقول دعوتش وات أوش أبوي إيش بيتن ويتدي إيش أمل نشالة دو حلقة زدري قيس أنت باه مش قيس نقطة تسوت ها إيش تحب يحكي نقول شوي كوكا حبوا وقتنا لازم الكنيجات أست وقتشوا تيجا إز دعوتش دكتور
ديرو استح إزد عدوش تشن سير ملتامش نمدوان أوليج أبوي هوچو وجنا شيد عدوش خلچه أشوينا هون لي هوچو هون لويت سخاتن تن بروست خوش خلچن تن لور مواتر دا استويت النتاريازين تعيش تخلقت استور مواد دا تحوي انه تجا دستويت ان اشت بوبا مش قيشه اشت اتباع مش تولو دونا اوشا دو مستخيخ لله اشياء اخت هم شي قريبا كنيجد عيازين دو حمو وحر ورشي قريبا يختدا سدا حوني عدني لخر خلو الله خلو الحوت اما تسابو اشدات اشت باغ مش قيش خلا اشدات زدري قيش خلا نيخ زودرش تيتسغيرش نيخ باغ مش حاتsa بوخش درجو ميكش دويدين اشت اوريات خلاخ ليتي اشت ديلي راخلچه ديلي دون ديكل مديزي زودريتsa هيز واش نيخ كيجي بيرش جواريك انتي ما هيزينيتsa نيخ دولخ بول زودريتsa هيز واش تا دوزلش مبي نيخ دوزلش بي اتبو شحيزاتsa بيشه نا بروت اتناخن وقت ياشقية تم بياشورش بديك ناخ مبو حباكني الشارع عربو ديك ناخ مبو هرش غود ياش ورش تين دين داحش مبو تعديك جاور جايت وريات تغل تيري الله خوي تير الله وين مواتري يقي وريات تخوش تغل تيتونيت الله نا تا دين دارجو بايز تا نورمال ناخية دعدل اش تير وولش اش دوزلي انتو دين دارجو يوت شو أقطع دولم دانيستين صح شيء تعزوتشون قول قيت زوتشون قات بوخش نلوجن كاسو إيش أرخص دين درجو يوتشوت بوخش شيء زوتشون قات يوزل زي إيش تاني عين حوا روسو إيش سونيق يقو شمتو أخيش يوم هندالش قاهيق إيش تاك إردالش يشيك إردالش سوت أو روشنا أقجيم درجة دين دورزيتن هر خزل لي وكون حياتن خزل يوتك شينكي نخ شي حانل نيق هما يقن شي خزليت ديكليت دوتق يهوديندو نخ عداب نيخ كوچوتsa ياتش نيخ باخ مش حاتsa بوخش نيخ زودريتsa هيزواش نيخ ماي نشتsa بوش هو نيخ ماخ كيوت شولا ديك نيك ياتوا ويشواتسو دين دارجو يخزادلا امت خزم تسخيلي قوش دوين تالي نومت إدينم خز تسخيلي لو شي غبرش يا خاتيل اكنخ يش اكنخ وين ماتنين تا بيغمر وچ دي نخ تا او ديكل خزخل كيلواش تو تا بيلش دات تا تن دو خرش دوخ خز دو خرش كل كاي دو خرش دو هوكن ماسش يا تا عاش دو خرش كل هوكن يا تا كاي كوچ مشيات يخ تن يتل اتوشيق خز مجوشش ويحش خون وتنه يلسمنير حبهكن سندات يتور نش اشتيشاتيش عيد دقو نو وين قشق وانا بالبيوخمشو هينس دير شارع البيوخ الخريق يوم شينتيز باي كيكش سدول خاش دكتور اربوش كيكش ديلات نقع بكيك دول شوك واتسان تيات وين يو كان هدو موني يخيد دوزا دوزيتي تاخي خليتي خير ولي دات اسبو يربات يسال اربو او ات كاراليوسكي سيميا سودوس كراوي حيول اسمير دات يشيل بيزبوال وريشيت يحين خبرال سؤال بزي حوال بزايا تانيا ليزي ياتكيوش وندو شيز تار كنشنا دوتردو وندا دائما الدرجة عير بوكش بزبوال شين لوتشن بز خير سونم بات شين لوك تان واحتي ارتي جيوش سوام غوش مكياتن تيجا قيتها إلتشو وبشيم أدم منتقيتها شون هدو غايشن
إنزا شيكويات دونا دي سيار حيات ديتر تتاع مليمتر سمنينيات سلسل يسمو начало жугдулчина жугдулшдол чаргар хайвеч жуктише 71 течени биолбу бохцар а инжил табеше библи даса ечабеше 72 دقيقة биолбу ишбодон ака бусул беше этер ислам чубёч беше 73 دقيقة биолбу бохцош ослош Lot at ağdeşte gudu tsabaya tar hurul şat itoba bo yılsını. Tar abişat deşçün. Uzda çelne yodülüş titando. Masala iş dukkudu no tağalgı çayak masal da lord. Aras işin qidu o masumet da doy bitnaş hoca liyeç dönüşler. İşe girkşün. Anamam tahu işi. İtadey lot amah bu tabut bu işi hoca çuçuğandat. Dokumdanı. إتن تغل هو إردوتنا إتن دنات إشي غلغي غلقش قويشوات لنوخش غلقش قويشوات إتيا ويهم قويشوات إشي إت عربلهم قويشوشا تشوان أتسلوشا بقر دعيشي دشنش دالج أوشا وورو والشتات ألبي ويشو لاشا نيس ببوتا إما السارة أول شلوك تاري أوشا ليتش وشتات Питан только изначально Югдульштадт, он изначально Элдо 73, только один, 72 уже чубёч хулшбу, и один только. Он да ла, он что делал? Питан дохсега, ла ахтала дам дой. Жал его олд, я ши арба матер диеш шо диеша удаза, даши чун рэчо оша. وجهك ممكن قيلة تاع ماخ جنا لوكن قيم جنا سجن بيتن دو شادريجي بيتن دو ادو هذاك تانا تام يازن اشتيازن خل وقوت وكن بروتريتش اشتيازن دو وقو وجدو زكن حالقتك تلك سيم ديسي دوا واد ادين تلك بابا دور سيم ستري ادين دو I каждый 73 шани собох шок. Штал доктор гадак питан доадат. Ши чуха дой питан. Касан вол. Ши махкана осна дой. Койшлек ши махкта холм. Вой мерш дол дизер дон. Аспалато что кое ho. Ho пачалко. Аскиш, например, легалги бат смог. Левой дат смог. Истада до арбо هم койша. Оша дон. الصحة داقل إغزوان شو العودل هم دو سسرنا ديك أوليش ديل دام عودلهم دي تقيش واتس اسمها دوي بعدقاش باتون أربو ويحل نستغيرش تاشم غوشها قال دشن باوخشنس غوشها ويني عرا دلا دون تانيق أخلك دق بيتن دو ويقصو ديزا نستا ديز قدع تغليت ال سقتير دلش بحشن عابوشن أبسلوتنا سقتير داتشن بيلا بش بوب كورمش حوش غير بوشنش شقوي سينا خي ويقيس ديش مدات ويقيسم قنق مبو لو جنر دون حبوش ديربو وي سبرغ دي قرب مخاء مساناتو ارمدو إمابو ويقيسم وينتحق يغتغليت ويتحنائهم صارتا خان متسو ويتحليلوش مدو عاس ويومش قيس ديش مدات أوي هو تشبه كنشار إشت إتيم بدنع تسيوق دلاك أنت وين إشت يوم خلا بوكسينغا تم خلا قوي ناغن بينك تار داسا استعدوش it's what it had all يوم تغليت خلي لوردرتي وتعني سوق سقتش آخر وضعون سام ده ديزوي ويتعنا أول شتات كاجدي بيسا تشمتستول وين إبال بوحش بوكتر مجنر حبوحش بوي عاتيشن باس يقول إدور دات زال إيش تديت قوي خبر دات رازو إيه
إيهم حالوتي أشياء ليرتان تدو سدين دير دات حال لسا يجدو تير بيزنس يوتا دعوتين إذا خوش حواتات حودو يشو هو شين بيزنس وقت نتار بال باتر حوتي سويتي ويش عوش الله تعالى تفيلتي أحسوي تير بالا بات نيس سبينا إشتا تلار إشتو بوش السوري أشفى دخل تر بوش باتش absolut نقيتها دقواك شين دين دوتا حونا قيسان بو رأيتنا تنواوان ولا بيزا لتعن كورتباق بيزا لدعمرة فوني وانا أمريكا دون أو بشم بيزبانتو ودات أوليش دات أيقوما وبشم زيادر بو تا بانتو جوا وان تقع وات إيا قيتر دوا خدو تقع دك خدي كده شوا إنا خلق بغدي شوالا حوا تاقم حوا غاسك شدونا ديك جالدوها دوي من ولا باونسي أسائدة حسوي قلوتونس ديك جالدوها دوي فاس مالنا هذا هوا تاب ليت حمدنا عن كتوخا فهمت دون وهم ما دوي وي دوغلاس دي زك هرومش دات العربيهم وين تحولشتك وين تحوخردو عندي مدافعين ونداتش وين غوهم دو بلان شوي خيتوش بات خيتوش بش غاس قبو شو بالي ناخون بالينا تخا وين تحكيتش انك قاعد عدلنا كدو ما تخا وين صار أويش ولا دعوي روت أهون حي دوزل تيدوزل قتغيتون أربعش سجتي داتون ويش ستسجتا ويهمنا إيش تحل دقوا قاعد جيم أولي يسقوا دوي دلا بقوا يشوا سويت بنا إثناء قال أنا ملادنا تروش استيرك تعم دمج دنا ترى ده حيج تغلق إيش يغوى المجال ما دو تأخذه يغوى المجال ما دو ده قلت فانتزي روت اشلات واش تقبات حالي نش تكبر هر اتان وحكو لو حين تغو هم شي تدي هون حالي نش تجين هون مو قلت غينا خلا واتا اقر فانتزي روتش اقومان زيتن خلش خلج خلي خوش خلج اقومان زيغل دا تودون قزدون يعني نا خلج تقيتشن تندر ايه شتغلا شتقيتشن هون دائم خاطر خلص هون هو قاعد قرانتير نان تسوق نان دمجنا دايل عرم ديلير دول ماما داترام ديلير دول يحدق دوي وتصل دال خرطو قيش ويديك دل دي شتوين تسغاتك حوردو وتك دقاچا هيك خرطو تنغريو على ديلا تاسون دلها يعاش خلورون بريبوم تيغا يعاش فترو هوندالچه عربش حديث نكبه وين تخادر رمش كي قوش أشدق وي كلش تي قوش داز دي بيع شدق حدوق شارش دي وي شدق داز اتغاسق زوتشو بوق تعنيق بتشاقي تجي جرى دتشانيق هريت تغن دول ديل دات لسلغنا دول ديل دات بوقتو اتتجيق أردو جن حدوق شتو سانت حاجة غاسق زودق بريستا دي أطل مليون شقع إلقش تاع كيو كتير دقر بلبا بناخ بالباتا نقع ازنا دي يشيك خرطو يبوش مصو اور دوچوق رولك شاخا دوچي يا زادنا ارخيف تشوك شي دات ودنيا نخايتات هذا يغنجا كريسباندنش تو شا حدوش دوشن يا زنا دوشن اتشا ازود ينشن كديني اوتنا بوتو شين خاشين تعم دي دوچيشن اذا نو اسنا انت اخرتو ليلوش ما ينصر بو دويتو دوي وين تاع ارتو يشوتان انت بو شاء بعد قال دي شابوتو يلتنيك صالحا اتعيز تبال كسبتنك ما يبوخشا ديكنك قال دي شمدوزك بو نيستات عديدي قال لكن قندا بولشانا اخش داق لا استع اخش داق حان بيدو يجتوتار
ويش بيحكي ديش يتسلغن حوين والجغارة قال دشنا لو غاسق شقع عين ولا ديون استرغو دشن زوتشو دوتشدك سرازو هون تقوشتوق اي بلان ني اي اتستيجي بلان يولسن جغارين سغا تيغا دون البوصل بين هما هنداش استعموات قبلش باش يلشول استقموي لتن خانا مايات زوتشو دوتشك دات ويك عادوتش الهمدو وين سقط يشي اويدو عربلوش بيزنس سقط يشلو واي ليش ديلا اوي ليش دوق بدشنا ديل دادو وي عربلو بيزنس سقط يشتو تويش دولشاوي تارغ ونا اوس خلش بوتشا تار نوتريني ديلا رسيدو بوخشا هوزو چو دات بو от كريسبوندنتي كيش بچالكي خرطون سانتي خرطو كل شوتر بو التعيازين دشن شن يازليك ديش طلع لدو واريان تشن حوس и президент балатиро цадеш тунтешел дешвол али as милор as даязнери специально тунтешел дешвега Сергей Филатов Эмил Лугаевич с ноября 1991 года первый заместитель председателя Верховного Совета РСФСР Вушин. Шолнак Милухайшин, Юлий Рыбаков Вушин. Это на свой коллега с этого. Но депутат Госдумы Вушин уж тешил деш был, войн те ахарцо еще, войн те биолку еще больше. Но вой дай аден ахштак лаш был генерал шбуй, царь джагаринат ахарцо кольшуит селан хавенол, 1992 года. دحلت تبالت ازوتشو ارايو لي ميتينج يو تات ازرش ادمش قول له وين تبالت توي دوتون دحله جنرالش بو دقو بول اوين نقطع بيوات يقر حوين تأت جنرال شو قير هر اتخليت غير شو وي تي تعانيت وي خلق تديت صار تواليت يلتنتي سوازي ازوتشن قات تواليت دوي نوتو سيرونوشن دلوك دغير شو أجلا ويا خديشلو قداوين هو دو تغاشن زوجو مبو دو جنر عبوش بو استليتي ميتان تاع ويا أربع بيزنس زجاتشلو بريزدا دين لوك حبالين فلسطين جبو شون بالينات تغا اتكال دينا قدو تغا يعني سيرونو دو دعوة أربع مدو يشحال ستوي ويبوش هيردو لو وحيق الله تيل ديل دوي شدوداش قتيل دل وين زين خلشت لهم لبوش داخ بيزر نو قد باخش بوت مخل ايش اكو سو نو يريو هذا باخ بيزر هو نو يما ينيوي هرب دحل ديتش ويدادو تقويدو بوش جغارين قواس غير تشتندوي يتسلان حوين والجنرالش اسلاميست وي ديونو ستراغو دا بيجو اسلاميست اش خديت لا اي وات لا سو وات لا دوخش جوابشين تعاوا ويتي وات شو ما دات وقار حلقه كاتشين شي برناميو برنامج هون كاتشينتا اش دوغا اتشرا نخبيتن حدوخنا شناغنا تجين ببنوسنيت وما بلس شين اخش دقه ويتبال بولش باتش او بيخدش ويدي ادوش وشين اخش دقه دشنا شن خيز دوكسل تونسن كمو وينا كمو ماتردنايا وات ماتردنايا خل جنرال شولش اي درجدول افيتير شولش اخشا خلقتا وي ماسدو ادوشاش حباكيش بول شي غاسق يقر بيرشلات قوطال دايتنا مخ دايتنا دول تسيب دمدري تار تان مكش درشني قوطال بيرش درشي دوي проблем يوش специально могуч درشن تار دوي اش وانچوه چه اشا بويش ويا دويش ابي شيا دونه استرواشتا دونه جويل نشيوچه نلازورن берегу دوي شن яхт نشيوچه شي زلطه униташюакш اويا وا وديش سكنت ايش سقتخل سكنت ايش لزين سيوا لزين وا سكوك باقن гангрени وليل وا سون وديش دوغلاس دالا وا ستريس خولش نخ انسولت خولش حدوخ شتوي وي اربع بزنس لريشتو
استغفر الله إزغاز قشة وين تغوك إقتان 73 تشينيو تلك أدين غوريول شو أواج 72 غوشة دتر شلو دكتور دتر وينو أقوى سنة تتعوى بيخدنا وخلق ديشلو أي نقشي سمدول وي أويلي يزوي أربع بيزنس أويلي يزوي غاز قشق دلن دولهم الحلقة على بدي السويد وصار يقدر عندهم صار حد عندهم تحكنيك بيتشات تسينا هي ما تسينا تحلك تحكنيك بيتشات تنا أرخت صار أرخت سو تدلك بحدادات إن شاء الله صار تي دايو تريو يجيك خجاب شمجوش دايوش تريو شاء الله ويقليلا يتريو وهون ده تاغلادو شاليل شفر تاليل دوكري لا تدوش حتى يتاك تدو ما خرتات الدقوي زوجو سجت تنشل وبتشالكن وسجت نعار سجت إيش دلحار ختابة هينز مونا هديك جيش أقطع أخير درويشنا أربع بيزنس عدتن بيحكي ما بيلوش لقديتن ويلسن إبراهيم خير شوية هو كوزاوس يرولك هخلشي دي كريروني بروست رولك يعطونه تجا هولا جوجل شو عايزين تو دقهم شلون بيروتن دادولوش جهارين تقويت خرطو دادولوش دون تجا اتردوي اي امينوت بياتي يو يجدي خردري كنت خردر خان أجلا إديت شوشة إزود إتسايو خاطن تحاوات إديتشنا نو قنو قيتش متشكاحة إتشاخل بالنخبوي أسمع الله مش برستو نخ ما باتيوش انتيش الجديش بو وجي إتقام من وتقاشي يخيلي شا دقو ناغن هم بوش دي درتار ويش الخارتو دقي موچا دوش خسقسون دات أمتا باليت بوش يومش وفرو زداتين چنا اش غاز قبوق اديوش باش ديبوتات الاخروات بريتسيدات الورخون السوفيت رافسر اذا فيلاتو وي سيرجي فيلاتو اذا وجد اديك درك دون نقا جا مداسر لجهار واس وان بيش لت قوات اتنا تيشل ديش لقون درك دون ان سوم دا قرهم تخدي إيمال غاش ده شو درك على جايته ديك خدر كدوي ونداش ديك ذات الصدوي أرخيويو يوشنا همت جوجل جا وعلن أرخيويو إذا ده ديونوست واسمه جودا نيا برادات دوات واسمه نيا برا وجي يشجع دولشتوك ديونوست واسمه جود شوزلوت أم بالي تاريو اتشو عيازنا دو إدوش دو إير إنك أنتو ويستخولش دات يوري خار شام عدويتر مگر برغل غير باي بشوتو واسمه يوري يه أموش داو برغل غدم در إدوش
رجالك شو أجن حيوخش دات نخبايش دماش للغيش دات إخلش ذكر دل الخيتون قامن وتع بيات جوات يشل دش نخبو شاتو تيشل دش لو ويتانيت أمباخ كرتن مباخ مباليت بوشش ميتينغ شير بوش ديوش دوي يازنا دوي تشا جوجل تشا ذكر دل البارس مبي مثل شتو حاجو يزك يجي تو تصم قيناخ إذناخ تصرخ دوقين سو إذناخ هو إناخ سبو بيحكي بوش حيز ما بينسا تيريستو بوش واسوما دينا مدات просто نخشو واغر هو سي موت بولشو سي موت بيتا لأسون سي لاتي عالأسون سمسكو حياة قيلشوات لتعاما حياة قيلشوات إنزل يو قارتو ما يتعر وانت حينا جي ترمرو مداتر просто تسمينات عريق قد من أوليا وقاوي الاشي بوش كنا شدي بق ايميل دول كيرز عدو شوابي هنا سو تلزيروت ويشاسة تسيل قام يخصو تلريستو بوش داتسوك تمح قاوي انتق تبيشو وندويشو سا تلريستو واسودنا وان بوش لاتشا إدات главное اسبوع قدو مولا قدو سون ديل دو بيكاز دو واتودي алик ребят бо приходи гости будем шашлык кушать чай пить вместе. У кого нет, Бог у меня приказ убивать. Так то юг и хум. Уцел аудал. Мады цант агатан дабьюч беш уцел. Тупой леш юг и мясо хлать, ай гнилое мясо. Мады. Махка ашла, ой дой, что ой ты что. Если кортас беш бувай не, а не арабский бизнес. Мечбаган Мосо. Hello. Hello. Хай, арабский бизнес превыше всего. Телеграм, что дойл, хоши, хочу летенца, сац, Мосо. Мият, ташш, диас я горшил. Смотри, арабы прекрасно знали, что мы противостоим такой огромной, да, такой огромной орды, да, ну, такая держава, да, как Россия. Весь, до того большой, все это знают, и арабы это знают. И вот они считают нас, как честно, я душу, они считают нас за дураков и обманывают нас, говорят, мы братья. Ну вот их братья противостоят такой мощной орды зла. Они знают, что многие убиты, ранены, посажены в тюрьму. Просто посадили их. Ни за что. Просто посадили. Да, и по выдуманным, по всяким. И плюс после этого, хотя мы знаем, что это ложь, это обман, это бизнес, все равно они после этого у этого маленького народа, который так сражался, которые не имели свои деньги, и они знают, что Россия приостановила эти деньги, то они, арабы, прекрасно знают, что они туда вместе с Россией завозили какие-то деньги. Когда они едут в хадж, этот маленький народ
они у них последнюю копейку берут. Зная всю эту историю, все это, да, все равно, если это не бизнес, что это такое? Они же не говорят дело, смотри, наши братья противостояли вот такой державе. Давайте, вот только один такой народ на земле, который противостоял такой державе, мы должны хотя бы их дать, бесплатно пропускать сюда. Хотя пусть это будет обман, там, этот камень туда-сюда, но все равно они берут деньги. Они, может, пустили несколько человек там, понимаете? Это же не миллион, не всех пустили. Они у них берут деньги. А хайшун, нохче, кдей чишу, хильчишу, тинтера, дегчи, аж интернетча, годейш сон, да, сабош, асалери, ахалери, бедаят. Ему плевать на тебя, да, и на меня. Лишь бы ему деньги шли. Это тот же твой бусул, ваш, как называется, называемый араб, он у тебя берет деньги. Хотя в истории такого не было, что такой малочисленный народ, что противостоял такой многочисленному армию, да, как они себя называли, второй армией мира. Вот это твои братья. Вот они там явно сняли маску, а ты даже их лицо не увидел, да и маршал такой, аж все где здесь алхетсон, а здесь да и совсем превышнуть аж лучше. Я бы бизнес, да, под любым ورا داعية وقعدنك وجاهي и عربي бизнес ототрать лучше. Да, шигар последний копейк хайвачо, так защищать вашу хаш. Целом что дой ахуш. Прекрасно. Арагаски юqarqdo нутен дела России. Вала ертен яқи тахан бат. Дика бой ай нахчи дам. Табан балнах. Шутан цана эхитана بسن بالنخ دوش الله خلق يتردير مدو أحسن باش دا غيرش دوك شو دلا دان مليورش بيزوان دوك بسيخولوكش بيزوان بيزما دوك مدارده öylece. Прямо даели ашамат, даели ашвала арве руса. Да, сам ватер, да, что хочу главный ват, но не знаю, что-то все молчат. Давайте немного раскручивать. Сейчас, честно говоря, все вечером там, наверное, ужинают там туда-сюда, чтобы потом вытащить это из, наверное, этих, короче, свои шашки, короче, и потом зайти сюда и размахивать ими. Кинжалы там, шашки, машо. Marshall Masek, so kinds balar чокачо, чо просто чуэлиесо, что дистрош хазан, запросин тундер халвелиесо, я умею да, вистру да умова. Потихоньку сейчас. Так вот, Фарго пишет, пока не выключаю, да, дикхарду пока, если есть вариант не выключать, чтобы
постоянно как бы эфир шел. Сейчас это самое, после ужина обычно ближе к полночи вот это язык развязывается, и тут, короче, можно много о философии услышать, там, о любви, о природе, там, о каких-то этих душераздирающих там историях, короче. Такое, ближе к полночи, за полуночь, там, как правило, всех пробивает, короче. Да. Антой, цаще коминуат, команды, шлудуша, шворсу. Резкий, арбо, цаун, сун цаун, ца имперский взгляд, чушь, будешь шекет, ша адам ватаин, шейнек халдох карлош, на будешь дать хамху адиче, арбо дик бойсон, резкой дик бойсон. И резкий сын моста укса арбо. Ой, татбеш мамбок чуа, синце латин. Yani nohçu vecri buyuş, nohçu vecri batüş, nohçu vecri hillabat. Nohçu çun vaşu, kıdavek nohçu çun vaşavat. Ve hillavat. Şoğustra şişo koçsok, şoğustra şinşören çuha. Sun hagindo surtta, nohçu çun, nohçu bir vaş hillavat. Ya arbu etsa hilli, ya kıveksa hilli. Бобош, хамил штардоцек. Царахи, уқарахи. Цахир дарбош, цума сатюш. Нохчу, ша динак бе. Цум цахум гирдат. Ша халаватан. Хамил штадяш, харча даватан. Цудой, хирду нохчу ошакет. О. Дик. Амна штухо дунянча кездол вейла кездол амна шту шей пачал кватин кене кватин чакбош шей барт болдер вукер халудон ац реск ши арбоши шамело чуна цан навязвато шей цас стратегию цей навязатина шайдол адам теадитан шейнак халдак ونعدل إزدمك شتاتي يردمك شتاتي الورخل إشاتي ورير إشاتي دا تعاوم دا تحت رازو والويزق تعاوم دا إشاتا تيردين تحواز العداح تعاوم دا إشات خاو دنيا نشو عداح خاو دنيا نشو والر تاني سرازو والويش وخو تاك خاتش شايدين تاني شاش بولتشا بايا بيسق شاش حبولتشي شايدين تاني تان دين هدو خالي تان ديل ملو خالي قدق ملو خالي نوخشي بوش شايدين عادش دوش غرجع قون غي بوش حباه كان قامدو انسا تاح شاي مخول كزق مزبي بيسان بوشا حواهش بوك قهوكش مسو اول ودنيا تعملو سق حول تعجيكتي برق تعنيقا لوحكش باقوش قدك ديش تناد على الوقش وقار حال الوقش اشتاق مسو اوو شي مخول تعزر دغتان دي على اهتاش اشتاق سوري من ميري عواي دوق اشتاجوكتي ساند على الوقش حال الوقش يوقتا نوختي بوش وين يوقعش كديرو واري مديرو واري داودو واري هوني عدينا شي وينعدينا شي لبزادو واري قبشي سالغن وروق جاسا جو лабазано, надо глую, надо лабазано, оркца преступник конкретный. Кремль обеспечит вещь. Лабазано, тюрьма чаволчхена, угодно штикачос, тюрьма чаволшор, угодно штикач. Гала еще начало 90-х. Гайский шварт дук национальный щерцig аж со центр гейндоч. جدا وزال أولير حلقينو سؤال روسو تيجر شي وخدنا أرولي خز بلندين كولي ياقي
تاني подражать я швори та тюкуйлер кыш касет шата боевикш кайва даласки уре хан стечкин уле ара уле гулят я швор понедельника вот тюрьма чабал бешул именно гергерса годица ундукс понедельника юх тюрьма чуах что чуа камер чуа хулбари угадно ара عليه شو باركس زكون بلو ورچو خياچ بيون إذا يرجنت ميرو يرقي ير أدوغو ير مدوغو ير شاشر هنسا تحتلا عربو هنا عدنك تامو دوش اج انترنت شو خوشم سؤالك إزدوي تاني ليخلغي شوق شاول دخول شانوخ شو بوغ تاني تعوهت ليخلغي شا حلغة والقبش تعوهت حوالا متى تعوهت تعوهت شانوخشي غرشالو نوخشي إلي وليخلوات إلي خلوات ساوات شاوك ليخلات شو قرب سونادن شون راب ويونادن شون راب ويبوش شراب خلوات شو قرب خلي دعوه وتخوي قربش خل مباق Салам, ребята, салам. سلام Ибрагим, слышишь, да, брат? Я как его? Алхаз, что был ингуш раньше, где этот пацан? Или ты не знаешь его? Я, по-моему, не пересекался здесь, Алхас. Он, короче, где-то 2 года назад постоянно в эфире тоже включал, и 2 года я его уже не вижу, не слышу. Короче, где он, не знаю. Если 2 года назад, то точно не знаю. Потому что я в ТикТоке вообще-то там пару-тройку месяцев только. Значит, ты другой Ибрагим. Есть еще один Ибрагим, я на него подписан, на тебя тоже. Там есть другой, палестинский Ибрагим. Да. Он в Европе. Вы тоже в Европе, да, ребята? Ну, я вот в Вене, в Австрии. Некоторые там, да, в Чечне. Ну да, желательно, кто там, пускай просто слушает и не поднимается. Да, знаю там то, что творится. Еще немножко и будете свободны все вместе с Грузией, ребята. Все будет нормально. Самое главное терпеть немножко. Давайте, ребята, я выхожу. Давай киги долчена ха масалаха дукку ваш валадат, например, то Пекерта дек качет надат وقل واش دات دقو وقور يلغيتشو اشتو اشتقي اول واتنا توديت انت عام دقدي انا تونا مش حلقه دقدي انا شقا قايدس توشتا سوشت عاموش ما ويت سوشي وشو عاموش اشت عام دوتشو توبو اشت ادمش مو نشخل خايم با مسل دالوش دوتشو سوغي اق لدو شو سوتينج برزلو يربو تا أقوم حلاس إحيل أو قاي قرتر باقي حلاس غير تندوي أتاني ورتا أنا سؤال ما أقدر عليه صار اليوم غير إبوه إيش حالات غتا أبوه كنا أو في الرباطة ما خليت روي هرال حتى يا تربا تازان يدلي لش قهويكش كديت شي حالات غير إيش تحداخوة تنحوش على الشرباطة هذه حملات سنتين إلى بقوة ما خليت سوي هرال مثلا صون ميتشا عيو دقدو يتخيشن وي تقوم دعبالشن عداس دو حلير إن صون نبريمير يعربو محكا خما تغار تبو زرقش تعتلي بدين شوحا تناوستا بيستخلي دوي اوش спасибо вам, чечены, да, с переводу есть, альбом отдыхаешь. Спасибо вам, чеченцы, что вы выпрямили нашу согнутую спину. Ак оша хэт докбалчан. Адмилу арвамона. Анауас. Ариш арвау арвамаке. Тамофти цау ала. И олцо. Акё кано окаве ويتوغلوش نخبو داسا أولي عايشتدو قوليلش يوغداقا أجر هما تخولش تا أغور يحقوش دول قون أقدونا
جهر بوق أنا وقت يو إذا وارب ما نسلويت سجيت حاجة إن دونا في قوما نغو دا ناقوس تصدق إثنا إلا كبيك شل غير تدي مليون شغل جوق وتسيوشن بو أقوى إيش إذا توم ليش تدور إشلاح في تسالنا دون قوما نغو دي با تلاشين تسيوش هما يودونا وين خادي شا سونا مثلا هدو كده إسكي فوت ياما بوش تناوس تو كيلوس خلاوش اتس هو تيمان تدور دشنش تو бо раньше я слушал слова людей богато и верил в их дела. Теперь, бо я слушаю слова людей и смотрю на их дела. И تحني تعرفين وين دور دوي وين ناقوس تباتش الخبر دي ترغدات وقت باتش وقت داتر إيش دونا أولي ناقص دا منيس أخلص يكسواش دونا إيش جاها متخدق ديش خلق يهي قلال إيش سيتواتي قوي арабский бизнес сани ягдуй. Так что вы за бизнес душен, реча ягерта. An годи дош батш, ла годи на батш. Явайт балбал штат. Егулкан вилш боиш. Ягаске бо وين تحسن دقيقة ودينا. تعويجري تعويجري. ديربو تاشي كويوش. نيردك حق دهقن لچدين شيء تعجوزل تاني تعهم دي لوش بات نيردك دويت قولا ديتان تاني لچدين حداقر دوش بقيومة دي لوش بات اشتك بوز وشدك بوز تعويجري بو إيش استمتع سو مستنا خلما يتسري أبيراتي دوي процедур عجلة خاسقي روبل دوي تشعليلش خاسقي إستوش دو تاني تسري وجه دونو بين بارت بو вообще он бала ледюнда ويجا يش процедуру إسلامه من هذيك درجوش أكشنا خريو إنتريش يوكش بوش وين تاه وين خلق ديش دو أك أربعة نت أخش دو قيتي هذا شيء حباكي تناخ بو ترتاني أخشنش إنستغرام مو بود например بلا متكشات إتس هوي وين نتوقع دات ستركتور شق توقع قاعد خلش دات السن سيستم يا شتا ترشيمو بين برت بو وجه ديرت عدين دوتا وخلق دره داسا هيتو شيمو اخش داقشتو وين تا اقداجا تون دبر ذا شو نشت حيو غربش النخ اذا كنشت يقعد لنا تار $5 ودقيقه مدى مينيموم اذا دونا يقعدوش سمستنا بين برت بو باغي سنتار وين تا خلق ده ويجا ويناشي براتي بوخشه شيشان ما شاء الله شوي دا كسان دشا دشدات مالغا عدولشتو ايغوشتو دشنشتا وستوي سلواش way that odolnaš buk way hamadat odolnaš buk to цей мот амуш шей мот бац амуш готтер büyük reisgen wat te arboy mot bu noch chumata da wistkelch duitso so tsaqiyeton reisgen mata arboy mata ala bosh tanig mari yuch uqum mari yuch shibuht bali qu tichung mari yuch ha arbosh magin madoyer dino magin madobosh ta chay bari yosh shelu shelu oglevosh شبيزة بيك شيلو قواسقوش شيلو غلچاي شيلو قالقوش شبيزة بيك ليلادي شاشبوك نوخچه او نوخچه شيل قوق عادت ليوش ويك نوخچه شي ديندو نوخچه دينتي دا ülzen قدق ليوش ويك از نوخچه وات سيك خيچ zum Zeit holidays تا دون ساعت قداس تردد ووصون تردد دنده ورده قبك ويتس خاسون مش جين بحثون سالدوتك خزن دهتون نو سدد داسي سنداسي ليلنا خاسون سون تلات عربو خلغاش سلالا سدد نوخش غلق نوخش عادة توش القوق ليش طوّن تقبل شيء سقوي شيء سون ويشوز
اختار حوال اختار قين اختار ليلين خلش نوختي وش تقوى الويزي الخيط سون نقاسن شي عربو خلغير شولا لعو ويز عربو اش بلتشي داوان تيجا واخا ويز تيدين لي وش تيوق لي وش غاسقي خلو وقا غاسقي بوش شوارت يوق باتشالكي غاسقي شوارت مهتكي تيجا داوان تيجا عيويز يتشور اربع بيز سويلي أرواح كويس غاسقي أرواح كويس عربو خلقك شوية أرواح كويس شابك أرواح كويس عووي كويس ديبورتيز نمتش مع ألر ده سويدوسيا قايم شين سا توش سوس جرماني عشو يلت شدو قايم شين توش سوش غير قوق غير قواتين سعادة توق توت إيراح تعبوهم بيش خط ولا كيما تيخا وديبورتو قار إيش نوختي شربوله يولي حلق وره دايش قعدون ساعة تقلوا عجرين قدك دين خارتوين خلج ولو آر ولو قرار ولا يرتر آر قوش خلق إشت آر قواس ويسق كده يرود عوغت ويس جو اسق دقويش جو إزو بوغتو باتريوت عوغت ويسق إش بولتشي تيتان كاشيتشو دعو جروش إش مربع كان تعمو دوحل طومبات بيحكم بالله والله صار والله ما تشورس هلا سمعلو دوحل طومبات دعبتنا دقنا تشينشين مدري وأدم دات جيمي وقو دازا أقتاريش توسو بليني وما ينغلش دازا بقل وجري دو وناشي سبين سوغنوتي بابراويلي بوش يوم شتيتشا أدما تعدومي اشتيشات اشتيك داور لأشدر دات وزمحكا ها شينيتشيني شما دازا شي مكشلين لير درب ديش ناخ شو تثبتي ناخ تأيسليتي اوشا دي سادوش غاية تسيت بلابل شي دقادات وين بوش لا تقيتش سادوش غاية تسيت بلابل شي دقادات وين بوش لا تقيتش دي أتاري هوندش انتان إردوقس قشن حلغة دات اشتأيتلي ترحون إش ويتعدون وقو شغل قدو إلرون نوتني ديلا إلرون قيبتا يحقرون وشويون ويتعبج ردون نوخشي تيغانش بما تغيتي تانشي باليسينش تغيتي أنا متيغانش ويتغيتي أن تيغانش بي إش أتنشين يؤتر ويتاني إدشنش أو نيس مدو توشل слова людей верили в дела Бог дат и звонит عشق دالب دوقي تدشنش إشتر أنا ديلي وي شين محكا ليشين يا دا شو تدا كتر صار جيم ما داج غاز خشن هم دقي تدايت اشتمليتي تسالت الزهرة ويركضوا وستباتش وي بيخدش إن شيك باغر мы вам говорили, а вы нам не верили. Богштат, две черки. Заберите ваших террористов. Мы не знаем, что с ними делать. Там же две черки, да. Перед этим слово даал. Дага Андерсон и даал ولوش دقت دو. السيستم يعرض شنق وين قاعدوا ويدق داال ديز هو تشاغدات. although ويجري باتشنش. شغاسقي ويجري بوشن. ويدشنش تعبوه شوي تاني ويتعبرت إنسان ليدا ويغبيلا بيلش ويتغيتشن تان ويلحلتي أمريكانش بو فرنسوش أنجليشانش غاسقي ويقديتا تم إتوي أخش دعان شينا ليوي كان إسبرزواتو إيشنا خزدو شير دكتو وين سيولش نو كانوا ما خدولش تاتسيقا شيء انترس بيتار ويد أحشقا قولول شاتشن أخش دك تسوي ترشا تاشن شنشو شي أخش زلتشين يلير أجي أخش دوتك تسوي ترشن تاشو دخالوش شي درزي أش حلغادات وين مستخدو غاسقشي например أربلوشنا شاشين ذا شي مستخشنا ناقوستي تغلي تن حلغة بيحكز لويا دوي
Что это дальше? Друг мудрый киц. И наоборот, дальше царю кедой. Ласка, ты мой друг. Нет проблем, мы чеченцев не пустим. Пускай умирают там, пусть гниют там. Нет проблем. Ахвая кес пачал колдас дегар. Царван годир. Дек да алмадиз. Да мадур. Леч адеша цер бизнес датве чагоша чен ямбоч деш нешли чедона. Далилар тануке дат يغوز الميل عوض الخيط هذا تبي ترسل دقنا برشين تك دابا لا اشتات ايش بقى بيجري بومرج بيجري دش نشتاخل يركو بروستا وليده انا ديلي نت غاسكش خلغادات تان توشتا تروي تشدتوي ايديش ايش بتصير بيجري ايش بتشن دك دوشن دو زينم صارولك يقن وبقدك الرشن اتسع شين دونا فيزات لو دعونا جوعت أتى قاعد عشان لوش إيش شغل يلش بصوبنا يبقدرشن لبوي قاعد دق ولا شغل داتا أتى ملخ وشتو قاعد لبوي تير غاس قيتشوتشن النخش تثبت يدينستن وحاجة توايد التعبير تاع أخشى دعوش موايا ودعمو تطرو وش تبصرت وش إذني بدوين سدوي ألدوشن وايد يلاشتك تانا حق لتدارا تارا بيرت قوشتوي غاز قش بيرت قوشتوي إيش تتواتع دوكوي أويت إهايدات قيج أو خلقي دوكتار وين خو أكتاو إش خربو إش يتسجن خلا ينزأس يوتشو سلوشي بوسي بيري وين كيجي كان خور مداتي تنجينا مداتي دادا ولا تنجينا خاشتوش دلوم الموندو يتردو يتوي خلبلت أمباش دق بوخش باتش عربا يجيروا يشبو بوخشتلت وتيش 500 لت حل خلدل ومشلوش عشبوي تسلان تومر وخلبل انت دوندات قتل يق بچال قد دعال بولا لت بولا كنت بيوش باتا او تسير وتيش 500 شرح حلقة ساي كيجي ديرين اشتين يشتير يقي جولك شاس دقو اش بيوش بو ايه ده لا تعال ماركورتو هنده بطي Дерес хлон цадик анализира. فرق حول ضعي غير شمات سفير وات سر вариантlar круглосуточно турерас. что-то ерунду Югор все равно. ТикТок, спучок, амел, сейчас экран ты не можешь. Вот я не могу вас слушать, отключить экран. Уже меня отсюда убивает, короче. Постоянно по подключенным экраном у тебя должен быть. Не то все равно, ерунда. Да, иду и YouTube проблем. Нет, вот смотри, какое-то приложение, его же нужно усовершенствовать. Вот тут миллионы людей сидят, просто вот какие-то эти моменты, я не знаю, их же нужно с обновлением подправлять. Что там, обратной связи нету, что ли? Пользователи. Да, свернуть, киухшляш, ладош. Да. Вообще полный тупняк. Сацог успел, короче, шайк хаммет юли. Так, вот этот Руф, это кто был Руф, который поднимался потом? Микрофон так и не включил, спустился. Хочу тердать, он ночью валарим. Сестер ворвал, ночью мата вистхал. Ночью мат бит след, киета цакиет. Вавесан чё терду.
قيقوز تاع تاع دو دقن تاع جاركي تاع كرشي دايسا تشيش ايش سغولي اخ هوك ناخ سقط له اربو اللي قيش انا متر ليوخسا где там ругаются, где вот это все, короче, битва. Нахан и есть, короче, гладиаторские бои нужны людям. تا دو دیز باید تا Да. تا ده دو قوخن خولر سوق چو اولی عرسو تا دو دولچه دوک ناگولا حتی پرغا تویست خولش تا نرمالنا امال دیش عشقینا تاني انتريس ولا بقطع كيفيش وقتنا واش ولا عم باش هيك حقولرون موتسخ خودي تخلوش خواتش تات بوع يا زور Понаблюдать. Не, Вендетта, могу еще уже цеёшь, по интернету, да, сижу. И вот они его ищут, Вендетта, где в эфире. И по нему, короче, они и чуяльметики, короче, и сто человек, чуволсик. Да, что раскочегарить, чего, все равно. Вроде они все как бы его ненавидят, но их тянет, короче, на него, да. Не могут, без него не могут. Ну, Багдак все равно чувствует, домодойца, Багдак дует Вендеттас, он во всем прав, да, там где-то он грубо что-то может, короче, рубануть конкретно, но это он дик мадуцоду, дик что му эрдонца, мысли дик высказать, я хахцунца, нормально, достучаться. Если есть до чего достучаться, вот и достучаться, до чего хахцу. ابراهيم تاع شقق يرحل دو بلغت او شوصة تلوان يحتوى جنينو شوالا نوخ شبون اتسا يوخ كيبي شون شات هدو يتسقيت نجو يوخ دوجيني هون تيقا تسار هدو يتسقيدرا شوال ويستخلا شوال لدوها نوخ شموي تسار هدو يتسقيش يوخ كيبي شو سون سيل كاكوا سنسو Sätsa parkplats, sätsa så äldre, sätsa tjuela så amo bo Vendetta чува amo bo та человек сто, короче, была Иисус имате до чада дич. Зу да юх сегя хуэлер укер. Да я бос ночью там каскомата дахсон шедолишта. Переводчик ватса бос хуэлером хэсон бос переводчик, сахаунсом бос. Ночи мата тоже, да, чуя шагуло интерес тундел махул жалиш ты баргас кишта бит хажуес хос он да чаеш хачу шалчета не то сам бадик дич тамел куча бит вол шербеласа вообще я тяхкиш юешетер делата хер сенно меттигита Вечная лакая чудиш, так цунах наоборот, тапает бол цунах. Мурат, сажим чуть чударте вашим, сажим зрелище. И джахари сур туда дельнацте. Provocatор, о, боя. Сайн диезде, сайн жагаар уезде. Там дети еще. Второй класс чакаханас. Троюрта. Он мой кумир, я его люблю, барицу. Второй класс чакаханханюас за 93 год. Докой бас. Юрт, ну, каникул шел, юрта, то так, да, что был шло, что гудел, а что уж. Цау вольвой машин тяли, уж ворка стоина, а в этом машин ерцон, цигата гергана, бертон,
ده هو اليورتر ووش تجع طبيرش كي ده تصوين علوش خينا ستسات سون هيتا دقدونز تو مثلا أخش لدرتو شي كستا ما تشدي جو تا انتليجنت نورج جوخر مساك أخش نش للتون كاكراز أتخين عدرق يقدر تا بيبسي كولا بوش تا نبيت كشرت يو بي بيبسي كولا بوش تا هم شلر короче так досо тыкнаш кай Юптин дегиосун хорошо хорошо юпи и пепси кола дер как раз что и هو شباش قال باكو يشتعبر царь حقير باكو شي юпи Уберите, да, по-братски, Джохар, от вашей аватарии. Поставьте какой-то гей-флаг. Вы пидорас, вы пидорас. Ну, вон отсюда. Пес смердячий, блядь. Ты пидор. Zu project is dat. Wist je maar zijn achterdeel, kukdeel toch maar zijn dat doorzo. Как раз каникул шеркаш, по-моему, июль бары, чё ёханер, июль август каникул шел шанеркас. Ё уже цуэн цаус гинахсон живую. А вишь то первый раз то и митинг шуле чхана традас شي ثاني غال центре أروح من شخناش قميادش خزدك دوسون مدق أدم در تجاه دق أدم در قول دلتة تجاه ستاندرد تير قميادش وين سون إزداني دك تيوسون بعدك ديزا نوزداني ودايت نو центре أدركس или площадь Ленина كوياني أدركس هنتم تجاه إيماج دي نقدك площадь خيتم قلت تجاه ريسكون ده تجاهينس استاري اتيا يشخلو تأتيلر إز كجب زاني يولش تيركل متك هنتجاه دقيت إن شاء الله بوتجاه دق فيديو شتاع حيجنسو جار أسلورش قواناو إبراهيم أس просто ارتاتيو لويو تاو شلون شيل ديل تارن خزاخويتش إشت دقا وإيش تارن إشت دعوات ونيري أو تام بيان شنا دين حاجيش تواليتي ودواق دوخ سايلش إمو ما داتر سوجيش تواليتي داتساقيش بيرش بون إلي بار شنا دين تواليتي وش داتساقيت خوات ونق دقي تربل شيء ويرولدون شيء ضيش قوس كروش ديلا جوار قواناستا قورق قيوم مداتا وتوي مواستاش حلقة и квартч и ваберзин так мать в любом случае любое видео ты аиш кварт ай ин туасан камел дина туасан церт юqmettig лиелина цапа чават ходинен чва цаллик ца Atjo kakabors. Zijn dag dit nik die aan duurt zo'n duhal. Ja, azwa gersh. Joger. هو اللي راه ملش خزوت عجيم جو يستغلا ساعات يول كرخبورش ساعات يح عرج خيرش جخاري خمشم ديت ساعات بول ها اي ارجلوريات غاس قشكت ارجلو تانك اليان ليل شل هو قرقتين بولي ارجلوريات تنته هرشيش يو ارجل بروس قي ارجل متك بوش Сам заметите, не обратный эффект. Если бехва герче, дукум сгущули, что имел гущуля, то наоборот, то весью, то авторитет, кихалы, шух. Вот мы узнаем новую информацию. Да. И вот получается, на фоне этих событий, я даже вот эти дни
представил халкага он ящел давление, гинц уже по факту гучель он ящел. До того так колоссальное давление, вот это выдержать со всех сторон. И вообще он еще больше дал. Сотни раз поднялся авторитет у него. Фарго, Хажа, Хинс, например, حبوقنا حيتي عليش دول حولا تصاصقت دي شو قبوقلا ديلا وتحولا هودي درتي هودي دادير درتي وين تير هودي ميرش خير درتي وي باش ايش تصاتوش سقت دي شو تقوات تو هينز окмаршу нет я лелол стагуй إذا если الدنيا نواجه توشوي تقحون تسويزي حريز واتسون تو اللي ناي نوحو مارشو يوتشو مارشو خلوش قميلش ديشو دقشو عاودو تغسون سوتسونا تقيت но от маршрут дадил даванулся, если этого человека мир уважает, даже некоторый народ его даже считает пророком, حبوقل هاي مارشو نيل يا حوالا إيهم بهندلش حتبيل أد أويشو أت إيمن أت بيرسونين جرجع قيتيا. Да, логически, даже. Да, я это даже говорил и этому Темишеву, если шундагдара. Моса хода има хогас кишка масярга вахуш и джагар бяхвеш палбюч лил шо Украину, Литва и так далее, Турция, массу метя цунцар улич паркш, там сквер, шум, шунал, дуньяну лоршу и так и вайн плюс до от им цунга бянир, а если инах люш буй, значит уж сакие там инах маршун сатуши маршу ешли уж на бацуш. Қиетё? Ишт не слушаю ихум. Я понимаю, дуньян герга минус дин, дунья ну отвергнут винцун действуешь банец, от это терроризм и так далее. Вот я это понимаю. Кусовала милвала публично, я это не поддерживаю, цулили не поддерживаю, дунья низам я хилуация, низам дуал гилу. Я понимаю, но дунья ну лара ложь, уважать я шел тагам публично бюрать на душ лил шел тага и маршрут был шлил штагуации. У него наоборот ненависть к этой маршу. Чтобы прикрыть это, он нацелился вот на определенного человека, которого мир уважает. Или он работает, работу свою выполняет. Дунья ну ложь вала турпал мауи хаком яхкам мабуцу бешбег, если этого человека мир уважает, он яхкам буй. عواق این بان هر یری وجایی از یری وجری باش واقع مسیرگ ای وجات تویش ای ویزویش бал ناقگ ای بیوغت انا یوچتون حلوش ولا значит ты против этого маршу. Козырные у них обвинения чувает оно специально. Большинство часто слышишь козырные обвинения это чувает оно специального. Он будет. И волк бьюхумш. Ну, сян лукай ролик чуа, темишев, дючу, лице дюр, кажется. Дючу, и КГБ, ФСБ закинут вин специально, короче. И курки, короче, чуквеса. ديت قيالهم دات فارغو قيهم دات церцунт эқуалهم дамадат. Они понимают, что ФСБ беллову там унуацер агенту из эльч нохчиш отсуман там внимание, они это понимают, цундел ящу из брош. Қицерцун алهم дамадат. Хоршящи شش یک شنت اعداد چند اقش بقش
Itun anise larone. Itun dual melchilag ween schena. Ja, gut ween schena ziga. So tuan jim wala ishado umshkin usat tagergar nach طبق وجري شوي قويك تو بدونوسكا زخواتي وشخينا تسقعوير تغتاشي إشا ميلدل همش تبقى دوش إخزي تعطل همش جنوسا أما بو إشا شخلش بوينت إيمنا تيورشكر إتون دوحال ميلخلش تان حدو إيش أخشا درون جرزة درون ميلدل современный تغين أخلدل تون دوحال ميلويل كان أتغاسقش إيمنا فينانسيروني إيش حقيقة أخشى در دأمل در شادق در تون تعواتن ليوتشار حل تانيجر تون حياقن غاسق شجر حداق نقبي جرزة داتر سيولش كري جرجي مخكر تجر جرانيتش دا أويلانير وكروج полностью إشتا كزمز تاتسومش كري أخشر تطوان بياشتار حداق نقدر تاخوش تون دوحال مالولچون هينس وين خوشتوق هينسا بولش بقناخ تون دوحال مالخلق شي دا أدوش مالا مولش شي مال تو يوحكا يوحكش شي دا ليلا ديش چق بول بول ناخ هينسا تي عشبوخ هينسا تي قنبا تير потомкш тях и худца нах Christus nagrätschos Jel doch imamische Millen noch böchten der Jeli doga kaluga schwarz عارف تروتاج در دوتاج متين موي سيلي امام شملوبو вот цатбо ночь о возвер фукас о изолбош туна тя ночью на лет книга я единицу ночью кварту да диезбош раз حوقتن агенту полностью ишт حياكتن Микрофон ضعيف. oppositie boos gantemiro vi ونقعد نجي دقير قشتو متاعي قلل حل ويري غالع سريونر بس يزعولون دقانس صاخلز تو сторону но остановок отсау цега ik كجب يخل إبلاست يغدلي تياش ووشا إيما دالشي ونقعد نشي تار ووشا تسكديرو تاري إبلاست قوش ووشا بير تار يريسا ير جازوي تار دنيا شا ميلدو هناخ قوش يلوش خيت قوشي تا абсолютно та образование, таум хушата единственное, ёл достижений, чё хитрый уез. Холта все равно хулк та адам та гоузал ёлш, цунга ёл гоузала, чё курши, чё хитрый, холта крис хулк та мухдах бат, исан курши ёлш маез, мелчо курши мюхан, يريسن يرهم يرقير شيخ وشمس على يتغاسق شلات وشق نوتش انت تعذر ديت سو يدودير تون شيت هم دم داتسون سوير ال دال هم داتسون يا بيختينيس مبوت سو بيختينيس يستون دير يولشق تاجمال دال هم ال كان دايق يزبوش دايقش شين لوك دي شات شахматная доска тясан شين расстановки аш мабыш вируде кам جوخرسن شين دوال ولا كارچال شوارت тат аудиц окол экономики уж кедек долш подкупить шварт ахшду кедек до гергернек подкупить виру кевек подкупить кешет عن вариант сахич цугена самый современный ракет использовать иные нукцарис. Хайнхил ищет ракет. Единственное, чин государство хилюк цугайна и ракет. Америки, Советский Союз и
видеокамеры снимать, аж полностью спутниковую связь, шеги, ракет. Крыл государство, они хилаят, угар дорогой миллионами долларами двершо ракет использовать. Там где-то от ракетов Цухена, примерно 10-20 миллионов долларов махилок цу ракеты цацун, Джохран Тюанил. Цухена доллары мел махила, инц 10-20 миллионов. Любой цап просто джевелин на дверь, Цухенах от ракеты мах оцелхилок. Раз 5-6 раз дороже. Представь, да еще исламские партии, хунядан, иншаллах, машаллах, бошат гулбил, аузу биляхи, хунядан тогут, тасуршка, аяч, дюч, дагиттан гулбил. Хош бу, короче, приялся гу ночи, как бы якобы основатели там свободы, там туда-сюда, там независимость. Хинц, цуюк абуш, а потом, короче, цухан, туда вообще проектировать даже его нету еще на горизонте. А потом, оказывается, туда шариат строить. Просто это надо спокойно сесть и понять людям. Царь Фарго, царь финансировать Винворкес полностью, Арби Бараебог, полностью финансировать Винвори самый современный Герздерцунга и Хуоцунах самородок Олцунах, Мичервелца, Шагучвелса Горез, любой связь Зерцун, это дохарту ам табячу хена. Чучва дуки организации создательный и разные от цултя дук страничка хилил методика. Мусик, они через Фатта его финансировали. Фатта вы. Да. Вот теперь эту персону Фатта, если ты ковырнешь, откуда у него? Пешкер Бараев. Не, смотри, откуда бабки у Фатта? И Милуа, миллионеру, это магнату, Милу. Иордания на подсосе еще полностью Америки, он инсанюк, инсацинерцан финансирование полностью, короче, пайники были цищи, короче. Они их постоянно там, я сейчас не знаю, там какие уже цифры, Хохкузайер полуночи, Иордан, Хохкуза, Австрия, и лошадь, она тоже там по европейской части работает. Короче, и кризис хуйтен, как бы, те меркцери, вот американцы. Еще на подсосе ашел Иордания, откуда у Фатха какие-то бабки, вот кто он такой, чтобы у него огромные бабки к нему поступали, которые он Бараеву скидывает. На момент воюешь, ты ахкадишь. Ама боцари ахчолуш цунгай ахцухена аймаха адам мецдер моссухена постсоветское пространство олцуна дук адам мецдер и уант амхилушаха тексарду яхаёш от Таджикистанер, Узбекистанер сундагдо дук набар тек лиёш по дворам саадуёш. Чо қииханерис цухена доллар шайнха он $100 мял ахштар. Цунде молодежь хайма дук шата образованный оч кедек доч ахшла дел чани герз эл чани о шак адехи ече цунт яуатан дук избор чуй цига дук преступление шеркон инзери дук пасу кевек и дестабилизировать обстановку, единство цехлита от Джохар Боштал, хумантя, Адам уже гулуш луйцум тягитни гагина, уна укрдать до аэропорт Ханкала Вабисан шхена, это амони хунядин, 200 человек вавасин, в течение там пару часов разогнать и митинга, нах вабаси шхена, еще разоружить пина, автобус чухошин, давай Россия дуйте, и мирatu аж таусича, куна укрдать цело. Цер урус мартани, гихти,
Gantibiro, Quebec sponsor Wirtsuchena, do Terkistir, und Familie itself, إذا спонсировать ищи бригад ноябре шпиля со жидов Автурханов. Автурханов со жидов взял ули Руссо Заводского района прям жидов взял ЭЛСИА Войко поселки Руссо шадал движение бердала гинасониш и цель цыга хилдал ищи цыга танк шиагини تقرش إذا أتخشوا دي سيا يخشى تجا غاسق بردق التنكش باجني بيني أتخشوا يخشى دوحر بيرو راسه جزنا داجن حج دق نقصن سخي تدينا تجا خلدو يخ دكابرا غاسق شو بيحكن شخين عش تجا بوي تجا خلدو شاو سيتواتي جنوان دات بدوالشر أرواج وحش آري ميلو تجاوي لكمتي стадион ню инца ёушишули хото ждавок зал относить деш ерте локомотив ош тига спортзал еркегер ну локомотив охтунах тига и 31 خلدو صورته شادك и شامل يبان في المرواني и ده يخطوط يا عم تاچيريوش تنوير يتغويكا герза тюрцон и лабазано бош мундир тоже организация банда инглиш тоже ФСК ФСБ шей финансирование уж лишь чёртер из-за шей по-моему Гелеус сега ja mikrorajona, по-моему, Tuambin церцани, квартошки, Ермоцон, цацани. Mikrorajona, izvircer, Милуэр, Мелхи, Ханкаров, и Ханкаров, чего баакан, говори Ханкаров, вообще цад. Чу садиллен отулкан, иштаэр, уэл, лилш. Ярдагошон, лейч хултиго, яхки тыркыз, مسخة دوتشينا وقتين ورق أنتي تريستيجسكي центр. تويديش ويد مختير ليش خلطيجو. كتر يالشجيرس وشو. Виркест уже перед вам добавочкой. Сун добро, сун тогда еще махтя маря. Сега хошла уж. Цега хошла цег гендоч та шикотадич сега рукас. Цу и شاهدت عرات سدحقوا سنبور سا انترفيو يركتون ملوير هنسا يقيو جيتش ميك شوات التلفزيون شو شمانو تروت عم بيشخنا كمان دو الشبيرو عم بيشخنا بوم تاعتنا زسادين تجرستو قاول شوير اج مسخه لو سامتو عدوي تاج رات شغل شامل الإقاح بنشتوي تار بيرقي ويعمل وقونا وقت ما درديش أخشى دعالتا بوقت بيلتين ألغي دوين ساعتين دات يعقبك دع كجب دوين ساع ويربي وقت دوين شليلين ساع حين هم كورتي يرحمو يوقر ير ميو تار بيقن بول إغاسقي إتغالع بول تار دوشيت بيشق بويش تار خيش قيش تار ليلين هم شلرقش تو عمد غربوش كبيرو داسي قيجي تنقوند عمال قولوك إشي ملو شايكي شايك جلقل ليلاش шейн Если понятно, духовно, и возрождение партии, и Дениев, КГБшник, и через них деньги шли эти. Деньги, ФСБшные деньги шли. 150 миллиардов рублей выделили. Литературу вот после победы литературу чукисан тоннами, много тонн литературы, Бадр, разные, короче, исламские. Одна из них издательство Бадр, которое недалеко от Лубянки печатало все с 90 по 2001. Да, هذا крепость мусульмане киснали люркуш ажимнаш иши та тавхиди та райские сады та разные яркуш
Ведь оказывается, и когда еще Гухчах дальше, после 2000 где-то уже, где-то с 2004-2005 годов, эту всю литературу сейчас можно в интернете посмотреть по Минюсту, по этим спискам, эта вся литература считается экстремистской сейчас на данный момент. Прикинь, что Гухчах ляхан посадили на это экстремизм, терроризм, шайди, там, вахаушина, что Гух, нах, бэбэ, шайди, Гухчах, что экстремистские объявители на литературу. Фазо, Анислион, Ишдарони, и музыкши, и Далюкачал, Иерусалим, Неадинег Бош, и Эшерш, и Книгш, и Шейк финансирование, Шей полностью Цуман выделить, Шей институт, Шей спокойно веков во времена еще с царских времен, Шей полностью вадуш по полкам, му болба без. Делить побес, суфисич побес. Кулийский переводчик, и переводчик шляской могу представить, не Буде, а це разрешение. Крючковский, Порохов, и теперь, главное, ажанец, царин переводчик, нохчин чухисан, нохчин бэйан, юг и литература экстремистский объявительно, а Кулиев ходит на свободе, и Бог худу. Порохов ходит на свободе, остальные переводчики ходят на свободе, они что, не экстремисты? Игуду, где Шмаков? Почему Шмаков на свободе, брат? Вот просто задайтесь вопросом, что Ахмадуцига 2+2. Да, кто за этим стоит и как это все работает. Давала отцом шахкиет кварт баларим. قيت يوم شديد تسويش قيت قيت وابيسن ما بريوش Цума қиеч духна абу, инцет я аш кварт болуш, ну дуаш да қыл лохотем. И типа бег побила, и типографию шу, инца болбешу, типа и типографию шу, те начальник и типографии, инца болбешу, цам хала датсан, чубяк на бац, и гуду. Це хон цаум хай, фарго, хон цаум хай. هو دنيا شو دحر متكوقش ويسق بويخان по пропаганде первое место занимаешь. Чё кварту бош бол жуктит я биш пон угол чё финансовую структуру. Нет никаких сомнений. Вообще это юхабе. И вообще далеко. Америка я еще что мело дунья чё мело даже от древних времен колонии лошадь, Англии, Франции, шемелек тяжелый шуйхаем, гастры первый метод занимать, я шук пропаганды. Кирт яздари, адам юка, $5, шемел до хунда, хинц дука ночью, ходи да, сон, от Англии хулшел, даже французский рассекретить, но царину операции, царь мелдия что питан, холцар. Между حقي كوارتو أخي ونادين صار ميلج أو صار أبيرات ميلج أو يخان هنتا أنجلاينو دوجيني ديستابيليزيرو واتيش أبصنوك شاس صار وين تاع دوقهم إسبولزواتنا نوختشنت يعني تشق دالي سو قدوق آمان تاع صار بروستو تاك تشقتو شو نوختشو قاعد تشق دالا نوختشو قاعد صار چو تشق دالون دوش ساندوش زابر نتعاوم على شو شوات تتعسق زابر بو تنت وي قمال ديش وي قوي تقوق شو تتعي سقوابين شو الأرولي ستريمشو سو تون خورا دا تون دا تركشور حلا احكام تون نوختش شور تنعر بريكا باتوين تعهم تديش ويتع دوقم دوشم دون مربيك سان جمسك ولا تمت دعجور وشون أوكراني حدا كوكير Просто кусухал хорошо просто и четко по плану добьешь, борешь, ну там план А, план Б, план С. Просто хокко взрастали, короче, уже полностью вахабизировать, полностью, короче, уже чех должен. Скорее всего, они намечали
Европе dabei noch полностью дебилизировать, бин хоккузах, короче, нон-грата, и целый камнуй, и Европе аркейс обратно в Россию, и все, и полностью уже, короче, все уже, короче, с чеченским народом уже закрыть вопрос. И тут, короче, вот тут появились люди, которые начали говорить правду. И это у них сломалась система. Ферго от Швейца, от Метта уже тысячелетия, вот в 99-м, если бы они на нас не напали, создав вот этот казус белли прецедент. Вот эти Скоромахим, Чабанмахим, вот это и потом Удугов и Умаров, которые провозгласили ислам, братья Темишева, подчеркиваем, да? Которые провозгласили исламский микрофон, которые провозгласили исламский Дагестан. Вот и всегда, и Радуалин, если бы они вот это вот уже военное вторжение не начали бы, ты знаешь, этот ваххабизм, он бы уже не прокатил бы дальше. Потому что настроения в обществе уже ваххабитовские вот такие, они очень сильно там назревали. И уже полностью как бы замочив нас, да, вот после этого они только тогда, сейчас это уже сумели в полной мере его внедрить. Хотя сейчас все, кто вот эти там ходят, думают, что они хаджи-муриды какие-то там, абсолютно полный, короче, бред мой. Все бородатые, без усов, там, в хиджабах, на намазах, руки поднимают, все как бы латентные ваххабиты там в основном, понимаешь? И даже вот этот Кадыров, они там, тот же Мухаммад Сала, вот этот так называемый, Лубянский Сала, который говорит там Ахлу Сунна валь Джамаа, всякие хадисы, короче, сунну там, и так. То есть вот только в этой ситуации вот им сейчас полностью удалось там этот ваххабит распространить. И, соответственно, это сюда перекинулось, в европейские страны. Я что хотел сказать, они настолько были уверены, что чех уже, что даже и следы сейчас они не стерли, видео, документ, вакис они бросили в интернете, там валяются, не почистили, что уже полностью чех дали лук, а теперь все всплывает. В 1944 году делали операцию, мы делали конкретно бады где-то. Шайшаем отцел чох, короче. Чох да я что план ёхчена. Годами, месяцами обсуждать, я за агент, чуть-чуть не дрять бэш. Еще имел дохум месяцами, годами использовать. Я в 44 год тикачелс, эрдохчена, выдаешь дабувочена, дюнса. Царин ёх операции, мы юцугайна конкретно, очень масштабным операцию царь. И то отцел чаш операции, ну чаха, все, шадыг нисте лаше алхичхена. Тешбек махали царь цугайна. Тешбек царь, так цадошун, апка кой танк чухеца, нах тацбек годару, царь интервью чат, шаш хадвич тух царь, шикотаг. Дал герстворду, когда мелвик водору цигашеш, танк штайни гамагиняел. Шех аркнаш Милан. Новый год душеш праздновать тик дуэл. Хочу бехкан шена. Цоган келмира беч. Кверта хумаеш халицани. Дал герствор гиюш. Сига да ритин. Пленяхкан шеш российский, Украина хинц мадицер чубон шена. Российские войска штат чеш бош, от 6 селты бац бош, отказываться деш, юм штуч. Пташ мадуешь.
Це махуль ще план. План саю болт это уич хена, yok план. Запчасть хацакач план шухса. Телефон то яри машин кичрюяч. حجر ونص قوس Германия وشا немецкий машина запчасть цакочку схена. Мяучо план вахтича план чак цайол цунде цай план чак цайлар. Та хинц йол ца план шриттина цер. Ше махул цауна 1%. Чакол цер ше махул цер ше скирте адама язер чак цайол кец. Теоретические практики две разные вещи. Это болтяду пишет. Цунде рук цаулце цумат. Ше махул рахтам рахтуштац. Ahuyuk цер. Бодыгдич. Он камаюк. Но нохчим бац, ишкаюк шсан. Нохч цер сан цажимал. За 50% кайгари. Тохор васкри бор. Дуаш ладелхер даруаню пер. Ваню кадук ца васкри махтадерч. Лентейш ок. Самообразоваться, да лучше бац, образование. Ешь бац, когда ешь бац, царством 1400, ну и 1500 лет назад был. Арбошант, вазер лучше был. Царом лучше бац, освободиться, да лучше бац, рабышка, шкавик шбух, Джоуэр Смайлер, раб, который не хочет вырваться из рабства, заслуживает двойного рабства, бянагдейн. Инскадыр охажен, цун рабышка, цун гуманов сичхал диршбух. Дуал вистрала пенсия, да дохкар, мадут хабохш. Представь, раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства. Бявал Джахар Дудаев Вац. Оказывается, шарикат дохват тешхаллах. Шарикат, раб, который стремится убежать против воли своего хозяина, его молитва не будет принята, пока он не вернется снова к своему хозяину. В другой версии, пускай приготовит себе место в аду. В другой версии еще что-то. Как это вообще может быть? Представь, Вейк, вот у нас, что как бы вообще, что наш, скажем так, внутренний мир вот этот задевало, да, вообще наш дух поднимало, вот эти вот, именно вот такие какие-то фразы, да, там, это, которые, оказывается, в корне противоречат шарикату. Полностью противоречат. То есть абсолютная противоположность. Це вообще це не связано, то есть ночь це не абсолютно це связано, он дует царицу, це шариат кидал муж. Ночь будет це там резкий ует связано, бас резко бу арбо бу жукти бу кыбеш англичанш бу кывек ует абсолютно це связано, бачиш. Цер ада, цер гилш, цер цхилдишту, сун цер чат пичун гил гук килэцлушвак. Дава увизи алхит сон. It's мухул. Ой, это что ночью мат бич, ночью ушел, что ашмел мелочуна. Ши да на дольше воре да ворсагу, цан тейпан цан тухман нех. Тейп тухом, поведение религии Бога, поведение человека Богу, дословно переводить. Ночью торж деш бешхала, чолеч, темлойхала, там, хуоцуна, хенли ваш, деч ваш, квек ваш, каждый ши поведение уж сакала, ши гум Рицдохши, цахум лилуш, порядок уж. Ночью кам, что с политической точки зрения, что общий взгляд уж народу Бог, духа сдается, кам Бог, единый взгляд, единственное мышление, хатидяк уж.
ويتاني هو شريعة بوشتو دوش سونتا نوخش دوش داتسي وهيت خو связаны дутьяй. Вейн абсолютно связанным датскас. Просто вот смотрите, подумайте. Вот приходит к нам, мы как бы выбираем вот этого Джохара Дудаева, да, за его какие-то выступления, за его вот эту концепцию, там, за его политику, которую он озвучил, и это полностью взорвало общество. Осуждаю, да, это сейчас речь идет, как бы умы людей взорвало, короче. И все начинают это... все начинают это поддерживать. И теперь смотри, его вот эти цитаты, которые он там озвучивает, да, раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства. Потом мы там не европейцы, не азиаты, мы кавказцы, желаем, короче, там внести в мировую копилку тоже пользу, короче, там от своего как бы народа туда-сюда. А вот и это все, короче, вот то, что народ поддерживает, вот поймите, кто там слушает, я не знаю, это все какие-то его вот эти цитаты, его высказывания, это все, что, то есть, востребовано на тот период чеченским народом. Теперь, если бы он становился бы и читал: раб, который стремится убежать от своего хозяина, его молитва не будет принята, пока он не вернется к своему хозяину. Вы же понимаете, что это что за дерьмо собачье там, вот так бы сразу бы на него подумали бы, да, в лучшем случае то. То есть... То есть, чепуха, религиозная, умный, потом-то лидер, это все, что он озвучивал, все, что он, всю политику свою, которую он как бы информировал, да, общество, это все было то, что востребовано было чеченцами на то время. И только поэтому они, как бы, наш народ на тот период это дело поддержал. И он до тебя, да? А не какие-то, 4.24, какие-то там суры, короче, вам запретны замужние женщины, кроме тех, которых вот захватили, короче, с ними вы можете там совокупляться туда-сюда. Такое бы дерьмо, его бы там, я не знаю, вообще пошел отсюда вон, в лучшем случае, там он бы без пинка под зад, если бы вот эти вещи вот. То есть это вообще то, что не соответствует, и вообще не тема, которая не интересовала наш народ. И никогда не будет, я надеюсь, интересовать, если вот не пробудить, правда, тогда опасно. Потому что вот эти уже... Так, вистрелом будет ставить. Как это именно к нам относится, Элар, кто именно вейко чудвелан ишаде гдеондацинс, на самом-то деле отдить, как динлар вашвег, палестинлар вашвег, шие дедаклар диашвег, массан адион, выда гвогак, короче, да, вейна швук дион, массан адион, шей чуа порядок яц, шие жизнь устроена яц, кайчан массана, цадак яц, швук вейнаш. Мусик, а с пример я лёгон, вейцахил хундон иза, короче, цана постхила бах, шие соседи керта икана кертер эчклачкой на бух. Эчклачкой чаха, цун моттуха иза халятца айдлу. Халятчаха, цунг алла иштхачулару, если хакелку асқина гуй, элвогит қинаг тахко ходаху юцеру результаты, қинаг хава алла дуй. Это, цу худина диана, печ юртер, короче, диан дать. Qina qoston kelvog'itan diyor. That's do yetmet khayon tana el that's the wa mechne akcha de lotsun короче дуй. Да я схума yoch да виган короче wallan короче да спал би нах чу wallan короче. Это тунде лаша чуца валита цан коч долдиш дуй хум дуй цан коча.
Это ответственность сантили еще по-любому, да? Это иштел хитсон, дуй. Ондела, вай наивный, ду вай любой хумты лот, вай хай хи улт элчани, вай кич, ду цундел, вай нти ланкашал. Иштхит хсон, да. Schon aborto kitaron so духовный им тыжбек и So единственное, что дин дуалват, что цаннин хумин дуалват, что единственное цан хум нах цакиет она Европа чалхавен се пархат ашусу се болх нет бешусу цангер хума юх шватсо цанник хума бог шватсо Рила се риск дох ашусу хуз и дин дюч сун дадат эс динак да сюгер ада кагер саук дух да ряч дат и дин дюч сун напрягшер сунал тяхца хуйхсо дён الدين ديتش وسجد يعني سقيتر ورتوسع أسلوبية توسع أتوبين توسع وري أنتج سقيتر ورتو خمنا دات نو تنها سعودي تنها دعبخان تيجا خز لا جيرشين خز ديان ورتيرشين قين حدول وجي خزع خز شريعة دير دوي خزع خز عيرة دوي السقيتر ورديان دات Ицхуманты ацакиетса единственное, един дюч проблем шердуй, адман, психические проблемы хулцунах, моральные проблемы хулцунах, физические проблемы хулцунах, массу агу проблем, йоцар и дюч, цан хупает хулам цахас. Сунал ты ацакиетса деон дат. Иштхумдук интердолесе сам, не то элля сюда вау. Проводит идеологическую работу. Нет, ищем биш проблемы, это паялксагам, да, ты не был, это не проблема. Цантяхиттенил, гар молодежь, ищ моя цааболх беш, бесплатно дён, да, ёхшел, и молодежь моя цанина болх беш. Просто да нас хайкалца делла, воспитание, дишса дишитан, дуй. Мацал бяхчу да цаму элэр кучуа дён. Хит тухан яцвой хилбол, туан бицбелла цига бельбол, кенти бицбелла дён, да. 1400 лет назад хиллак дүйч, дён, да. И 1400 лет, дахуяттан долш, да, и шариат дён, да. Анна, порядок яц, хума яц, короче, дуй. Отсюда ойля мегармодер, столько лет дён. Ишт аудуна хилилама дац. Wallah, хиллак оказывается, хиллак, он гуштац буй. Хиллак оказывается. بون أواخوين هاي جرجر سجوي ويتاني حلقيا حسن عن مقطع وغويا عدوش لك دقديا أيقشو شكول يحقن إيريان سحون جنبول نحكوش حلقيا إشا ميادو سورت دوي إتامي شادول كليو وين بولز بيد قدق زي شادق قليل رحتم إشادق وعاخوين بس شيد يحتن رحتم تعديش ها إيش ما داخل أولي موضوع موسيق أهم جرجر سجويت حيردنو يشور نانا تقيت بعداجة حيردنو نان تقيت بعد بس دق أمال دينا إنزري داس فرز نشتخك إنزري ديان داس ماشك شويش ناخذ أميلش دي ناس عديت داكش داس عديك عديت وللشحة عديلك تيش دو أول تا يخومش تيلوش دا وإناخ ودين هرما دو دينو هرما بو إنا راديكالني بو تارا إش أودلناخ بو إش ترقل مبي أول داس عدال قرقر عديت داك وللش دوي يا سوم سخا سؤولش عشو إلي جي والله تعديل قيخيتا وانتير بولنا دعبالة تيش اللي شيطني كردغن تيوين نوشاني يوتيوين ياش قوم فاكتامي دعقويتش حقيتش داس قوي أدم любой азер قيت أرميان قيت любой قيتش قوم دق أدم قيت إيمينا وينش سقيت ديان دات إدوق تامشين هم دوق ديان Зундел дин дицерхца, туя дин на дин дүйчул сага ич ох уна халвишу, иза диана гулqi حجول ويشو هناك وصل ديشو بقول دين ديت أنا عتلا تعخس قيش عتلا تعطير كورت بقيات إيش تخلويشوات دوي إيش تالخيت سون دين تعني بالي دال ديش دات
уже гейдалар, серьезно, уже. Да, босс, и адуч дол правил шелш дин и дала. Если цун поведение, цун шиец один иду, значит от динну нисма воронис. Кстати, Нет, но أدمل خلصية زلادنا دين حيدين ليل وشوية حين ليل دي عايدين ناخن كوتش دول مغيرتان حي خون ناخن كوتش دول مغيرتان دي حين ليل دي تعمو تعام متصبو любой شونشي دين ليل وشي لوك ليل ويشو شمو любой но Европе حقولي كيرستماخ حقولي مباخا عيوك دين مديتا عيوك هند ألشا ديونا خزا извини меня дин дицли диона бабиш болг бу ялиш налоги квартиру қию ше дедка до уж хазда цап интер долуш тайлерда кос проблем и так хватает дион дуй от выше и крыши проблем шу и так не босс хазион водуа zu dinni цайлилу что хумицун цахом дон единственное царичагион навязывание хайню хайон именно имперский взгляд и халифачи и царской России халх Англии халк из лет 300-400 назад Англии халк царь сейчас завоевывать ешхена метик завоевать обязательно. Тац кино что гейта дон капаца довольно историю что действительно хилдон царь сейчас завоевывать не метя например танк анту юаялу зудиалу шхли этметя даватину префект ват цунцани вижвиш халкас обязательно халксон гейта и имперский взгляд и навязывание руководить править, руководить обществом. Имперский взгляд чуешь. И навязывание дуй. Я заметил, единицу суд юшел, суд. А тун хай. Ахдуй, что он приниматься дешь. И иштрил дешь, что бошел. Сагуй. И он уже навязывать дешу. Тун сразу, короче, от мырш, он то есть. Или цуганкел мир туал балкон тер эро. Сейчас лил мацалил маршты хом тухай. Tu сейчас лил матон кучками лил кучками да шакалсан. Tu сейчас дعوش нахюш отцов. Ялса гошах ты тешам бях бях. بات ماجدك چوا وشق قاتانوق عينو ساقو حديث وندسو ماجدك چوا وشق قاتا сплетни чхлы сюцани расправиться муди душеш бош планёк шлыш Хюца хубал буцер ой дел кара Аллах кара собор не расправиться расправиться хунцадина цун тейп док дуй цун вежери ишт буй кидек дуй вайн проблем хрюэл шей эту белче расправиться дяшхлы царь. Ну, мужество хватится на цен. Китя, нахцатё на цен. Тейпа туком цатё на цен. Расправиться до суицани. Китя. Короче, никто не рискнул. Не, хажа мусик, хажиш просто по-человечески, что один хушуа скоргар. Это просто хубох. В Европе хавар бахал, например, на сей пархат ахаве ансо. Цани гархума юшуа, ца местки юшуа, ца течениш направлениш латто шуац. Сей тикток, сей телефон те йолдел, сей телефон йолдел, сей тикток йолдел, сей интернет йолдел, сей ламболдел, сей мерш далил сагусо. Но со дин дюч сун напряг шундияшу бас. Это да, сун цадиск хум реально, сун цадиск. Сун цадиск цердин, сун цадиск цердин. Нениш шичик мэрivичи, уняденчун шичу юкши. Шен эту болча, шей кеяча, тешем дяши. Идин дуй, цаметти дуале. Хунт дина ха, хунт хир бел хаянш, ха французский учитель вац.
هو نوخشو هو تيب تقوم دوش نوخشو خاتسان داخشي أبرات كريو خاتسان هو فرنسوسكي учитель валаца не задумываясь умдир нах болш тагу нохчу они вспомнили ой нохчу моду из абу нохчу ой нохчу юка из моду ра моду короче из заднюю дали أس تعرف دق له تصل دق إيه سمخلة دق ليتا له توجك ووقتك توجك تقدر الناس توجك أنو الله وقتك وا تقدرون حجم سجوات عاد أعرض أنت علىش تعسيت سو تقيس ولي تقيس وشي ومش دي تناسبات حاجة موسيقى حاجة примерно сопримеряли таш вежи حاجة 27 сагу кучва лисо низкие чувасти лар массу низкие чувасти инс примерно сон дин диеза цадиеза дела ойля цемег любой дин лилошу саг дела аз дин на сен лилошу сайкаш азапан лилошу ина ваше Европе хаве цанни герхума юх шват ши царит хушуи дела сабал бахцун хума бах и просто ойля حقل دستی تو نخه زفش قرلتیو چو قر خوسی و زولا ملدک زولمی ملدل خم خوی چرلی واشتوک و چو غوش زولمی دو و دیل دا و انتیر دیل قیقیتم دابولی уже دابله ازم دیان دست уже قیقی دابل قیشوش دابله ام دیان و حال دیکم خیر دست That's بس ولی یوک سانی لیشو الوی دال خلق دال نسوی ایدیان سام باتونز بال اردوخاس وی دیلت примерно за сунум за тешам бяхшдай сразу ойля дела соборде вай цадат вай условия аш вацикант ли вай цадик дина вац година вай хубал бутсонс тишер цатишер давах вообще тергал мови вай дин дали личани дол эл ойля цаез нормально адмо нормально дала низкие чего нормально дала ха есть нормально бахтон дала сосающий чой бахтон нормально пошел бо нормально бахтон арбо халач дон лиошпон ал захаче нашат лахта сосающий швой бу каби харбу лахта каза кош шедег лцадуш المشرك شيديق مشرك بوش موغيتو Тундел бабушек и худу и наушению и гипнотизированию или иблис тут санчуали худу это же ненормально лартхум мада سي نين وشو تليون تيان شواز دقيقا شواز حلوان 500 كيلومتر حلوان دوقتانت ارديتن كيق لزا ديال ميخانيكوسو Otsal babiaš kyglasca dosa, tušinit ditan, dukčot ditan. Kyglaza del, tsiedel, laza del, siandel, tšinit dukčo hayruel, duy daqeč. Barga khit del say nenošu, say hadin dok amel duy, tšinam šičoj šičojem tešniet, munnaš. Zijn dit dan dat hinzet ja dit stel dat zo saplek altijd один преступление за одним яшу юхт один дючуешь хотя порядочный адам хинат тани цахум бит ха ца образованный ца порядочный цахум ца институт яхан ца кедек дин بيدين هم دين حيدين نان بيدين هم دين تعدم خليك ديق شي ديق هنا عدن مشركوي حماق دوي حمجاتي ماق قداش ديزي هنا عدن سويتسكي قداش دوي شاتي حارم دوي هوي يا حارم دوي حانو دوي بوش ديت هو وبشي هوي اصحن بقدك ديزي أصحن بقدك دي زعسو سنين وشمترج أصحن حاجوك اتوابتهم وين خلوشي توخر يعني وي ميجا داس موسيق وي دال قالون مدوي أدم وي قالون داس وي دي أدم ميجا داس بقدوش نو دعوة قويس إنترنت شو خوشن
интернет YouTube والله هون قاعدينش أخلصنا مخلصنا سلفي شي وخبش موسيق والله وطني أجمع شي تعمل كلامز قاعدين دا ديزي خاصون مرخي بوتقا بيزي خاصون روزبان ماشتكي وبيزي خاصون четвер قاعدات بيرسكم بيسم ساغن خمي ليزي خاصون تو إبوسل إدو بوش إينا سو بوسل دين سون تخي أن أخلي سونا سون هقيت ساشو دات خز وجه أقاردوش تلخمش سوا بشي понятия церц дат вообще са кверт чуа дат хомш ли уже кверт чубат кварта баца уже дой алгерта гама просто цадин шин ли лошхалар шеда ма хокдон керс па чалп ана хайчан тядон шариат хватто му герт да хватне цана шариат да хват дай условилой пособиш дул дай ца государство ей пригласительный и хум даешь беженш ты лоч хаз дель шеду и даешь ок хабяхкан сагу шерич док шеда кахюк шу идион дас هر واو идион дас ар сас хум шит хутарон вообще он ця хаз доштол хумш تعم علي والله بالله تالله så Jimberdosh dünsa Sanenans olari Sadenans olari Tudibarko Sadas olari Sük Sanendas olari Sük da Sadedas olar Sük ta akhlisuna khilata ala يوخا بيستخلت على يسوف يستخلت على سقونا قونا خلا بوش قينوكسا قونا خلا وقنك تشوي شحالات لا حي اعيو بدر تنلي ليلا التدي الشاح هما ما الله وقتوق امال ديش خان لا دولا اي حوجة تهم دالا وين قعدوا دون نيهم لجا ميلا نيهم شو ميلا حيقرهم دع ميا قتلا مسك سقولا مسك سقن حيقعدلا دولا حيقعداتا غيل ولا دعوة شوية تاعتون دعوة غديلا ديل دا بقمدون سوك تين تتعلق يرخلا وشخلا قيوس حلام مجي ودا قونا خيرون تعلق سوك تين قونا بوشتو دوشت بوق شلاتن بوشتوشتو قونا خلدو بقول خلخله بقدر ديزا قونا داخل صبر خلش دقمات يا صبر خل чакуяч Маша, конах, им созаман, что вообще практически невозможно тут. Конах мухул один, когда хотя конах шаек шакал хельшон гонда, смысл ляс конах он хошанюк аху шакал шанюк и уаху и конах цахал лохон деладат. И цаду шел де гадиана, вола, со просто жол цецу лохо положение. Просто эльш ладуш ворсом сай дауш ворсу ладуш гдать. Уйвар наwas то телефон то самих канды. Аршад дег вайн те дилан ду кардин на аршад дег вайн те дилан карадас. Ар серьезно мелдол хум швайн те дилан азабрен мелдол хум шайн хаят савдats. Ему халдизи сохит швац شيء بيش دو دين بوغا شيء поведение بوغدو رب يا يوم ربي شون دو خا ربي شبيت دو شايك دي القيت يا ادم دوي نورمально ادم دوي هين سوق اولي سامو تاع اللر اللي سامو تاع دينير ولو تعني نيتي يزر الش اس ها حوقدل دواي اي دي دو هوند اش سو ادم دو اورش يا يوم ربي شايك دع الق ديش دات قيت يا والله нисал хле раб, который принимает, что он раб, он заслужит двойное рабство. Ху рабство езамсаха. Хорнак ше Европе, век да ше болх няк бя, ше та семья кул, ше та зуда берш дюзел, ше церкву развиваться, да ше та тину, да квартиры. Мерш алу шо сагва цавиз. Мерш свободный. Айру мерш хунд айру хайон.
15 لет болбина дион в день дион дас قهجة تسمو داس ودنيا تعنانو كنت سبينا سون حقوين سو جردي إيديال توكا через мою смерть что хочешь саини адари саките нахаляу саини может быть но я работал я трудился много асан хавен сайгам бухитар да цанни декхум и президент ола и сон девеши кантола сон разница я Совєві за рухом дяндас, аз мелхак дол кадуй, аз эран хулитар дас, сайдя ничего себе дяндуй, иш тхундук ваша. Энти евдол если что, уже нахам бали дала руку уже. Координер дукчан. Навязан, яйца. Со всех сторон. Тунца, цимельче, багиче, дегиче, дейче, далехче, халехче, ойкоче, бойбошца, вет, цанар, керсти, хуюца, мостхи балари, шедери, шей, чурбуй, гергерна, буй бошчари, олман нахбу бошчари, хумшливоче, цуман, догит. شريعة توتان هو دوك دنيا دا تاني متى دا شريعة إتا أفغانستان شريعة دولمت كشوين قوش ديون داس كيجي بيرش داخ قواشي كيجي بيرش داخ قواشي ديون داس كنتري باخ قواشي كروچي داس قوشو دين دوش خلча تا условия хазошмелор 20-30 гуй куза агуллой зарплат наверное цан делдол зарплат цатуа чухтер дусан цана условия خز بوسو مخكا условиен лагерь керснах мою лагерь шо қи квартир шло социальная помощь шло и условий хватит наравне условий хватит так дица хайдин хайни су хай баку мои цантон сакши халвал шу дион ши қаюк шу ши вахряч бич бомж сависхряч вал шу мабицацонг хай кёрчу адолху мадицацонг адвиташи вахас это и босс суном саха кахекал дочло уж хунах бути как их вообще земля носит сокит шуас кахухалдиесан уж хекал чубахкит кахухалдиестишсан أسخرت خما بوخي سسون إيش تققر كارتين. فاتوما تصدقوا قيمة دار إيش قيتهم شو باخذت عم بعدك دي دار. Анису я цаес анису царавна прави са условия хваттин са и мухер до дион дас қарқ из мухер да қарқан кад дион трезу волчун чун я ту дион хавул асуз қарқ малдиез бахч мухер до إيش тхумдук у всех ситуации разные. Изумдон. Это разница, он будет где-то изумдон. Посунде больше и уж больше халауатик, та не бихкам бат, эрвел шагват, того вис. Ой, того вис, асбой, того Турцию, начиная с Беларуси, кончая до Дальнего Востока. Шварт метки, хринш, дечк, шайдек, хиду, кидек, ду, да, молоду. Пятка безок, цик даво виз. Арбой безок, цик даво виз. И шариати, Афганистан язык, Афганистан, олшу и пачалш, даю ляц, даво виз. Ночью мог бой освободить побез. Жимбуй мог, да, цига, масса метк, тюшец. Тем более и идеология шейквац. Давай, до свидания. Скатерти дорога. Даули. Цаму не цабихкно эрвалу шо. Даула. Нагасан дауа билетан. Сотёю. Билетан. Скину цедин. Ой, делура дирду зарплатан тир. Дауа тарук. Асху ела лурук цотир и даволак и давойдак цо мозг цаирак, да? Аса одир дарцега. Мацариндек дүйц аши модиц. قيتر مو قيتك ولا خمش صديت سن مراد هذا دانا دوشا دوزل دنيانش بحش عام تسبينا وسبتاني تسيل
Орж нах был нахан, орж нах цахиет, орж ули даже цабохкит шайндуй. Окарцун дел шейчан юка уже давк шебюльбело, орж реально уже давк мои. И так акварчу проблем шу, и так киду вожду киду моссу хумница справляться до герчу, а гыл кул хайдат хакун халтани. Арвау он бесплатно дион, дат хакоч вог дион. Шаца вог главное дион. Шецанит асагвал ваш вог дион дуй. Так это шавик он дуал вог дион. Дат уже бали модель вог дион дуй. Дат хати уля уц камел дичам сокиетер вор. در خدا سر ادم خلق تعمق وقت داشتن دیان. هر ربی شش ریال نرسع وسپیتانی خوما یوتشل هر خومشتات از نخم بالی al دنیا چوخی این خیلی مواتسون. تو موجه غچل اولی شو یعجوج معجوج боги نخچی غلغایم باتستیال. شو اوجه اتخمان اوجه подозрениш قطعه و دنیا میلدو برجن ده سیمولش مسیر دیان ده. مگر مدت اشتور سیمیا شاشین شي رزق دوق شي нормально باخ بشات ايه مغيرتا سيتي مغيرت нана моих запись мои усалхум шмалил да и шой уже эло утцел har qamel dal utцел он халил шуатса но суна та уже бали дала кархум Es примерно базовый, والله بلاد سونم أدمشين لو أقدنير سونم تجينا أدمتاني разборг شيء. Если то закон нарушается, да. Если нахна бали валваться, то ших цан саган зулам диндаться. Он цан мышление ербош, он цан кверт ой ербош. Я никогда еще не видел, дион дать. О колгула лодас Red Bull шуется, дион адам люёш и дигерс, и вообще и лартхума дать, это вообще ненормально, дион. Dinço yazın dutan, dinço erverle kunyada da gezer. Instruksiya. Tundel boz, dinço yazın dala, dinço. И кречена дабаг безуш, керстна ханюк ровно прави yoch din düç sahul bahas diyor. Hoş Watson. Dik сахез. Короче, сундал диканделар, والله бля, со вообще со понятие уже делва, сайвича уже векча, уже сайцаялча бихич вас отцел чам беккан қона хо дуния нахти асандой. والله бля, $10 шушар дол шар дудатца хуч, что докул қырдар цуна. Дади шварт хумштар қихум датца زودري بو باخكو بيش يعري بو ماري بوت بيش سمع شو خليش الدنيا رزق ديون ده سام اتستال دقوي وي سام وي ساخم يات وي ديون وبقع ده قميل ثاني ديون دوي شيچون главное شناخنا متنغروسكياتsa يويت да учитель تشم بيخ بوي تاتوري انشينوي نو وين يقاسن غوشي ديون ده دافكشاش سونца акамгиндат Asins era vēl dion dēs cerkav čuvan šo Isus vecēlā. Vidi atsuda duksug davelo kuzēju. Сосуях корт бак гертер вацаца, лита гертер вацу. Из-за даже бусал в деница дуа любойнак хечкомак хаоля хёкс цалырта авучсан хахожи шигук докцу қида. Арвайнаш сунам цаха оршу арам было, уже миш каш герч бутелер, уже ненавистью тевой гоуши, шадек дик хырду, шадек да ля зинчхэн хырду бях, цахиллавайн, цаахум цахиллавайн. Тундел гоуши уже ненавистью тевой или худу тевой. Дик нагла ар гора нагла. Управлять бяш буаскус через религию. Зомбировать бинбу. Кой хажаинс бусал дин бакхэлч. Реально бакхэлч бусал кой хинс примерно диона примерно сон садик буалхэлч дуаг ажнах шварт бухвайче дуаг аж дук бухвай да са этто хэлч целалуш дукнах бук. Кой примерно бусал дин бакхэлч и нис хэлч сунах цатишвек жуш хэлч чугур хэлч. Кой наоборот
Atavezi daval hajuish khachuru hu sadaqa mal dahtal atavezi so yelsmani guru ashi наоборот рад вот деш да ишт положение ол атавиш вахте лицон за кварт бахбис сон санни кварт бахкана сумца ха Нормально, Хайлович. И нормально был мир, Хайлович. Наоборот, даже он дели дирди шук исхал. ой давал сум қақиетва саваш дела але дела брата проблем хилхилюк о жизни Иштхилю шук, верующий в Бога, тага иштхилю шу, иштдвагвали шо аху адица дели везендеу. قيت ويعيس نيس ويعيس قرية بيع تنخ باش إيش سجت بيش خليه شو إنه سكت شو ناخ придуматini религиозный сект عاش بول ناخ تاريع أقرأ خيوة أقرأ يو تاريع от сект تندلا إيش بيشن живот на гене он нападать дешь да ему угрожать дешь باش تقيت غيرش مراد حاجة دشن شسقوي تقوران آمينو شسقوي 10 лет تقوران آمينو قصوشيم оку махачкала амина ука моцана цахасун арабя амина иши ваха вада 5 минут қида иши гоуши қитарват они друг друга переспорят дуй от цала шинли лудиш дуй дин хорама идин на ама деништ ама нахан хих ишт аимш дат сидян оқди хум ама дойдат сидян нахан ил грузият сидян дуй қита ихум лил ваш цахули или ица Иблиси наушанию или я не знаю куда дать. Почему хекал дол шуаться на суг? От ислам, религия, ислам, чуа разные он что. ду. Камел дас الشرع عامنا يا جود هقشوا يخمش دوتش عن آية دين تعني نتورت إدلوش دات там туда-сюда я лукун я и ты целочу две бог я зинду и короче не поймешь. وقاره هوشوها إخارت خمشلوش خندات بايخ مرو هردني إخلي وش خلي أسنا نتصدياتش وقشوا حنان دويلا هردنا أسنا نتصدياتش أس دعوة دي إنترنت شو الله خلقي يشي شي شبعك حيتا بولي يوخ чисто паранху шоса халоци гергерса гола вой шоса гола ты уди уахуй ас разбирательно и темнаш я это разбирал для себя сон для себя хиан сон для себя ха но самого цани на хума хюхш примерно иш это доко лерса хинтер доллаш ас эфир ухишу походу да лелш арве лерш дат иш келуга таронса мурад иш عن حلقي بول نوختي بوي اشتبلاك شتاني استجمع إيقا نوخت شانتي إخواتن دات لتا لتاني تخوم خلشاش تاتسوش زويديني چول آره بولش اشتسوي ويترون تار بلاكش من وقت لا زغا سيتويا شورون صديان دوي اشتخوم دوك короче дитер бахар болшу ухр дат я бы советовал бы всем сейчас дудат цаху шей гукда шей семья шей данан шей кант ваш اشتاشای چور دیون دا شو هاجی شد نیخ چو کوچر دا شنر تیک تاک هر سمو دا خومیو هر خانی خومیو هر سو کوچوب سا پیری کوری موخو سا سیگر کوس پیری دوگ داج سا پیری کوری ود ایشت وول کوچو سو کوچو سلمش حایی цавол لی سلمش دل цавол لی دین دی цавол لی жизни цавол да со са ишта са پیری курсан хачул да сун ца диск хумуш да دشين لو أقديد يعني مكشر دو بيحك موبيل دالاتو بولشو مسيرة ديان فأرولسو ما يردوها يغوق عاج زيد انتو تاخين وستق по моему мнению,
бесполезно до церкви, бегчи, цун шиенца, шиенца зацепка ли еще, цутагенца задуматься, да. Так. عادوش ضلهمش تاني قوة بشي حيرولي أغريسيوني جدا والله ديك وجي قميل ديك تعبالا بوش قميلش ديشك دوزلو يومش دلا ديك جين دي اللزردو إذا دينين لالتلو أتتي إدالي ترشي دوزل هوليلو أشدو حين سويتلو شو لدوش الديز شينتي قوچور دات مچوك جو قلو على وحق زامنا تيمبولي دوزل أتستخي إنشول تيا إديت نينسم إشتا بولر أحوز ديت أحوز بولش даже дейна угрожает до царь цундел лучше пока не поздно ши двизал халку шел двизал если притер вella уже цунд я ладух шашхлюез цу хулил до чуа цу хулил до худюц цун камил я худешниш лялх цун багар хат моду цун Эрчуэлч ханс лилшу ханна ветлушу ладушу лиз этя почувствовать мадинне сацуешу и так иначе цу цазулом дахардучу он дельч ден деца эхозурушу стак уже лерт яхун дехце It's الوهابيزم وين واسق شوق وصلت كان دين على اتشاش ليل ده توش داتر سونا دقدو اشونا دقدو خردو داس نو داس جروبة اولرق شي دوزليك سون قيا عيباتيش ما يطلع اوله يش نيني أوليتر هينز حاق شو ألش حاقل شامي بيلسن إدوزغدوي أتبت واخوشي كيجينا خلق نخشي غلقش عادتش دوش представь دي شي بيت يدل إدوزغ شي دين على ليلو توش دودات إخات عاتسون ناخشي غلقش عادتش دوش خلق تانيار جماعة أميرش مش باو فارغو Суном. Демократию эльч, чугертош, защитники ислама эльч, хабош бацош, солза, салуиш. كتاخم دك ده إسون تاخم ده تا أول ياش الشا دك مدوغي خم ده تا بس تا أول نشم يا تا سون
Инс примерно шунгина хохчу хабу о нохчи вас бусал басо а худо кучва саг дюхш олах дю. Эметте арбу аюх шварт бля яра бьяра бокш дас подарок квашчебе и масла цалоцар и дуга цалоцар дат яра бьяра бокш дас ордина церк чугой церк газдайш худо аш кучва саг наш дюхш бокш там шугар сангар хума юхш дасар дюн дат. Дас абоиш биш сатайгош юка цатстон движение юр охам дюн дат. وأخوشان ديون دات يا ربوش دات سلمي دنيامي ديون دات سومتخا والله بالله ترق ما تقولش خما ديون دات يا رب قدر كوست أق دغق أوشري دي زودري دعختين ديون دات عش ما بوش سيجا ترق انت تقولش شو دغن إيه شو بوصل بدات ساق ما ديخ وشو انت شو انت تقولش جنيون مراد جنيوني واحد نه هوق سيكتانش الشاب العربي متسبوي قوبو شاش سن سيكتي يعتالج عربي متسبوتر признавает зелем 77 течение юбах 77 течение юбах Тут и са течение бейлсман уренч хон именно из нохчи течение херюк именно из нохч дик болбина дик результат яшбу нохчи дат именно нохчи урбук бу елсмали бадек диш результат там дик yotsar массари алла дик мелдович نه وينم زلم نويزاتي نيوز Ой, навязать خرج حاجة навязать не было مراد قوزا например молодежи халқи قوز ديش ديشن цар халқи они قوزа Ой, все равно дёша уқдоца глилдок цар Эйс حاجة примерно бо халқи царги улхдоцук цалилдайт үш цар хиягар деш Ой, цар хиягар деш цар нан мату анан хизогер туш حوات اسوچوك ويدي اسبرش مايو Европе мас вахо на хажа ошла душ من примерно босс нормально нохчи берш кузалку шва нохчи диешлыш шаш деш дольш санадата слулыш и этси санадержи улыш ихил гвартла хархил гвартла улукдоцу малил дела бош حيغمش بيش تاني حيغر ديش ملك تعاو موات كوزا شايق قوشياتهم هدا حاجة شايق بيل شامي بيل سن إمجوش واغيشن إيريلي جيوش عش ما يقوزا شايرش أتشاج شوا مصو ميتيا جسو درستون إزداني بلغ مغولا دينشور اروي روبوش عش ما يورش مصو عرقا قير غلاديوش ملاديوش قيت يا ايش دويتشير شغاسق شواخوشينيو Мурат, зачем ты этого террориста на аватарку поставил? Потому что я тоже такой террорист, как и он. А чё ж ты не у себя на родине, а где-то там в Европе? Я свободный террорист. А, ты просто боишься, да? Ты сбежал со своей страны? Да, я потому что радикальных террористов из Русни я боюсь. Всех уже вас истребили, остальные в Европе там работают грузчиками, да? Вот такая, вот как этот такой Муса он, Ломаев, вот Муса такой Ломаев, он который империя уборщиком зла. работает. ты Все кто его вообще? Милого? боятся. Почему империя зла, которая в Чечне, извини меня, конституционный правопорядок, так сказать, установила? Это империя зла? Да. 300 тысяч чеченцев отправила. Да неправда, во-первых, а во-вторых, те, кто пострадали, Конечно. это террористы. Конечно. Это вот такие, как Дудаев, Идигов, вот эти все, Яндарбиев, это они позвали войну в Чечню, а не кто-то другой. Они виноваты. Террорист номер один в мире сидит в Кремле. А на что ты опираешься? На что ты опираешься? Владимирович Хуйло. Нет, мне кажется, это гинеколог Салман Радуев и Дудаев.
Да, да, да. который уже давно превратился в жареный Салманы шашлык. Дудаевы раком поставила Кого они вашу ставили? Они, извини меня, имперскую они Русню стояли и и сосали выкинули у из России, у Чечени. Кадырова, у Рамзана Ахматовича. А, Кадыров, это Вас ваш Кадыров всех выебал. Это Всех ваш вас выебал чиновник. Кадыров. Это И ваш чиновник. Кадыров ваш чиновник. правильно Да. сделал, да? Да, да, конечно. Вот ты же боишься, ты не у себя в стране, ты сбежал. Ну, конечно, приходится бояться, потому что Ты трус, потому что, да? Ты да. Имел вообще, блин, лоб провокаторов. Кадыров вас ебет, блядь, террорист. Не. Меня боишься? Мне микрофон отключаешь, да? Кадыров. При чем тут Кадыров? Чеченец Кадыров. В Чечне же 100-тысячная Да, ты прям... руснявая террористическая Там гораздо армия. больше, там гораздо больше. Я поэтому говорю, вы же боитесь нас. Ахмат Сила, скажи Ахмат Сила. Вот, например, скажи Ахмат Сила, скажи Ахмат. Подожди, в Скажи, Украине Сила. вам нужна армия сейчас необходима. Конечно. Но вы боитесь А ты за хохлов, да? Ты за хохлов из защищаешь? Чечни. Прикинь, до такой степени. В ГУЛАГе же все охранники чеченцев. были хохлы. Ты знаешь об этом? Украинцы. Вот высылали молодцы. чеченцев хохлы тогда в Казахстан. Сколько сейчас цифра? Сколько сейчас? А ты им жопу лижешь. Пакетов цифра. Ты Миллион. дурачок просто, понимаешь? 1 300 000. Почему ты не у себя да? дома? Эхи какой-то сраный. Где ты живешь? Скажи. Мы везде. Ваня. У тебя, получается, дома нет, ты бомж. Да, так получается? Чеченский бомж. Чеченский бомж. Да. Здравствуйте, Говори участник. по-русски. Что ты там болтаешь? Ой. Ваня, Вы кого-то... Ребят, вам просто надо признать, что вы проиграли. Ребятенок, ты кого-то видишь, кроме себя, слышишь? О, еще одно хохляческое пришло. Ваня, Подстилка террористов. Ермолов так хотел. Какой Ермолов этот? Буданов Эльзу Кунгаеву, помнишь? Помнишь, да? Твой Буданов где сейчас? Да, поэтому Дохлый Буданова где-то мы валяется. отправили туда. Кто мы? Ты сидел как шавка под веником. Кто мы? Что ты мыкаешь? Чего ты мыкаешь, ты? Мышка серая, блин, с Дудаевым на аватаре. Сидит Залупа. Никому ты никто и звать тебя никак. Ваня, это гнида ты. Чмо, сбежавшая со своей республики. Чей холоп ты, я говорю? Трус, который сбежал, который войну позвал. Мародер. Войну в Чечню. Успокойся, мародер. Успокойся, мародер. Мародер. Ой, вот этот вот мародер. Успокойся, мародер, успокойся. Басаев мародер. Успокойся, мародер. Успокойся. Твой хозяин дырявый, да? Басаев. Который агент ГРУ. Агент ГРУ Успокойся, мародер. Я тебя спрашиваю. Успокойся. Конечно, вы же меня боитесь, мне микрофон выключать. Если ты рядом был бы, ты боитесь меня, черти, самые настоящие. Чей холоп, я тебя Культурные спрашиваю. Предатели, трусы. Почему культурные люди терпят беспорядок? Мурат, ты же видишь, он тебя вообще не вытягивает. Чего вы не вытянули? Ваня к нам зашел в тельняшке с балалайкой. Вот и он вообще Дайте Apple ему, Dodge. дайте ему почувствовать себя мужчиной хотя бы в интернете. Участники, можно с вами поздороваться? Ваня, я лично тебя не выкинул. А зачем мне тебя пугаться?
И Ваня, вас на своем языке он с тобой не справился даже. Да и вообще 10-0 ты что бесполезно разговаривать. Смысла нету. Не, если он умеет, готов поразговаривать, там вот вопрос-ответ, ему вопрос-ответ, он вопрос-ответ, там спокойно. Можно и поднять, но он не хочет. Если он готов, поднимем. هرجوالي صورت دعواتي كامي جنيشو الشولي صورت هون خواتنية إنسان ياين شو إيقن إيش نو أوقان جغار Говорите, вот гость, говорите, приветствуем. Кто там хотел поговорить? Доброго времени суток. В голосовом чате участник с никнеймом «Пацифист». Пацифист из Украины. Есть там такая область, осталась, Днепропетровская, город, 10 лет уже как называется Днепр. Вот. Мой никнейм «Пацифист», потому что я против войны. Вот. Ранее я принимал активное участие в происходящих процессах. Сейчас я такой вот, похожий на диванного воина, кухонного политика. После демобилизации с войны там по здоровью, ну нет, надо было, а по возрасту да. И вот я уже второй год в ТикТоке. Вот. Для того, чтобы услышать и для того, чтобы сказать. До этого был на разных стримах, кавказских стримах, которые русскоязычные, балтийских стримах, вот, европейских русскоязычных. Вот. Невыносимо было быть на русских стримах. Не всегда удается порядок и обмен мнениями на украинских стримах, потому что опять же война. И потому что война на земле сейчас переносится на войну в интернете, в ТикТоке. И многие недобросовестно этим пользуются. А в целом это как часть гибридной войны, идеологическая война продолжается в ТикТоке. Да. Вот это я постараюсь быть информационно полезным. Вот. И всегда воспринимаю информацию. Я довольно регламентный, то есть соблюдаю порядок, какой организуют ведущие модераторы. Если удается этот порядок, да, я вижу, это время действительно нужно. Это внимание. Если это информативно, психологически комфортно. Если нет, я вот высказываю огорчение, возмущение и ухожу. Вот. Я стал быть больше информированным только с началом войны России в Украине, потому что информации о Чечне так было больше явно недостаточно, а тем более в чеченских войнах Чечня была в информационной блокаде. И даже на Украине, которой тогда были большие связи, не только с Россией, но и с Европой, мало было очень информации о Чечне. Было правда, и только участвуя в войне, встретившись с чеченскими защитниками Украины, я стал был более информированным, и в целом украинское общество только с начала войны стало больше получать информации и для себя разбираться, что же происходило и происходит в Чечне. Поэтому я на этом стриме. Вот. Поэтому мне интересно, постараюсь быть полезным. Если, конечно, организаторы будут порядок. Я знаю эти стримы, где специально так организовано, чтобы не было порядка. Торопые, я их называю, они очень торопить людей, смешить. И я знаю, такие стримы есть во всех странах. Поэтому, если вы хотите обмениваться мнениями, информацией, доносить свои взгляды, убеждения, я буду с вами.
как был до сих пор на чеченских, грузинских стримах Инглушей. Вот. А также на этих стримах были международные участники с Северного Кавказа и Южного Кавказа. Вот, на политических стримах. Вижу ваш плакат, вижу лозунг. Я на политических стримах присутствую. Теперь уже как, и пенсионер, и бизнес, в ТикТоке для себя. Вот, нахожу время. Спасибо. Вот так коротко. Пацифик, спасибо тебе тоже. Как ты понял это смысл картинки? Просто у меня вопрос. Интересно мне. Скажу, я довольно-таки недоверчивый человек, вот, но сам стараюсь быть искренним. Мне уже за 60, поэтому меньше всего хочется быть обманутым или обманутым других. Я не верующий человек. Это первое. Я так и не стал верующим, хотя это вопросы рассматривал и меня касались с самого детства. У меня получается такая семья и родня из разных народов, получилось, да, и разных верований, религий. Поэтому мне говорили о христианстве, иудаизме, меньше говорили, правда, об исламе. Это с детства. Я тебе честно скажу одну вещь, вот чисто мой взгляд, да, неверующий ты, но ты намного лучше тех людей, некоторых, не всех, конечно, но некоторых, которые веруют и беспределом занимаются. Которые глубоко верующие, да? Да, и беззаконие тут творят, блин. Лучше, походу, быть неверующим уже в этой ситуации, блин. И суртах, блядь, жоп-то летишь, интересно, да? Да, подожди, босс. Если коротко отвечу насчет по плакату картины. стрима. Я, будучи сначала ребенком, тоже так, поэтому, из детства не хотел не обманывать ни себя, не обманывать других и не хотел быть обманутым. Поэтому, уже, я вам скажу, сознательной жизни больше 50 лет. Но я так и не назвался верующим, и никто меня не назвал верующим, имея общение с разными верующими. Более того, в советские времена на Украине я потом воспитывался в средней школе, в высшем учебном заведении. Как хотели, воспитывали меня, образовали в советские времена, хотели, чтобы я был воинствующий атеист. Но я таким не стал. Вот, я не стал атеистом, тем более воинствующим. Вот. И поэтому, глядя сейчас на плакат и лозунг этого стрима, я единственное, чего против, это против тот, кто такой говорит, что да, он верующий, вот. Но он на самом деле не верующий и неверотерпимый других, когда этот верующий говорит, только моя религия правильная, и только я верующий, а остальные религии неправильные, и неправильные неверующие. А если еще кто-то выступает против Бога, не просто неверующий, а атеист, его отрицающий, вот такие, называющиеся верующими, мне неприятны, скажем так. Поэтому я уже заходил на ваш стрим несколько раз. Речь была о государственности и демократии. Я знаю, что в большинстве стран государства сейчас светские. Я знаю, что было несколько попыток устроить государство на основе религиозных заповедей, законов, канонов и так далее, как на русском языке говорят. Но пока успешным в последние новейшие 5, 10, 15 лет не удалось, потому что
в этих странах государство для многих наций, для многих религий и для многих других различий разных людей. Вот, поэтому из сравнения всех религий для меня наиболее все-таки ислам и мусульмане привлекательны, потому что они не такие материалисты, как, скажем, христиане или иудеи. Ну, мое мнение, это очень близкие религии, авраамические. Они, конечно, отличаются, но мусульмане наименьшие материалисты, у них никогда не было менял в храме, как это было у христиан там, или иудеев, служение золотому тельцу. Ну, такое это проценты, кредиты, обмены, монеты и так далее. Поэтому вот, я знаю, что пока больше всего в мире 2,5 миллиона христиан, мусульман больше 2 миллионов, и наибольшее распространение получает сейчас ислам. Я вот такой, сухие цифры. Может быть и нудно, и долго, но уж извините. Поэтому я считаю, защищать нужно не только ислам, тем более если на него другие нападают и не считают их искренними верующими, правоверующими, как они себя считают. Поэтому, если употреблять слово «защита», да, все религии нужно защищать, ну, в равной степени. А больше всего нападок на мусульман, потому что они самые большие бессеребренники. И действительно, и книги, и Коран я знаю, как переписывалось много раз, Библия у христиан, Торы иудейские, все. Насколько я вот интересовался, особенно когда уже подрос, юношей, мужчиной становился, то больше всего переписывались людьми, не так, как от Бога. Больше всего Библия или Иудеи переписывались, а менее всего Коран переписывался людьми. Если говорят о том, что это божественные заповеди, написанные Богом, то больше всего вызывает все-таки у меня и привлекает мусульмане. Вот так, если коротко. Извините, если долго. Спасибо за внимание. Я с вами. Да, религии ты качал, дикди, церцу шеды, качу. Ну ладно. Просто сюк хач, худу хайшун, сюк хача, примерно вайн туам бел, вайхадех, кандадаган, цаэтту, бацину, дакида, цадунин, хумдах, эрду, ловай. И раз в моменте она, короче, полный 1400 лет назад хилла гунцаха, шун полный поран гунцаха, он ала претензии у кесокнех. Если у нас русскоязычный гость, нам надо на русском говорить, чтобы он тоже понял. Да, извиняюсь, вообще yok провокация. И так своей правдой я себе проблему делаю. Еще на русском сказать себе тройную проблему делать. Но я не хочу. Я лучше выйду, пойду спать, мне утром на работу. А вы тут говорите, разговариваете. Извини, я не буду долго говорить. Я лишь выскажу, почему мне ислам более привлекательный, чем другие. И вы будете говорить на национальном языке, потому что я понимаю, это прежде всего национальный стрим, а потом уже какой-то язык международного общения, там, английский и русский. Почему мне больше нравятся мусульмане и ислам? Потому что, видя все, в отличие от синагоги или от церкви, там христианской какой-то, в мечетях они так не огораживаются заборами, это раз, воротами, дверями, в мечеть такого нет, и они чаще открыты. Большинство мечетей почти всегда, в отличие от, скажем, каких-то христианских церквей, которые огорожены там такими заборами, стенами, не такие двери, и такое убранство в середине: золото, серебро, там, ткани, сотворившие себе кумиров. Мусульманам кушать нету, ты тут за иконы говоришь, за мечети говоришь, за церква говоришь.
людям, мусульманам кушать нет, у них жизни нормальной нету. Ты о чем вообще? Мечети там. Ладно, я пойду, короче. Всем спасибо. Всем хорошего вам эфира. Да, спасибо за выдержку боссу. Я понимаю, как меня воспринимают. Нелегко воспринимать, но я вам и скажу. Вот, да, в большинстве, ну, А вот это я вас беда. перебью, а вот лучше защитить религии надо или защищать свободу личности? Как думаете? Мое мнение такое. Я немножко изучал истории, политики, право, экономику и прочее. Так вот, прежде чем защищать религии или защищать нации, есть очень по-простому. Человека, людей надо защищать. Сейчас это называется словами вот, права человека. Понимаете? Особенно в части неотъемлемых человеческих прав. Если говорить о гражданских правах и свободах, то есть в стране, в государстве обеспечить, то есть неотъемлемые человеческие права. Да, и наибольшая численность мусульман, очень много людей недостаточно соблюдается их гражданские права и свободы, и тем более неотъемлемые человеческие права. И часто это недобросовестно используется политиками, которые говорят о нациях и которые говорят о религии, с тем, чтобы оставить верующим мораль, веру, принципы, культуру и так далее, а на этом заработать себе денег. Я понимаю, что босс, конечно, эмоциональный, я скажу. Есть мусульмане, да, которым кушать некогда и которые очень страдают от войны. Но тут же рядом есть те мусульмане, которые купаются в золоте и роскоши. Они тоже называют себя верующими. Вот. Ну, боссу, я даже знаю, что такое сабр. Понимаете, уже знаю. Потому что настоящий верующий, он сабр. И сейчас с теми верующими, вот, мусульманами, которые тоже было неприемлемо со мной в одном стриме, вот, сейчас мы довольно-таки общаемся. Вот, спокойно обмениваемся. Так вот, прежде чем говорить о нациях, религиях и прочих политиках, нужно говорить о людях, человеках, их неотъемлемых правах и свободах, а тем более вот, есть такие понятия, написано человеческие права. Там у них действительно было вот, вода, хлеб, жилище и условия для проживания. И я отчасти и потому неверующий, потому что вижу, что называющиеся верующими, которые совсем рядом, одни купаются в золоте, а другие в жажде и голоде. Вот такой короткий ответ. Может быть, вы можете воспринять это, конечно, как провокацию, я у вас отбираю время, тем более на ненациональном языке. Ну, поэтому, если нету сабр у босса, его могут очень использовать и враги, и провокаторы, и те, которые двуличные, подлые, вносят смуту. Да. Ну, поэтому вам спасибо за выдержку. Вот так коротко. Пацик, да? Как у тебя ник читается правильно? Я извиняюсь. Пацифист. От слова пацифик. Хорошо. Да, это... Пацифист. Пацифист, можно такой вопрос? Я заметил, ты умный, умно рассуждаешь, знающий такой. Что скажешь насчет вот этих летающих тарелок, инопланетян? Вот ты как думаешь вот за это? Поделись с нами, если... Первое. Многие говорят, что я неверующий, потому что я агностик. А я в своей жизни всегда интересовался и старался быть информированным.
к окружающей природе, вот, и обществе людей. Ну, я бы больше присоединился к тем, которые называли себя верующими. Есть и такие, до того, как признали единобожие. Такие люди обожествляли силы природы. Вот. Еще до многобожия. Так вот, настолько разнообразен этот мир, и понимать, узнавать его всегда, гносис, можно бесконечно. Я предполагаю, и смотрел тех, которые называются учеными современными, вне зависимости от того, верующие или неверующие, к примеру, археологи, они говорят, что на нашей планете Земля, ну, в космосе, пространстве было, то, что мы называем человеческими цивилизациями, одни говорят 6, другие 7, другие говорят 8. Цивилизаций на Земле сменилось. Археологи находят материальные свидетельства в Земле, на нашей планете Земля. И все эти свидетельства говорят, что и эти цивилизации были земными и пребывали в неземные цивилизации из космоса. Вот. И современные ученые ранее говорят, что подобная человеческая или какая-то жизнь существовала на Земле ранее, и не только на Земле. Мое отношение к этому такое, что это наиболее возможно, это наиболее вероятно, но настолько коротка человеческая жизнь, может быть, все-таки душа и сознание более продолжительно как-то существует. Поэтому я так и отношусь. Вот. Принимаю, понимаю. Быстротечная это жизни, как возрастной человек. Да, я вижу. Вот. И мне также известно, что руководители, государственные деятели, или же национальные, или же религиозные лидеры, им более известно о цивилизациях, которые существовали до нас и которые были внеземные, но они скрывают от большинства нынешнего населения Земли. Вот это так я к этому отношусь, насколько мне известно. И пытаюсь реже говорить слово «думаю», значит, чтобы на русском не выдумывать, а больше знать. Вот так, спасибо. Спасибо. Ладно. Хорошего эфира. Да? По плакату стрима, да, меня привлекает то, что, во-первых, изображено в национальных цветах и символике, вот, особенно говорится и излагается политическая партия, которая исламская. Мне известно, к примеру, европейские партии, которые тоже строятся на религиозных убеждениях, скажем, ХДС, ХСС, ну это христианские демократы и так далее. Они в большинстве своем. Но я, так же как ислам, и так же как религия, как другим политическим партиям считаю, что правильно, когда многопартийная система, вот, понимаете? И поэтому, если это политическая партия... Извиняюсь, да. что перебил. Я поэтому у вас спросил, как вы поняли эту фотографию. Тут разные люди. Есть и религиозные, есть и нерелигиозные, есть, которые вообще ничего не верят.
разные тут люди. И у нас именно, у чеченцев, вот тут тема насчет этой фотографии, потому что, как вы знаете, нашу проблему, которая с Россией у нас, у чеченского народа. И мы ведем тему насчет этой религии, которую нам навязали, радикальную религию. И поэтому вот эта фотография именно взята у тех, кто, вот как это сказать, ну, навязали нам эту радикальную религию. И Можно я отвечу? Да, и поэтому просто, чтобы, ну, чеченцы это поймут, вот ты, скорее всего, не понял смысл картинки, поэтому было бы Можно ответить? правильно, если вначале ты спросил бы. Поэтому Можно сейчас... сразу отвечу. Как по мне, не бывает никакой религии радикальной или не радикальной. Ведь смотрите, тут исламская партия, пропущено слово «политическая», правильно? Речь идет о политической партии на основе религиозных убеждений. Так вот, нет никакой религии, которая радикальная. Партия это уже подразумевает политическое движение, если вы Да, не знаете. Ибрагим, я закончу ответить. Да, я читать не умею, научите, я буду что-то знать. Так вот, в самом вопросе было, понимаете, как попытка убеждения, что есть какая-то религия радикальная, а есть какая-то религия не радикальная. Я с этим не согласен. Если есть религии, в каждой из них какой-то исторический период, есть представители умеренные, понимаете, есть более радикальные представители в каждой религии. Так же, как политические партии имеют свою идеологию. Давайте вот нынешний. Ибрагим, надо говорить конкретно. Я как военный тебе скажу, надо быть более конкретным и привязываться к местности, понимаешь, по времени. Вот тогда можно правильно вот ценить. давайте последний. А я как историю скажу. Закончу, не надо 100 лет. Хорошо, последние 100 лет. Так вот, я вам скажу. Чем больше период истории, тем больше религиозные убеждения, знания приходят одни или другие. Я знаю, что на Кавказе, да, в большинстве он колыбель христианства Армении, вот, и там не было такого распространения мусульманства, скажем, как на Северном Кавказе. Вот. Там больше христиан. Но если берем тот же Азербайджан, там такого распространения христианства не было, как мусульманства. И некоторые пытаются разделять верующих, чтобы на ними властвовать, и иметь больше денег. Они специально так делают. Спорьте о нациях, спорьте о религиях, и будете нашими рабами. Будете рабами Бога, а потом и нашими рабами. Поэтому в истории я видел радикальное настроение и у христиан, и у мусульман, и иудеев. Они были, есть и будут. Вот такой мой ответ. Все принято, согласен с вами. Например, христианство как минимум веков 18 тоже вело себя, скажем так, не очень таким приятным образом, потому что там тоже и крестовые походы, и инквизиции, и всякие попы, гапоны. Но все-таки христианство, оно как бы упорядочило, да, вот это, разделив церковь от государства. И сегодня там христианский мир, он не лезет в государство,
он занимается духовным, то есть вот таким делом. А государство, оно остается отдельно. Но вот в случае с исламом у нас получается, опять-таки, с истинным исламом, да, по Корану и Сунне, у нас дела обстоят несколько иначе. Потому что там вот этот, скажем так, этап не осилили, не смогли вот отделить каким-то образом религию от государства. И более того, вот в последнее время, наоборот, у нас получается так, что как бы возвращаются более к корням, да, вот идеологически, там вот эта вся религиозная, скажем так, правящая, задающая тон вот эта среда, да, они как бы наоборот возвращаются туда, к истокам, в 7 век. И вот у нас получилась такая проблемка, да, потому что там как раз-таки прописано изначально, что, вернее, не так и прописано, как вот официально это декларируется и официально это проповедуется, да, вот что государство исламское должно быть, там все по Корану и Сунне и так далее. И у нас вот такая ситуация, что, например, если возвращаться туда к корням, там есть изнасилование замужних женщин, 4 сура, 24 аят, у нас есть и педофилия, ПДФ, извиняюсь, осуждаю, да, там, 65 сура, 4 аят, ну и много что другого, да, там рабы, не рабы, рабство. Вот то, что у нас в Чеченской Республике практиковали похищение людей, имея в виду не русские официальные власти, которые похищали людей, там у нас как минимум 20 с лишним тысяч без вести считаются пропавшими, а я имею в виду вот именно приверженцев вот политического истинного ислама, исламистов, которые вот основываясь на вот эти вот предписания, принесли в чеченскую среду этот позор, похищая вот это людей из-за денег, за выкуп, короче, как вот им предписывает Коран и Сунна. Поэтому сегодня это не одинаково. Да, и христианство могут, как бы, скажем так, на данном этапе появиться заинтересованные какие-то отморозки, которые могли бы и сегодня возродить, да, там, вот это былые времена существовавшие, там, походы крестовые и так далее. Это тоже не исключено. Но вот пока мы такой проблемы не наблюдаем последние так лет 100. Поэтому там, короче, такая разница у нас получается. Можно я отвечу Ибраиму и закончу ответ Мураду о том, что политические партии в истории, вот им немногим более, сотня-две сотни лет, это раз. И политические партии пытаются использовать разные религии, которым по несколько тысяч лет. И если брать конкретно об отношениях за последние 100 лет, вот, которые складываются географически регионом Северного Кавказа и той территории, на которой существовала Российская империя, но это далеко, а вот Советский Союз, вот, то некоторые политические партии используют по принципу «разделяй властвуй», они всяческие безбожники и даже тем более атеисты, использовать противоречия религиозных взглядов, неверотерпимость, использовать и для этого делать свою политику, тем более, если влияние на верующих оказывают какие-то религиозные лидеры или даже национальные лидеры. Грамотным будет поведение того национального лидера, который не будет категорически отрицать другие религии, у которых есть население. Понимаете, о чем я? А пока что
Вот, многие несогласия, скажем, с российской администрацией, присутствием войск, политиков, правителей из каких-то иностранных, иноземных, вот, а тем более другой веры, которые приходят как освободители и защитники, как истинные правоверные. Так вот, используя разницу этих религиозных убеждений, особенно за последние 100 лет, особенно когда появились средства массовой информации, такого общения, очень используют разницу религиозных верований, разницу национальных обычаев и традициях, национально-этническое, это латинское слово, то есть народное происхождение, для того, чтобы установить свою власть. Это все очень просто. И чаще всего представители мусульман выступают против присутствия политической, гражданской администрации, а тем более христианской. Вот так я вижу. Все-таки такое много и ни о чем, я бы сказал. Извиняюсь за откровенность. Конкретный пример это когда советские войска, атеисты, приходили защищать, освобождать, развивать в Афганистан к мусульманам, понимаете? Это было очень неправильно. И до сих пор это продолжается, когда приходят иностранцы, иноверцы, когда иностранцы, иноверцы приходят с оружием. Да, слушаю вас. Я конкретный пример своим рассуждением привел. Да, я могу тоже вам пример привести. Вот афганцы, на которых напала Россия, Советский Союз, там, ну, продолжая, да, Россия, Советский Союз, вот эти афганцы, они вообще не имели ничего общего с вот этим политическим исламом на тот момент. Это было светское государство, которое неплохо жило в этом регионе, процветало. И вот на них, когда напали и начали их захватывать, там, порабощать, потом вот в их среду уже применили вот этот религиозный прием. То есть их начали аккуратно подсаживать все больше и больше на вот эту исламскую иглу, скажем так. Подсадив на которое общество, потом уже им можно управлять. Вот что мы сегодня в этом Афганистане и наблюдаем. Процветающий светский Афганистан после того, как туда пришел русский мир и в целях своей вот этой захватнической там войны, да, радикализировал это общество. Вот на итоге мы получили каких-то бедных людей, которые сейчас сами не знают, что они хотят, куда им надо, то есть их куда-то в средние века, в каменный век туда назад, скажем так, забросили. И американцы, которые пытались их реабилитировать, длительное время находясь там, пытаясь им помочь с их правительством, там, как подсобить, да, там, как взлетную полосу им оказать услугу вот в этом плане, финансирование, вот как-то, чтобы завести процесс вот этого возвращения, скажем так, в цивилизованный мир, в цивилизованную среду, и это не сработало. То есть им в итоге пришлось оттуда убраться, потому что они ничего там за все это время как бы не смогли их реабилитировать. Вот из-за вот этой вот бацилла, вот, о которой здесь внизу написано, да, там чумная бацилла, вот эта вот бацилла, ее закинули, и она никак не дает обществу сорганизоваться и снова вернуться вот хотя бы на те позиции.
на которых оно было, когда на них нападали, там такое. Вот чеченцы, да, которые здесь на площадке, и которые просвещают свое общество, не хотят следовать вот такому же пути. То есть нам это не нужно. Мы не хотим туда опускаться, в этот 7 век, в это средневековье, это во времена вот этих, да, там, скажем так, каменного века. Мы хотим вот вернуться к своей культуре, к своему самобыту, вернуться на те позиции, где мы были, когда на нас нападали в 1994 году. Вот на позиции такого национальной консолидации народа, к национальному самосознанию. И вот эту религию, ее аккуратно, если получится, ее, вот тот, кто хочет ее практиковать, ее поставить в стойло, то есть туда, где она стояла куда-то, где-то в свое время, да, вот в 90-х годах, 80-х. То есть именно в каких-то там при похоронах, при, я не знаю, при каких-то свадебный там процесс, хотя там вообще она не существовала, вот что-то такое, да, там духовную какую-то определить, вот этой, то есть то, для чего она, скажем так, предназначается, да, вот туда ее куда-то. Хотя это сложно сейчас в мире глобализации, в мире информационной вот этой доступности. На те позиции вернуться будет сложно. Но тем не менее, имеется в виду, там люди вообще вышвырнут это дело из своей среды. Ну вот те, кто как бы это хочет за духовное, взять это дело как основу духовного, такого за основу. Вот те как бы, как в Конституции чеченской, которую приняли в 1992 году, и прописано, что гражданин Чеченской Республики имеет право исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой, совершать религиозные обряды и любую другую религиозную деятельность, не противоречащую законам государства. Вот, пожалуйста, если человек может ходить в мечеть, на намаз, сходить в церковь, зажечь, чтобы свечку, сходить там в синагогу, чтобы тоже помолиться там Яхве и так далее. Это все нормально. Если же человек начинает говорить, что он хочет объявить христовый поход или джихад, или еще что-то там, то в таком случае, извините, наше государство в средневековье не играет. Вам нужно найти другое государство, в котором можно и джихады делать, и вверх ногами ходить, если кто хочет. Вон, в частности, в Афганистане, вот туда куда-то. Можем даже это самое, визу выдать и вид на жительство, с видом на жительство помочь. Вот такая вот, короче, здесь тема, ситуация. И вот эта разъяснительная работа, она важна, чтобы народ не был быдлом, чтобы религия не была использована в отношении народа как опиум, чтобы не манипулировали народом ублюдки, которые это все используют. Как бы, скажем так, пользуясь вот чувствами там верующих, да, которых подсадили на эти темы. Вот, поэтому это важно. Важно, чтобы общество было трезво, могло критически подходить ко всему, могло применять логику,
применять здравый смысл и там моральные, нравственные какие-то дела, да, и не боялась этого делать и открыто, как и подобает, в частности, чеченцу, в духе чеченца, вот не бояться, короче, действовать разумно, скажем так, вот такой призыв к обществу. И у нас вот такая вот тема, короче, вот такие темы на наших площадках постоянно проходят. Ну, если можно, я скажу в связи с тем, или то, что сказал Ибрагим, я понимаю, то есть я представляю себе и поддерживаю. Я представляю себе и чеченцев, и ингушей как немногочисленный народ, на которые самые большие традиционалисты по своим аятам. И за несколько тысяч лет, и даже больше. Я извиняюсь, что перебиваю, просто мне непонятно, пока тема не ушла. Объясните, что это за чеченские и ингушские такие аяты. Извиняюсь, что перебил. Да. Значит, что я хотел сказать. Есть такое английское слово, как менталитет. Это образ мышления и образ жизни, который складывается на основе столетних и тысячелетних обычаев, традиций и поведения в национальном обществе. За это время могут сменяться и приходить туда, и среди них жить различные верующие. И это было и в Европе, вот, к примеру, христиане. Там тоже, вот как сейчас мусульман делят на суннитов, шиитов, так и христиан, к примеру, в Европе делили на православных, католиков, вот, а еще больше протестантов и современные модерновские религии, вот, которые тоже называют себя христианами, но которые говорят, мы очень отличаемся и от православных, и от католиков, и от протестантов, и от греко-католиков и прочее. То здесь, да, об этом, эти различия нужно находить, но не позволять себя разделять по этим различиям с той целью, чтобы властвовать над собой. Вот. И поэтому, если брать последние 100 лет, я вот тоже общаюсь на кавказских стримах, говорят, какие более малочисленные народы, еще меньше, чем чеченцы или ингуши, вообще перестали быть, существовать в своем национальном самосознании и национальном происхождении. И поэтому я воспринимаю чеченцев и, к примеру, ингушей как самыми большими традиционалистами, то есть живущими по обычаям и традициям, да, во многом, вот, они определены в какой-то религии, написаны. Но всего не напишешь. И поэтому вот те обычаи и традиции, которые складывались не то что столетиями, а тысячелетиями в памяти народа, из уст в уста, даже если не написаны религиозные, письменные какие-то книги. Я извиняюсь, я понял, вы хотели сказать адаты, и как бы перепутали или оговорились, сказали аяты, я поэтому задал вопрос. Теперь понятно, да. Мы все не настолько хорошо владеем международными языками, скажем, ну, самыми мировыми, как арабский или английский, русский, скажем, или какой-то другой язык. Вопросы важные, тем более, если они вообще приводят к войне. Сейчас убеждают людей, что это можно только войной.
Я прежде всего поддерживаю тот газоват, который это победа над собой, в смысле своего воспитания, образования, культурности и так далее. Но также и поддерживаю тот газоват, который по убеждению мусульман. Это справедливая война за свои убеждения религиозные, за свою национальную идентификацию. Вот. Как это я понимаю? Потому что на кавказских стримах были участники, которые помнят свое древнее национальное происхождение, национальное, сохраняют его и всякими миграциями, иммиграциями, интеграциями, ассимиляциями, несмотря на все эти объективные исторические процессы, сохраняют свою национальную идентичность и готовы ради этого бороться и политическими, дипломатическими, вот, правовыми, экономическими, культурными и прочими. Вот. Если понимаете. Да. Вы закончили? Да, спасибо. То, вот о чем вы говорите, как раз-таки чеченцы, ингуши практиковали там последние пару столетий. То есть вот эта вот религиозная тема, она у нас была такими духовными ценностями, которые были основаны на христианстве, исламе, иудаизме, язычестве. То есть такая гремучая смесь у нас была, хотя она не гремучая, а наоборот, скажем так, созидательная. И вот что-то подобное чеченцы практиковали. Пока к нам не пришел истинный ислам. Через вот литературу, которую тоннами завозили из России, там издательство «Бадр», Москва, Санкт-Петербург, Казань, с ряда российских городов завозили вот эту литературу и нам учили истинный ислам, Коран, Сунну, жизнь пророка, все его какие-то действия, скажем так, взять за основу и вот следовать этому. И вот тут как раз-таки произошла такая ситуация, где с помощью чего нас смогли разобщить и в итоге победить и еще превратить в каких-то пехотинцев, да, которые сами не знают, что хотят, что им нужно, вообще куда они двигаются, что вообще с ними историей произошло и так далее. И вот эта тема, она пагубна для нас, если не разъяснять нашему обществу, что истинный вот этот ислам, салафизм, ваххабизм, он же вот эта тема, то есть на основе Корана и Сунны, не то, что чеченцы как бы по преданиям передавали, там наши святые сказали вот так, они сказали вот так, старшему надо вставать, там нужно их уважать, гостя нужно почитать, короче, то есть вот такие какие-то предания, они в корне противоречат Корану и Сунне, и как раз-таки там все наоборот, да, там вот эти родственные отношения чеченские, которые у нас в нашем как бы повседневном укладе основывались, да, вот эти вот чеченские традиции, обычаи, плюс, короче, там вот это чуть-чуть духовная часть, да, там от христианства, ислама, иудаизма, язычества, скажем так, подмешано уже на позднем этапе. И это совершенно другое. Вот я сегодня, например, 72% мусульмане,
альхамдулиллях. И кто как бы может вот так вот, да, скажем так, напрямую отвергнуть аят, там, где земля находится на спине кита, или другой аят про педофилию, или еще один аят про изнасилование замужних женщин, то есть или еще один аят про вражду с какими-то этими конфессиями, только из-за того, что они приверженцы этой конфессии, то тогда это нормально, если как-то человек может, чеченец, если может сказать, да пошли вы к такой-то, извиняюсь, матери, я бы сказал. Вот чеченец должен это послать, не бояться, говорить правду. Вот это я никогда не приму, это не мое. Тогда он будет чеченцем, и ингуш будет ингушем. Если он от этого откажется и будет бояться, как суслик, и принимать все, что там вот эти люди, обернутые в простыни, будут им, там, я не знаю, по ушам ездить и втюхивать, то это не чеченец, ингуш, это обычно араб, которых 500 миллионов по всему миру. Я, конечно, не против, ничего не имею арабской там нации, арабов, короче. Счастья им желаю. Только не надо вот наш народ превращать, уподобливать себе. Или русские, зачем нас уподобляют арабам, превращают в них, притащили эту хрень нам. Вот такая, короче, здесь тема. А так, конечно, своим следовать адатам, своим традициям, да, это важно, но проблема в том, что здесь у нас ислам полностью противоречит этому в корне. То есть тебе говорят, что ты вот все, чему ты следуешь, чеченское, оно запретно, это харам, это мерзость, это грязь, это против предписания Аллаха. И ты должен, короче, от этого потихоньку отказаться мелкими шажками. Не торопиться там, вот Спецслужбы России. Вот так вот говорить, потом завтра еще как-то. Потихоньку. Сегодня сказать, что, например, двоюродные братья и сестры не могут общаться наедине, потому что третий среди них будет шайтан. На двоюродной сестре нет, это не обязательно. Пророк не приказал жениться, он просто сам женился на своей двоюродной сестре, а приказать то такого приказа там нету. То есть сегодня тебе так говорят. Ты потом будешь отчуждаться от своих двоюродных братьев, сестер, и ты перестаешь быть чеченцем, потому что у нас и двоюродные, и троюродные, мы вырастаем вот так вот в духе родственных уз, что родная, что двоюродная, что троюродная, у нас как бы вот эта тема, скажем так, интимная, или она как бы, когда ты вырастаешь в таком духе, воспитываешься в этом, у тебя эти понятия у тебя отсекаются сразу. А если тебя учат отдаляться, короче, от двоюродных, от близких там своих, и тебе научают, что там ты что-то подумаешь, там придумаешь, что, естественно, завтра ты захочешь и жениться на своей двоюродной, и это будет по сунне, потому что сам пророк женился. То есть вот это чеченец, если не посылает на 3 буквы, то это уже опасно. Вы в опасности, как говорил Путин. Ваша чеченскость в опасности. Вы превращаетесь в бабуина с Аравийского вот этого полуострова и так далее.
Не будет тогда ни чечена, ни ингуша. Не будет. Будет араб. 500 миллионов мало, еще 501 миллион будет арабов. 502 вместе с ингушами. Нам это нахрен надо. Вон в России можно, короче, все давайте быстро там Ахлюсуну в ислам и к своим братьям-арабам добавляйтесь. С катертью дорога вам. Нам этого добра не надо. Себе оставьте, россияне. Зачем вы нам завозили там? Понятно, да, что я сейчас не к личности обращаюсь, а так образно. Завозили к нам литературу русскоязычных выпускников. Патриса Лумумбы, короче. Всяких Хатабов, Абу Валидов, Абу Квеш. Завозили туда нам через всю Россию. Не надо это нам, не нужно. Не надо. Мы хотим свой самобыт сохранить, поэтому и боремся за это. Не надо нам подменять ценности и перестраивать нас, бороться за какую-то хреновую курайшитскую арабскую империю. Не надо нам это. Себе оставьте, господа. Вот у русских тоже имперское настроение. Халиф, царь, там, барин. У араба вот как раз можно как раз воссоединиться. Удачи! Можно я тогда скажу, в связи с тем, что сказал Ибрагим? Первое, я обращаю внимание на текстовый чат и даю ответы в текстовом чате участникам. Теперь для Ибрагима. Я думаю, что я его правильно понял. Я еще раз говорю. Понимание – это в смысле представляю себе, о чем он говорит, и выражаю свое согласие с тем, что он говорит. Вот так, если коротко. Фарго, на эту фотографии под текстом надо было добавить Муса Темишев, чтобы вот такие, как пацифист, понимали смысл текста. Казахская история. Почему нужно завершить стрим? Не понял. Там где-то параллельно идет стрим? Так, вот у нас новый какой-то Виндетта с 2 Т пишет однозначно Нохчала, к черту вашу демократию. А как ты разделил вообще Нохчала и демократию? Объясни, друг. Вообще Нохчала это как раз оно и зиждется на демократических ценностях. Власть народа, когда в Нохчала как раз у нас и есть, когда все общество, оно свободное и контролирует ситуацию, контролирует вот какие-то процессы, протекающие в этом обществе, а не какой-то царь, барин, халиф, который этому обществу бьет там по башке и им говорит сидеть, там, лежать, дай лапу, ползи там и так далее. У нас как раз таки демократия в Нохчала. Каждый гражданин, он имеет слово, его слово имеет вес, он является частью общества, в котором он принимает участие. Что это к черту вашу демократию? Вообще непонятно. Я к Нохчала. Это как сказать, я тебе сейчас пример приведу. К черту там ваш этот самый, к черту вашу диету,
Или наоборот, я пошел соблюдать диету, сказать, да, и съесть, короче, 10 килограмм шоколада за раз. Это что-то непонятно. Ибрагим, первое. Вы очень доносите информацию интересную. Я вижу, что вы информированный и на этой основании убежденный, искренний и убежденный. В ТикТоке и вообще в интерактивных интернет-социальных сетях, да, такие люди интересны. Но я знаю и других Ибрагимов. Ибрагима, к примеру, того, который еще то ли Ламро, то ли Патриот, то ли так. Он тоже... Который палестинец такой, с европейским этим флагом и башней чеченской, который такие делает, кефиром ходит везде, что типа европейская чеченская башня, на которую он плевал, на Европейский Союз, в котором кафиры живут, которым ненавидят. Знаю такого, знаю. Участники. И читая текстовый чат, я находил голосовом, мне, скажу, Вам из Израиля, не подскажете, почему говорят, не каждый мусульманин террорист, но все террористы мусульмане? Почему так? Как еще поступать? Не все мусульмане террористы, но почти все террористы это мусульмане. Поговорка такая, народная мудрость. Слабая попытка. Это слабая попытка. Один момент. Не одновременно. По очереди отвечаем. Давид, манипуляция. Так, я у вас выключаю, отвечаем по очереди. Вот вопрос задал Давид. Давид, вы задали вопрос, с которым нельзя поспорить. Вот, вы как бы констатируете факт. Нет, это поговорка, это народная мудрость, которая вырабатывается годами. В каждой там поговорке есть мудрость. Ну, допустим, есть поговорка у казахов и киргизов. Если у тебя сосед русский, держи топор наготове. Вас стараются ответить. Тоже Давид, правильная вас поговорка. стараются ответить. Давид, вы хотите слышать ответ или не хотите? Да я жду. Так не перебивайте. Вот, я услышал вас вопрос. Хочу сказать, что это очень манипулятивный вопрос. Так же, как в экономике есть антимонопольное законодательство, и никому не выдается лицензия на монополию, точно так, как в экономике, так и в идеологии. Нету никому такой монополию на истину в конечной инстанции. Я буду общаться, если будет обмен мнениями равноправными. Если только у вас монополия на правду и ваше убеждение правда, я спорить не буду, тем более не на деньги, тем более качать права, тем более в интернете. Но вот не буду я. Если вы хотите обмениваться мнениями, я буду поддерживать общение. Если нет, тогда не буду. Я зашел с вопросом, не с аксиомой. Я не сказал, что это аксиома. Аксиома другая, аксиома одна. Уже Давид, знаете, я помоделирую. Пацифист, вот вы сейчас сделали такое Да, я слушаю. обращение, и вот прошу вас теперь вернуться. Вас не слышно. Я прошу вас вернуться к вопросу Давида. Ибрагим, вас не слышно. Я почти ничего не разобрал. Я так понял, что вы сказали, что вы поддерживаете мой диалог. Сейчас слышно меня? Извиняюсь, сейчас слышно? Сейчас очень хорошо. Сейчас хорошо. Все, благодарю. У меня тут наушник что-то глючит. Вот вы сейчас, там, я не знаю, какое-то это самое, сделали комментарий, пацифист. Я просто прошу вас вернуться к вопросу Давида, если можно. Вот вопрос, который он задал. Я считаю, что нельзя
В русском языке это называется «мазать всех одним миром». Но есть такое выражение в русском языке. Так вот, не бывает какой-то Не нации. согласен. Давид, ну вы же хотите услышать ответ, или вы пришли только набрасывать? Вопросами что-то Вы, видимо, не утверждать. расслышали то, что я сказал. Вы, видимо, не пытаетесь это делать. Здесь дураков нет, здесь все евреи. Вам так понятно? Так вот, мой ответ. Если поддержали наш диалог остальные участники, мой вам ответ. Нельзя всю нацию превращать в террористов. Это раз. И убивать женщин, детей, стариков. Второе. Нельзя какую-то религию однозначно обзывать террористической. Это два. И другие, понимаете, убеждения, воззрения и так далее. Поэтому то, что вы сказали народной мудростью, я сразу вам задам вопрос. Это какого народа? Я, например, согласен с тем, что вот Давид здесь озвучил, потому что он... Я не знаю, вы где проживаете, пацифист, и что смотрите. Ну, вот то, что Давид сказал, с этим нельзя не смириться, то есть, потому что во всем мире сейчас происходит вот такая вот тема, скажем так, да, агрессивная, которую мы вот наблюдаем последнее время. Вы почему-то это отвергаете, вот непонятно только почему. Вот последние, там, возьмите какие-то за несколько лет, да, по всему миру террористические акты, которые прошли. Проведите анализ, и вы не можете не согласиться с Давидом. Опять же, я подчеркиваю, первая часть поговорки звучит так: не все мусульмане террористы. Нет такого, чтобы сказать, что все мусульмане. Я никогда такого не говорил. Я знаю очень много мусульман, я с ними работаю. Она бахкарабы, швей. Поэтому я прежде всего начал с того, что не все, но почему-то многие из террористов, почти все, исповедуют самую мирную в мире религию. Я вам скажу. Один из участников террористического акта сказал: я готов понести ответственность за свой терроризм, который был ответом на государственный терроризм. Пускай нас вместе привлекают к ответственности. Это Беслан, если помните. Если не сложно, Вот. уточните Да. насчет государственного терроризма. Так вот. Давайте я уточню вам. Вот в Чеченской республике 42 тысячи детей загубили. Более 200 тысяч мирных населения. В Сирии 260 тысяч мирных жителей убито россиянами. Помогли Асаду убить еще 320 тысяч. Казахи в начале 20 века. В начале 19 века жители Кавказа, черкесы, ингуши, дагестанцы. Кстати, кто не в курсе, Путин мусульманин, латентный. А, уже? А то все говорят, что он еврей. Мы отпихиваемся, отталкиваемся, они говорят, еврей, Шамалов. Евреи все так и не так, как бы. А вот то, что Путин... Там... У меня такое впечатление, что если ему понадобится помощь буддистов, он резко станет буддистом. Очень резко. Если ему очень понадобится помощь Кореи, он станет очень резко корейцем. По совместительству такой буддист, он тоже иногда местами, но вот мусульманин, он даже вот в Чеченскую республику с рукописным Кораном прилетал, вот буквально сколько там, полгода назад, в мечеть там заходил,
И вот в частности этого этого аятуллу Шахида, который шахетом стал, его и Эрдогана примерял там аятами, приводя... Правильное произношение шахид, шахид, шахид. Не, ну, как бы, шахет это уже иранская, как бы, тема. Шахет. Можно сказать шакет. На иврите это тихий. Он уже шакет. Он уже тихий. Можно и я скажу два слова? Или сразу можно назвать шахид мопедом. Участники. В политике это называется быть верующим по обстоятельствам. Если надо достичь своих политических целей, я буду тем верующим, которым хотят, чтобы я назывался. Так есть. И представители многих религий, называющиеся верующими, тоже так поддерживают или также называются. Это политика. Ну, я могу даже привести пример. Иудеи – самый показательный пример. Серьезно? А я думал, христиане, которые вдруг вся Россия стала христианской резко. Вот вся. Да. Чуть-чуть убили кого-нибудь и храм построили. Да, я знаю. Пацифист. По-моему, пацифист. По-моему, вы латентный ваххабист. Не, я латентный антисемит. Вы знаете. Это кто тут отрицает? В России не быть антисемитом, это вообще как... Ибраим, можно вам вопрос задать? Да. Меня очень интересует вопрос. Скажите, пожалуйста, если российские фашисты заберут свои 80 тысяч штыков, которые постоянно держат за горло чеченский народ, ичкерийский народ, Ичкерия вспыхнет? Или гордые волки уже все, войнахи? Ну, видите, вспыхать там и нету смысла там, потому что там уже и вспыхнули, и 2 войны провели освободительные. Вторая, к сожалению, свернула в итоге вот в это исламское болото, да, исламистское. Ну, как бы это, да, уже... Как бы народ показал, да, там, свою волю. К сожалению, да, сегодня взрастили там поколение, да, которое чуть-чуть отошло от корней. И вот это вот. То есть надежды нету, что Ичкерия останется с помощью Украины, утилизирующей российских фашистов, Ичкерия обретет свободу. Конечно, есть надежда. Надежда огромная, а другого не может быть. То есть просто вся проблема чеченского народа это вот идеологическая, вот это, скажем так, на нашем народе проведенная, как бы ее правильно назвать там, акция вот эта, да, которая полностью там, используя вот эти духовные какие-то ценности, к которым там чеченцы относились, скажем так, трепетно и так далее, втюхнули вот этот истинный ислам, ваххабизм, там, салафизм. И через вот эту тему, я не знаю, вообще полностью... Чеченских войн не было, вот женщины не ходили в чадре, вот это вот. Этого не было или... Как бы это скорее насажденное, или это так это и было, и постепенно к этому... Приветствую всех, добрый вечер всем. Если не против, я бы хотел вступить в разговор. Ибраим Биахмадилла, вот Давид сейчас высказал вопрос, как бы есть ли надежда, что там где-то что-то вспыхнет и так далее. Вы знаете, Давид, у нас осталась одна надежда, что вот весь мир, загипнотизированный российской пропагандой, да, где были чеченцы обвинены во всех тяжких, признаны там нелюдями, античеловеками и так далее, проснется и скажет дружно хором, что чеченцы, мы вас предали, что мы все какие-то там освободились
стали независимыми государствами. А вот вам на это право мы не дали. Мы признали российскую пропаганду, фашистскую пропаганду, на самом деле, которая обвинила чеченцев во всех грехах и в своих бедах в том числе. Что мир проснется и станет разумным, и начнет признавать свои ошибки и свои грехи. И не ожидать очередного где-то вспыхивания чеченцев, если даже вспыхнет, что будут опять наблюдать со стороны, как будет уничтожаться маленький мизерный народ. Вот на что надеются чеченцы, что люди, которые также живущие добровольно под сапогом России, тоже какое-то слово против этой оккупации скажут и тоже станут независимыми людьми, самодостаточными, когда будут говориться, что наш центр не Москва, а наш центр где-нибудь там, где должно быть и в Якутии, и в Татарстане и так далее. Вот на это надеется оставшийся чеченский народ, который своими жертвами и противодействовала, и восставала, и пыталась докричаться для всех людей во главе своих лидеров и так далее. Вот на что надеется чеченский народ. Что так как мы уже принесли третью часть своего народа в жертву, что где-то кто-то хотя бы опять проснется и будет помогать нам освободиться, что мы уже не в силах противостоять 180-миллионной империи. Понимаете? Вот на что надеются чеченцы. А Может, что меня отреагировать? да, сейчас я закончу. А вот что-то уже вспихивать, вы знаете, запор говорю. Порох, он не всегда, понимаете, достаточно. А какое отношение вы имеете к чеченцам? Вы черт, сбежавший со своей родины. Ну, понятно, очередное чмо зашло тут, короче говоря. Своей родины сбежал и еще говорит, вы чеченцы. Сиди под Путиным и помалкивай, понял? Крепостной. Можно я отреагирую сначала насчет ты сбежал со своей родины? Один момент. Вот дебошир опущен. Пока вы скажетесь, потом мы его поднимем, пока я его опустил тапать. Я расскажу короткий рассказ. Во-первых, мы много чего не знаем. Во-вторых, вот простой пример. Я был здесь в Израиле, я проживаю в Израиле 36 лет. Я был в черкесской деревне, черкесы. Я, во-первых, узнал, что оказывается, что черкеска это, как вам сказать, это нелицеприятное имя, да? Ну, как сказать, допустим, чурка, оказывается, адыгеи правильное название. Ну, так называют в Израиле черкесская деревня. Так вот там я удивился, там все дорожные знаки, в Израиле они все написаны на арабском и на иврите, два государственных языка, а там еще и кириллицей, как русскими буквами. И дома у них плакаты, мы были там у одной женщины, у нее там своя ферма, я им читала лекцию. Я у нее спросил, а почему у вас вот какая связь между вами вот и русскими буквами? И она мне рассказала про геноцид черкесов, что устроили россияне. Потом под конец этого разговора, вы знаете, я просто коллекционер оружия, в том числе у меня есть там с десяток кинжалов, и черкесский кинжал есть, и там и кавказский, неважно. И я увидел у нее кинжал. Я говорю, а вы не продадите? Или она говорит, не, я не продам. Я говорю, а может кто-то у вас в деревне, вы знаете где-то лавку, кто продаст старый кинжал? Она говорит, это кинжалы, которые передавали деды своим сыновьям, отец своим детям. Передавая с поколения в поколение. С клятвой, что этот кинжал когда-нибудь обогрится кровью русских, которые выгнали их с родины. Я был в шоке. Я просто, во-первых, мы ничего об этом не знали. То есть, слышал «Кавказские войны», Лермонтов там. А что, где, что убили 1,5 миллиона жителей Кавказа, где мы это где-то учили? Насчет чеченцев, я, как и большинство тех, которые знал о чеченской войне, в принципе, только из российского телевидения, тогда же не было так телефонов у всех, как сейчас, что где-то упала бомба и сразу все знают. Само собой, чеченцы, звери, брали, резали этих бедных русских солдатиков, эти 18-летних несчастных. Товарищ у меня товарищ, друг Гера, бурят. Он показывал, он в Чечне героически, там 3 кинжала, там, или 4 там. А когда я начал читать, я начал немножко узнавать, я как-то с Герой уже стараюсь эти разговоры не заводить, потому что мне неприятно то, что этот человек рассказывает, что он взял в Чечне эти вот кинжалы, и как он, стараюсь просто с ним на эти темы, как бы мы с ним дружим, но я стараюсь на эти темы с ним просто не заговаривать. Потому что когда начинаешь узнавать, что России сделали
в этом село, как это, Семашки, как правильно называется. В общем, ну, меняется в корне все мировоззрение, абсолютно все меняется. Не, вы знаете, у нас сейчас вы задали сначала тему, давайте там о своих коллекциях, хобби, будем говорить по другому поводу. Просто у нас сейчас вопрос возник, я вопрос о том, что будет ли вспыхивать опять очередной раз Чеченская Республика. Я сказал, почему она не должна вспыхивать, а почему она должна ожидать, пока кто-то еще хотя бы что-то скажет. Потому что, когда Чеченская Республика вспыхивает, у нас некоторые окружающие нас народы имеют привычку наблюдать за этим процессом, а не то и помогать Российской Федерации затаскивать нас обратно в стойло. Что и было сделано, что и чеченцы опять находятся в стойле, с вами в одном ряду, и опять-таки чеченцы в чем-то виноваты. Вот для нас непонятные вопросы. Вы нам задаете вопросы, которые вам непонятны, а вот для нас вопросы непонятны именно в этом. Сейчас мы в общем стойле. В чем мы теперь виноваты? Инсайд, ты не Никто не обвиняет, не дай бог, я никого не обвинял. Я просто мне просто это интересно. Сама тематика. Инсайд, ты перепутал. Давид, представитель еврейского народа, проживает в Израиле. Ты, по-моему, его спутал. Возможно, я просто обратил внимание на вопрос, будет ли вспыхивать Чечня. Но, извините меня, каждые 20-30 лет вспыхивать Чечня против 180-миллионной империи смысла нет. Или же вы как бы хотите понаблюдать, как исчезнет этот народ, тогда это другой вопрос. Зачем вы живете? Задайте прямо вопрос вот таким образом. Я имею в виду тех, кто такие вопросы интересует. Вопрос был поставлен, вы, видимо, неправильно поняли вопрос. Вопрос был поставлен так. Как только создастся... Секундочку, я закончу вопрос, секундочку. Как только создастся благоприятные условия, как только Россия выведет 80 тысяч своих штыков, которые именно для того, чтобы не вспыхнула Чечня, а поддерживать Кадырку, как только Россия уберет этот сдерживающий фактор, тогда, вот это я спросил, тогда вспыхнет ли Чечня при соответствующих условиях, когда она сможет быть уверена, что она сможет освободиться. Или... Давид, извините, а зачем обязательно чему-то вспыхивать? Можно поставить международных наблюдателей, провести выборы и спросить чеченский народ без российских штыков, которые в тройном окружении, как вы сказали, 100 более тысячи количества российской армии окружают одну только Чеченскую Республику. А просто спросить чеченский народ, что вы хотите. Вот именно без вспыхиваний, без там пожаров и огней. Вот, допустим, Украина, дай бог, конечно, я от всего сердца этого желаю, Украина побеждает, весь мир признает фашистский режим в России, и некоторые республики заявляют о своем желании освободиться от этого ярма, да, российского. Вот, допустим, какие-то наблюдательные войска, какие-то органы создаются, и так же, как и в другие республики, в Армению, там, в Азербайджане есть какие-то международные там, как бы, и армия какая-то международная, там, и какие-то НАТО, не НАТО. То же самое на Северный Кавказ приезжают, там, я не знаю, какие-то там блоки могут возникнуть. После Украины, после войны в Украине, да, и вот почему так, как всех остальных людей, нельзя Чеченскую Республику освободить от этой кабалы в российской армии и спросить элементарно, вы чего хоть добиваетесь? Чеченский народ только тогда сможет свободно высказать свое мнение. Я просто, насколько знаю, ну, не то, что знаю, насколько вижу, при любом нахождении россиян на любой территории, любой опрос населения, любой референдум нелегитимен, потому что он никогда не будет правдивым. Только если полностью убрать россиян из Чечни, может быть... Секундочку другим можно, Давид? Секундочку другим можно? Я поддерживаю инсайда. Я знаю, что Чечня была в международной изоляции, информационная изоляция, не находила поддержку международного сообщества. Такого уже не будет, это раз. Второе. Мне известно, что сторонники Ичкерии готовятся, чтобы избежать больших жертв. Давид, вы говорили большие цифры, но они не были относительны. То есть, какая часть народа. Так вот, если в последних крайних 2 войнах чеченцы понесли потери 30% населения народа, понимаете, то теперь международной информационной изоляции не будет. Можно я закончу? Я же не говорю больше о других. Да, я знаю, что и в самой Чечне, и находясь за границей Чечни,
есть представители чеченской нации, которые готовятся, которые хотят федеративного договора или конфедеративного договора. Давид, вам что, неизвестно, что до сих пор нету договора? Вот, пацифист, я почему вас перебил? Я хотел, чтобы вы уточнили, что... Ибрай, плохо слышно, плохо слышно. Ёлки, сейчас. Дикхазон. Так, сейчас слышно меня? Сейчас слышно? Да, Хорошо слышно, чисто. Я отвечу коротко. Вспихивает это имперская политика российской, которая совсем не федерация, со старыми имперскими символами. И 1000 лет. И будет бороться. Пускай у вас не возникает никаких сомнений. Пацифист, пока вы не ушли, я бы хотел, чтобы вы уточнили, это кто там готовится к какой-то конфедерации, федерации малой кровью. Можете уточнить? Первое. Мне известно, что нету федеративного договора Чеченской Республики Ичкерии с Российской Федерацией. Есть договор или нету? Такого договора нет. Чеченская республика была внесена в одностороннем порядке в Конституцию Российской Федерации. Вы понимаете, Я даже более того, уточню вам, что за всю историю, скажем так, трагическую историю отношений, трагическую для чеченского, ну и для русского, потому что сколько там загубили солдат сами. За всю историю вот этих трагических взаимоотношений Чечни и России единственный в истории есть договор, подписанный в Москве двумя президентами в 1997 году, 12 мая, президентом Масхадовым и Ельциным. Договор о мире, где Ельцин называет президента Масхадова президентом Республики Ичкерия. А вот российские политики до этих переговоров, прошедших в Москве, там ранее, которые были за 1,5 года, за 2 года какие-то, скажем так, переговоры, когда проходили, и русская сторона оформляла на документах, что Чеченская республика, и они сами, вот у меня на профиль можно зайти, посмотреть там это видео, русские четко заявляли, что если называть или оформлять юридически, что Чеченская республика Ичкерия, то это значит признавать независимое чеченское государство. А это не так, Чечня находится в составе Российской Федерации. А вот в 1997 года Ельцин подписал договор с Масхадовым, и на договоре это как раз-таки присутствует, что Чеченская республика Ичкерия и Российская Федерация, договор о мире и взаимоотношениях там между двумя государствами. Потом, кто видел, не видел, я не знаю, Ельцин после этого еще сделал комментарий после этого договора и объяснил, что конец 400-летнему противостоянию между Чечней и Россией. Можно 2 секунды, я буду выходить, я только отвечу. Там есть один ТНК, или как там? ТНК. Он пишет слово «боитесь». ТНК, я вам немножко отвечу. Смотрите, да, Российскую Федерацию боялись. Но есть пару знаменательных дат. Российскую империю боялись до 1905 года, когда она решила повоевать с Японией. Результат – разбиты напрочь, потеряны колонии, потерян Тихоокеанский флот. И развал Российской империи. Советский Союз боялись до того, как Сталин напал на Финляндию. Развал, фактически результат. Гитлер увидел, что советская армия – это бомжи, воюющие говном и палками, и понял, что ему лучше, чем покупать все это, то, что Сталин ему продавал, как другу, практически брату, лучше прийти и взять это самому. И напал. Это был результат. До 1979 года тоже все боялись советской современной армии. Афганистан показал, что за 10 лет россияне, да, убили там 2,5 миллиона мирных жителей, но сдохло 15 тысяч солдат Великой армии, и они ничего не добились.
Итог. Развал Советского Союза. До того, что Российская Федерация напала на Украину, да, вторая армия мира, все боялись. Ну-ну, Китай тоже решает, а покупать ли ему или взять все себе, то, что было его. Так что ждите. Мне кажется, вы какую-то страну пропустили одну. Ну, было с поляками. Смотрите, Россия проиграла практически все войны 20 века, где она воевала сама. Польские войны в 20-х годах она просрала. Первую мировую она просрала. Она просрала все войны. Если бы не союзники, она бы и Вторую мировую. Но мне, как еврею, это, конечно, было бы ужасно, но Вторую мировую нам тоже просрала. Назовете самую позорную войну, которую проиграла Российская Федерация? То у нее все войны позорные. Не, ну самая маленькая страна, Первая какой стране чеченская. она проиграла? Первая чеченская она проиграла полностью. Совершенно верно. Просто вы забываете упоминать об этом, к сожалению. Не, ну там я давал не то. Я давал войну и конкретный результат. К сожалению, чеченская война показала, что они в самом деле остались такие же бомжи, воюющие говном и палками, но это как-то не особо повлияло на Российскую Федерацию, понимаете? А я давал конкретные даты, которые были переломные. Афганская война развалила совок. Японская война развалила Российскую империю. Если бы Гитлер бы не видел, что они Финляндию не смогли таки победить Финляндию, то, возможно, бы война бы не началась. А если бы началась, скорее всего, с нападения Сталина на Гитлера, а не наоборот. Гитлер бы, может быть, опасался. Но видя, что там не армия, а просто как бы бомжатник, поэтому он напал. Поэтому были переломные даты, и вот сейчас переломные даты – это когда они напали на Украину. Все думали, вау, вторая армия мира. А оказалось, вторая армия третьего мира. Все, господа, дай Бог, чтобы Ичкерия обрела свободу, так или иначе. Как говорится, иншалла, как говорят у нас на древнерусском. Всех благ. Мира вам. Ассаламу алейкум. Всего хорошего. Украина признала. Ваш ойл, оставайтесь, пребывайте, будучи свободным. Скажите за Израиль. Израиль, каково сейчас официальная позиция и политика государства Израиль в отношении Чеченской Республики Ичкерия? Скажите. Вы знаете, я честно вам скажу, я насчет Чеченской Республики Ичкерия вообще не знаю отношения Израиля. То есть, как бы я могу сказать более-менее отношение к Украине, более-менее отношение к России. Ну, там, как к окружающим странам. Я вообще не... То есть, как бы, у меня ноль информации. То есть, вот два слова вместе Израиль-Чечня, как-то, вообще ноль информации. Я не могу ничего сказать. Я знаю, что евреи сохранили, какой там был район в Чечне, где евреи сохранили нетронутыми дома чеченцев, которые вернулись после Не район, подправлю вас сразу, это не район, а вообще по всей территории Чечни, Ингушетии евреи вот этим мародерничеством и захватом домов не занимались. То есть, в отличие от русских, которых туда привезли и посадили в наши дома, в отличие от наших соседей, которые ходили там, мародерничали и делали самозахваты, евреи этим делом не занимались. Потому что там раввины сразу предупредили, чтобы никто... Я вам скажу такую вещь. Когда информация о Чечне была... Скажем сейчас, сейчас что мы знаем о Чечне? Сейчас практически же ничего практически в Чечне не происходит. Она как бы не особенно на политической, так сказать, арене. Поэтому, я думаю, поэтому никакой информации. Когда Россия воевала с Чечней, первая, вторая чеченская, Израиль не мог высказывать свое мнение по одной простой причине. У нас слишком много пророссийских, а также российских войск с ПВО совсем сидело в Сирии, в Ливане, в Египте, вокруг нас, понимаете? Поэтому мы при всем том, что у нас есть мирные договора с Египтом и прочее, особо мы старались не злить этого якобы медведя. Я не знаю, почему русские себя ассоциируют с медведем. Медведь-гризли американский, да, опасный, а русский это так, чуть поопаснее панды. Так вот, этого медведя старались за усы не дергать. Сейчас, когда мы немножко цуть-цуть уничтожили Хезболлу, из этого пала, Хезболла была одна из тех сил, которые поддерживали Асада. Асад пал. Русские бежали. Мы более свободны и в выражениях, и в отношениях. И, скажем, часть оружия
которые забрали у Хизбаллы, было отправлено, по-моему, если я не ошибаюсь, 4 самолета «Руслан» были отправлены в польский хаб. Скорее всего, переданы Украине. Часть оружия, насколько я сейчас вот узнал, буквально, когда вчера, кажется, я узнал, оказывается, Израиль передал курдам, которые в Иране, чтобы они подняли восстание. Но курды оставили оружие себе и не передали его народу Ирана. Поэтому народ Ирана не восстал. Поэтому, я скажу честно, отношения Израиля и Чечни я не знаю, просто не знаю. Насчет Израиля, это вот то, что вы прокомментировали, просто многие не интересуются, да, геополитикой, поэтому у них возникают вот такие вопросы. Израиль сам постоянно находится как на пороховой бочке, скажем так, да, вокруг вот эти всякие там бегают по пустыне, там вот эти чуваки, да, которые постоянно вот эти теракты там устраивают, да, которых используют тоже, которыми манипулируют. А вот в свое время Джохар Дудаев тоже об этом говорит в одном из своих интервью. Кстати, я с удивлением узнал, что человек был очень-очень образованный, очень начитанный, и насколько он предсказал правду, я был удивлен. Как бы я думал, ну, какой-то там бандит, Абу-бандит, что называется, а оказалось, ну, опять же, это российская пропаганда. Давид. Я доскажу буквально, вот Джохар Дудаев, он там в одном из интервью, когда приехали вот эта турецкая какая-то организация из Германии, мусульманская там, которая Халифат называется, кстати, в Кёльне была зарегистрирована такая организация. И эту организацию, по всей видимости, притащили туда говнюки. И свели эту организацию с Дудаевым. И что интересно, приехали со своим флагом, логотипом, где на турецкий лад, там, Хилафа, короче, вот эта организация обозначена. Она существовала в Кёльне до 2001 года. В 80-х она в конце была там зарегистрировано, и в конце, там уже в 2001 году примерно ее признали там экстремистской, террористической, и их прикрыли. И вот эти вот чуваки там приезжали, шастали у нас, там Дудаеву их кто-то привел, и они еще умудрились с ним сфотографироваться, с вот этим логотипом своей вот этой ублюдочной организации, да. И вот эта фотка, которая там была сделана, да, ее сейчас раскидывают нашей всей молодежи, чтобы всех одурачить, одебилизировать, призвать к вот этим исламистским идеям, что якобы, вон, видите, Дудаев тоже там, он там мужчина был, какой-то этот патриот, короче, там весь из себя такой, ну, герой, вы тоже вот так вот должны, как он. То есть вот эту тему пытаются использовать. И мы вот там тоже копали эту информацию об этой организации, как они туда приехали. И вот они как раз там какие-то антисемитские что-то, видимо, высказывают Дудаеву, да, темы. И Дудаев им отвечает там, типа вы там турки, да, которые приехали еще там с этой антисемитской... Звук, Ибраев, опять звук. У меня, видимо, с устройством проблемы. Не слышно меня сейчас. Сейчас да? слышно, опять Не, слышно. было слышно, более-менее было слышно. Вы знаете, И кстати, вот насколько... он там как бы на их вот эти какие-то там высказывания отвечает, что Израиль сразу в начале войны, как война началась, сразу же высказался остановить войну, вывести войска. То есть Джохар Дудаев там подчеркивает, что вот представители Израиля тоже как бы обратились к России вывести войска и остановить войну. Это его цитата, я там от себя не добавляю. То есть у него эта информация есть, и он этому турку, который приехал, ему в рожу говорит, там, по всей видимости, до этого они там пытались вот это прогнать, да, там мусульмане, там иудеи, вот такую религиозную тему. И Дудаев немного так эмоционально там на видео видно, и он ему там
такой, как бы, в грубой, скажем так, форме это предъявляет. Израиль, типа, ну, понятно, что до этого был вот такой какой-то разговор, там, антиизраильский, со стороны вот этого козла, который там приехал. Кстати, это тоже сейчас надо расследовать, кто за этим стоит. Вот у нас вообще тема эфира, она как раз-таки Исламская партия Возрождения 2.0. Это вот эти с 89 года КГБ создала такую партию Исламского Возрождения в Советском Союзе. И вот ее представители, они полностью способствовали вот этой исламизации чеченского национального там, освободительного вот этого движения, что у них, к сожалению, сработало в итоге. Да, Работали на опережение КГБ, работало на опережение. Да, да. И вот этот турок, кстати, который приезжал, это 100% из этой оперы. Что интересно, в 2001 году вот эти все их накрывают. Как и в самой России какие-то исламистские организации. То есть до этого они там полностью шастают везде. И только после 2001 уже, когда нас под русский сапог загнали, вот там уже начинается подчищение, скажем так, всех вот этих дел. Кстати, одна из манипуляций... Уточнить, Давид, извините, пожалуйста, одну секунду я скажу. Я надеюсь, вы понимаете, что название этого эфира и этого канала, ну, в смысле, там, где вот картинка стоит, это в виде сарказма, потому что как бы намекает на то, что наша борьба и весь смысл нашего противостояния был не за освобождение и за свою свободу, за свою государственность, а нам подменили понятие и ввели искусственную вот эту вот исламскую идеологию, якобы чеченский народ сажается за какие-то исламские идеи, и восстановление каких-то халифатов и остальные бредни. Вот это вот название, и я надеюсь, вы понимаете, что это в виде сарказма название стоит. Единственное, что я хотел сказать, то сказать, на самом деле надо выходить, завтра все-таки работа, у нас час ночи. Смотрите, я обратил внимание, насколько Россия педалирует и все делает для того, чтобы срывать жертвы людьми. Смотрите, было, помните, когда Швеция просилась в НАТО, Швеция с Финляндией. Вдруг, откуда ни возьмись, произошел в центре Стамбула, произошло теракт. Девушка оставила ранец, были тогда только раненые, убитых не было. Но девушка-куртка оставила ранец, и он взорвался. Как, по-вашему, кому это было выгодно? Курды тогда не делали резких движений, видимо, их попросили не делать. Я вот в эти темы не вникаю, потому что у нас своих тем хватает, где разобраться надо, и по Дону знать. Простой пример. Россия промывает голову девчонки какой-то курдской или проплачивает деньги, она оставляет портфель, происходит теракт. Турция не разрешает, не дает свой голос за то, чтобы Швеция, так как почти все курдское руководство находится в Швеции, Турция не дает согласия на вступление Швеции в НАТО. Многоходовочка. Я помню этот случай. Это действительно. Я когда случился Ирак, я сразу сказал: о, русская рука. Все, господа. Хер, иншаллах. Кто-то говорит на арабском вообще? Давид, я просто вот вы там салам, мы там вот эта тема, мы как раз боремся, да, с вот этим чуждым для нашего. Конечно, салам это, скажем так, с какими-то мусульманами, там, арабами, узбеками, это неплохая тема, но у нас, у чеченцев, есть свое приветствие, да, приветствие «Маш ойл», приходите свободным, «Маш ойл», оставайтесь свободным. И как вот у евреев шалом, да, вот вам тоже еще шалом. Раз попробуй. Ну, можете коротко сказать маршу, то есть пожелание свободы. Маршу? Ибрагим, Давид. Самое смешное на иврите, знаете, что такое маршу? Когда ты хочешь сказать, что что-то, это Давид, маршу. Это не ваш бенефис, Давид. Это не все, я ушел. Бенефис. Я вообще ушел. Спокойной ночи. Информированным об официальной политике Израиля в отношении Чечни. Приходите, информированным. Пацифист, один момент. Можете повторить, что вы хотели сейчас сказать? Первое.
Я хотел бы торопящемуся Давиду предложить не торопиться, это раз. Второе, быть более информированным об официальной политике Израиля в отношении Чечни в разные периоды времени и в настоящее время. Это два. Третье, хотел бы ответить Ибрагиму, который с двумя флагами. Я вам могу сказать, что официальная политика Украины в отношении Чечни, ее признание и утверждение находящейся в оккупации, а официальная политика Израиля в отношении Украины до февраля 26 года, только в феврале 26 года по всем голосованиям по резолюциям ООН Израиль поддержал территориальную целостность Украины. Это только в феврале 26 года. По всем резолюциям, которые касались Украины, ее положения и отношений Израиля, которые принимались за последние 22-26 год, принятые резолюции ООН, принятые абсолютным большинством голосов, около 100. А Израиль до этого не голосовал, он бы мог хотя бы воздержаться, но он даже не воздерживался, как воздерживалась Украина. Израиль голосовал вместе с Россией. Так вот, вы представителей государства Израиль интересуетесь об официальной политике этого государства в отношении своего государства в своей стране. И тогда будет ясно. А если, я заметил, представители Израиля говорят всегда больше всех, быстрее всех и только в своих интересах. А когда нужно ответить, они говорят: я не знаю, я тороплюсь и так далее. Вот что я для начала хотел сказать. Видите, пацифист, если... Ибрагим, последние 30 секунд, пожалуйста. Вы много раз говорили слово «договор» в 97 году. Но тут надо было не торопиться, а уточнять, что это не было федеративным договором. Договором о вхождении в состав федерации. Вот не надо было говорить. Вам просто нужно было дослушать. Это договор о мире и взаимоотношениях между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. И я вам специально подчеркнул, что я русские... дослушал. Но я желал бы, чтобы вы специально подчеркнули, что это не было федеративным договором. Потому что разговор я начинал. А был ли федеративный договор? А вы о договоре о мире, но не сказали, что федеративного договора нет. Я вам же ответил, Спасибо. Я вам ответил, что как раз-таки этот договор, вам ответили, что его никто не подписывал, а единственно существующий договор между Чечней и Россией – это подписано в 97-м между двумя государствами. Да? И почему двумя государствами, я это вам объяснил, я не знаю, понятно было? Я добавлю к твоим словам, это был договор о мире, о прекращении огня между двумя равноценными государствами и его представителями, двумя президентами, но статус отношений между Чеченской Республикой и Ичкерией был отложен на 5 лет. То есть какие-то там взаимоотношения. А вхождение в Федерацию Российской Федерации этого не было. И никакого подписания о вхождении в Федерацию Российской Федерации тоже не было. Этот момент был отложен на 5 лет до нормализации отношений, до того, как... и послевоенная ситуация пока урегулируется, потом должны были решать статус взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой. Но я могу вас заверить на 100%, что Чеченская Республика не после 5 лет, не после 50 лет о добровольном вхождении в состав Российской Федерации не подписала бы никогда и не сделает это никогда в будущем. Я, например, бы не исключил какой-то союз хоть с дьяволом, хоть с каким угодно государством, когда этот союз делается, то есть в этом каком-то союзе или в каком-то объединении, когда участвуют обе стороны
на добровольной основе и на выгоде какой-то. И когда этот договор делается, да, какой-то совместный, будь это экономическая зона, будь это там какая-то, я не знаю, военная зона, будь это все, что, да, не перебивайте меня. Что бы это ни было, и вхождение, и выхождение из какого-то союза, оно должно быть четко прописано и определено, а не так, чтобы тебя как моську какую-то, а ну С пошел автоматом сюда у виска, с автоматом у виска. да, пошел там сидеть на место, то есть в этом тут другой формат. Тут мы в это не играем в какую-то там, эту самую девицу, да? Тут не девице дело какое-то, которое там не может уломаться, кому-то склониться. Речь идет об интересе каком-то. Как вообще, что нам вот с Россией, вообще, я не пойму. Зачем нам в Мухосранск? Вообще, чеченцам в Мухосранск зачем нужно? Ибрагим, ну услышьте меня. Это называется конкретно, вот вы меня обвиняли ни о чем, это называется при всей разнице количественных и качественных, Россия, не став федерацией, объединить может конфедерация. Это и будет союз независимых, подожди, Ибрагим, союз независимых государств называется конфедерация. Как, понятно, например, но это кто сказал, что это конфедерация будет? Кто это говорит, что конфедерация будет? Все, Ибрагим, извини, у меня нет выдержки. Всем спасибо, до свидания. Всего хорошего, я без вас могу это прокомментировать. Конфедерация, федерация, союз, объединение, союз независимых государств, я не знаю, там, союз меча и орала, что бы это ни было, там присутствуют стороны подписантов, которые участвуют в каких-то союзах. Вы что, вообще, включите свой мозг русский, бля, что с вами там происходит? Хоть один раз мозги включите, когда что-то подписывают, предпринимают, принимают. Это не Филькина грамота. То есть ты что-то там написал, кому-то на лоб какую-то печать поставил, ну давай, пошел дальше там. Мы сейчас играем не в формальность, мы играем в реальность. То есть в реальности, когда какие-то стороны объединяются, хотят там политическое образование, хотят светлого будущего, чего-то, какой-то пользы друг от друга извлечь, там присутствуют стороны. И конфедерация – это волеизъявление конфедерастов, которые входят в эту конфедерацию. Что вы ее конфедерация, что вы ее педерация, что вы ее пиздерация, извиняюсь, как бы вы ее ни называли, от вот этих названий ваших каких-то нам никакой вот этой сути не изменяется для нас. Нам нужно, чтобы мы участвовали в каких-то интересующих для нас процессах. Если нам что-то там не нравится, мы вам говорим «до свидос», как и вы нам. Сторона, которая хочет с кем-то что-то заключать, она называется конфедерация, она будет конфедерация. Кто это сказал, что это будет конфедерация? Кто? Папа наш, что ли, или кто там? Как раз название и определяет конкретно те отношения, которые ты говоришь, я не знаю, какие-то там, какие-то грамоты Филькины. Как раз Филькины грамоты были Украина, когда отдала ядерное оружие, Филькины грамоты, ну, как раз оказалось вот это. Ну не бардач. Ну что ты, Филькины грамоты, чтобы ты знал, какие Филькины грамоты бывают. Украина была отдельное государство, подписала Филькину грамоту, отдала ядерное оружие, грамот, и получилась Филькина грамота с этого. Слушай, надо говорить конкретно.
и в политике, и в государственном устройстве, и в международных отношениях есть четкие понятия и определения, слова, определяющие отношения. И не надо здесь Филькиных грамот. И просвещать меня Филькиными грамотными не надо. Так вот, я еще раз хочу сказать. Не став федерацией, которая называется Россия, со старыми имперскими символами, если хочет объединение с какими-то другими странами, то только конфедерации, как, к примеру, Швейцария или Вы Америка. согласны, что кто-то должен спрашивать эти стороны? Хотите ли вы с нами в какую-то Конечно, это конфедерацию? бесспорно. Только вот... Все. Вот в чем. Две большие разницы. Федерация и конфедерация. Это две большие разницы. Пацифист, одну секунду. Вот лично меня привлекают такие союзы, как Европейский Союз. И стремление к этому Европейскому Союзу я вижу более приоритетным для своего народа, чем какие-то конфедерации с уже имевшими отношениями с нами вот этой вот так называемого государственного образования России. С такими прошлыми отношениями и в будущем ничего хорошего я лично для своего народа, для тех поколений, которые я выращиваю сегодня, для их будущего я не вижу. Но вижу я больше перспектив в сторону Европейского Союза. Как вы на это смотрите? Имея Чеченская Республика стремится в состав Европейского Союза, как такие республики, как Армения, Азербайджан и остальные. Отвечаю. Вы сказали слово «союз», который объединялся на основе идеологии. Это был Советский Союз. Второй союз. Вы сказали Европейский Союз. Это объединение на основе географии. Почему география? Территория Европы. Да потому что европейский. А это Чеченская Республика и Северный Кавказ – это не европейская часть земли? Вы спрашиваете или утверждаете? Я утверждаю, что это европейская часть земли. Так вот, я тоже согласен. Но объединяться по идеологическому принципу, как то советский, или по территориальному географическому признаку, как тот европейский, это во многом неопределенность, поймите. Потому Меня что совершенно мы, извините, мы, во-первых, связаны с Европейским Союзом территориально, во-вторых, идеологически, потому что Чеченская Республика Ичкерия – это демократическое светское государство. И ни на какие федерации, и ни на какие остальные союзы не претендует Чеченская Республика. Но Чеченская Республика видит себя в семье европейских государств. На основе своей идеологии и во всем остальном схожесть некоторых принципов и законов и так далее. Территориально мы европейская часть земли, как и Грузия тоже, кстати. Согласен. Полностью согласен. И я полностью согласен. Только вот смотрите, когда вы говорите Европейский Союз, в составе Союза, к примеру, такая федерация, как Германия. Германия – федеративная республика. Федеративная республика. Значит, уже быть в составе какой-то федерации не может. Она в составе Европейского Союза, который по своей сути конфедерация, потому что федеративная республика Германия. А Европейский Союз, по сути, это не пустые слова. Европейский Союз, одним словом, по сути, Союза, это конфедерация. Поэтому такая конфедерация, как Швейцария, является уже самой конфедерацией. Что Швейцария будет конфедерацией в Европейской конфедерации? Замутили этими терминами так, что уже непонятно становится, что конкретно вы имеете в виду. Подождите. То, что между Германией, эта федерация основана на общем языке, на общих каких-то исторических моментах и на общекультурных моментах. У нас в Российской Федерации ни языкового общего момента нету, ни культурного нету, ни во всем остальном у нас в Российской Федерации таких оснований, как у Демократической Республики Германии, Федерации Германии, у нас с Россией нету, понимаете?
Поэтому складывать новую конфедерацию с Российской Федерацией никаких оснований, тем более исторические процессы, прошедшие, наблюдая за этим, что мы не можем жить в мире, так как вы очень слишком огромный брат для нас, что вы видите нас не равноправным членом какой-нибудь конфедерации в кавычках, а видите нас какой-нибудь мухой, понимаете, которую можно отбить отбой, как бы мухобойкой, понимаете, что в любое время можно как-то усмирять там процессы. Поэтому мы не видим смысла никаких конфедераций с этой территории. Но мы видим смысл идеологически, территориально, так же, как и Грузия и остальные республики в этом отношении в Европейском Союзе, в семье цивилизованных государств, где существует право личности и все остальные права человека, где они работают, где они защищаются и где они отстаиваются. Да. Поддерживаю инсайда. Я инсайда поддерживаю. Кстати, у нас пацифист демократическое государство и общество, и оно как бы наш народ решает, куда нашему государству стремиться, в какой союз, с кем и как, а не вот какой-то барин, там, царь, который может... Ибрагим, вот, демократически может быть только правовое государство. Я опять буду мутить. Скажите, что определяется словосочетанием «правовое государство»? Я нудный. Я то ли про федерацию, то ли про конфедерацию, но все определено национальным и международным законодательством. Скажите, я тоже очень желаю для Чечни, чтобы в ее гражданском обществе было правовое государство. Скажите, пожалуйста, какое это государство правовое, чтобы быть демократическим? Ну, вы сами же как бы в вопросе и кроется весь ответ. Правовое, речь идет о правах. Государство, которое соблюдает права людей. Вот. Я уточню вопрос. Скажите, у кого больше прав? У граждан или у государства? У граждан этого государства или государства? Они формально равные субъекты или кто-то все-таки имеет больше прав? Вот, к примеру, суд. Народ имеет больше прав. Они выбирают себе правительство. Государственное устройство в том числе выбирает народ себе. К примеру, суд. Прокурор выступает от имени какого-то государства, а тот, кого на предварительном следствии подозревали, и прокурор обвиняет. Так вот теперь скажите. Да что мозги компенсирования, эти термины, достал уже. Пацифист, вы просто говорите интересные вещи, но это не про Россию, понимаете? Потому что в России нету никаких законов. Там есть обычаи, традиции, вот такие, да, там, которые испокон веков. Царь батюшка и падение на колени. Сажание людей на кол. Участники, я не говорил про Россию. Я ни при какую страну не говорил, участники, услышьте меня, да, я нудный, формалист. Нудные термины, вот это вот. Я юрист, понимаете? Да, я понимаю, да, это, когда дойдет до этого дела, мы вас позовем, спасибо. Мы не об этом сегодня говорим там, спасибо. Мне уйти? Вы считаете, что какие-то юридические понятия, определения, когда нам нужно будут эти терминологии, мы вас позовем, спасибо большое. Вы считаете, что это сейчас не нужно? Сейчас это не нужно? Мы сейчас находимся в оккупации. Если вы не поняли, повторяем еще второй раз. Вот, как раз нужна ваша юридическая оценка. Как привлечь Россию к ответственности за 2 кровопролитные войны, за 300 тысяч жертв, выплате полностью репараций, там, контрибуций. Вот нам нужны бы юристы правильные, которые вот это все дело правильно могут оформить. Спасибо, участники. Я читаю еще текстовый чат. Я про себя слушал. И нудный, и дотошный, и душнило.
и тормоз. Вот я смотрю, вот Барух пишет. Видите? Но вопросы очень нужные, вопросы очень важные. Торопиться нельзя. Нужно говорить на одном языке, а не выдумывать образно, эмоциональные, бытовые выражения, как-то Филькины грамоты и прочее, прочее, прочее. Нужно быть способным на каком-то национальном или международном языке использовать конкретные понятия юридические, экономические, политические. Не дипломат вы. Вам надо было, когда, подписывали вот эти договора, с Россией, и американцы там ответственные, англичане были там все тут, и Китай, и Франция были ответственные. Когда сдавали ядерное оружие, Кучма, когда подписывал бумаги, какой-то договор подписал, отдал, и потом Россия напала. После этого был один договор в 97 году, потом в 2000 каком-то году о границах, все тут о дружбе был. И конечный итог, что с этих договоров? Отвечу. Конечный договор с этих договоров получается. Что получилось? Ну, я вам отвечу. Понимаете, на то время существовало международное законодательство о нераспространении ядерного оружия. Был один Советский Союз со своей ядерной триадой. Никто в мире не позволил бы появиться из одного Советского Союза 15 государств ядерных. Вы это понимаете или нет? Опять меморандум подписали, толку. Да подожди ты с меморандумом. Подожди, не гони, торопыги вы. Свободы не видать. Век да свободы не, я не понимаю, видать. толку вы что подписали. Где вы были тогда? Почему Рухах, вы не я тебе оказались объясняю. там? Мы были в международном сообществе, которое нам говорило. И Казахстан отдал, и Белоруссия отдала. Потому что международное сообщество с международным законодательством говорило о нераспространении ядерного оружия, чтобы не появилось 15 новых ядерных держав. Международное сообщество сказало, пускай останется правопреемник Советского Союза, одно государство. И это стала федерация. Перестань обвинять Украину, Белоруссию, Казахстан, которые были лишены ядерного оружия. Перестань, все. Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой подписан президент Труман, цитата, американский. Кто скажет, Пацифист, что вы он согласны был... вы согласны с тем, что если бы не было этого меморандума, если бы не было этого подписания, инициированы с российской стороны, я это помню прекрасно, они навязывали, что должна оставаться только одна ядерная страна от Советского Союза, что Россия это правопреемница и так далее. Вы согласны с тем, что если бы не было этого договора, если бы страны, такие как Украина, не подписали бы этого, чтобы сегодня не было бы конфликта на Украине между Россией и Украиной? Вы согласны с этим? Мой ответ такой. История не терпит сослагательного наклонения. А вот если в прошлом, спасибо, до свидания. Сегодня же было бы так. Это не настолько известно. Мне известно, что даже страны, имеющие ядерное оружие, это не обеспечивало им победу или не нападение. Как, к примеру, Англия с Фолклендскими, Мальвинскими островами. Ядерная держава Англия. А лишилась Аргентина, а вернула себе острова. Вот давайте оставаться в рамках распада примеров. Советского Союза. Вы сейчас перебрасываетесь на все остальные страны, где были разные случаи, не соответствующие тому, что было с Российской Федерацией. Вы слишком все это разбрали, как мусульмане, знаете. Вот вы про крестьян, про их грехи не говорите, а вот про наши вот вы говорите, и вот так далее. Вот, я не знаю, какая вот чисто... Про христианские грехи я говорил, и не надо тут про мусульман. Вы сами делаете вот такая зеркальная сходство, это из пустого в порожнее будем переливать. Из пустого в порожнее будем переливать. Да, пацифист, давайте попрощаемся. Вы занимаетесь политической софистикой, которая сейчас нам в данное время неинтересна. Это
на конечном этапе, ближе к концу это будет, когда-то уже состоится государство, уже все это будет улажено, уже организовано, восстановится экономика. И тогда мы будем по сторонам смотреть, с каким соседом завязать торговые отношения, другие экономические союзы. Это все потом. Это сейчас мы уходим в детали, частности. Потом, Это сейчас не важно. Потом Это софистика, вы замазываете вообще сейчас всю тему. Нет, не надо говорить таких, опять это ваше эмоционально-бытовое выражение. Все, пацифист, давайте заканчивать. Я целый час, 2 часа вас слышу, я вижу, что просто это сейчас не важно. Это все потом. Это детали, они не нужны. Пацифист, вы можете сказать, вот признаться, вы мусульманин или уже кто вы по этому самому религиозному убеждению? Я говорил и говорил, я неверующий человек. Мусульмане тоже неверующие. Мусульмане тоже неверующие. Не говорите глупости. Тот, который называет... Как не глупости? Подождите, мы с мусульманами тут общаемся. Подожди. Мы с мусульманами общаемся, и никто тут из них не верующий, никто не принимает аяты, никто это Аллаха не принимает, не уважает. Это смута. Это попытка не признаете их. Да не перебивайте, вы пацифист вроде бы, или нет? Вы уже пацифист-ваххабист какой-то. Я вот призываю в эфире пацифиста произнести шахаду уже, он готов. Да. Защитите ислам. Повторяйте, пацифист. Ашхаду. Участники. Этот позывной пацифист был присвоен очень воинствующему человеку. Это такая ирония, понимаете? Мы прекрасно понимаем, вот у вас такое свойство, знаете, вот мы какое-то представление имеем, как вы там даете название, 5-е, 10-е, крепость Грозная и так далее. Смотрите, смотрите, это была крепость Грозная, и сейчас это Грозная, вот какого грозному противника мы тут, короче говоря, с какой-то третьей части территории Москвы, как мы с ними боремся, вот это все нам прекрасно известно. Но сейчас у меня вопрос о другом. Смотрите, у нас сейчас идет диалог, да, вы вот представляете какое-то определенное мнение, и вот у нас вот какое-то свое определенная дискуссия, и тема и так далее. Вот у нас между нами идет диалог, да. Как вы заметили, да, вот я вот, слушая вас, в какой-то степени понимаю, о чем вы говорите, о каком-то порядке, какой-то законности, какой-то логике, но мы рассуждаем сейчас, то есть мы ведем диалог в разных параллелях. И какие бы вы правильные вещи ни говорили, как бы вы правильно не выражались и как бы не отталкивались бы от определенных таких вот, знаете, вот сфер там общепризнанных там законности, государственности и так далее, все равно мы не слышим друг друга, мы находимся в разных параллелях. Мы в образе, то есть у нас статус как бы более такого, знаете, незначительного, такого маленького как бы образования, и вы как бы с вашей величины, и вы нас не поймете никогда, ни мы вас не поймем. Даже звучащие из ваших уст какие-то правильные вещи нами воспринимаются как агрессия и навязывание определенного вашего мнения к нам, понимаете? Поэтому как я вижу, в дальнейшем, если даже и будет какое-то должно быть какой-то как диалог между нашими странами, обязательно должна будет 3-я и 4-я сторона, чтобы мы поняли друг друга и пришли к определенному мнению. Потому что нас разделяет слишком много эмоций на основе истории, на основе вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому тут бесполезно нам что-то объяснять, потому что вы для нас звучите как диктатор. Как бы вы правильно не пытались нас вывести на какую-то правильную логику и так далее. Мы вас не понимаем и не поймем. Спасибо, инсайт. Я услышал, я соглашаюсь, но если мы говорим на одном из международных языков, в данном случае русском, или если бы мы сейчас говорили на английском языке, то нам нужно стараться говорить те слова, содержание которых мы понимаем одинаково. На словах договаривается и прописывается.
Если мы говорим на русском, то лучше употреблять, еще раз прошу, экономические, юридические и прочие понятия, определения и так далее. Никаких параллелей, никаких... Хорошо, мы вас пригласим, я же сказал вам, надо будет, когда вопрос подойдет, мы вас пригласим. Спасибо большое. Оставайтесь свободными и уходите свободными. Я очень сожалею, что вы считаете, что именно сейчас этого не надо. И я ухожу. Хорошо, я же говорю, мы пригласим, когда надо будет. Спасибо большое. Да. Приобретайте союзников на разных языках, международных тем более. Спасибо. И вступы переливать пошел. Это. С Россией подписан любой договор, какой бы он ни был, бесполезный духом. Уман, красавчик, он понимал вот эту культуру, вот этот менталитет, он поэтому четкое определение дал, что договор, подписанный с Россией, не стоит бумажки, на которой подписан. Это не просто так, какие-то придуманные слова, а это цепочка изучения там исторических вот этих моментов. То есть это ночи мата дождь паш, то есть тоже как бы что ты высказал что-то или ты воздух выпустил, там газ, одно и то же. Никакой ответственности, никакого. Вот могут все что угодно сделать, да, напасть на целое государство, потом говорить, это не мы, их там нет, это зеленые человечки, это там эти. В Ольге, блядь, автоматы, одежда у нас, танки продаются. И я еще мелким пацаном помню, как меня Ельцин наиб сделал. Вот ублюдок Ельцин, представь. По телевизору, я мелкий, мне 14 лет, я там мой двоюродный брат, и вот эти бомбежки там вокруг, населенного пункта высокогорного, вот эти обстрелы проходят, и мы как бы за этим наблюдаем, и раз Ельцин в один день говорит, что объявляет перемирие, то есть воздух, как бы, не будет вот эти производить бомбежки. Бомбежки, да. Да, и мы вот с утра примерно до обеда, действительно, самолеты, все, перестали летать, а мы там, пацаны мелкие, там, ДНЛО, снег там пошел, хотим еще где-то на санках где-то прокатиться, и побежали вот в соседнее село. Оттуда, мы как бы переместились там с родственниками из одного населенного пункта в другой, когда там начали мочить уже. Мы через окольными путями там сразу вниз к реке и туда подняться к другому населенному пункту. И, эти самолеты, мы с ним попали в этот эпицентр, да, там. Деревья через нас, там через голову летали, от этих бомб. Два пацаненка, мы там по 14 лет, еле оттуда как бы выбежали из этого обстрела, там потом в подвал залезли, первый попавшийся, там просидели, И я вот мелкий пацан, представь, дед президент, страны, говнюк, даже там мелких пацанов, что о них вообще, как о них думать вообще, гнида стоит. Потом, когда ему интервью, там микрофон сунули под рожу, под морду эту, под нос, я же помню, как, я это наблюдаю на себе, представь, вот это все, мы там через мелкий телевизор это смотрим что-то. И он начинает врать, Нет, мы не бомбили.
А вот самолеты, авиация. Я тоже слышал, там, типа, прилетели самолеты со стороны Грузии, они были без опознавательных знаков. Ну, представь, вот там Труман вообще где-то в сторонке курит, вот, чтобы знать русских, вот к чеченцу обратитесь, я вам их биографию полностью нарисую, этой хренотени их. Вот это русская хренотень, да, их биографию я вот полностью вам разрисую кому угодно, что вот они из себя представляют. Это просто такой примерчик один, да, так вот это вся как бы цепочка столкновения с вот этой вот средой, короче, ее просто описать абсолютно там Труману, папе Труману, кому угодно, вот этот менталитет и характер можно расписать как угодно. Big nach Leisberg bis hart Appal Beach dat. Duitstek samen de wel naar Boston. Pazifist. Тем сменить его, скажем, на 5 минут. Сменить их. Закрыть не эти. Что мы говорили. Neger du del. Машола. Нашел, ну его. Нашел, что бывший какой. А жалуется, смотри, да бы. Ища вначале радио, Маша, чего, ища. Дерадикализация ночи молодежи в Европе, а докой там оттолкнемся с этого. Ища на этой волне, ища юкебя, концанах, спящий агент, моя царюш, 100% засранцы, что ведь уже полная идет дискредитация, и потихоньку Дорос уже и первое образование независимой республики, Демократической республики Ичкерия, естественно, был президент, была конституция. Сейчас дошли до того, уже по всем каналам, во всех утюгах, радио, микроволновку, Джахар Хайт, Юшбек, Беш, Буалбаск. Так Рубек, Хавинасу, которые позавчера только они сделали радиомассу, взлетную площадку себе, потом открыли свои каналы, свои эфиры. Осел Муаттарга Боббюца, Мелдоцультардюц. Дачу Эльвельчия, последние вот эти промежуток времени, помимо вот этих каналов, которые мы обсуждали, есть еще другие уже каналы, которым я абсолютно не доверяю. Их омаце, цаномаце, балбош бачишь, 100%. Агент поял, яйцо глубокого бурения. Мусас Маларова. Ja, het Kroekbekker hou zo plat, я не тут что, квегу ведущего. Царство амбеш, Акбар Санта Склонштя, как раз они есть жертвою, и Санта уезжать еще. Он надеется, что он могут сопротивляться держу, и на нем уезжать тоже, они делают себе эфиры. Джорик Антон Севелабо, Цунцани, Нербешун Белацуну Кунцевел, Джор Лешецун Кент Мелханю. Консервы вскрылись в Олцадах, консервы вскрылись, да? Скрываться держу, Бог каждый день скрываться держу. Ik amel die zo gewoon te willen eigenlijk gehoord nog. Dat zo gewoon te willen. Dat boegboot amel studeert nu
цель гую дискредитация Джоухара. Джоухар это не как личность, там сегодня он какой-то идол или бог, чтобы... Это часть Хаума Эллер, это вот пачалки. Тогда молодой пачал как конституция, как первый президент, как первый раз в истории независимая республика демократическая. Сейчас они хотят утопить этот статус. Ты уже все этапы прошли. Сейчас как бы вернулись как бы на начало, чтобы оттолкнуться от этого начала. И вот сейчас они скрываются в консерву, чтобы это начало утопить где-то за ширмой, короче, так, айлях, чтобы не говорили об этом. Флешмобин, масса, вот, действительно. Tācer консервы вскрылись с моего метки Милварис. А что аж гуацер? Хакайкон. Там давин ахай наш Аслан Акиницу. Миловин хуш мадуй. Брат Героя России у него там то ли полковник, то ли генерал. Верегиц, ты тоже там был, да, сейчас? Не, я не был, я приблизительно знаю, хуюсили царь. Ож Милуис, я дурачок, я справки гуацер тига. Остановилась, давно уже сказал, я еще его раскусил, я еще в начале вы должен год, что это да лерту вы овших метак амерш, я что сочуян одновременно где-то через месяц открыться да чучуя, ну что остановилась, я еще тогда сказал, что он тише суница на гостя, тише бять бенерту. Извините, гавы и вид Ибраим сдаильца канал Хаильна Гуатер, они вдвоем. Хордат мяч, говоришь, Эльча, наша цари, шайери бош. Я Урцига участвовал там. А я просто Биом от бюча гуац, то что ашо. Справки сна, желтый справка и гуац. Я колеца, хет херво там. Видишь, мы будем говорить разборчиво говорить. Ша раскусить виндейлсом, байкала виш маматисон. Ша вати ери вожи табалта дешерим. Хор дат смешсон моды, хакоху дели, хакуи вожи ватер ши валиш. Дагвом первый хилагиатор канал ша. Ну, сейчас остановим отвечу. Кривегу Каца, вот недавно тоже, я помню, он начал стримить отдельно. Тоже на религиозной волне он стримил, сейчас он перешел на личность Джохара. Ну, он фриком стал, получается. На волне, да, сейчас ошьенца, на этой волне подняться до верши. Человек хочет поднять, хочет взлететь, ну, хочет. Солнце Бог. Соляп, это фрик, твой дютель, да, царь умш. Я цаца умер, черт царца. На этой волне поднялся канал Айленд Цигар, что-то не получается у него. Обычно фрикук. Слушай, канал, чуешь вас, как наткнулся свой первый раз, гинчка, да, цардючек, да, жовгара, дюч. Сом пьяцель, тигар. И руша, ух, соля, ух, и бьехум шадюч, сидит там. Там давин, Ашек, Аслан Акиницу, у которого брат герой России, то ли полковник ФСБ, то ли генерал ФСБ там. Я своим хезек товарас литершик, я давно слышал, что Жохар давокш. Эхкеш бэцигар, хуютигар. С Дагестана беш бэцой. Це нюкер, це герой России, или закрытый. Юсигается награждение.
участвовал уже на ОК, всегда участвовал Динуэль. Критично. Ой, здесь он всегда был. Что оказалось, как он вошукает, получается. Кажется, его брат, герой России. الباسيفيك دوك لوش دقة نارق وتشاول لوش كوالا دي كول دي تيا وشل تا جيم دي آسيا تا ليستاتي دي just подряд стрим, случайно нарвался на один стрим, там сидят плотно джоугару, ты не что дел дам агучивших, что машакалших, чувал чарджа, камел да я знаю, камел дейтер дати, это просто да. От души просто, да. И все равно это не мой стиль речи. А что цевелися просто, я вижу, это двигало, что вот то красиво, каждый день с тонущего корабля Оли бегут. Обучающих, короче говоря. Сущность Агойчук. Не руку вместе цигавую, кузавую-то. На одной женился, там куча детей бросил, там на другой с детьми женился, запалки их лишь, дурачок. Все балбеш. Так, с радио Марша Чудовьюда. Я художник. Ферго, сожим садуал, кузауя. Meldies, вроде бы. Да, я الخروج بخوجات شيء تعوق شو اشتغل الخروج Микрофон не ухавал, что тогда. Если что, короче, сюда вверху. А мы стела сатюра. Мы серии бюстел декал, машу. Марша ресурса. Радио Марша Чудовьюда.